10 часов в Макао. Приветствуем зрителей канала Денвас ТВ. Сегодня мы проходим этот небольшой райончик. Площадь около 30 квадратных километров, ну плюс-минус. Всего лишь 30 квадратных километров. Это, мне кажется, очень мало, да? Ну да. И что там можно на 30 квадратных километров интересного-то разместить? Что тут смотреть-то, скажут некоторые. Когда мы впервые поехали в Макао, я насмотрелся видеороликов, начитался, думаю, вау, как интересно. Но когда мы приехали, помнишь, такие типа, ну, место на один раз. Да, Гонконг лучше мы тогда решили. Да. Но теперь я уже 4-й раз приехал в Макао. Макс 3-й, и нам нравится все больше и больше. Потому что каждый раз приезжая, мы находим что-то новенькое. Плюс меняются все инсталляции. В общем, рекомендуем. Если вы думаете, что Макао для вас не интересен, то вы сильно ошибаетесь. Если знать, где ходить, то можно увидеть очень-очень много великолепных мест, аутентичных, ярких, вкусных. Начнем. У нас предрождественское время, поэтому кругом елки. Вот такую елку вы в следующем году уже не увидите. Здесь будет другая инсталляция стоять, поэтому приезжайте. Если даже вы подумаете, что мы вам покажем сегодня абсолютно все, да, большую часть Макао мы вам покажем, но все-таки в следующем году это будет уже выглядеть по-другому. Ну и Макао стал соблазнительнее для путешественников, потому что теперь Китай безвизовый, а Макао очень давно безвизовый. Но, приезжая только в Макао, вы не могли зайти в Китай без визы. А теперь вы можете приехать в Китай, сгонять в Макао, в Гонконг, либо прилететь в Макао и двинуть потом в Китай. Например, говорят, из Владивостока вообще прямые рейсы запускают до Макао. Ну, а потом отсюда мотануться куда-нибудь в Чжухай, в Гуанчжоу, в Шэньчжэнь. 5 минут делов. Еще раз приветствуем вас. Максим, Денис. Мы... половина семьи, мужская половина семьи Васильевых, проходим Макао. Проект «Прохожу Китай», где мы берем город и проходим его вдоль и поперек. Например, Гонконг мы уже сколько? 2 проходки сделали. По острову Чунгачанга и по острову Гонконг. А Гуанчжоу 5 проходок. 5 проходок было в Гуанчжоу у меня. Макс тогда еще не имел такой физической подготовки для того, чтобы вместе со мной ходить. А теперь он сказал, готов. 33 квадратных километра. Филиппинка так улыбается, стоит. Она улыбается не потому, что мы тут с камерой бегаем, а потому что филиппинки, ты заметил, они почти всегда улыбаются. Особенно по выходным в Гонконге. А на Филиппинах, так филиппинцы... Чё это я с Макао на Филиппины переключился? А я знаю, почему знаю. Так вот, а на Филиппинах такое ощущение, что филиппинцы все немножко податые постоянно и на полном релаксе. Поэтому, ну, грех не улыбаться. Рождественская новогодняя елка. Фелис Натейл, наверное. Как бы ты прочитал? Натал, я не знаю, я не говорю по-португальски. Макс не говорит по-португальски. Раз уж я за филиппинок вспомнил, говорят здесь филиппинцев больше, чем португальцев. Вот вам и официальный португальский язык. Официальный здесь китайский и португальский. Многие говорят на английском, но есть нюансы насчет китайского. Здесь гуандунский, кантонский диалект, а не путунхуа, поэтому Макс с трудом понимает. Мы с вами сегодня затронем очень многие темы, и политику, и экономику, и языки, и расскажем супер историю о том, как... это улочка с фотосессиями, думаю. Зачем очередь стоит? Очередь за тем, чтобы сфотографироваться. И обратите внимание, везде стоят значки культурное юнесковое наследие, потому что здесь прям очень много достопримечательностей, и мы постараемся вам даже найти этот самый центр культурного юнескового наследия. Какие темы мы поднимем? И темы, историю, географию, что еще? Еду, наверное. Наши истории. А вы знали, что один раз, переходя границу из Макао в Гонконг, нас остановили и очень долго мурыжили. Не хотели выпускать, нет, точнее, выпустили из Макао, не хотели пускать в Гонконг.
Мы прошли собеседование, объяснили, кто мы, что мы, но об этом чуть попозже. Не все сразу, а то в первые минуты все выдадим, и дальше придется только наблюдать за красотой. Но нет, вы же еще любите нашу болтовню слушать. Иногда будем молчать для того, чтобы вы послушали шум улиц. Ну и, конечно же, мы не будем постоянно вас мучить своими лицами. Мы будем смотреть вперед, и вы будете видеть все достопримечательности, все, что творится вокруг. Начнем. Ну и хочу сказать, если вы на премьере, поздравляю! Мы с вами общаемся в чате, вы можете задавать вопросы, обсудим, расскажем, вы что-нибудь расскажете, например, если были в Макао, что вам понравилось. Ну а если смотрите после премьеры на YouTube, либо на других платформах, ВКонтакте, на Рутюбе, то там просто пишите комментарии. Спасибо вам за лайки, комментарии в чате, сообщения под видео. Огромное спасибо. Мы приехали сюда, чтобы с вами делиться хорошим праздничным настроением. Только о позитиве, иногда вспоминая о чем-нибудь негативном. Иногда, как же, жизнь же она не однобокая, она не черно-белая, она имеет огромное количество градаций, 50 оттенков серого. Как вы поняли, мы только что были на самой туристической улочке, но мы дальше не пошли к руинам Святого Марка. Марка же. Опять перепутал. Павла. Я иногда буду ошибаться, но именно для этого мне Макс нужен. Нет, конечно же, рожали мы его не для этого, чтобы он нас обучал китайскому, работал переводчиком и поправлял. Но сегодня он будет мой оруженосец, помощник и рассказчик. Возможно, даже он вам расскажет больше интересного, чем я. О, настоящий макакашный фарфор. 2800 паттак. Валюта паттака. Чуть ниже курс, чем у юаня. Максик, мы обещали много вкусного показывать. Нихао. Мы будем здороваться, конечно же, по-китайски. Это на самом деле вкусно. Многие говорят, фу, кишки, желудок. Под правильным соусом съесть можно практически все. А там реально правильный соус, вкусный. Вы посмотрите, что делается. 7-Eleven. Люблю 7-Eleven. Но мы сегодня уже наевшиеся, да? Да. Мы специально поели, попили. Что это он такое интересное курит? Не знаю, ромашку какую-то. Поэтому готовы идти пока и показывать. Обратили внимание? Вот такая плитка. Вот конкретно это не плитка, это растяжка тут такая. Но вы во многих местах можете увидеть именно плитку. Это тоже не плитка, это наклейка. Я уже 2 раза обманули. Вообще, здесь нельзя фотографировать. Обманщики кругом. Но эта плитка именно стиль Макао. А еще вот эта плитка стиль Макао. И как зрители говорят, наверное, те, кто был в Лиссабоне, Макао это маленький Лиссабон. Ну как маленький? В Макао проживает 600 тысяч человек, а в Лиссабоне чуть-чуть больше. Так что неизвестно, кто из них маленький, учитывая, что Лиссабон столица Португалии, а Макао всего лишь навсего. Макао столица Макао все. Ну да, но все-таки это всего лишь навсего несколько островов. О, поговорим про острова? Ну, мне кажется, самое правильное начать с истории Макао немножко. Я расскажу про географию, про острова. Когда-то Макао это было несколько островов, именно островов. Сейчас Макао это один полуостров Макао и один большой остров. Так как территория не очень большая, еще начиная с 19 века, сначала португальцы с китайцами, а сейчас уже китайцы
расширяют острова, объединяют их. И в итоге один полуостров Большой Макао и Большой остров, название которого я, к сожалению, не знаю. Ты знаешь, как называется остров, где все казино располагаются, новые казино? Я не знаю. Вот я тоже. Тайпэй? Не, это что-то я другое вспомнил. Тайпэй — это столица Тайваня. Да, это я что-то другое вспомнил. Они продолжают насыпать, и сегодня мы вам покажем именно вот эти вот насыпные территории для того, чтобы не быть голословными. Смотри, это что, какие-то приезжали видеоблогеры, наверное, тут довольные. В Китае очень любят. Приедут какие-нибудь видеоблогеры, поснимают еду, сразу очередь выстраивается в заведение. Ну а потом эти же блогеры тут висят, светят своими лицами. В начале 20 века именно площадь суши Макао составляла всего лишь 15 квадратных километров, а сейчас больше 30 и продолжает увеличиваться. Спрашивается, вот Макс спрашивал, слушай, мне так нравится эта плиточка, она прям, вот идешь и понимаешь, это туристическая часть Макао. Если вы видите вот такую плитку, значит мы в туристической зоне. Если видите что-то другое, то... О, Макс, столетние яйца? То значит не очень туристическая. Макс спрашивает, а зачем сейчас-то насыпать? Ведь Макао же это специальный административный район Китая. Вроде бы Китай, но они насыпают и насыпают. Я на этот вопрос не смог дать ответ, но Макс иногда, когда у него есть вопрос, он лежит и долго-долго думает. Что надумал? Что надумал? Почему они сейчас до сих пор территорию увеличивают? Ну, не знаю, потому что еще 10 лет Макао будет не Китаем. Да не 10, больше. В 99-м он стал Китаем. Да, ну да, гораздо больше. 50 лет он будет специальной административной зоной. Сколько? 24 года. Ну, в общем, Макао сильно зависит от Китая. Я думаю, может, он хочет зависеть от него, ну, хоть немножко меньше. Потому что если Китай обрубит им тут воду, они все просто от жажды. Макс, ну подожди, расширяя территорию, Ну, то есть не насыпая знаю. острова, там же вода не появится? Ну, понятно, ну, можно выращивать что-нибудь. Хотя тоже мало говорят. Можно еще больше казино построить. Я не знаю. Чем больше земли, тем больше денег. Ну, как бы. А Ну деньги — вот, это вот хорошо. мысль прет так, Да. вот, на самом деле Макао, про экономику мы поговорим попозже. Макао — это такая зона, где люди рубят бабло, очень много бабла здесь рубят, а для того, чтобы его рубить, нужны большие территории. Они же не могут Папа, байк. Они же не могут, Максик, давай вот сюда подойдем, расширяться за счет Китая, за счет территории Китая. Они могут только свои территории насыпать и строить казино. Но насчет воды, кстати говоря, Макс, ты прав. На острове Это что, он заплесневел, что ли? все рухнет скоро. Да, заплесневел. Плющ не буду трогать, а то еще покроюсь и какой-нибудь кардицепс подцеплю. Для того, чтобы здесь нормально все функционировало и привлекать новых туристов, нужен был, например, аэропорт. Но места не было, поэтому взяли и насыпали целый остров под взлетную полосу. Логично? Все сделали. Дальше начали строить мост из Макао. Дай налево. Мы зигзагами будем сегодня ходить, но показывать самое интересное. Начали строить дорогу из Макао в Гонконг, самый длинный мост, но по определенной технологии построенный. И что получилось? Развязки-то делать в Макао негде. Взяли, насыпали еще один остров. Что? Было два острова. Ну, в тот момент, когда полуостров Макао уже превратился из острова в полуостров, было еще два больших острова. Но, блин, место на полуострове Макао закончилось, чтобы казино строить. Они взяли между двумя островами, засыпали с двух сторон все, выкачали воду, засыпали землей и два острова объединили в один большой остров. А потом вот на этой новой территории этих объединенных островов понастроили казино. Самые новые казино находятся как раз там. Это венецианец, это парижанин, это лондонец, это Galaxy. Что там еще, Макс? Какие? Ты не помнишь?
Не. Там их на самом деле очень много, просто вот в этих мы гуляли, мы их знаем, а в других мы не бывали и не в курсе. Так, мы идем посмотреть на Китай, поэтому нам туда. Давайте посмотрим главные достопримечательности. Что такое валун, Макс, ты знаешь? Валун — это большой камень. Я не знаю. Вот это мы сегодня с вами уже видели. Я просто не стал обращать внимания. Это мы с вами увидим вечером, лесенку тоже. Ну и лотос мы тоже постараемся вам показать. Это не лотос или это лотос? Я думаю, лотос. Ну да. Все надписи, абсолютно все, дублируются на китайском, на классическими китайскими иероглифами. Я здесь узнаю только один «да», большой, и на португальском. И вот я вам говорил про плиточку. Вот это вот именно плиточка. Большинство указателей, большинство вот таких вывесок в центре города, там, где много туристов, сделано именно вот в таком стиле. Макс, пришло время, наверное, рассказать немножко про язык. Я сейчас закончу про географию. Есть здесь много интересного. Вы не найдете лесов, полей, но здесь также есть и природа. Это парки красивые. Есть пляж с черным песком. Мелкий-мелкий песок. Если вы просто рукой по нему проведете, он забивается в поры. И потом очень сложно его отмыть. Что здесь мы еще видели? Мы говорим только о том, что знаем, что лично видели. Про воду, Макс. И насчет воды, на самом деле, про воду. Насчет воды ты тоже прав. На острове у них есть искусственное озеро. Они его сделали под водохранилище. Когда мы ездили на пляж, на этот самый черный, мы его видели. Это прям, я так понимаю... О, плиточка, плиточка, какая плиточка классная. Да, это вот именно плитка, а не обманка. Поэтому воду они тоже здесь пытаются сами добывать. Дождевую, наверное. Иероглифы, иероглифы. Везде иероглифы. Но давайте сначала я про иероглифы. Хейтеры вышли на новый уровень. Да, моя любимая тема, но я не буду говорить, какие они плохие. Я скажу, какие они хорошие, какие они умные и продвинутые. Что делают сейчас хейтеры? Они берут видеоролик. Там уже есть расшифровка видеоролика на YouTube. Запихивают эту расшифровку. Огромный, красивый, старый отель. Мы его еще увидим вечером, поэтому заострять на нем внимание не будем. Они берут, запихивают расшифровку видео в ИИ и говорят: найди нестыковки. Потом эти нестыковки выбирают самые такие, ну или ошибки. Я уж не знаю, какие промпты они там используют для искусственного интеллекта. А потом находят, к чему докопаться, просят ИИ написать оскорбительное выражение, но такое обтекаемое. И потом уже постят. Это очень легко на слух воспринимается. То есть я такие сообщения прям чувствую, потому что ни один хейтер не будет писать портянку на 500 слов, а некоторые и того больше. И вот в одном из видеороликов я сказал про современные китайские иероглифы. Они называются китайский упрощенный, да? Да. И китайский стандартный. И сказал, что те, кто сейчас учатся в школе и умеют читать иероглифы, не могут читать вот эти классические иероглифы. Они вроде как и современные, и ими перестали пользоваться. Да нет, ими до сих пор пользуются, только не в континентальном Китае. А континентальный Китай ими перестал пользоваться лет 70 назад. Да. В 50-е или в 60-е годы они решили упростить все иероглифы и сделали вот этот вот именно китайский упрощенный. И что написал хейтер? Точнее, не он написал, а написала ИИ под его руководством. Что если человек выучился в школе, он может читать все китайские иероглифы. Вообще все. А если человек не может читать китайские иероглифы, значит он нифига не учился и просто
Он хочет нас пропустить. Си-си. Здесь не Китай, ну точнее, ладно, почти Китай, но уступают место пешеходам. Макс, что ты скажешь про старые иероглифы, классические китайские, не те, которые вы изучали древние, и современные китайские? Насколько сильно они отличаются? Насколько упростили или наоборот усложнили жизнь людям? Ну, очень сильно упростили. Я не представляю, как можно писать на традиционном китайском, учитывая, что у меня руки устают писать на нормальном китайском. Есть иероглифы, которые вообще просто не узнать в старом китайском. Потому что, опять же, иероглиф, например, 1, сейчас это одна палочка. А на старом китайском это палочек 12. 12 палочек, чтобы написать цифру 1. Ну и это вообще капец. Я могу читать частично некоторые традиционные китайские иероглифы, в основном те, которые не изменились. Которые изменились, я могу догадаться примерно, что они значат, но на этом все. Для меня читать китайский традиционный, как читать японский. Потому Японские иероглифы? Да, там есть частично китайские иероглифы. То есть для меня японский и китайский традиционный это почти то же самое. Я точно так же могу это читать. Точнее, точно так же не могу это читать. Извините, маленькая ремарка. В Японии есть два способа записи, в смысле две письменности. Одна из них основана вот прямо на китайских иероглифах. Они это не скрывают. Мы украли у китайцев и письменность. В смысле, на старые иероглифы они украли. И есть еще собственный способ записи. Поэтому Макс именно говорит о вот этой китайской иероглифической письменности. Понятно. Где сейчас используется вот этот вот старый шрифт? Гонконг, Макао, Тайвань. В Сингапуре используется. Сингапур, понятно, что это не из этих территорий, но все-таки там очень много китайцев. Не знаешь? Я не знаю, но мне кажется, везде, где не Китай, используется древняя письменность. Все понятно. Так что, если человек живет в Макао и выучился в Макао, здесь они изучают по-прежнему свои старые иероглифы, или на Тайване, или в Гонконге, то в Китай они приедут, и для них это будет китайская грамота. Как это называется-то? Шутка такая, юмора. Это не звучало, это на самом деле так. И те, кто в школе сейчас изучают иероглифическую письменность китайскую, приехав в Макао, на Тайвань или в Гонконг, тоже офигеют с такими вот глазами. Это что такое? Мне кажется, выучив традиционное, учить упрощенное легче. Чем может быть. Сначала упрощенное, а потом традиционное. Раз мы затронули тему письменности и языка и хейтеров немножко, про путунхуа, официальный китайский язык, точнее официальный китайский, диалект, называется путунхуа. Это северо-китайский диалект, на котором раньше говорили только в Пекине. Мы находимся на юге Китая, это Гуандун, и здесь собственный диалект. Нам, Максим, вот туда надо, для того, чтобы Китай показать. Вот. Здесь собственный диалект. Именно на этом диалекте говорят в Макао, Гонконге. Видел, как дедушка вот так вот руку выставил и побежал, хотя автобус уже трогался. Получается, что мы живем на территории, где большинство говорят не на путунхуа. Я бы так сказал, мы живем на территории, где большинство говорит на кантонском, но на путунхуа тоже говорит. То есть найти человека, который говорит на кантонском, но не говорит на путунхуа, сложно. Скорее всего, будет какая-нибудь бабушка. Бабушка, дедушка, да. Мы идем смотреть Китай. Все, кто учился в школах, начиная с 60-х годов, изучают общепризнанный китайский диалект путунхуа, и поэтому могут говорить. Чаще всего на юге Китая говорят на двух диалектах. Вот, Макс, у тебя в классе на каких в основном? Кантонский и путунхуа. А есть, которые не знают кантонский? Нет, не ты, а китайцы. Есть китайцы, учитывая, что многие из них не из Гуандуна. Видите, есть. Но все-таки большинство сразу на двух диалектах. Все, кто родились в Гуандуне, скорее всего, будут знать кантонский. А ты что-нибудь по-кантонски знаешь?
Да, я могу сказать привет, давай быстрее и жри кал, тварь вонючая. Это у вас так друг над другом шутили? Или это тебе так говорили и заставляли жрать? Нет, конечно, ты чё? Вот и все познания на кантонском у Макса. Вот там, за этой решеткой, находится Китай. Почему решетка? Это же граница. То есть там нейтральная территория, и туда нельзя выйти из Макао. Вы туда не попадете, не перейдя границу. Это Китай, это Макао. На самом деле, те, кто говорят на кантонском, говорят. Достаточно быстро переучиваются за годик, за два на путунхуа. А потом уже говорят на двух языках. Ну, это, знаете, как наши славянские... Нет. Слушая белоруса или украинца, я понимаю. И да, и графическая письменность сейчас, вот это вот упрощенная на территории Китая, одна письменность, но говорят на разных диалектах. А украинский и русский, да, даже буковки другие. Ну, а зато, слушая украинца, белоруса, поляка, я буду понимать 30%, а ты сколько процентов понимаешь, слушая кантонский диалект? Ну, там зависит от того, что у меня человек говорит, когда я хотя бы могу представить контекст. В общем, да, контекст, тогда я могу понять процентов, ну, может, 20-25, общую, ну, мысль. Но чаще всего я ничего не понимаю. А вот бабушка вчера что-то громко кричавшая, что она говорила, хоть что-нибудь понял? Вообще ничего не понял. Она что-то на меня ткнула, показала телефон, типа сфоткается. Не та, не возле елки, а которая вечером такая чокнутая, на всех орала и бабки что-то вслед там материла. Да, хотела, чтобы у другой бабки все родственники умерли. Что-то типа того. Пожелание счастья родственникам. Да. Понятно. Мы не зря в самом начале заговорили про языки, потому что мы будем стараться понять, что происходит, читать китайские надписи, читать португальские надписи, но во всяком случае пытаться их произнести. Но иногда не будем понимать, что это значит, поэтому извините нас, мы находимся в стране, где говорят и пишут на языках, которыми мы не владеем. Хотя... мы вам кое-что даже относящееся к России покажем. Переключаемся. Мы не зря... Оба-на! А давай пройдем, похоже, тут можно. Это рыбный рынок. То есть мы находимся на полуострове Макао. И здесь единственное, что производят собственное, это, я так понимаю, рыбу ловят. Да. Полицейский катер. Казино и рыболовля. Это да. Все, по-моему. Вот это море, Южно-Китайское море. Это цапля полетела, кораблики, причал, поинты номер 31, Айхенг. Макс, а по-китайски сможешь понять, что там накалякано? Какой-то порт. Я из 4 иероглифов один понял. Видите, из 4 иероглифов только один. Вот это вот все Макао вот с теми суденышками, а вот это вот город Чжухай, огромный мегаполис. Ну и тут идет разгрузка рыбы. Вот на таких вот суденышках плавают, ловят. Можно немножко приблизить, поразглядывать, что там у них есть. Одежда сушится, покрышки. Не будем сильно привлекать внимание. И так уже привлекли. Макс, спасибо. Мне так нравится, как ты рассказываешь про языки. Вообще, то, в чем ты смыслишь, прям ты хорошо говоришь. Я горжусь тобой. Стараюсь. Что мы делаем в Макао? Для чего мы сюда приехали? Специально для вас. Вот эту рыбку показать. Убегает. Она хочет жить, но тупая, не понимает, что... Ага! Максик, к тебе просьба, посмотри на очко. Не забрызгалась? Ну, сверху немножко. Сверху фигня, главное, чтобы на стеклышке не было. Да. Хорошо. Мы приехали сюда перед Рождеством.
для того, чтобы поделиться с вами рождественским настроением. Я голос начинаю срывать. Зайдем на рынок. Цветочки, думаю, также недорогие, как и в Китае. Поделиться с вами праздничным настроением и показать весь город. Нет, не весь, мы оставим некоторые нюансы за кадром, для того, чтобы вам было что еще посмотреть, если вдруг, вдохновившись видеороликом нашей прогулкой, нашими ответами на ваши вопросы, вы захотите сюда приехать и посмотреть. Ну, поверьте, даже то, что мы сейчас вам показываем, вы можете приехать посмотреть, и у вас будет совершенно другое впечатление. Например, вот этот домик, вот эти домики, ну, нормальные, миленькие домики, почти как дом-монстр в Гонконге. Но когда не будет солнца, он будет такой, создавать такую гнетущую атмосферу. Прям... То есть все зависит от времени года, когда вы сюда приедете. От вашего настроения. От настроения жителей Макао. Потому что если здесь пройдет очередной тайфун, ох, какие все тут будут грустные. И вы тоже. Ну и если вы вдруг после тайфуна сюда приедете, то рыба, которая вот только что там выпрыгнула и хотела убежать по суше, будет вот здесь по улицам плавать. Желаю жителям Макао, чтобы такого больше не происходило, но такое даже в этом веке уже было. Вот, сколько? 2 месяца назад, да, супер тайфун был. Макао чуть не смыло. А вот даже приличная. Да. Вот такое мы сегодня будем видеть везде, просто повсеместно. Потом это продается на рынке, на рынках, на которые мы заглядываем. Также упаковывается в виде снеков и развозится по разным странам. Рынок, на который мы заглядывали, это именно живой рыбы был, только что привезенной, но это уже вот подсушенная. Ох, блин, мы с вами в пути 32 минуты, а голосочек у меня уже это... Хрипит. Да, надо выбрать где потише, Макс, ты абсолютно прав. Но для этого... Пожарные поехали. Но для этого... Это не пожарные. А кто это? Это бензин. Бензин на красной машине? Да. А-а-а. Или нефть, я опять же ничего не понял. Ну, понятно, там же было написано неправильными, устаревшими иероглифами. Ну а вот и новые жилые комплексы. Макао очень разнообразный. Вы видели, вот там уже прошли очень старую грязную застройку. Вот это поновее, повыше, тоже уже такая заляпанная. Это еще новее, прям даже вполне неплохо выглядит, да. И обратите внимание, снизу магазины. 1, 2, 3, 3 этажа парковка. То есть парковка вот здесь находится. Очень мало места, они строят вот такие вот здания. Но места мало, однако. Автобусы одноэтажные, это вам не Гонконг. Гонконг — это британская колония, поэтому там двухэтажные автобусы. Ну, вы же помните, такие большие, красные. А это бывшая португальская колония, поэтому одноэтажные. Ну и перед нами вообще прям современные. А вот этот стеклянный, я так понимаю, это бизнес-центр. Хотя не факт. Здесь жилые дома тоже строят вот в таком стиле. Максик, Эдификцио Портуарио, как ты думаешь, как переводится? Там иероглифами есть, сможешь прочитать? Так, ну Макао. Не-не, вот. Это. В общем, морской порт какой-то. Морской порт? Ну, отлично, все. Это был морской порт. Один из последних пирсов мы с вами посетили. Но вот то, что мы с вами только что увидели, эти причалы, они идут вдоль всего вот этого побережья, смотрящего на Китай. Ну, там все однотипно и везде воняет рыбой и морем. Буду всегда уточнять, что когда я говорю «воняет морем и рыбой», рыбой это значит свежей рыбой, но вы же знаете, как свежая рыба пахнет. И морем это значит
соленостью. Если где-то будут не только соленостью, такой ну, морской, приятный, такой бриз, запах. Если же где-то будут другие запахи, я буду говорить, именно не пахнет морем, пахнет рыбой, а воняет тухлой рыбой. Будьте к этому готовы. Первая заправка на нашем пути, если не ошибаюсь. Ценник, ой, высокий. Где-нибудь покажу. Я помню приблизительно цены, сейчас называть не буду, потому что могу ошибиться, плюс-минус. Ну и что, смысл бездоказательно вам говорить стоимость, если вы сможете потом прямо вот увидеть эти циферки и сказать: да, точно, Денис не соврал. Солнышко. Вообще супер погода сегодня. Да, Макс, нам с тобой очень везет. А все почему? Я не знаю. Потому что мы очень хотим поделиться со зрителями хорошим настроением. И погода этому способствует для того, чтобы прям все были счастливы. Да ведь? Макао, как мы уже сказали, очень богатый город. Видите, сколько? Ну, нет, эти яхты что-то как-то так себе. Ты видишь хоть одну крутую яхту? Ну, вон та закрытая неплохая. Ну да. Но в любом случае они такие слабенькие. Не, давайте про деньги все-таки попозже, когда мы сможем это доказать вам картинкой. Ничего там площадка. Где? Вон, видишь? Вижу. Но мы туда сейчас не сможем подойти. Поэтому посмотрим только через дорогу. Из-за отсутствия мест площадки, много площадок, но они компактные. Вот, например, это тренировочный спортивный комплекс для бабушек и дедушек. Ну их очень много по всему городу. Да, они прям на каждом углу. Именно тренировочных для взрослых много. Но есть и детские игровые площадки. Их поменьше, но они прям, как Макс правильно только что заметил, вызывают восхищение, впечатляют. Вот такая вот детская площадка. И она открытая, то есть любой желающий может на ней поиграть. Это не относится к какому-то там жилому комплексу, в который фиг попадешь. Это не платная игровая зона. Пожалуйста, заходите, играйте. Это не все такие, если что, это прям вот это выделяется. Ну да, не все такие крутые, но крутых очень много. Зачем караоке, если можно попеть так на улице? Но для того, чтобы попасть на ту площадку, вот с этой стороны, можно перейти по пешеходному мосту. Для тех, кто не может ходить, можно подняться на лифте. Ну или ленивые. Как мы. Как мы, да. Нам сегодня нужно пройти очень много вместе с вами. Вы-то, кто-то лежит, кто-то сидит, кто-то вообще успеет, не знаю, на работу сходить и вернуться. А мы все будем идти. Поэтому у вас... Папа. Спасибо, Макс. Хорошо, что предупреждаешь. Я перестал говорить для того, чтобы вы послушали «Эй» от бабушек. Так вот, вы можете успеть и отдохнуть, и погулять, а мы будем идти. Надеюсь, вы сможете с нами провести этот день. Как думаешь, много придет зрителей на премьеру в этот раз? Я надеюсь. Я тоже надеюсь. Но для того, чтобы вам было интересней следить, проанонсируем несколько вещей. Первое. Это будет самая долгая прогулка в жизни Макса. Как вы думаете, сколько километров он пройдет? Первое. Как ты думаешь, сколько вытянешь? Я не знаю, сколько вытяну, но я думаю, километров 30 минимум. Это раз. Но 30 ты ходил. У тебя... Ходил я 30. 30 тысяч шагов Меня ходил. еще так не мучил. Да, пока. 38 тысяч шагов у него, по-моему, рекорд. Или побольше. Да ну нет. Больше? Правда? Да. Меньше. Больше. Мы только в горах Аватара почти 40 прошли. Ну тогда... При том, что это было вверх-вниз. Это первое. Второе. Сегодня же замечательная погода.
Можно не изнывать от жары, не потеть как конь во время пахоты. Я решил проверить, сколько я смогу продержаться без воды. Экстремально? Ну, я не знаю, хорошо ли это для тебя будет. Нет, это очень плохо. Ну вот, а нафига тогда ты это делаешь? Я же не буду прям умирать, я просто проверю, сколько смогу. Я не знаю, я могу целый день воду не пить, если не жарко. Если не разговаривать. Когда разговариваешь, очень много испаряется во время болтовни, поэтому сложнее. Какие красивые картины. Но я думаю, вы все видите, я пытаюсь вам повернуть кадр так, чтобы вы все самое интересное видели. О, вот этот, кстати, Мадзу храм. Мадзу храм. А В Мадзу храм мы еще зайдем. И мой личный рекорд. Я тогда выпил, не знаю, много-много литров, когда проходили Гонконг. Но тогда было жарковато. Я сходил в туалет, по-моему, спустя 10 часов только. Или вообще не сходил. Вот я даже уже не помню. Но там некоторые зрители спросили, он что, ни разу в туалет не ходил? Вот, сегодня у нас экстремал. Макс, самый длинный путь. Я не пью, не ем, а только с вами разговариваю. И кайфую от погоды. Не помню, говорил или нет, мы сейчас направляемся к переходу из Китая в Макао. Очень много бабушек, дедушек. А вот этот лотос, который мы хотим вам показать. И вот этот маяк тоже. А за розовыми дельфинами мы с Максом уже гонялись 3 года назад. Так что их вы уже могли видеть. А, и вот ту статую Гуаньинь, как она? Гуаньинь тоже вам покажем. Ну и казино, метро, все продемонстрируем. Максимально подробно. Единственное, что дальше станет менее интересно, чем сейчас. Сейчас, пока у меня не устала рука, я иду и вам все показываю с руки. Чуть позже я камеру зафиксирую, и большую часть времени она все-таки будет у меня на пузе. Так, это там уже с той стороны Китай или все еще Макао? Макао. Длина острова всего 5 километров, но когда по нему гуляешь, столько закоулков интересных, что прям кажется он бесконечный. Можно вот так вот. Чтобы обойти все улицы, нужно пройти, не знаю, 300 километров, 500, а может даже больше. Но мы этого делать не будем. Да, мы пройдем только по самым интересным улочкам. Это чай. Напитки. К сожалению, сегодня мы вам не сможем предоставить полный трек нашего прохождения, потому что и вот эти часы, которые у меня на руках, ну, часы бы не выдержали, потому что им не хватило бы заряда батареи. 4500 шагов уже, 4300 сделали. Не хватило бы GPS постоянно принимать, батарейка уже подубитая. Ни мой телефон не может построить трек, потому что здесь что-то с GPS-ом. То ли его глушат, то ли застройка какая-то уж очень металлизированная и препятствует прохождению GPS-сигнала. Мы вчера гуляли, GPS показывает погоду, а не местоположение. Прям невозможно ориентироваться. Именно поэтому у нас есть еще один челлендж. Пройди Макао по интересным местам, не глядя на карту, потому что все равно не понимаешь, где ты на карте находишься. Ага. Макс, ты бы смог вот сейчас довести другим путем до отеля? Ну, знаешь, если бы я пошел в примерно правильную сторону, рано или поздно я бы его нашел. Логично? Логично. Да. Все дороги ведут к Риму. Это не шашлык жарят. Это еще один небольшой храм предков. Очень странная площадка.
А что делать вот этими шариками? А, вот что делать этими шариками. Видите, пятки чесать. Ну-ка. Подожди, что, реально вот так вот ногу надо пихать и так вот двигать? Ну, она только что так делала. Ну, мне не понравилось. Наверное, гусеничка какая-то. А вот это гипнотическая фиговина. О, ссылка на донат есть в описании. А через камеру передается эффект? Конечно. Уважаемые зрители, только благодаря вам мы можем делать такие прогулки, радовать вас. Пожалуйста, помогите нам финансово. Без вас мы не справимся. Без вас мы не сможем это снять, а без нас вы не сможете это увидеть, если не имеете возможность приехать сюда. Давайте немножко о стоимости приезда. Мы здесь второй день. Для того, чтобы выспаться, мы сняли отель. И вчера приехали из Фошаня. Из Фошаня мы приехали на южный вокзал Гуанчжоу. Там сели на скоростной поезд и приехали сюда. Давайте просто посчитаем, сколько у нас на данный момент потрачено. Такси 30 юаней от дома до ЖД вокзала. Если бы мы ехали общественным транспортом, то нужно было бы еще пешком идти. Мы бы потратили около 2 часов и по деньгам 4 юаня. Но мы предпочли потратить 30 юаней, а не 4. Но добраться за 25 минут. Складывай, да, 30 юаней. 2 билета на скоростной поезд Гуанчжоу-Чжухай по 70 юаней. Плюс 170. еще 170. Отель 590 юаней за двое суток. Давайте считать. 600. 770. 770 юаней, 8 тысяч рублей только для того, чтобы сюда добраться. Нам еще нужно будет назад уехать. Плюс мы тут кушаем, уже около 200 юаней потратили только на еду. Только на сэндвичах 7-Eleven. Не-не-не, самое дорогое у нас был Subway. Мы очень захотели Subway, давно не ели. Но мы считаем, что Subway вкусно, но дорого. И мы потратили еще 67 юаней. В общем, если вместе с едой, то уже 10 тысяч рублей. Ради вот этой вот прогулки вместе с вами. И еще надо будет назад вернуться, как я говорил. И раз уж мы сюда приехали, мы хотим найти ресторан завтра. Настоящий. Выезжаем из отеля и идем искать ресторан настоящей... Какой кухни? Макашной или португальской? Или Португалия-маркашной? Я не думаю, что здесь будет настоящая португальская. Я думаю, будет. Будет? Да, я прям видел, как же там было написано, Португалиш куизин, нет, спешл Португалиш куизин или как-то вот, извините за мой французский, английский и немецкий у меня все одинаково неправильно произносится. Как аутентичная португальская кухня. Authentic Portuguese cuisine. Громче скажи. Authentic Portuguese cuisine. Макс такой, так, давай, Макс, дубли тут не надо, давай говорить. Давай это у нас, в смысле, когда Макс неправильный дубль сделает, он такой, еще раз, или давай. Вот, у него с английским акцентом нормально. В общем, аутентичная португальская кухня здесь есть, мы хотим попробовать. И кто-то из зрителей уже там написал, что есть офигенное блюдо из какой-то морской трески. Они ее сначала сушат, потом размачивают, еще что-то делают. В общем, что-нибудь такое хотим найти. Но, судя по ценам, которые здесь в ресторанчиках, это еще юаней 300, то есть еще 3000. Итого рублей минимум. Итого у нас уйдет 1020 на проходку и один видеоролик из ресторана. Вот такие вот цены приблизительно. Для того, чтобы просто съесть один сэндвич в 7-Eleven, это самое дешевое, что можно съесть, нормальное, на что у вас не будет никакой реакции желудка, даже если вы никогда не были в Азии. Это 19 подтак, мопов. Подтака – это валюта. Международное обозначение MOP. Макао, Подтака. Вообще странно, потому что Макао на У заканчивается. Я вообще не понял. Макао. Мо первый. Мо. Макао. По-английски, видимо, пишется Макао. Это по-русски у тебя Макао. Я по-английски Макалова. тоже Макао. Макс, ну честно, я не знаю.
К чему я все это завел? Я хочу съездить на север Китая. И я посчитал, чтобы мне одному... Ой, Макс, извини, я туда хочу подойти. Чтобы мне одному съездить, нужно минимум 10 тысяч юаней, минимум 100 тысяч рублей. Это самый минимум на то, что я хочу вам показать. Поэтому, когда зрители говорят, ты можешь уложиться в 3 раза дешевле, попробуйте, уложитесь. Надо же не просто приехать, показать и уехать. Надо приехать, пожить, поснимать. И это не ради одного видеоролика. Ради одного видеоролика это вообще экономически невыгодно. Надо роликов 30 замутить, как из той северной поездки. Из первой северной поездки у меня было около 20 видеороликов. А из второй 28 видеороликов было снято, но я не все смонтировал. Часть осталась до сих пор материалами валяться. Так что, если вы хотите увидеть китайскую северную деревню, большое вам спасибо за финансовую помощь. Ссылка и все реквизиты есть в описании. Давайте кораблики поближе посмотрим. Это Макс. Приятно пахнет, да? Приятно пахнет. Макс, приятно пахнет. Пока приятно мы еще пахнем. Это Макао. Вот там на горизонте Чжухай. Это снова Макао. И даже какая-то гора. Первый, можно сказать, мини-лес. Но сейчас у меня уже за 50 минут рука немножко подустала. Цепляю вас на специальное крепление. И вы будете смотреть вперед по ходу моего движения. Опа. Фиксирую. Запускаю. Вот все, вы смотрите прямо. Наконец-то. Наконец-то можно руку освободить. Видите, какие уже отпечатки от камеры. Рука очень устает. Я вообще не понимаю, как я раньше снимал на большую, по сравнению с этой, тяжеленную видеокамеру. Но я пересматриваю старые видеоролики. Камера была тяжелая, поэтому я очень часто снимал себя как бы снизу. Сейчас, когда я показываю свое лицо, я держу на уровне глаз, поэтому вы все время видите меня сбоку, и картинка получается намного приятнее. На деньги играют? Да, на монетку. На монетке. Мы находимся в Макао. Мы находимся в Макао. Здесь азартные игры разрешены. На территории Китая. Даже если играют на монетки, то это будут... Какие монетки? Детские, из игорного заведения. Ну, то есть на территории Китая полностью запрещены азартные игры. Именно для этого и есть Макао. Говорят, раньше сюда все партийное руководство съезжалось поиграть, пока им не запретили. Говорят, я не знаю. Но что-то мне подсказывает, точнее, я на 100% уверен, что те, кто хотят, особенно в руководстве, съездить поиграть, для них специально какое-нибудь казино перекроют, чтобы там не было никаких людей, и приедут и поиграют. Ты как, Макс, на это смотришь? Ну, вообще, я думаю, логично, да. У власть придержащих всегда есть возможность посетить и сделать то, что им очень сильно хочется. Это во всех странах. Абсолютно во всех. Если кто-то думает, что есть абсолютно идеальная, некоррумпированная, прям для людей предназначенная страна, напишите в комментариях, какая такая вот идеальная страна существует на нашей планете, в наше время, а то начнете там сочинять про инопланетян или еще что-нибудь. Хотел сказать, давайте я немножко отдохну для того, чтобы вы посмотрели, что вокруг. Но понял, вокруг не очень интересная тема. Мы заходим в более новый район. Точнее, давно зашли. Поэтому смотреть здесь не так интересно, как в предыдущих
Придется вам что-нибудь рассказывать. Макс, что расскажем зрителям? Расскажем. О чем? Ну, не знаю, например, вот на том автобусе реклама, что если ты в какой-то банк пойдешь, то тебе дадут бесплатно бумаги Alibaba. В смысле? Акции Алибабы дадут за то, что ты в банк деньги положишь? Да, вон там реклама на автобусе. Прикольно. О, вот пришло время поговорить немножко о финансах. Здесь мое лицо не обязательно показывать, но тайм-код есть в описании, если что. Страна газифицированная, в смысле Макао газифицированный, видите, в баллонах возят газ. Насчет богатых людей, видите, вот здесь есть такие порщики. Сейчас любой иностранец, едущий в Китай, да, даже если вы не едете в Китай, может зарегистрировать Alipay. Это платежная, электронная платежная система от Alibaba. Если кто-то не знает, что такое Alibaba, Alidет, то, ну, как минимум, про AliExpress вы слышали. Если вы хоть немножко слышали про Китай, про Taobao вы слышали, это вот все Alibaba. И у них есть платежная система Alipay. Для того, чтобы зарегистрироваться, достаточно номера телефона и загранпаспорта. Все, больше ничего вам не нужно. Про пополнение сейчас не буду затрагивать тему. Официальное пополнение. Ты знаешь, как официально из России, например, пополнить Alipay? Нет. Я тоже не знаю, но даже в Сбербанке есть способ пополнить Alipay, но поверьте, от официального это очень сильно отличается. Ну и, конечно же, обменники никто не запрещал. В общем, представим, вы завели Alipay, на территории Китая вы можете ими расплачиваться абсолютно свободно. Супер! Но если вы едете в Макао или в Гонконг, здесь другой Alipay. Как я уже неоднократно говорил, специальные административные районы Макао и Гонконг – это не Китай, и здесь абсолютно все другое. Но вы же уже обратили внимание, что здесь даже машины по другой стороне дороги ездят. О, кстати, прикольная баскетбольная площадочка. Прям под под скоростной трассой, проходящей через весь город. Экономия места. Да. Так вот, когда вы сюда приедете, вы не сможете здесь расплатиться. Здесь собственный Alipay, называется Alipay ХК, ну, Гонконг. В Макао и в Гонконге другой Alipay. И ваш Alipay, который вы заведете для поездки в Китай, здесь работать не будет. Но есть решение, есть Alipay Plus, по-моему, называется. И туда можно подключить Alipay. И еще много платежных систем разных. Но опять же есть минус. Говорят, этот Alipay Plus только для китайцев. Ну, если сильно все плохо, здесь есть обменники, где тебе обменяют деньги с твоего китайского Alipay на наличку. Правда, там курс плохой. Да, то есть вы можете прийти в обменник и не дать им доллары или юани и сказать: дайте мне под так. А прийти по Вичату или через Alipay им деньги перекинуть, они вам выдадут наличку. Сейчас я вам покажу, как выглядит здесь наличка. Вот мы здесь пользуемся наличкой. В Китае мы от налички уже немножко отвыкли. Вот 100 юаней. Старенькая, помятая. По-моему, это же 100 юаней я использовал во время съемок ролика «Макао – это не Китай». А вот под таким. Нам куда? Нам, если бы я знал, куда нам, смотрите, 100 под так. Банко да Чайна. Выпущена Банком Китая. Эти купюры печатает Банк Китая. А есть еще один банк. Вот, Банко Националь Ультрамарино. Это уже макакашный банк. Как бы ты перевел Ультрамарино? В смысле, это Заморский. Я думаю, это Национальный заморский банк. Какие у меня тут еще? Соточка. То есть деньги печатает два банка. Один макашный, другой китайский. И вот 20-очка. Это все, что у меня осталось. Макс, а как же мы с тобой в казино-то пойдем? Вообще капец. Насчет казино. А в казино не принимает макакашки. В казино почему-то, ну, во всяком случае, в том, в котором мы были, играют на гонконгские доллары.
То есть реально, прям в казино заходишь, там написано на всех автоматах Only Гонконг доллар. Мы были немножко удивлены. Все, это мой кошелек, который я очень редко открываю, потому что все расчеты у нас электронные. Макс, ну мы где-то уже должны быть близко к переходу в Китай. Ну, надеюсь. А как давно ты не знаешь, куда идти? А я не подаю виду, я никогда не знал, куда идти. Да шучу я, Макс. Ну ты чё? Правда думаешь, я не знаю, куда идти? Нет, конечно, я в тебе никогда не сомневался. Макс, карта показывает, что мы уже в Китае. О, круто. Как я уже сказал, GPS не ловится, не растет кокос. Мы уже в Китае. У меня словесный понос. Полиция. Так, ну нам как-то... подожди, Макс, мы с тобой два тормоза. Вот же. Ну, узнаешь? Нет. Эх, вот же мы вдоль этой трассы шли. Ну да, вот там Да. указатель. Да. Так, сколько секунд я не знал, что куда идти? Вот, 1 секунду. Только эскалатор наверх не работает. Ага. Не, на самом деле мы достаточно неплохо ориентируемся в Макао. Поэтому можем ходить и без GPS. Я только не могу понять, что с ним здесь не так. Потому что в том же самом Гонконге последний раз, когда я был, да, под высокими зданиями достаточно фиговенько ловится. Но в целом нормалек. Придется на лифте. Да, мы поэкономим немножко наши силы и поедем в лифте. А никто не подождет ведь. Ну и ладно. Привет. Вот так выглядит мое крепление. Лифт больше, чем у нас в отеле. В отеле мы вдвоем в лифт не помещаемся. Первый этаж. Обратите внимание, все этажи здесь начинаются с нуля. То есть земля — это нулевой этаж, или прям так и написано «земля». Какой приятный переход. Есть еще куда-то выше подъем, но нам надо вниз. Это, наверное, в здание. Вход. Так, ну, вот так. Побежали. Прямо, если хотим покинуть Макао? Да. Вот так, прямо. Туда. Я надеюсь, сейчас здесь будет выход на улицу, а то сейчас сразу попадем На выход. на границу. О, смотри, Макс, какое интересное местечко мы нашли. Ага. Выращивают травку. Благодаря тому, что видео в Full HD, я могу зумировать 4-кратно. Качество картинки, конечно, немножко падает, так как это цифровой зум. Но хоть так, лучше, чем никакого. Не понял. Макс, куда? А прямо если мы покидаем Макао? Ну, я не знаю. Надо как-то отсюда сейчас выход. Не, ну давай попробуем, если мы покидаем Макао, глянем, что там. Но как-то я не хочу еще покидать Макао. Хотя, в принципе, мы можем сгонять в Китай, поесть там дешево, Я брат. а потом обратно вернуться. Как вариант. Очень многие тут так и делают. Проиграют все в казино. Вернуться в Джухай? Не знаю. Тут
Тут опять подъем. Что-то мне это не нравится. Давай посмотрим. Куда мы вообще идем? Ёпрст. Так, смотри, а куда нам надо? Нам надо куда-то вот туда. Так, я отсюда никаких зданий китайских вообще не вижу. То есть это все макашная застройка. Смотрим в ту сторону. Вот то Китай. А куда мы поднимаемся? А, ну смотри, я так поднимаемся наверх, чтобы перейти дорогу и вот в то здание. Ты думаешь, это уже переход? Я думаю, это уже переход. Серьезно? Наверное. Ну, логично. А где тогда? Подожди, а тогда что? Ну давай поднимемся, конечно. Вот это поворот! Ну, просто мы ни разу здесь не были. Вот реально, таким путем мы не шли, потому что смысл идти абсолютно исхоженными тропинками, это скучно. Но, похоже, да, мы уже идем на переход, и сейчас нам придется спускаться вниз, так как мы не можем идти на переход из-за того, что там снимать нельзя. А мы же проходим... Да, Макс, это выход в Китай. Вот знаете, если попадете сюда, надо подняться на 3-й этаж, и вот он уже выход. И там уже все, там стоит полиция, там снимать нельзя. Так что мы идем назад, в обратку, и спускаемся вниз. Неожиданно. Но это же еще интереснее. Пойдем пешком, не будем эти лифты ждать. Да, вон приехали. Не будем эти лифты ждать. Мне кажется, самые интересные моменты — это когда люди испытывают какие-то яркие эмоции. Вот сейчас, например, яркая эмоция: куда мы заперлись? Ой. Так, если мы правильно заперлись, то после того, как мы покажем вам границу, мы пойдем куда-то вот туда. Вот в те вот трущички. Трущики, одна из любимых тем наших зрителей. Не конкретно эти домики, но трущички будут. Как давно я не знаю, куда идти. Самый прикол, я не могу понять, какое из этих зданий на самом деле является портом в Китае. Пока мы ничего вам не рассказываем, вы можете чаек заварить. Ну, либо себе что-нибудь вкусненького напить, налить. Что там написано? Полицикал, полиция? Я не знаю. Пойдем посмотрим. Я честно не знаю, куда идти. Видишь, вот там вот стрелочка. Это как раз до... Переход, да? Пошли. Значит, спускаемся вот здесь. Все так тепло одеты, я прям поражаюсь, как им не жарко. А все поражаются, как нам не холодно. Как нам не холодно? Потому что мы из Сибири. Особенно я. Всю жизнь в Сибири.
Ну, ты же рожден в Сибири. Ну, да. Вот пока был маленький, мы тебя закалили, ты спал на балконе, ел снег. Ты просто этого не помнишь? Ну, может и желтый, мы же не всегда контролировали, что ты там ешь на площадке. Так что может и желтый. И вот мы снова там, где с вами проходили. Сколько? 5 минут назад. Так, нам надо перейти дорогу. Да. Все. Представляете, мы с вами в пути всего лишь час 10 минут, а на меня уже напал географический кретинизм. Ну ничего, сейчас я отойду от шока, и мы с вами продолжим весело болтать. Так, ну вот эта стрелочка, которую я видел. Значит, куда-то туда. Туда. Ага. Хорошо. Ну вот как раз, да, я понял. Так вот, значит, нам надо с другой стороны просто подойти. Как-то. Вон там можно перейти, а потом обойти. Сейчас, Макс, внимательно смотрим за стрелочками. Быстрее, быстрее, зеленый. Вы пока можете наблюдать за происходящим, пока мы судорожно ищем. Может, туда? Я не знаю, иди. Ну, вот от депортура туда написано. Все, я понял. Идем прямо вот по этой дороге, вот туда. GPS скаканул, и я теперь знаю, куда идти. Просто реально, когда я шел, у меня было в голове, что нужно куда-то вот туда. Но мы туда, собственно говоря, и шли. Потом решили перейти дорогу. И тут нам говорят, идите вверх. Вот новая застройка, вполне симпатичная. Ну да, это огромные человейники, но что вы хотели? Город 33 квадратных километра. На нем проживает почти 700 тысяч жителей. 700! Вы прикиньте, 700 тысяч жителей на 33 квадратных километрах. Плюс сюда приезжает огромное количество людей. Это опять какой-то порт уже. Макс, ну слушай, это вот, мы вот на этот переход шли, и мы бы попали снова вот сюда, но нам не этот порт нужен. В смысле, не это место. Мы хотим вам арочку показать, все такое красивое, видимо, как-то надо обойти. Это, наверное, здание вот так сбоку. Так вот, давайте посмотрим красоту Макао. Вот прям многие здания узнаваемые. Что из этого вы знаете? Ну, стену храма Святого Марка вы уже изучили. Это телебашня. Там сверху можно погулять и даже вниз головой. Раньше точно можно было прыгать. Где маяк? Да, вот это маяк. Рядом, видите, крест христианства символизирует. Какой конкретно собор, я не знаю. Католических храмов здесь очень много. Ну и просто зелененький цвет. Цвет Макао. Все показывает, что идти туда. Но мы все равно пойдем другим путем.
Потому что нам надо показать то, что вы увидите, когда перейдете из Чжухая в Макао. Вот где-то вот здесь происходит таможенное волшебство. Там снимать нельзя, конечно же. Там проверяют документы, там отбирают контрабанду, ну и все такое. Вот те здания, вот прямо перед нами, это на территории Китая уже те часики и небоскребы хорошо видны с площади возле перехода. Мы заблудились, реально заблудились. Макс, спасай. Точно не там. Там уже все закончилось. Там уже пошли леса, поля. Кстати, Тайпа — это остров, где аэропорт. Ты почти правильно даже вспомнил. Тайпа? Да. Угу. Мы туда пойдем, вот туда. Но сейчас мы все-таки прошли уже переход. Он должен быть все-таки где-то вот здесь. Видите, вот стоит автобус «Венецианец». Эти автобусы бесплатно возят до отелей, соответствующих надписи. Может, с той стороны надо было? Давай попробуем обойти с той стороны. Так, слушай, нам вообще с другой стороны реки похоже. Я ничего не понимаю. Вот как без GPS плохо. Да, мы знаем Макао, но мы знаем основные точки, но не всегда знаем, как до них добраться. Ну это же интересно. Представляете, если бы вы знали абсолютно обо всем, что будет у вас в жизни в будущем, в том числе о дне своей смерти. Макс, тебе бы было интересно жить? Нет. И мне тоже. Фишка в том, что мы не знаем, что будет дальше. И мы сами творим то, что будет дальше. И несмотря на то, что кажется вот эта вот случайность, мы заблудились, это не мы виноваты. Ну, конечно же, мы. Если бы мы сегодня не пошли гулять, мы бы не заблудились. И так интересно не ходили бы вокруг этого перехода. Поэтому мы сами творим свое будущее. И когда возникает что-то непредвиденное, то что ты как бы вот впервые встречаешь. Вот у меня пульсик поднялся. Мне прям интересно тут вокруг ходить. Потому что я надеюсь... О! Смотрите, что я нашел. Указатель на автобусы, а все эти автобусы как раз там, куда нам надо. Макс, указатели автобусов видел? Да. Туда. Знаете, что самое смешное будет? Вот, например, автобус идет, и что до этого места, где все автобусы, тут 100 метров за углом. Просто у нас почему-то в голове сложилось, что там это, а это там. Ну и, как я уже говорил, город очень маленький. Интересно, какая площадь Красноярска, например? Я уверен, что Козулька почти такая же по площади, только там нет столько интересных мест. Туда пойдем, да? И получается, что там нечего смотреть, а здесь настолько все высокое, вот такими вот лабиринтами сделано, что есть что смотреть и есть где заблудиться. Парковочки многоуровневые. Когда впервые приезжаешь в похожие города, ну, мы не были в Нью-Йорке,
Какие еще высотные города ты знаешь? Мы не были в Японии, В Абу-Даби не было. в Абу-Даби. Ну, в общем, мы были только в Азии, и самая высокодомашняя страна — это Китай, где мы были. Ну, Гонконг тоже высокий. Сегодня я буду разделять Макао, Гонконг и Китай, потому что это важно. Большие отличия. Я, кажется, понял. Да, все, я понял. Через 5 минут опять не понял. Так вот, не знаем, как там, восхитило бы нас, когда мы впервые увидели. Но Китай, когда вот так вот идешь под такими небоскребами, особенно не этими, не очень симпатичными, а, например, в Шэньчжэне под новыми блестящими, прям себя таким маленьким чувствуешь, но это интересно. Но я боюсь, что сейчас, куда бы мы ни поехали, уже небоскребами нас не впечатлить. Ну, может, Сингапур. Смотри, какая шапочка на Тесле. Спасибо, Макс. Он сегодня будет еще показывать интересные моментики, которые я не заметил. Рождественская Тесла. Да, прям как у меня на аватарке. Мы это с тобой уже, по-моему, обсуждали во время... как он называется-то? Когда мы ели. Мукбанга. Шапочку Наверное. твою, да, что тебе одноклассница нарисовала. А, да, точно. Так. Писец. Реальный писец. Ребята, я не понимаю. Девчата тоже, я не понимаю. Получается, вот это переход. Вот я вижу границу с колючей проволокой. Туда подходить не буду снимать, потому что везде видеонаблюдение, и нам по шапке могут надавать. А может, это переход, например... Слушай. А может, это посадка на автобусы в Гонконг? Ну, тогда бы там было написано «То Гонконг», да? Не знаю. Я тоже не знаю, но пока мы ищем с вами переход, мы нашли кое-что интересное, что и меня заинтересовало, и вас заинтересует. Переходим. Ой, спасибо, как же мне нравится, когда прям сразу останавливаются. Мы с вами нашли вот это. Что это такое? Это мусоросортировка и... Я не знаю, что это. Мусоросортировка, да. И какие-то гаражи. Красота. Вот вам и Макао, где, внимание, переходим к экономической части. Ты помнишь, какое ВВП на душу населения? 4-й или 5-й? Входит в топ-5 стран по ВВП на душу населения. По разным источникам от 60 до 120 тысяч долларов на человека ВВП. Вы представляете? Топ-5. А здесь есть вот такие вот места. Понятно, что... Мы снова не туда идем. Это все интереснее и интереснее. Макс, наша прогулка затянется, потому что мы с тобой сильно заблудились. То есть, это одна из богатейших стран в мире. При этом здесь нет производства. Это не финансовый центр, как Гонконг. Это не майнинг какой-нибудь там супер-пупер остров, где дешевая энергия, добываемая из бананов. Это просто полуостров, парочка островов, при том, что большая часть из них насыпные. И это казино. Основной источник дохода — это казино и туризм. Мы сюда приехали, тоже деньги оставили, мы тоже здесь ВВП страны повысили. Топ-5. И при этом вы сегодня увидите еще такое, от чего офигеете. Макс, но это тоже не то. Вообще очень интересное место. Мы идем вдоль границы с Китаем. И я предлагаю все-таки пройти. Главное, чтобы нас пограничники не наругали.
потому что снимать границу категорически запрещено. Не вздумайте, если вы впервые будете переходить границу. Я знаю, что многие люди ни разу не были за границей. В том числе многие наши зрители. Если вы будете переходить границу, и вам будет хотеться запечатлеть все, что только можно, не снимайте на границе. Вам не нужны эти проблемы. То есть, как только видите значок «Съемка запрещена», убирайте все. У меня был знакомый, который на границе поснимал. Так что, да вообще, даже если не видите такой надписи, все равно не снимайте. Топ-5 по ВВП на душу населения. Вот все, что вы видите за этим забором, там идет буферная зона, ну, нейтральная территория, а дальше уже Китай. Это Китай. Значит, единственное возможное место, где можно перейти, это все-таки там. Но я рад, что мы заблудились, смогли сюда пойти, все это обсудить и посмотреть. Туда дальше не пойдем, потому что, судя по карте, остров вот так вот сейчас там разворачивается. Потом вы видели, заливчик есть, и туда пошел. Все, мы убедились, что здесь прохода нет. Тебе как? Наше блуждание? Супер. Главное выйти из блуждания. Автомобили. Автомобили. Буквально все заполонили. Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль и мотоцикл. Про авто мы еще поговорим. Мы с вами придем в специальный авторайон. Но сейчас уже можно затронуть тему. Мы уже привыкли, второй день все-таки здесь гуляем. Но когда выходишь из Китая, здесь кажется очень шумно все. Потому что электротранспорт на минимуме, в основном бензиновый. И когда стоишь на перекрестке, а там сотня вот таких байков, я думаю, мы с вами увидим примерно вот столько байков на одном перекрестке. И они все начинают движение. Это прям... Я думал, это он стрижет. Ня, смотрите, листву уже постригли, а это он выдувает сухую листву ветродуем. Я на самом деле знаю точки, к которым мы сейчас можем подойти, для того, чтобы на выход попасть, на нужный нам. Но давайте все-таки я не буду так делать. И мы погуляем еще. Поищем сами, без карты. Найдем, как думаешь? Да. Я тоже так думаю. У нас времени еще много. Надеюсь, вам наша прогулка нравится. Какая красивая рыбка. Учитывая, какая... О! Она что, следит за... Нет, не следит. Я думал, за моей рукой следит. Не следит. Большая голова, наверное, мозг большой. Умная. О, Макси! А ты же можешь воспользоваться знанием Путунхуа. Давай кого-нибудь поймаем и спросим, где, откуда отправляются все автобусы до отелей. Угу. Давай. Окей. Надо сначала кого-то найти. Ну, можешь вот у Они этих спросить. по-кантонски общаются. Надо найти. Я понимаю, они же все по-кантонски тут общаются. Сходи, узнай, пожалуйста. Я близко подходить не буду, чтобы их не смущать.
Ну да, этот переход мы видим. И, соответственно, где-то там же должна быть зона, откуда мы вышли, где-то автобусы. Посмотрите, какие они отзывчивые. Они не просто объясняют, но я вижу, Макс половины не понимает, а может вообще ничего не понимает. Так, потом туда, говорит. Направо. Налево. 其實可以落咗去咧，見到個關嘅好多啲旅遊巴嘅，有嗰度可以坐去酒店。谢谢。 Ничего не понял, ну короче, куда-то туда. Почему ты ничего не понял? Потому что это был кантонский. Так, здесь не будем переходить. Вот пример. Макс говорит на Путунхуа, но здесь кантонский диалект. Сколько примерно слов, кроме размахивания рук, ты понял? Автобус и название острова. Хуанга. Как? Все. Ну, я даже не уверен, правильно я предположил. Ну, короче, я ничего не понял почти. Пару слов максимум. Но при этом они поняли его вопрос. То есть они понимают немножко Путунхуа, но при этом сами не говорят, потому что обучались здесь, значит, они не с континентального Китая. Но я бы хотел обратить внимание, так как у нас есть время, как раз пока мы ищем, на демографическую составляющую. Мы уже говорили, что официальный язык здесь китайский, при том, что кантонский диалект и португальский. Но много ли здесь живет португальцев? Надписи везде дублируются на португальском. Но я думаю, это сделано для туристов, потому что если человек приехал в Макао, он хочет увидеть бывшую португальскую колонию, правильно? Ну да. И видеть португальские надписи. То есть, чтобы это было аутентично, а не по-китайски. Китай мы вот за этим забором видели. Поэтому, я думаю, они до сих пор используют португальский язык, но при этом... Ты хоть раз здесь слышал что-нибудь на португальском? Нет. Слышали? Слышали? Мы вчера ехали в лифте, и там по-португальски лифт нам что-то говорил. Без дубляжа на китайском, без дубляжа на английском, просто что-то по-португальски. Так интересно звучало это. Я думаю, мы прямо пройдем. Ну, то есть не будем сейчас туда подниматься, а вот так прямо и туда, да, мы туда пойдем лучше. Может быть, там сориентируемся. Вот, пожалуйста. На 4 языках. Макс, здесь же вот это китайский, современный. Нет. Нет? Это не современный. Это тоже? Ну ладно, значит на 3 языках. Китайский, опять же, португальский, английский. Это тоже португальский. Точно. Даже на английском не дублируют. Вот лентяи. При этом португальский здесь знают минимум. Кроме лифта, мы на самом деле слышали португальский язык. Когда первый раз приезжали 3 года назад, мы еще не смогли понять, что это. Ну, то есть, 2 женщины на рынке, бла-бла-бла-бла-бла, мы не поняли. Это был точно не филиппинский, точно не английский, точно не русский и не китайский. Значит, португальский логично предположить. Бежим, 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 бежим. Итак, блуждая достаточно долго, мы снова вернулись на этот перекресток. Уже 3-й раз. Макс, в какой момент ты спросил, когда я заблудился? Вот здесь. Я решил посмотреть на карту, нам показалось, что мы в Китае, там где-то. И решили вот здесь поблуждать. На самом деле, если бы я тогда не посмотрел на карту, я бы продолжил идти куда-то туда, куда мы сейчас и пойдем, где встретим уже, наверное, знакомые места, надеюсь. И сядем, хотел сказать, в автобус. Нет, найдем автобусы. Видите, здесь ходят обычные автобусы. Вот 8А маршрут. Но здесь не ходят автобусы, которые возят до казино. Эта часть, вот где мы сейчас находимся, вообще не казиношная. Поэтому они, значит, уходят все куда-то туда. И там уж мы разберемся.
Возвращаясь к этническому составу. Больше всего здесь, около 50%, да? Китайцев. Континентальных китайцев. 45, ну плюс-минус примерно, чтобы вы понимали. Это родившиеся в Макао. Также здесь 5% филиппинцев, да? Уже 100% получилось. Ну, я же говорю плюс-минус. Ну, а здесь вообще больше 100%. Мы вот сейчас сюда приехали. Можно сказать, что здесь еще и русские 120% уже набирается. Так вот, выходцы из Китая, родившиеся китайцы в Макао. Филиппинцев больше, чем португальцев. Кто здесь еще есть? Вьетнамцев. Вьетнамцы, индийцев мы видели. Вот, собственно, Максик, я еще кое-что увидел. Он, смотри, указатель на автобусы опять. Что расстояние между ними, ну, слишком большое. А, это конечная остановка автобусная, видите? Это именно Сейчас пойдем за автобусом. автобусы. Мы сейчас пойдем вон туда, Макс. По улочке. Не там, где мы вот на этой развязке заблудились, а туда. И получается, что хоть это и Макао с португальским языком, вторым основным государственным, опять баллончики, газифицированный город, все-таки это больше китайская страна. Историю, как португальцы отжимали эту территорию, мы вам расскажем чуть позже. Потому что о ней надо долго рассказывать, сосредоточенно, а мы с вами сейчас ищем, где же выход из Китая в Макао. Я обещал, что мы вам вот те трущики не покажем, близко не подойдем, какие-нибудь другие найдем. Но я могу все-таки вот так показать. Страна с одним из самых высоких ВВП в мире. Устал уже? Нет, просто могу посидеть, чё б не посидеть. Действительно. О важных вещах болтать не можем, но ведь мы можем поболтать о возрасте. Фертильность женщин, вот этих вот всех, очень низкая. Представляете, на каждую женщину приходится даже не 1,5 ребенка, чуть больше 1 ребенка. То есть страна на самом деле вымирающая. Город на самом деле вымирающий. Но молодежи много, что вот мы ходим мимо садиков, школ, много молодежи, но ее становится все меньше, меньше и меньше. Как и во всем остальном цивилизованном мире, мы не говорим о странах третьего мира, рождаемость очень низкая и население убывает. Но при этом стареет. Возьмем Японию, возьмем Корею. Это очень старые государства, в смысле люди там старые. И скоро работать там будут, наверное, только одни роботы. Из коренных японцев, корейцев и макашников. Как правильно? Макакашников, блин. Я тоже не знаю, как правильно. Скоро не останется. Филиппинцы через несколько лет уже будут не 5% составлять, а 25%. Ай. Ну и возраст. Здесь средняя продолжительность жизни приближается к 85 годам. При этом они, так же как и в Китае, и в Корее, и в Японии, любят лапшу, любят рис. Нас зрители периодически гнобят, что мы едим всякую гадость, но мы едим именно китайскую гадость, которую едят те же самые люди, которые живут до 85 лет. Поэтому, офигеть, сейчас я вам поближе покажу. Поэтому в следующий раз, когда вы будете говорить, что китайцы, и мы вместе с китайцами едим всякую гадость, скоро сдохнем, у нас огромное количество болезней, конечно же, все это есть. Но продолжительность жизни, какая в России? Какая в Европе даже? Я уверен, что не 85 лет. Так что гадость есть,
А большая продолжительность жизни тоже есть. После этой прогулки мы сможем прям заявить, что мы весь Макао знаем. И вы тоже. Посмотрите, какое огромное желтое здание. При том, что часть здания более-менее нормальная, без жутких балконов. А вот там, гляньте, что творится. Но нам туда не надо. Мы таких зданий сегодня еще очень много увидим, когда найдем переход. И да, насчет антисанитарии и всего остального. Мы тему аптек затронем, но вы видите, вот это вот. Это сушатся шкурки мандарина, наверное, да? Да. Это мандаринки. Их почистили и сушат. Прям вот так вот на улице. При том, что если бы это было на юге Китая, я бы еще сказал, да ничего страшного, здесь же электротранспорт, никаких выхлопов нет. Здесь все бензиновые. И это все впитывается. Но где будут использоваться эти шкурки? Макс, где? Ну, либо добавят какие-нибудь печенюшки, либо так в какой-нибудь аптеке будут продавать. Вот, их будут продавать в аптеках. Плюшки. Макс, хочешь на плюшке покататься? С горки снежной. Можно, да. А вот здесь, видимо, границу нелегально переходят. Или в туалет. Мы находимся в городе с самой высокой продолжительностью, с одной из самых высоких продолжительностей жизни в мире, с одним из самых высоких ВВП в мире на душу населения, в городе с самой высокой плотностью населения, чуть ли не 22 тысячи, больше 20 тысяч на 1 квадратный километр. Мы находимся в городе, который за последние 100 лет, площадь которого выросла почти в 3 раза за счет насыпушек. Это просто мега крутое место. При этом вокруг вот такое вот. И вы говорите, что Макао это не интересно. Да это офигенно интересно. И да, здесь есть культура, чистота. Хоть и китайцы, но они, как это сказать, более культурные, чем в континентальном Китае, в деревнях континентального Китая. Но мусор тоже есть. Если бы мы пошли там, мы бы вот тут прошли. А там парк какой-то. Как тебе, Макс, вот сейчас я перечислил все вот эти вот фишки. Самый-самый-самый. Впечатляет? Да. Да, меня тоже впечатляет. На самом деле, когда вот тут идешь, даже не ощущаешь вот этой всей крутизны. Но на самом деле, реально, это очень круто. Мы, когда подготавливались к вот этим рассказам, понятно, что мы могли бы просто ходить, показывать вам все, как часто делаем. Но нам хотелось именно рассказать информацию, чтобы вы не только глазами это все увидели, но и услышали полезную информацию. Офигели от именно ВВП. Он в 10 на человека, он в 10 раз, по-моему, больше, чем в России, да? Я не могу. О, Макс! Раз 5 как минимум. Я вижу. Я его вижу. Ура, Ты видишь? Да. Золотые купола. А то, что было реально на мост, что ли? То я не знаю, что это был за переход, честно. Вот, блин, фиг знает. Но это хорошо, теперь мы знаем, что здесь несколько непонятных. Переход Циньмао называется, можно посмотреть. Циньмао? Да. Запомнили? Циньмао. Возможно, это 2 перехода, как раз, которые в Джухае. А мы в один ходим, а другой непонятно куда. Но вряд ли они бы так далеко друг от друга были. Я уверен, что это какой-то другой переход. Да. Они даже эти капюшоны надевают в такую жару. Но это они надевают не для того, чтобы не замерзнуть, это для того, чтобы солнышко не падало на лицо и они не загорели.
А еще, возвращаясь к самому-самому-самому. Я не знаю, насколько это правда. Говорят, здесь играет больше людей, чем в Лас-Вегасе. В 7 раз. Че? В 7 раз больше? Нет, в 7 раз больше доходов казино. А, у казино в 7 раз больше доходы, чем в Лас-Вегасе. Вы были в Лас-Вегасе? Напишите, как вам Лас-Вегас. Ну а здесь в 7 раз больше. Да мне вообще уже даже в Лас-Вегас не хочется после такой информации. Все, мы нашли тот переход, который нам нужен был. Закончились текущие эмоциональные приключения с поиском выхода. Надо найти, как дорогу перейти. Осталась еще одна задача, не просто дорогу перейти, а подойти именно туда, куда нам нужно. Потому что мы проход-то видим, вот он. Такие вот здания сейчас вы видите. Но до него же еще надо добраться. Самый-самый. Да, каждый раз, как я беру камеру в руку, я вот так вот страдаю. Острые углы у крепежа, я ее сильно сжимаю, чтобы не уронить. Новую камеру мне не светит в ближайшее время купить, поэтому боюсь разбить. А нам ведь с вами еще возможно на север Китая ехать, если вы сможете мне в этом помочь. А я вам помогу посмотреть на север Китая. Вообще, в чем фишка вот этого вот прохождения, вообще всех прохождений? Вы можете потратить, ну сколько прохождения будет? Макс, 10 часов сможем сегодня? Ну, думаю, да. 10-12 часов вы можете потратить в своей жизни и узнать об этом городе больше, чем те люди, которые приезжали в Макао, побродили по самым туристическим улочкам и настоящего Макао и не видели-то, собственно. Мы же показываем не только туристическую зону, но и все остальное. Да, вот эти вот здания видны, как вы только выйдете из Китая. Покинете границу, сразу увидите и будете такие вау. А в Джухае было получше. Вот красное наводнение вот до сюда, черное наводнение посюда. То есть вот до сюда было затоплено 2 месяца назад? Ну я не знаю. Ну тогда сказали, что наводнение. Если черного уровня. Тогда было красное предупреждение и говорили, что все Макао плавало. Ну, значит, вот так. Минимум вот до сюда было все залито, значит. За 2... Да нет, тут за неделю, думаю, все разобрали и сделали симпатично. Чистенько. Мы с вами в пути 11 часов 48 минут. А походу, да, мы сейчас, если пойдем по этой улочке. Мы вот туда сразу выйдем. Да. Что я только что сказал? Мы с вами 11 часов 48 минут. Ну, я думаю, мы сможем столько с вами быть в пути. Но на самом деле, конечно, мы в пути всего лишь 1 час 48 минут. Начали ровно в 10. И посмотрели лишь небольшую часть за это время. Но вы уже многое узнали. Вот из этих иероглифов сколько знаешь? Я знаю один, но второй могу предположить. Покажи, как ты предполагаешь. Ну, смотри, вот эта граница,
То есть вот граница, да? Ну, это да. переход, значит. Это покидать границу. Покидать границу. Да, почему? Потому что вот если не считать это, то это похоже на иероглиф покидать. Ну и вообще, мы же покидаем границу, если пойдем туда, поэтому... Если китаец не знает какой-то иероглиф, он может найти знакомые иероглифы, вообще составные. Может найти знакомые элементы и предположить, что это. Например, если есть символ... Ой, Максик, нарисуй воду. Воду, ну, шой. Вот. Здесь вот палочка, здесь вот так и вот так вот. Если вы видите воду, значит это что-то... И в составном иероглифе, значит, это что-то связано с водой. Если вот здесь палочку дорисовать, да, то это бесконечность или как Да, там? палочка и точка. Infinity, да. То есть бесконечно текущая река. Если там еще какой-нибудь загогулин, то есть все связанное с водой. Точно так же можно, в общем, иероглифы догадываться. Поэтому, зная один иероглиф и предполагая второй, можно сказать, что это порт. Поэтому учить химию на китайском достаточно легко. Ты можешь по иероглифу понять, металл это или не металл, например. По иероглифу? Да. Прикольно. Ну, в некоторых случаях. Как звучит ртуть? Я не учил на химию на китайском, я не знаю. А, ты то У есть... нас химия с 9-го, а с 9-го я пошел в русскую школу. Понятно, жалко, что ты не учил химию на китайском. Нет, вообще не. Это было бы прикольно. На китайском, еще и на китайском учить химию я не хочу. Все, мы приближаемся к туристической зоне. Точнее, мы уже на ней. Как мы догадались, Макс? По плитке. Правильно. Видите вот такую белую кривую? Значит, туристическая зона. И сразу можете искать эктарты по 10 мопов. Средняя цена от 5 до 15 примерно. То есть Нет, это за средний. 5 ты нигде не найдешь. Почему? За 5 не поджаренные. Помнишь, ели? За 5 возле нашего отеля были не поджаренные, за 7 поджаренные вкусные. Нет, это не поджаренное, это карамель. Ну, с карамелькой. Обмен валют. Тоже явный признак того, что здесь много туристов. Ну что, большинство людей оттуда приходит. Конечно, Да. здесь много туристов. То есть это может быть не туристическое место, но туристов здесь много. Да. Нет, ну это самое туристическое место, потому что все, кто входит из Китая, проходят здесь. Ну да. Ну, хотя, наверное, через аэропорт все-таки больше. Пойдем мы туда. Думаю, здесь сейчас зайдем. Это именно выход. Выход из Макао в Китай. Волнительно. Выходим из Макао. На самом деле, когда впервые ходили в Гонконг, да, даже в Макао ездили. Нет, в Макао-то было очень волнительно, потому что это было сразу после пандемии. Тут такие зверские были меры предосторожности. Надо было QR-код здоровья заполнять. Помнишь, Макс, вообще это все? Я помню, у нас что-то не хотели впускать поздно ночью. Или это не так? Это нас не выпускать не хотели. Ну, в общем, проблемы были вообще капец. Вот именно в пандемийный период. Потом поехали в Гонконг, там тоже за прогулку без маски 5000 гонконгских долларов, по-моему, штраф был. В общем, жесть такая. Ну а когда ходили в Гонконг 11 лет назад, живя по бизнес-визе, нам надо было визараны делать каждый месяц. И прям настолько это было, как прогулка, не знаю, за хлебом. Вернемся еще к хейтерам. К той же самой теме. Туда уже выход, не пойдем. Та же самая тема. Человек берет, анализирует видеоролик с помощью ИИ, а потом пишет хейтерские сообщения с помощью ИИ. И портянки получаются огромные, вроде все положительно, на самом деле через слово оскорбление, унижение, ну вы знаете, что такое хейт, вы знаете, что такое буллинг, это вот прям для ИИ тема, хотя я думал, в ИИ такое запрещено. Нет, не запрещено. Возможно, люди еще как-то корректируют. Тема была про Макао, и что Макао это не Китай. И вот человек, который заявлял, что смотрит все наши видеоролики, но мы, ну там оскорбления все опущу, типа
Спасибо, последняя фраза. Спасибо, что показал нам свой визаран. Сразу видно, человек не смотрит наши ролики, потому что визараны нам не нужны уже Много. 7 лет. 7 лет никакие визараны не нужны. Но и там примерно 5 пунктов, в которых ошибся ИИ. Я понял, что человек ролики не смотрит. Человек писал не сам. И сам он в этом вообще не разбирается. Просто воспользовался ИИ для того, чтобы пооскорблять. Добро пожаловать в Макао. Как только вы выйдете из Китая, вот из того отверстия, вы увидите вот эту вот арку с надписью «Агосто 25 18 49». Сможешь, Макс, у тебя, ты же английский неплохо говоришь, попробуй по-португальски прочитать, что там написано. «Апатрия хондрай». Как бы ты прочитал? В смысле, с английским акцентом? Ну, хотя бы с английским. Patria Hunrai Q, Patria Vos, Contemple, я не вижу, что там трава. Контемпла. Контемпла. Но это получился английский язык португальскими буковками. Вы тоже можете вот эту арку видеть на всех путеводителях Макао, потому что это был порт именно из Китая. Макао – древнейшая португальская колония. Вот там автобусы, все автобусы, абсолютно все, которые ездят по городу, и здесь у них конечная, вот там их остановка. И там же огромное количество бесплатных шаттл-басов. Подходите к шаттл-басу, на котором написано, например, «Венецианец», садитесь, и он бесплатно вас до венецианца довезет, чтобы вы там оставили все свои деньги. И пока мы выходим вот из этого всего, Максик, тебе только надо будет погромче говорить, потому что достаточно шумно. Расскажешь историю, как Португалия отжала у Китая этот полуостров и пару островов? Нет, тогда еще остров и вот те пару островов. Ну да, это нам, Плюс-минус. Это не точно, это общая информация. это нам рассказывали по географии, даже не по истории. Просто у нас был очень классный учитель географии, затрагивал темы, которые не в учебниках. Извини, перебью. Макс очень часто этого учителя вспоминал, когда еще учился, потому что реально препод интересно рассказывал, и Максу очень нравились его истории. Вот все, что он вспоминает из школьной программы, это в основном с этим учителем связано. Ну, большая часть. Ну, наверное, да. Давай, жги. Ну, в общем, где-то в 16 веке, 1500 мохнатом году. да, португальцы плыли сюда, но у них было кораблекрушение. Разбились об остров. Да. Вот. И под этим предлогом они начали здесь жить. А потом их стало все больше и больше, и они продолжали пользоваться этим предлогом. Потом они вообще решили арендовать Макао как, для себя. Арендовали это место, я не знаю, не помню как долго. Ну, то есть аренда, они с китайцами договорились, что будут им платить деньги за то, что они тут будут жить. Они построили здесь порт для того, чтобы торговать, и арендовали эту территорию. Да, в общем, они торговали с Китаем, что там, с Японией, по-моему. В общем, хорошо здесь жили. А потом они решили, что они после Первой опиумной войны Китай ослаб, и они решили, что можно воспользоваться моментом и не платить аренду. Ну и перестали платить аренду. Китай, конечно, был не сильно доволен, но поделать ничего не смог. Ну и вот так Макао стал колонией Португалии. Это самая старая европейская колония в Юго-Восточной Азии. Еще до Индии, до всякой. Сначала португальцы заняли именно вот эту территорию Макао. Мы годы не помним, 1500 какие-то начало. И многие здания, здесь есть здания, которые построены именно в том 16, 17, 18 веках. Вот мы с вами вышли из Китая. Раньше тут маленький перешейчик был, на самом деле это был вот остров. Но вот это вот все насыпали в 19 веке. Я не помню. То есть и вот этот вот остров превратился в полуостров, соединившись с континентальным Китаем. Вы, когда выйдете, если из Китая будете заходить, то вот по этой улочке можете, конечно, пошариться, но это все такое все для туристов. Здесь китайская традиционная медицина, аренда. Единственное, что вот из этого интересно, техника есть. Но если вы хотите за техникой, то это, наверное, в Гонконг. Да, наверное. А не сюда. Здесь
Здесь вот дешевый магазин есть. И, собственно говоря, наверное, все. Ну что здесь, печеньки, вот опять же вот это вот. Ну, мясо это всё- сушеное, но оно здесь везде. Это все везде. Это именно туристическое, видите, да? Все еще туристическое место. Продолжу тему, которая уже по географии 10 тысяч шагов. По географии, которую Максу не рассказывали. Или рассказывали про то, как Макао стал снова Китаем. Снова Китаем, ну, рассказывали, ну так, кратко. Давай, кратко. Что в 99 году Китай решил вернуть Гонконг, ну и заодно решил вернуть Макао. Ну и Макао вернулся без сильного сопротивления по сравнению с Гонконгом. Вот это ты нам рассказывал, да, когда мы гуляли в один из первых разов. То есть еще в 80-е годы начались переговоры по возвращению Гонконга от Британии и Макао от Португалии. Но переговоры эти велись около 10 лет. В 97 году Гонконг был возвращен, а в 99 году, в конце года, то есть 26 лет уже получается, Макао отошло назад к Китаю. Гонконг очень сильно сопротивлялся возвращению. Они считали себя британцами, все говорящие на английском языке. А тут их бац, Китаю возвращают. В общем, недовольны были. А Макао нормально сказал: ура, мы за. Голосование проводили или так просто Я договорились? не знаю. Не знаешь? Вот такие пироги. И договорились на том условии, что, как там это называется, одна страна, две системы. Да, То есть на самом деле это Китай, но это абсолютно другой Китай. Здесь все свое, своя валюта, движение по дороге с другой стороны, своя таможня, своя администрация, не назначаемая, я так понимаю, Китаем, а выбираемая. Что еще свое? Своя Всё свое, полиция, кроме названия Китая. свой язык, перебежим. В общем, здесь все свое, кроме того, что это территория Китая. Таких зон я даже не знаю, есть ли еще где-нибудь в мире такие административные единицы, как Макао и Гонконг, что это вроде как абсолютно другая страна, все другое, даже язык, но и телевидение, и, ну то есть вещание, все другое, но при этом вроде как принадлежит одной большей стране. Я отложил на 10 минут будильник, мы с вами идем 2 часа 2 минуты. Круто. круто. Я случайно отложил. Мы 2 часа в пути. И мы уже с вами узнали демографическую составляющую. О том, что Макао один из крутейших регионов мира. Он самый богатый, самый игорный, самая высокая плотность населения. Все самое-самое-самое. Но при этом, если вы будете ходить по нему, то поймете, что он еще и самый контрастный. О, смотрите. Давайте подойдем, покажем. И здесь много всего иностранного. А также здесь не заблокированный интернет, в отличие от Китая. И можно смотреть ютубчик. Япония! Маленький анонс на ближайшие 2 часа. Мы идем в относительно новый район для того, чтобы посмотреть на автомобильчики, да? Ну да. А также мы там по пути встретим переход на новый насыпной остров, откуда можно сесть в автобусик и уехать в Гонконг. Что мы еще в следующие 2 часа увидим? Как говорится, не переключайтесь, впереди много интересного. Идем. Полезную, именно развивающую информацию будем давать. Макс, это же те же самые иероглифы, что на дешевом этом Royal, как он там называется-то, магазин. Ну, супермаркет. Если видите вот такие надписи, это относительно дешевый супермаркет. Есть, конечно, еще дешевле, но это именно супермаркет. Дешевле можно купить только у индийцев, в смысле индийцев. Кто здесь еще? У филиппинцев можно дешевле купить. Ну, в общем, в таких этнических магазинах. Если говорить про 7-Eleven, Family Mart, по-моему, здесь нет, да, я не видел.
Я тоже не видел. то 7-Eleven дорогой. И единственное, что мы берем в 7-Eleven, это треугольнички. Ну, эти, сэндвичи. Просто мы в семье их называем треугольнички. Вот так и повелось. Хотя мы отлично знаем, что это правильно называется сэндвичи. Только что покинули вход в Макао из Китая. Сразу со входа можно было увидеть вот эти страшненькие домики. И вот те домики чуть получше, но все равно страшненькие. Вы посмотрите, сколько же там человек живет. Здесь садик на первом этаже, а сверху просто квартиры. Надеюсь, здесь дети не очень шумные в садиках. Идем, наслаждаемся атмосферой. Видите, какая разница между тем, где мы сейчас были, и в данный момент находимся. Макс, давай подумаем, это какая модель? Я не знаю. Tesla, я думаю, Y. Я не разбираюсь. Я их по форме отличаю. Так вот, это же форма другая. Да. 2 мотора, Tesla. Прикинь, не написано какая. А что она мне помигала? Кто знает, какая это модель? Да, так как Какие есть вообще? Tesla Model 3, Y, не знаю, больше не помню. Ну, больше всего по Китаю, наверное, ездит третьих. Ну, Tesla Model 3 там написано. Чего Y по-русски Y? Не знаю. Why? Вот мы с вами снова видим баскетбольную площадку с высоким забором. А слева мне приглянулась забегаловка. О, дети, школьники идут. Приглянулась забегаловка. Вот если хотите дешево поесть чего-нибудь местного, то вам нужно искать что-нибудь подобное. Я не знаю, как ваш желудок отреагирует. Наши желудки точно отреагируют хорошо. И я только сюда подошел, заурчало. Да, наборы. Макс, вот это первый набор. Что здесь? Это чашау, это сладкое такое мясо. Ну, вот я вижу 2. Корова, мясо, 2 иероглифа знакомых. А вот это говядина с омлетом. Ну, то есть говядину с омлетом можно поесть за 42 паттака. Да, недешево. 500 рублей такой вот обедик. И при том, что, ну, я лично чаще всего не наедаюсь здесь. Здесь порции все-таки чуть поменьше, чем в Китае. Они пытаются, как бы, ну, вот видите, маленькие тарелочки. Заходить внутрь смущать не буду, но тарелочки маленькие. Я не вижу вот такой вот тарелки, как в континентальном Китае. Так, нам вот туда надо. Переходим дорожку. И давайте я буду, несмотря на то, что у меня есть целый ролик, чем Макао отличается от Китая, я не говорил про граффити. В Китае граффити вы нигде не увидите. Здесь они периодически встречаются. И этим Китай мне нравится больше. Без граффити как-то получше, да? Там, судя по всему, какое-то административное здание со звездой. Нет, там крест сверху. Сверху крест, а снизу звезда. Что-то вообще непонятное. Возможно, не знаю, коммунистический храм. Ничего в голову не приходит, что это такое может быть. Что и звезда, и крест сразу. И я думаю, нам нужно немножко левее двигануть, потому что здесь улица совсем поворачивает. Бежим, 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 бежим. А нам надо чуть прямее идти. В Макао вы увидите много строений, вот сверху нависает. Вот это второй этаж, первый этаж по их меркам, а под ним можно ходить. Места мало, они вот таким способом делают более широкие здания, но чтобы снизу были пешеходные дорожки. Да, еще прямее пошли.
Ой, тут птички уже поют. Сейчас мы покинем эту, как сказать-то, громкую зону. Будет потише. И я там смогу потише говорить. Это что такое? Образовательное что-то? Я не знаю. Тоже не знаю. Или все-таки... Макс, давай ты выбери, по этой улице пойдем или по той улице пойдем? Пойдем. Да. Вот, по-английски написано. Joy Family. Salvation Army. Что такое? Ну, типа, армия веры. Армия веры. Что-то религиозное. Тему религии мы сейчас пока поднимать не будем, еще рано. Мы с вами ни до одного храма не добрались, ни до одного, не знаю, кладбища. Да, кругами ходим. Ну и ладно, зато смотрим, любуемся, вас радуем. Уже 2 часа как. Максик, маленько осталось. Примерно 5-ю, 6-ю часть уже прошли. Ага. Мы с тобой просто круг вокруг дома сделали. Ладно. Ага. Ты кушать не хочешь? Ну, пока не сильно. Но скоро захочу. Чем, на печеньке? Для экономии сил, времени и денег мы даже чуть не сказал, из России, из Китая привезли эти сникерсы. Один, правда, остался. Ну, в любом случае, вчера же мы их поели. Небольшой рыночек. Давайте посмотрим на цены. Ну, не рыночек, магазин. Там мясо разделывают, а тут фруктики. Так. Как цены? Что-то, по-моему, дорого. Ну, это дорого. Это из Австралии. А Из Австралии. За 2 апельсина за 9 2 апельсина, 9 юаней. А это типа из Южной Африки. Тут даже подписано, откуда они. Да. А что, нормальными иероглифами современными, что ли? Что ты понимаешь? Нет, просто цифры, понимаю. Ну, вот А как ты просто- страны узнаешь? Ну, там, потому что иероглифы также выглядят. Ну вот смотри, вот эта клубника откуда? Не знаю, просто написано клубника в коробочке. Ну эти иероглифы ты понимаешь. Ну, да. Молодец. Клубника в Китае не очень вкусная. Ой, нас ребенок хочет задавить. Это крупный виноград, который еще несколько лет назад стоил как крыло от самолета, а сейчас 36 юаней за полкило, да? Или за пакетик? За пакетик. За такой пакетик. Ну, 400 рублей. Это тоже дороговато, в Китае подешевле есть. Киви. Реально крутитесь на нормальном китайском, я почти все понимаю. Если вдруг не расслышали, Макс говорит, похоже, все на нормальном, упрощенном иероглифическом языке Ну или очень сильно повезло, и все иероглифы, которые я прочитал, так совпали. на старом китайском. Ну вот давай, вот это что за трава? 6 патак за что? Не знаю, какая-то иностранная трава, я не разбираюсь в травах. Все, какая-то цай. А капуста цай? Тоже цай, только это какая-то кокосовая. Кокосовая цай. Да. Ладно, это тоже цай? Я не знаю, здесь просто написано... Это же тыковка. Это тыковка. Как там огурцы и тыквы? Это все, подожди. Забыл. Гва. Ква, точно. Я помню, какая-то квакающая лягушка, но не ква, а что-то другое. Гва, да. Все тыквы, кабачки, все гва, да? Да. Гва. Здесь какой-то покрышкой сжженной резиной пахнет. Вон, я понял. Что за покрышка тут? Вот такие вот храмики стоят по всему Макао, да, вообще по всему Китаю. Но вот именно вот таких вот, как бы сказать, там мобильных, да, наверное, даже можно же это нет, таких мини храмов в Китае мало, обычно побольше. Но здесь, видимо, из-за
назвать прям храмом. Да, это храм предков, я думаю, здесь они поклоняются. И... Ух ты, это, наверное, спортивная площадка. Сверху баскетбол, снизу баскетбол. Скорее всего, теннис, Не, видишь же, вон висят эти корзины. А там скалолазная стена. Прям большой спортивный центр, судя по всему. Двухэтажный, под открытым небом. Во всяком случае, верхняя часть. Насчет вот этих вот храмов, Макс, да, вот смотри, это прям храм. Видишь, печь для сжигания, для передачи денег на тот свет. Здесь свечки ставят. Так что, да, это храм предков, классический. Ну что ж, пойдем туда? Какая красивая арка. Нам на самом деле вот туда куда-то надо. Ой, а мы вышли снова к морю. Зато мы отсюда можем посмотреть, или он тут под водой. Интересно. Отсюда начинается мост, который идет на насыпной остров, по которому можно из Чжухая уехать через Макао в Гонконг. Но его нет, скорее всего, здесь он все-таки под водой идет. Да, там уже граница. Все, там снова Китай. Нас так и тянет сегодня в Китай. Но зато отсюда, о, сколько голубей, мы можем посмотреть вот на те китайские небоскребы. И на горизонте, к сожалению, через забор будет не очень хорошо видно. Прям такой классический южно-китайский гарден. Небоскребы. Вы их из Чжухая хорошо сможете разглядеть. Часы, часовенка, в смысле Биг Бен. И вот там красные крыши, это гарден. А вот поехал автобус венецианец. Не успел попасть в кадр. Пойдем на ту сторону. В принципе, я уже тут привык. Если нерегулируемый пешеходный переход, можно даже не смотреть в разные стороны, останавливаются. Но все-таки лучше не рисковать. Мы сможем пройти через вот это, или это тупик? Вроде сможем, да. Ну вот интересно, большинство зон открыто. Вот сейчас тоже открыто. За курение штраф 1500 МОП. Но для чего вот эти вот заборы, я не знаю. Макс, ты можешь предположить? Нет. На ночь закрывают? Как вариант. Ну зачем это на ночь закрывать? Чтоб бомжи не спали. Думаете, здесь нет бомжей? Если вы их не видите, это не значит, что их нет. Там, где есть казино, там всегда есть бомжи. Приехал человек, прилетел откуда-нибудь издалека, все проиграл. А азартные игроки, они такие. Они могут все проиграть, потом продать часы, трусы и остаться еще и должными казино. Куда они денутся? Бомжевать, конечно же. Ой, смотрите, кто-то вышел погулять вместе с птичками. Я не могу попасть. В смысле, не могу понять, вы видите этих птичек или нет. Очень яркое солнце.
Одна птичка, да. Очень яркое солнце и прямо на экран падает. В DJI Pocket 4 обещают супер яркий экран. Наверное, амоледовский. А может какой-нибудь, не знаю, мини-LED. Не знаю, какой будет экран. Но обещают, что будет видно на любом солнышке. К сожалению, сейчас я только, как бы, наугад направляю. Не могу сказать точно, что было в кадре. Так вот, про бомжей возвращаясь. Я не знаю, на самом деле, что делают здесь люди, когда все просрут. Макс, есть предположение, чем заниматься, когда вот уже все проиграл? А потом еще на последние деньги с горя набухался и где-нибудь под мостом уснул. Ну, я не знаю. Неприкольная ситуация. Это Конечно, точно не прикольная. Но такие ситуации случаются вполне, и люди начинают бомжевать. Кстати, официанта можно пойти. ага, кто ж тебя возьмет-то? Здесь своих хватает. Пойдем налево. Бомжами становятся по многим причинам, но не конкретно бомжами. Бомж — это значит без определенного места жительства. Может, место жительства где-то есть в далекой-далекой стране, но можно остаться вот в Макао или в Гонконге или в любой другой стране без средств к существованию, без возможности уехать. И не хочется как бы уезжать, например. Они начинают где-то тут скитаться, что-то как-то побираться. Но где, мы не знаем, к счастью. О, Баптистский колледж Макао. Ну ладно, раз уж даже мы баптистский. Город газифицирован, видите? Газ течет по баллонам. Хотя нет, все равно еще рано. Лучше этим обсуждением веры и религии заниматься на кладбище, поближе к смерти. Там, на берегу, вот эти вот здания именно смотрят на море. С той стороны отличный вид на море. Правда, море здесь не очень чистое. Правильнее сказать, совсем не чистое. Но виды, думаю, классные. Если вы не это, я про баптистов заговорил, точнее про колледж. Вот, пожалуйста. Протестантский крест, просто две пересекающихся, без всяких там еще наклонных. И вот Макао Баптист колледж. И также на португальском продублировано. На китайском не написано. Макс, а вон там сбоку что написано? Центр. Школа, Макао, и на этом все. Я только один иероглиф знаю. Центр. Пуп земли. Вот такие вот обычные жилые районы вдалеке от туристических троп. На самом деле здесь туристов нет, конечно, мы же есть. Значит, туристы здесь встречаются, но большинство здесь не ходит. И, скорее всего, если вы приедете в Макао, тоже здесь гулять не будете, потому что сюда приезжают ненадолго, на пару дней. А для того, чтобы вот эти места все посетить, посмотреть, здесь надо долго бывать. В целом, если сложить все дни, что я был в Макао, наверное, уже больше недели. И обошел как один, так и с друзьями, и с родственниками, наверное, большую часть, как минимум, полуострова. Давай направо пойдем. MC Outlet. Тропинка для пешеходов. Тропинка для, наверное, тоже пешеходов, да? И парковка для мотоциклов. Все с номерами, все законопослушные. Не то, что у нас в деревне. Большинство байков без номеров. Вообще капец. Беспорядок. Вообще. Мини-куперы. Один. Ох, нифига там.
этих иконостас. Всяких разных фигурок. Лавочки. Ну, это старенькие лавочки, прям уже видите, все выломано. Не туристическая зона, и несмотря на то, что здесь один из самых высоких ВВП на душу населения в мире, все-таки не всем районам достается денег. Звуки как в Гонконге, да? Вот это пэм-пэм. Но мне почему-то показалось, что не так громко. Макао прям по ушам бьет, так же? Может, я просто привык. В последнее время, вот реально, за последние месяцы несколько раз был в Гонконге, в Макао, уже 3-й раз за последние месяцы. Много путешествую. И собираюсь еще больше путешествовать не только по Макао и Гонконгу, но и по Китаю. Вот какие нарушители! Ладно, пока стоим на светофоре, я печеньку съем. Проголодался все-таки. Да. Так, Макс выдержал без еды 1,5 часа. Не, я могу Нет, 2,5. дальше терпеть, но смысл? Зачем терпеть? Тебе не обязательно терпеть, да. Это же я решил проверить свою выносливость. Сколько? Попробуй вот такое. Ну-ка дай зрителям покажу, пока ты застегиваешь. Это Nestle, Кукуруку. Что-то по-тайски написано. Витамины, минералы. Это мы купили в каком магазине? В Филиппинском, да, в филиппинском, точно. Произведено импортер Nestle Гонконг. Произведено. Ну, если по-тайски написано. Смотри! Офигеть! Произведено в Польше. Nestle произведено в Польше. Надписи на тайском, английском. И импортировано через Гонконг. А попеть! Вот это интернационал! Держи. Польскую конфетку. Вообще никак не ожидал такого поворота. Вкусно? Дай я посмотрю, как она выглядит. Знаешь, что это мне кажется? Это хлопья. Да, так там было написано. Это или нет? Или хлопья. это воздушный рис? Нет, это хлопья. Хлопья вспененные, залитые шоколадом, и белый шоколад, наверное, да? По вкусу? Наверное, да. Сколько такая? 5 спатак. 50 рублей. Неплохо говоришь, да? Да. Мне так непривычно тихо говорить. Вот вокруг наступила тишина, и я автоматически понижаю голос. Вообще это у меня полностью на автопилоте, так что не пишите в комментариях, что ты орешь. Если ору, значит вокруг очень громко. И для того, чтобы вам меня хорошо было слышно, лучше, чем гул автомобилей, я начинаю автоматически орать. Это непроизвольно, это всегда так. Как только вокруг становится тихо, либо мы заходим в какой-нибудь храм или еще куда-то, где не принято орать, автоматически снижается голос. Знаете, на некоторых телевизорах есть автоматическая регулировка громкости. Очень полезная штука, потому что если вы смотрите кино, не оптимизированное для ночного просмотра, ну, например, для кинотеатров делают, музыка бывает очень громко, взрывы там бабах-бабах. Если вы вечером включаете, чтобы не пугать соседей, вы делаете потише. Так вот, бабах-бабах все равно громко, а разговоры тихо и ничего не слышно, приходится повышать, регулировать, туда-сюда гонять. Так вот, автоматическая регулировка громкости часто спасает. Нам бы такую. У нас есть такая, но она очень плохо работает, поэтому я ее выключил.
у меня такая фишка была, ну, авторегулировка громкости была на камерах Sony. Я ее очень любил, потому что она, когда я переставал говорить, вот орать именно, она занижала, и можно было слышать чириканье птиц, скрип кроссовок. Но другая проблема была. Не быстро реагировала, а достаточно медленно. И для того, чтобы начать снимать, мне приходилось громко орать. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, чтобы она настроилась на громкость моего голоса. А потом я только начинал говорить. Если же я начинал снимать, и вначале была тишина, ну то есть на первой секунде тишина, а потом я начинал говорить, то вот эта первая секунда была очень громкая, а потом такой резкий удар по ушам моего голоса. Бам! И потом он уже выравнивался голос. Именно поэтому у меня тогда была привычка перед включением камеры орать. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Поехали! И прям, если даже кадр состоял из 10-секундной моей речи, то в начале еще 5 секунд я орал раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три для регулировки. Да, это можно было отключить, но там тогда свои нюансы. В общем, всегда есть свои нюансы. Я думал, это ты так голосовые связки? Нет, ну зачем? Да, да. Сейчас же я не разминаю почему-то, раз, два, три не ору, потому что уже, если не ошибаюсь, 5 лет как DJI Pocket пользуюсь. И здесь такое не нужно. Я выключил авторегулировку эту. Очень хорошая звуковая система с 3 микрофонами. В DJI Pocket 2, по-моему, 4 микрофона было. В DJI Pocket 3 сделали 3, а в DJI Pocket 4 вроде снова 4 микрофона и какой-то там еще круче звук. Хотя зрители хвалят этот звук. Говорят, блин, ну классно, классно. Да, классно. DJI и Insta360, два лучших производителя камер, экшн камер и вот таких вот портативных. Школьников сколько? Мы с вами подходим к заправке. Самое время узнать стоимость бензина. Тут рядом с заправкой небольшой сервисный центр. Так, ищем стоимость. Давайте оглядимся еще, посмотрим. Рука как раз отдохнула. Можно немножко помотать. Какое красивое небо. На автомобиле посмотреть мы как раз с вами. Это что, MG? Это Астон Мартин, что ли, вот это поехала? Да, наверное. Так. Вот стоимость. $14 за 1 литр газолина, но это бензин. А 15,68 это Макс, как с китайского можно перевести? Сейчас. Газолео. Дизель. Говорит, отходите отсюда. Окей, уходим. Валите, валите. Прям рукой такая показывает. Давай, давай, давай. Дизель, точно. Какая недовольная женщина. Несмотря на то, что подходила улыбаясь, но именно всем своим телом она показывала, типа, мы тут вам не рады. Ну и как всегда на заправочке рядышком есть магазинчик. Говорят, на магазинах больше зарабатывают, чем на бензине некоторые. Лавочки, везде лавочки. Кругом лавочки. И, как мы уже сказали, огромное количество площадок. У меня лучше вращается, я победил. Так, Центр инспекции мотоцикла транспорта в Макао. Ты бы как перевел? Да, что выглядит правильно. Я понимаю по-португальски. Вау! Нам
Нет, мы еще немножко туда пройдем. Мне не нравятся все светофоры, абсолютно все светофоры. Сначала до середины, а потом еще дальше. Слушай, так вкусно пахануло от твоей шоколадки. Это уже печенька. Ну, это печенька так паханула? Да я думаю, это ты просто выдохнул аромат шоколадки и до меня долетело. Прям очень понравилось. Но печеньки тоже вкусные. Это тоже в филиппинском магазине купили. Печенька сколько? 14, 12? 18 за 10 пачек. 18. Очень шоколадные, приятные. Идем? Идем, 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 идем. Вот еще одна голубка прилетела. Ну еще раз снова обращу внимание на названия улиц. Все они сделаны в одном стиле. И это плитка. Это очень грязная плитка. Обтер как это называется-то? Об штаны, потому что они у меня все равно уже грязные. Сегодня придем, постираем все. Ну, так как я отращиваю длинные ногти, я стирать не могу. Максик, тебе все стирать в раковине. Видите, что он делает? Вообще капец. Отрасти длинные ногти и тоже будешь так делать. Макс, ты хоть раз на мотоцикле ездил? Нет. Только на скутерах, да? Да. Эх, новое поколение, даже на мотоцикле не сидел. Вот я, как там? Ты делаешь то-то, то-то, вот я в твои годы. Хотя ладно, кури, кури. Это Мерседес, БМВ? Мерседес. Это БМВ. Это Тоже БМВ. Это Максус. Нет, шучу. Honda. Ты на колпаки посмотрел, на колеса. Это Китая мать? Я не знаю, что это. А это снова Honda. Левый руль, левый руль, левый руль. Правый руль. Да, Макс, я неправильно сказал. Макс такой, что-то не совпадает. Где левый? Они же все справа. А где-то вот там. Что там? Астон Мартин? Нет. Там Бентли. Ламборджини. В общем, мы сейчас с вами еще автомобильчики пойдем смотреть. А мы будем наглеть и прямо внутрь салона заходить или снаружи? Конечно, будем. Мы же наглые. О. Да, Бентли здесь. Ну, хотя, знаешь, как меня только что с этого выгоняли, у меня неприятный осадочек остался. А если нас там наругают? Мы уйдем. Я сильно расстроюсь. Не расстраивайся. Как некоторые говорят, лучше извиняться, чем спрашивать. Ох, как ему хорошо. Погода замечательная, поработал. На обед ушел и лег дрыхнуть. Тойота. О, так тут не один такой. Тут их целая толпа отдыхателей. Мы находимся прям на самом краю острова. Вот те домики, это уже не этот остров, это соседний. И мы на него сейчас с вами сходим просто для того, чтобы поведать историю, ну и показать, как будет выглядеть новый, вообще новейший район, еще не заселенный, еще только строящийся, еще отсыпающийся.
отсыпающийся, в смысле не спящий, а насыпи делают. 1922 года вот это вот, не знаю, что это такое, смотровая вышка? Как ты определил, что точно да? Ну, похоже, потому что с тобой надо соглашаться. Нет, я могу предположить, что это вообще в 22 году кони были, автомобили были. Возможно, это вообще полицейский участок, где стоял сверху мужик и орал: сейчас едут эти, сейчас эти. Может быть такое? Ну, может быть. По центру дороги. А здесь было, например, был такой оживленный перекресток. Может такое быть? Может. Да не может. Мы на самом краю острова, поэтому тут не может быть оживленного перекрестка. А это еще этот остров. Точнее, полуостров Макао. Печеньку? Покажи печеньку зрителям. Вот такая вот круглая, очень шоколадная. Ну, точнее, наверное, не шоколадная все-таки, а какаовая. Какао. Посмотрели направо. Перебежали дорогу. Lexus. Интересно, тут еду готовили или тоже сжигают бумагу? Это похоже на отель с елочками. Я думаю, это просто дом. Думаешь? Ну, хотя да, наверное, ты прав. Обычный дом, но просто на ресепшене, хотел сказать, просто на первом этаже установили елку. У нас, кстати, в Китае тоже во многих гарденах ставят елку, но хочу обратить внимание, что эта елка не на Новый год, это елка именно на Рождество, к 25 декабря. Очень часто к 26 декабря уже эти елки убирают. Kia, Sorento, Sportage X-Line и Bentley. Красивые. Continental GT. Ну что, пойдем или отсюда? Решай сам. Да вот если бы вот этот здесь не стоял, Пошли, я бы еще будут зашел. другие. А так я что-то как-то... Хотя я стоимость хочу узнать. Отсюда не видно. Да, вот такой я сегодня не это. Ай, пофиг. Поздороваемся. Скажешь, Макс, что мы хотим просто посмотреть. Ага. Мы хотим посмотреть Continental и их стоимость. Стоимость не указана, просто вес почти 3 тонны. Длина 1,397 м. Это ширина. Пахнет не очень приятно. В таком салоне не очень приятно пахнет. Как так? Макс, что за запах? Я не знаю. Я тоже. Кожа, что ли? Хотя вряд ли. Флажок Британии, заправочная станция Bentley. И вот отсюда, когда смотришь спереди, не видно огромного экрана, как во всех китайских автомобилях. Сейчас прям звездолеты какие-то тут. Бай-бай. В Китае производят. Bentley — это роскошь, но без вот этого вот футуризма. Интересно, как быстро производители, любящие огромные экраны, перестанут их делать? Или мы настолько уже привыкли, что европейские и японские производители тоже начали делать такие экраны больше, чем телевизоры несколько лет назад? Вон там экран есть. Ну, это же Kia. Почему тут не должно быть? Hello. Вот пример. Огромный экран на всю панель. Ну и в большинстве современных автомобилей такие. Subaru. Здесь пошла дальше Япона-мать.
сразу после этого жилого комплекса. Там сверху-то смотрите, какая дорого-богато, как говорится. Здесь Лексусы. Ну, здесь, в общем, производство Тойоты. Премиум. Сегмент лексусовый. Ну, Лексусов мы насмотрелись. Они у нас во дворе. Это, наверное, самые беспонтовые автомобили. Это Лексусы стоят. В смысле, в Китае. И пошли Тойотки. Но ах! Классический макашный дом. Но вы это уже поняли, если смотрите с самого начала. И, пожалуй, здесь мы снова воспользуемся услугами лифта. Как же тут громко дуют вот эти вентиляторы. Куда уехал? Вот зараза. На первый этаж уехал. Не устал? Нет. Готов еще пройти 100 километров? Да. Отлично. Лифт прозрачный. Сейчас мы временно сменим тему с автомобилей, но мы еще к ней вернемся. Автомототранспорт посмотрим на вот тот остров. И расскажем историю, как нас на границе задержали. Вас. Да, нас на границе задержали. Скоро, не переключайтесь. Надо, чтобы рука отдохнула. Идем. Мы же правильно идем, да? Ну, вроде, да. Будем надеяться, что правильно. Справа очередная площадка, не знаю, 100-я, наверное, за сегодняшний день. Может, 200-я. И вот еще одна интересная тема. Мусорки здесь есть. Вот, например, вот зеленая мусорка, видите, стоит. Их достаточно много. Но в центре города, там, где туристическая зона, мусорок немножко поменьше, но зато стоят вот такие вот огромные, красиво разрисованные контейнеры. Они все имеют уникальный дизайн. Не знаю, есть ли повторяющиеся, но в основном прям очень разнообразные. И даже видел что-то типа нашей, не знаю, матрешки, хохломы. О, что-то типа хохломы даже видел. Возможно, мы где-нибудь с вами уже встречали, просто я не обратил на это внимания. Если видели, то я рад за вас, значит, вы внимательно смотрите. Как мне нравятся вот эти фары. Сейчас я вам покажу Китая мобиль, у которого прикольные фары. Вот здесь они могут рисовать картинки, а еще есть фары с проектором, которые не просто светят вперед ярко, но еще могут на дорогу проецировать различные изображения. Это бренд Aito. Макс, как A-I-T-O можно, T-O прочитать? Aito, с которым сотрудничает Huawei. Посмотрели налево, посмотри. Ох ты. Хух. Испугаться успел. Эй, то. Хочу в лифт.
Все для людей. Лифты хоть и не для нас, а скорее для ограниченных в движении, ну, колясочников, но мы тоже пользуемся. Прошли на данный момент 13 тысяч шагов уже, прикинь. Поэтому нам надо экономить силы. Едем. Я ему остановил, и он очень радостно улыбнулся. Очень многие, когда видят, что кто-то бежит, специально закрыть, чтобы не ехать с иностранцами. Но мы не боимся ездить с местными, поэтому всегда с удовольствием придерживаем. Если, конечно, заметили. Фу. Мы с вами пришли откуда-то оттуда. Ну, это не точно, но где-то вот там переход из Китая. Сделали круг. Пришли сюда. Сейчас посмотрим, вот здесь красивое озеро. Макс, может быть, что-нибудь про него расскажет, если помнит. Или знает. И потом сходим на насыпной остров. Ты что-нибудь про это озеро помнишь? Ну что, оно искусственное? Искусственное оно, да? Ну, я не помню, судя по форме. Макс, тебе надо за кадром облизать губы, потому что в уголках прям весь шоколадный. Только не говори, что это не шоколад. Нормально? Да, уже лучше. А здесь по-китайски говорит. Это кантонский тоже был. Здесь кантонский, потом английский, потом португальский. На самом деле, кантонский диалект, несмотря на то, что дети его не знают, и когда с китайцами общаются, они в основном все-таки на путунхуа говорят, мы очень часто слышим во всех автобусах, во всех поездах метро, везде, где есть объявления, даже на эскалаторах, говорят на юге Китая на 3 языках. На 2 диалектах китайского и на английском. Поэтому, если едете в метро и слышите 3 раза повторяющуюся одну фразу, на юге Китая я уточню, это вот как раз кантонский, гуандунский, сейчас Гуандун провинция называется, это путунхуа, мандарин еще по-другому называется, я правильно помню? Да. И это английский. Но английский, я думаю, вы сразу отличите от этих 2 китайских. Туалет. Туалетов тоже много. В основном возле парков. Хотя есть и прямо в жилых районах. Ой, солнечно, ярко тут, однако. И сейчас... Ох! Я вам покажу интересности на зуме. Макс, если хочешь в туалет, как раз вот здесь вот хорошая ситуевина. А я буду терпеть. Я сегодня... Так, Макс выдержал 2 часа вместо туалета. Шучу. На самом деле, терпеть это вредно. Это все огромная прогулочная зона. Вот все, что вы видите вокруг озера, прогулочная зона примерно такая, как сейчас возле нас. Сейчас подробнее все покажу. Не знаю, можно ли обойти озеро вокруг. Ну, то есть, если вот там вот вдали проход. Но большую часть озера точно можно обойти. Приятная тропинка. Видите, снова вот эти вот брусчатки, но здесь брусчатка не туристическая. Ну, то есть, да, она в таком же стиле, но здесь туристов очень мало, и выдает это в том числе то, что эта брусчатка комбинирована со всякими другими. Именно на туристических зонах вы будете видеть более такую, не знаю, аутентичную, красочную, лиссабонскую. Здесь она вот все-таки с вкраплениями вот этого вот металла. Там в центре, вот там туристический центр. Мы оттуда с вами начали, потом вот так прошли и сюда зашли. Там все-таки как-то посимпатичнее, мне больше нравится. И там она поблестящая. Здесь видно, что она матовая. Для того, чтобы никто не сиганул, ничего не уронил в воду, вот такую сетку натянули. И теперь на максимальном зуме вот это
один из мостов, который соединяет полуостров Макао с основным игорным островом. Там, где венецианец находится, лондонец, парижанин. Дальше, где-то вот здесь по центру экрана, чуть за этими строениями находится деревня рыбаков. Здесь мы уже видим вот это высокое здание и надпись «Санде» или что-то там, я не помню, а сейчас я не могу разглядеть, потому что очень ярко слепит солнце, в глаза бьет. Это пошли казино, набережная, там стадион есть, вот это вот все золотое, это отель и казино. По центру экрана сейчас находится телебашня, и справа от телебашни видно за горой Лисбоа, один из самых известных казино, Гранд Лисбоа. Ну, Лисбоа — это Лиссабон по-португальски, то есть столица Португалии. И вот эта вот зеленая гора — это большая зона отдыха. Там есть маяк, оттуда можно разглядеть большую часть острова. Там есть канатка, еще что-то. И туда мы с вами обязательно пойдем, но чуть-чуть позже. Ну, а вот эти вот здания мы с вами уже видели. И вот тот вот значок, не знаю, видно или нет, такой кругляшок желто-красный. Этот же значок был указан на переходе в Китай. Это такой самый дальний угол, наверное, Макао, куда редко заглядывают туристы, потому что делать здесь им нечего. Да, я только что как раз со зрителями это все обсуждал. Здесь много бегает спортсменов, они просто кругами. Можете на карте на самом деле посмотреть, вбить в Google, куда хотите, Макао, именно на картах, и посмотреть, можно ли здесь бегать вокруг этого озера. Это на самом деле не принципиально, просто показал вот такой... ладно, не принципиально, но все-таки я вам покажу. Вот я про спортсменов говорил, видите, идет спортом, занимается. Да, можно бегать вокруг, можете не открывать карту, вот вам карты на экране. Вот огромное озеро, и все, что вокруг него располагается, описано, разрисовано. Мы с вами вот в том вот дальнем углу. А вот он углом граничит еще с одним муниципальным парком, вот, который я вам только что показывал, зеленый, там, где есть канатка. Мы на канатку пойдем или не очень интересно? Не знаю. Ладно, посмотрим. Мы с вами в пути уже 3 часа, а нам еще очень много, очень далеко, и начинается реальное пекло. Жарковато, да? Угу. Слепит капец. Да, слепит и жарко. Время историй. Ездили мы недавно в Макао и Гонконг с моими одногруппниками Лилия и Толя, и Женя, их сын. Максик, входи в кадр. Ездили мы с Максом от нашей семьи Васильевых. И приехав в Макао, решили сразу поехать в Гонконг. Ну, потому что Макао показать им было интересно. Я настоял, что да, стоит его посмотреть один раз. Ну, как минимум, если в Китае недалеко были, почему бы нет? А Гонконг они прям очень хотели. Мы вот этим путем, которым сейчас идем, пошли на посадку в автобус. Да, нормальные люди бы поехали на автобусе, но мы с Максом ненормальные. Да, и Ченейкины тоже отбитые на всю голову в плане прогулок. То есть они тоже любят ходить. Может, даже больше, чем мы, потому что они поднимались на Эверест. Шучу. Но по горам и любят гулять. И на лыжах катаются, и на сноуборде. Пошли мы туда на посадку пешком. Но мы были, наверное, первые. Сначала-то мы шутили, что мы первые иностранцы, кто ступил на эту землю. Я думаю, что не мы не первые иностранцы. Мы первые вообще из всех ступили на эту землю, кроме сотрудников, которые строят эти дома. То есть там реально такое ощущение, что никого не было. Да?
Шли мы, шли. Карта показывает, можно идти на эстакаду. Подходим, а там везде знаки. Проход запрещен, тропинок нет. А по трассе носятся грузовики, автобусы. То есть вообще нереально пешком пройти. Если вот здесь вот это специальная прям пешеходная тропинка. Вот мост, на который мы сейчас выходим, тоже широкая пешеходная. Сейчас она никем почти не используется. Еще и перекрыта в данный момент. Но потом ее откроют, и оттуда можно будет пешком подниматься. Туда сейчас ходят только сотрудники, которые работают вот здесь, только рабочие. Это еще один насыпной остров. Шли мы, все запрещено, туда нельзя, мы не рискнули, потому что, ладно, запрещающий знак, там реально опасно, там огромные автомобили носятся. В итоге карта показывает туда, больше никакого другого пути. Мы нашли более-менее похожий мост по карте, пошли, а оказывается, он на тот момент был на ремонте. Его там долбили перфораторами. Макс пошел к работникам и говорит, можно тут пройти? Они, на свой страх и риск можете. Переходим туда, а там дальше тоже ремонт. Идем вдоль дороги, везде знаки, что тоже проход запрещен. Я говорю, смотри, полицейский. А он нас заметил и стоит так, внимательно на нас смотрит. Мы к нему подходим, можно здесь пройти? Он говорит, нет, выходите, обходите вот там. Мы по карте строим, там идти еще несколько километров, и вообще непонятно даже, как туда выйти. Он говорит, туда. Тоже на кантонском, да? Нет, по-моему, на нормальном. На нормальном китайском. Но мы все равно не поняли, куда идти. Спрашиваем, а вот тут пройти можно? Он, там сейчас опасно. Я вам сказал, что опасно. Как бы хотите, идите, хотите, не идите, но там опасно. Но это мы пошли там, где опасно. На самом деле не очень опасно было. Выходим на какую-то большую развязку. Напротив стоит то ли полицейский, то ли охранник, нам машет. Hello, туда! Показывает нам рукой, туда идите. Мы, окей, сессия, идем. Опять огромная развязка, не понимаем. Останавливается огромный грузовик и показывает, не туда, туда поворачивайте. То есть нам там подсказывали вообще, вот все, кого мы встретили, это было человек 5, все нам показали, куда идти, потому что понятно, что приперлись здесь делать иностранцы, если не сесть на автобус и не уехать из этой зоны, в которой вообще делать нечего. Вот такая вот история с покиданием этого места. Сейчас давайте мы с вами посмотрим, как это все выглядит на конец 2025 года. А потом, когда мы развернемся и пойдем назад, я вам расскажу, как отсюда мы уехали, через самый длинный мост в Гонконг. Туда приехали, а нам сказали, ай-яй-яй, вам сюда нельзя, идите-ка сюда, вы нам объясните, хрена ли вы сюда приперлись. Скоро. Я здесь был. Ты здесь был, да. Но я здесь тоже был. И Ченякины здесь были. Больше здесь иностранцы вряд ли ходили. Если какой-нибудь еще видеоблогер пешком и гулял, то вероятность этого очень низка, но никогда не равна нулю. Мы вам показываем, как здесь сейчас все выглядит. Домики, обратите внимание, не те страшные, серые, покрытые плесенью и кровоподтеками, а вполне современные и симпатичные. Я, правда, думаю, не очень большие квартиры здесь, хотя фиг знает. Окна в пол, судя по высоте. Это один жилой комплекс, и с другой стороны вот такой вот розовенько-серый жилой комплекс. Там что-то административное, судя по всему, строится. И здесь еще только сваи вбивают. Но это еще только полдела. Это же уже засыпанная территория, и как бы здесь уже строят. А вот там вдалеке, посмотрите, видите, огромные кучи песка, гравия. Отсюда не видно, что там. Это насыпают этот остров. То есть раньше, даже если здесь и был какой-то остров, он был очень маленький. Теперь его расширили, и видите, он абсолютно плоский. То есть, возможно, была какая-нибудь гора, к ней вот это вот все насыпали. Технологию отработали уже давным-давно, потому что, говорю, он соседний остров, два вообще объединили в один огромный остров. И теперь здесь так расширяют территорию. Это будет новый жилой район, а вот там вдалеке вы видите белую крышу. Это как раз и есть переход Макао, Гонконг.
туда приходите, не конкретно это здание, ну, не в этом месте, а где-то там чуть сбоку. Там развязки вообще офигенные. Не знаю, я даже пальцем точно не покажу, где это. Туда доезжайте лучше на автобусе, вот поехал общественный транспорт, и уже потом едете в Гонконг. Но пешком тоже можете. Вот так вот прямо по дороге, и где-то вот там есть мост. Думаю, к тому времени, когда вы решите здесь прогуляться, мост уже отремонтируют, и он на карте будет нормально показываться. Туда на высокие развязки не ходите, там пешеходные тропинки даже не запланированы. Я сейчас Максу дам карту, он посмотрит, как называется этот остров. А мы пока, ну сам там блог сними. А мы идем назад. По острову сейчас гулять не будем, потому что там реально делать нечего. Новые дороги. Кстати, тропинку заасфальтировали. Когда мы тут были, она только вот брусчатка вот эта вот была, а вот этой асфальтированной еще не было. Там какие-то буераки. Максик, можешь пешком или там достаточно ярко? Не увидишь ничего. Просто здесь ничего не написано. Даже названия острова нет еще. Этот остров настолько новый, что даже названия на китайских картах еще нет. Здесь вообще не написано название. В общем, мы не знаем, как этот остров называется. Я так понял, делают следующим образом эти острова. Сначала на дно заливают бетон, вот такие вот плиты укладывают. Потом начинают внутреннюю отсыпку, все это понятно, трамбовку, бетонозаливалку. Ну, давай, ладно, Макс. Да, я не... На самом деле не важно, как он называется. Вот этот остров насыпной. Остров, где находится аэропорт, вся полоса это насыпная. Он прям такой ровненький, под полосу сделанный, длинный. Плюс вот тот остров на горизонте, который такой в дымке, он тоже на, ну как минимум на треть насыпной. В 3 раза увеличили площадь этой территории. 2/3 этой территории получается насыпная. Вот это трудозатраты, вот это бабло сюда уходит. И знаете, что самое интересное? Все знают самый, наверное, известный. Макс, какой самый известный насыпной остров в мире? Ну, такая. Такая. Остров Пальма, наверное. Который в Арабских Эмиратах. Ну, это где отель еще такой крутой, да? Да. Ну, где отели крутые, где Бурдж-Халифа. Это все там. Так вот, он же заброшен, это просто пустышка, кучу бабла вбухали, а никому он нафиг не нужен. Здесь, в Макао, все, что отсыпают, во всяком случае на данный момент, все, что отсыпали, все, что засыпали, это реально нужные вещи, и они используются. Если бы те 2 острова не соединили, не было бы такого огромного количества казино, в которые мы сегодня надеемся попасть вместе с вами и по ним тоже пройти. Понятно, что в самих казино снимать нельзя, поэтому мы туда даже заходить не будем. Но территория отелей, вот эта вся зона фудкорт, это все посещаемо. На гондолах можно поплавать, но нам финансы не позволяют, так что вы можете приехать поплавать, мы воздержимся. И насчет каждого уголка, насчет того, что используется каждый клочочек. Мы вот по этому мосту оттуда пришли, а под мостом посмотрите что. Видите? Мужчина играет с собачкой. Это зона для выгула и дрессировки собак. Вот так вот просто, да, вот между... Вот на таком сложном перекрестке, развязке, место для отдыха с собаками. Ну, крутотень. Макс, если бы ты услышал все, что мы сейчас рассказали, тебе бы захотелось приехать в Макао? А пожить? Я столько раз упомянул про стоимость, да, что не очень. Да. Вдоль висят, я не знаю, что это, колонки или не колонки. Я не знаю, что это такое висит. Мне очень понравилась реакция вот этого вот мужчины, когда мы проходили мимо. Он так улыбнулся, что у меня аж чуть рот от улыбки тоже не разорвало, потому что это такая искренняя у него улыбка была, я просто не мог не улыбнуться и не поздороваться. Это не тот, который с нами в лифте ехал? В лифте? Да они же все для меня на одно лицо. Все азиаты на одно лицо. Ты что, не знал?
Макс, я настолько не смотрю на людей. Я пытаюсь... Все мои силы сейчас уходят на то, чтобы люди видели максимально красивую, информативную картинку. Поэтому я людей даже не вижу. Понимаете, что эта дорога идет тоже не по острову. Она идет над водой. Можно видеть сваи. Вот они. Сколько стоит все это, даже предположить не могу. Мы с Максом недавно были в относительно новой школе. И, так как никто не свяжет наше посещение школы с этим видеороликом, мы были в нескольких школах, поэтому можно, думаю, эту информацию разглашать. Были мы в школе, спрашиваем, сколько стоило строительство этой школы? Озвучь? Я не помню. 2 миллиарда юаней. 2 миллиарда юаней. Нам все показали, было классно. Но самый дорогой объект, который мы с тобой видели, это... Макс, туда. Это лесной пояс в Сиане. Сколько он стоил? 6 или 10? Не помню. Это даже не какие-то там зачуханские миллионы, миллиарды. И представляете, насыпать целый остров, а потом на нем еще и построить. Стоимость не укладывается. У меня в голове я таких Google цифр не знаю. Хотя здесь тоже написано, рисовать граффити нельзя, но рисуют. Ну так это видео в парке нельзя. Да везде нельзя, просто рисуют, нарушают законище. Ох, как бежит. Тяжко ей. Аж так дышит. Так, что здесь такое? Ядеа какая-то. Здесь байки, в смысле эти скутеры. Скутеры нам не очень интересно, поэтому мы пойдем смотреть другие транспортные средства. И возвращаемся к теме как раз транспорта. Остановка автобусная, общественного транспорта. Ближайшие автобусы 28B, 29, 102X. Температура плюс 24 градуса. Влажность воздуха 55%. Вот так выглядит автобус. Проехать можно по карте. Наверное, QR-код от этого. Максик. От Алипея Гонконг. И, возможно, еще какие-нибудь там карты. Но мы ездили за наличку. 3 года назад за наличку можно было ездить в автобусах. Сейчас не знаем, потому что все очень быстро меняется. И, возможно, в данный момент уже нельзя. Сибиндю. Точно не устал? Как-то выглядишь грустно. Где улыбка, Максимка? Максик, где твоя улыбка? Полная задора и огня. Ох, какая яркая ошибка. Чуть глазище выпал. Ай, не выпал у меня. Реально так ярко было после выхода. BMW. Бэхи. Заходить не будем, просто покажем через стекло. Если, конечно, что-нибудь будет видно. Да, плохо видно. Вот такая бэха. Стоит 269 мопов. То есть это что в рублях? Почти 4 миллиона рублей вот этот вот мотоцикл. Вон там есть за 5 миллионов рублей. BMW X7, не знаю сколько стоит. Тут только для мотоциклов возле входа ценники. Все остальные, чтобы узнать, надо заходить внутрь. iX, нет,
HiX. Ну, а если бы мы были покупателями, то нас бы вот сюда пригласили, коньячок налили, шампусик, может быть, Henrion. И дали даже покататься на e-драйве. Да, райончик такой отдаленный. Да, такой, ну, очень непрезентабельный. Но именно здесь располагается большинство вот этих вот салонов мобильных средств передвижения. А вот красненький смарт. Такой масенький-масенький. Здесь что-то с бумагой связано, да? Да. А по-китайски что написано? Что-то с бумагой. Что-то с бумагой. Ну, я и по-английски понял, что что-то с бумагой. Сверху храм, а здесь какой-то интересный, я даже не знаю, наверное, жилой массив. А может быть, тоже что-нибудь храмовое. А может, вообще школа. Тут иногда фиг поймешь по архитектуре, что это такое. Мы выходим из района, где хотели посмотреть автомобильчики. Роде Докадос Холландесес. Здесь часы втюхивают, да. Made in Swiss. Макс, как ты думаешь, сколько вот из этих дедулек и бабулек миллионеры? Ну, не знаю, половина. Ну, учитывая, что им рассказывают про часы. Шведские. Или швейцарские. Швейцарские, наверное. Швейцарский нож. И швейцарский шоколад. А сыр какой? Сыр. Ну, швейцарский, наверное. Вот как бы это смешно ни звучало, Швеция, Швейцария, две абсолютно разные страны, но многие, во всяком случае, россияне путают, что откуда. Так же, как при прилете в Австрию написано, здесь вы не увидите кенгуру. И это какой-то ресторанчик. Япона, мать. Ну да, я мог бы догадаться вот по таким вот дощечкам. Что? Да не, хорошо, зашли в тенек. Ну да, стало прохладней, это раз. Во-вторых, не так ярко. Там прям вырви глаз, выжги сетчатку. BYD. Ну, BYD у нас производится, вообще завод BYD, чуть не сказал фабрика, не обидел крупного производителя, находится в 100 километрах от нас. Огромный завод, вдоль него на машине час ехать можно. Конечно же, с собственным построенным городом. Пожалуюсь в очередной раз. Это для тех, кто... Ламборгини не покажу. Где вход в Ламборгини? Где дверь? Макс, тут дверей нет. Я могу только вот так ее показать. Ламборгини. А правда, а где вход? Вот вход. Они уже поржали, вон. Они уже поржали над нами двумя лохами. Нихао. Мы хотим вашу Ламборгини показать. Вот, смотрите, какая офигенная тачка. Да, я уже набрался смелости. Там есть курточки кожаные, можно купить. А здесь можно понаслаждаться вот этой вот офигенной машиной. Ну вот теперь вы знаете, где купить Ламборгини в Макао. Будете в Макао, заходите в салон Ламборгини. Бай-бай. Что он сказал, когда мы там были? Я не расслышал. Привет по-русски. Ну, он не сказал, идите отсюда, точно.
Ну вот и Lamborghini. Макс, спасибо, что ты мне ее показал. Так бы мимо прошли и Я даже... вообще удивился, как ты не заметил его. Вообще, я ж тебе говорю, у меня такая сосредоточенность сейчас, что когда мы вернемся вечером, я не буду помнить ничего, потому что мозг работает на 110%, но не все равно может заметить. Ты посмотри, сколько информации вокруг нас, и всю ее можно увидеть. Вот даже глядя на это видео, только если несколько раз пересмотреть. А мы-то видим больше, у нас угол обзора намного больше, чем у камеры. И мы башкой мотаем быстрее. Поэтому информация просто переполняет меня. И как в Джонни Мнемонике, все, что не умещается, вытекает через рот. Как где? Чё? Ты Джонни Мнемоник не смотрел? Нет. Ну, «Матрицу» хотя бы смотрел. Да. Кто там в главной роли? Я не знаю. тут- Киану Я Ривз. не помню. Вот, с Джонни Мнемоники, до того, как он снялся в «Матрице», был фильм про, на самом деле, тема похожая. Будущее, ну, может, не это, не виртуальная реальность, но перенос информации в мозгу человека контрабандой. В общем, смысл такой примерно. Для того, самое ценное в мире стала информация. Для того, чтобы ее перемещать, в мозг вшивали чип, загружали. О, Yamaha. Извините, еще маленькая. А блин, где вход? Прошли, что ли, опять? Да ладно, вот, короче, тут Япона машина. Много-много Yamaha. Возвращаемся к Джонни Мнемонику. Тебе слышно меня хорошо? Да. В мозг встраивали чип, загружали туда информацию, и человек контрабанды эту информацию перевозил. Куда, зачем, я уже честно не помню. Но объем любого же накопителя ограничен. Это же не китайская флешка, на которой написано 1 терабайт, на самом деле 1 мегабайт по кругу записывается. Так вот, у него переполнение возникло. Смотреть направо написано. У меня сейчас весь фильм заспойлеришь. Да. Ну, это самое начало. Это ему начали заливать в мозг, место закончилось, и часть информации переместилась из чипа мозгового прямо в мозг. Вот давай там глючить, он не понимал, где реальность, где нет. Захотелось посмотреть? Ну, может быть, да. Джонни Мнемоник. Добро пожаловать в ретро-футуризм уже практически. Шоурум Ямахи. Тоже, видишь, прошли, потому что я просто не заметил дверь, а потом мне стало влом. Я подумал, что круче Lamborghini и Bentley мы тут как бы ничего не увидим, наверное. Ну что, Yamaha, синтезаторы. Название улицы, если что. Вот так здесь строят домики на сваях. Улица Рыбаков называется. Улица Рыбаков. Макс перевел с португальского. Горки начались. Но это на самом деле такая маленькая горочка. Че я камеру повернул? Что я хотел сказать? Сегодня у нас горки будут намного круче. Так что, чтобы у нас хватало сил, поддержите нас лайками, комментариями и общаемся в чате во время премьеры. Если у меня пальцы не отвалятся, я смогу вам отвечать. Но я сделаю все возможное, чтобы мочь. А может, Макс будет в чате отвечать? В чате? Ну, не знаю. 12 часов сидеть в чате, читать Да, комментарии. вы не поверите. Сначала гулять 12 часов, потом обрабатывать видео 12 часов, даже дольше. Потому что иногда бывает, что доработка требуется. Потом рендеринг несколько суток. Потом
заливка несколько недель. А потом еще в конце 12 часов смотреть и отвечать на комментарии. Это явный передоз Макао будет, но это у нас. Вы-то это все видите впервые. И, скорее всего лишь средний просмотр любого прохождения около 20 минут. То есть из этих 12 часов, которые мы планируем сегодня гулять, вы посмотрите, вас хватит всего лишь на 20 минут. Так что поддержите нас чем-нибудь, желательно донатом. Все реквизиты в описании, чтобы мы могли эти 12 часов пройти и вас порадовать. Максу на шоколадку не прошу, хотя можно было бы. Так, туалет сверху. Макс, вот скажи, зачем я сюда пошел? Не знаю, в туалет. Но отсюда все равно в туалет не подняться. Зачем ты сюда пошел? Я не знаю. Потому что пока я тут рассказывал про трудности наших прохождений, плакался зрителям. На самом деле мы обожаем так гулять. А вот все остальное, конечно, да, посложнее, чем прогулка. Я случайно повернул не туда, куда хотел. Почему-то мне подумалось, что хочу туда, а нет, я хочу сюда вместе с вами. Я же правильно хочу? Да, наверное. Возвращаясь к донату, напомню. Собираю 10 тысяч юаней. Ну, я поставил на самом деле 100 тысяч рублей. Для того, чтобы я для вас смог съездить на север Китая и снять вам снежный Китай. Здесь мы за 3 дня пребывания и всего лишь за одно прохождение потратим около 20 тысяч рублей. На снежный Китай 100 тысяч, на самом деле, это самый минимум. Это если снова я один буду. Понятно, что дети не поедут, сидя в поезде 2 суток. Снова один буду мучиться. Ну, ладно, если буду мучиться и жить во всяких говноотелях, сниму этот трешак для вас. Но хотелось бы все-таки хоть нормально ехать. Для того, чтобы во время съемок деревень вас радовать своим счастливым голосом, а не заплетающимся языком из-за того, что не выспался на лавочке в 30-градусный мороз. Видишь, вот тот символ, который был. Какой символ? Ну, который ты говорил рядом с границей. Ага. Это, видимо, вот зарядки. Кругляшок вот этот вот. 7, да, там тоже 7 было написано. Точнее, ЦЕМ. Да, точно. Молодец, ты очень наблюдательный. Возвращаясь к прохождению, точнее, истории прохождения. Мы с Костей хотели проходить Макао. Костя — это мой друг, с которым мы проходили Гонконг. Когда я 10 часов в туалет не ходил, выпив 20 литров жидкости. Но я решил его не звать, потому что в выходные здесь отели стоят неимоверно дорого. Мои финансы не позволили бы сюда приехать с ним. А он может только по выходным, он рабочий человек, не свободный, как я. Поэтому Костю не позвал. И мы поехали с Максом, так как вдвоем гулять веселее. Больше видим, больше показываем. Вот смотри, мотоциклисты не хотят останавливаться. О, спасибо. Машины сразу останавливаются, а мотоциклисты не хотят. Почти как в Китае. В Китае велосипедисты и мотоциклисты — это вообще самые главные создатели хаоса на дорогах.
А где это мы с вами? А мы с вами на кладбище. Мы сегодня говорили про циферки 1-2. Я вижу вот там циферку 1-2. Вот самая крайняя. Видишь, 1,628 могила. И там написано на, я так понимаю, новыми иероглифами, если 1 и 2 правильные, да? Я вижу вон 5. А, так это годы смерти, годы жизни и смерти. Да. Здесь именно написано нормальным, упрощенным китайским, нетрадиционным. Не, ну кроме цифр здесь все написано традиционно. А, все-таки цифры Ну, это... видимо, просто цифры, если писать традиционно, места не хватит. Видите, там даже цифры написаны иероглифами. Давайте Там я... даже 0 как кругляшочек, а не Даже как иероглиф. 0. Вот смотрите, видите? Я для сравнения опять про язык говорим. И про многокультурие Макао. А вот рядом все написано на английском. Цифры указаны нормальные. Какие мы цифры, Макс, используем? Арабские нормальные цифры. И тут же крест. Часть кладбища китайская, а вот там на горизонте перед забором там европейская часть кладбища с крестами, там христиане похоронены. Но здесь я не знаю, как правильно это называется. Точнее, у меня есть в голове, но не буду говорить это, а то вдруг ошибаюсь. Здесь кремация. Там именно классическое захоронение в земле, здесь кремация. Ну вот, наверное, пришло время поговорить и о религии, пока мы идем дальше, о вере. Кстати, это кладбище было у меня в ролике, когда я рассказывал про то, что Китай не Макао. Но вот здесь вот печи для того, чтобы на тот свет предкам передавать деньги и другие блага. Это не для кремации людей, не подумайте, эти печи, это именно такое, как сказать-то, религиозная тема, тема верования. Сегодня мы с вами еще не посетили ни один храм, или мы были уже хоть в одном? Нет. Нет, Ну, еще мы нигде. видели маленький. Мы видели, да, эти храмы предков. Главная вера на территории Макао и на территории Китая, кстати говоря, не буддизм. Некоторые говорят, что китайцы буддисты. Ничего подобного. Огромное количество буддистских храмов. Но если даже китаец буддист, все равно он не чистый буддист. Он, скорее всего, также соблюдает все поклонения предкам. Общая концепция какая? Ну, если можно говорить о концепции. Все предки у китайцев живут в параллельном загробном мире. Они там живут как обычные люди. Для того, чтобы им было хорошо жить, отсюда надо им передавать дары. Именно поэтому они сжигаются. Все, что сжигается вот в таких вот печах, ну не обязательно печах еще, они что, котелки используют, все что угодно, да. Именно вот такое религиозное сожжение, все передается им на тот свет. Вы могли в интернете видеть видеоролики, как там макеты машин сжигают, вот все это передается предкам. Там они хорошо себя чувствуют и могут влиять из того мира на наш мир, помогать всем своим предкам. То есть это именно культ предков, не то, что мама, папа, бабушка, дедушка максимум, а абсолютно все предки оттуда влияют на всех своих потомков. В Китае очень много потомков. Так, Макс, твоя помощь нужна. Нет, они все его потомки. Нет, этого философа Конфуций. Конфуцианство — это не религия, это скорее свод правил и, ну хотя ладно, религиозные принципы жизни, да, уважай старших, вот такое вот все простое. Так вот, в городе, где похоронен Конфуций, есть кладбище, где очень долго хоронили всех потомков Конфуция. И там только несколько
десятков тысяч могил. То есть от Конфуция прошло очень много потомков, и те, кто следят именно за своей родословной, они очень гордятся и передают на тот свет вот предкам, в том числе и Конфуцию, вот эти все дары для того, чтобы лично Конфуций им помогал жить в этом мире. Это очень грубо, возможно, где-то с ошибками, я много ошибся. Ну, я не сильно разбираюсь. Но в целом именно про предков это вот так. Буддизм это, наверное, вторая вера по количеству вообще во всем Китае и в Макао. Это путь просветленного. То есть Будда это не бог, это полностью просветленный человек. Понятно, у них там огромное количество вот всех этих, как медитация, вот это вот просветление. У китайцев чисто буддистские храмы, конечно же, есть. Особенно их много в Тибете, спасибо. В Лхасе там огромные. Мы были в, как город называется, в Шангри-Ла. Там много буддистских храмов. Но все равно, даже на эти буддистские храмы есть влияние вот этой вот культа предков. И поэтому многие храмы такие комбинированные. Конфуцианство мы уже вспоминали. Есть даосизм. Даосизм это путь веры, или как, в общем, полилабакал. Даосизм это такая, ну, как это, как перевести на русский дословно? Даосизм, путь, да, это вера пути, да. То есть это не ты в моменте, а твой путь в жизни. Но даосизм мы трогать не будем. Перейдем к христианству. Если в самом Китае, говорят, христиан много, но в целом относительно огромного населения не очень, то в Макао христианство намного больше распространено, конечно же, благодаря Португалии. Вот на том кладбище, на котором мы с вами только что были, много христианских могил, и почти на каждой из них написано, что этот человек занимался, нес христианство в Китай. Как называется? Проповедовал. Ну, проповедовал христианство, а когда вот человек прям берет, собирается и едет в другую страну, нет, это не крестовый поход называется, если вы хотите сказать, а... Евангелизация? Нет, евангелизация это не то, тоже. Если вспомним, скажем, красивые уже домики. Че, правда не вспомним, да? Вот сейчас, прям в этом моменте. Он поехал нести христианство на Филиппины. Они... О, сюда пойдем. Ладно, временно оставим эту тему. Здесь много христианских храмов, в основном католические, потому что Португалия это католическая страна. Баптистов много и других протестантов. А вот православных я здесь не слышал и ни одного православного храма не видел. Переходим от веры к трущобам. Вот такие у нас переходы, но не мы их контролируем, контролирует наш путь. Мы хотим подняться на гору, но прежде чем мы туда пойдем, хотим показать вам вот эти вот домики. Это, ну, судя по виду, очень старая застройка. Если где-нибудь найдем надпись, какого года все это, Максик, внимательно будете смотреть, хорошо? То мы вам скажем, в каком году это построено. А в Китае тоже много таких, но это... Да нет, это как раз скорее больше похоже на китайскую. Вообще, Макао был поделен на две части. Китайскую и португальскую. Они между собой долго собачились, но вот здесь мне очень нравится. Я думаю, где-нибудь там готовят, но хочу я вам показать вот это. Это был когда-то дом. То есть вот прям гора, и дом встроили в гору. Я не знаю, сколько ему лет было, когда вот это все достраивали. Обратите внимание, там совсем старая вот в углу кладка. Это бетон залитый. Здесь, скорее всего, была кухня. Или это красный уголок как раз с
свечи здесь ставили. Вот все, что осталось от дома. И мелкая-мелкая плитка на полу. Я даже не представляю, как эту плитку выкладывать. Это же капец. Посмотрите, какая миленькая. Это не то, что сейчас некоторые панели клеят, на которых эта плитка нарисована. Это прям настоящая мелкая плитка. Ну и крутое дерево было когда-то. Здесь тоже что-то вделано было в стену. Вбетонировано. И вот подъем. Я сейчас даже не смогу наклониться, чтобы пролезть вот в эту дырку. Поэтому пойдем найдем обход. Мы точно знаем, что здесь дорога есть. Но пока возвращаемся к трущобам. Только что откуда-то так вкусно пахло едой, что у меня желудок снова начал урчать. Не парковаться написано. Давай вот здесь пройдем. Давай. Это электрозаправка, что ли? Вот, смотрите, опять вот это 7. 7, как прочитать? 7. Осторожно, высокое напряжение. Это, видимо, какая-то... Тут до сих пор разносят почту. Это, наверное, спам. Все спам. Кстати, хотите увидеть спам? Настоящий спам, от которого пошло слово спам. Здесь он продается почти в любом магазине. Дом коридорного типа. Там еще один выход в конце, прям сразу на дорогу. Ну и квартирки влево-вправо. Запах такой затхлый, не очень приятный. Ну и вы видите, все в паутинке. Пойдем отсюда, что-то у меня в горле першит. Так. А машинки, видите, какие стоят возле этих трущобочек? Балкон, конечно, просто мега крут. Вообще, зашибись. Не удивлюсь, если в этой квартире живет владелец вот этого автомобиля. Или вот этого, может быть. А может и вот этого. Но самое смешное, они реально могут быть богатыми, эти люди. Жить вот в этих вот, ну, вы помните, ВВП на душу населения 20 тысяч, даже больше. А вот это вполне могут быть их гаражи. ВВП 60. 60. Это 20 тысяч населения на квадратный километр, да. ВВП больше 60 тысяч долларов в год на человека. Это прям, ну, очень много. Но это, я надеюсь, вход, который мы искали. Мусорки здесь вот такие. Закрытые. Интересно, для чего их закрыли? Сортировать предлагают. Ага. Перед тем, как выкидывать мусор, нужно помыть бутылочку. Че, серьезно? Ну, видишь? Точно. Вылейте все содержимое, помойте водой, а потом только кидайте сюда. Как вы думаете, они так делают? Я очень сильно в этом сомневаюсь. Я тоже. Ну вот представим, иду я по улице, хочу выбросить, и что, я это буду делать? Нет, конечно. Ой, 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 как страшно там. Здесь прогулочная зона, судя по тому количеству забора вокруг, для собак, наверное, да? Да. Да, точно. Для собак. Убирайте, пожалуйста, за своими какашками. Правила описаны с 7 до 24. Открыт этот парк. Здесь, пока собачка гуляет, можно позаниматься спортом, покушать, пообщаться с соседями. Вот из этих вот домов. Сейчас мы на них сверху посмотрим. Но я думаю, вы уже прониклись. Вот. Где-то здесь готовят. Возможно, вот из этой дырки, это с кухни, скорее всего, вентиляция, несет так вкусной едой. Я даже знаю, чем это пахнет. Это пахнет такой редькой с помощью приготовления хоншао с мясом, с тушенкой такой говяжьей. Я сейчас подавлюсь. Хватит. Ну, Пойдем. похоже, меня так кормили в садике. Ну, пахнет очень вкусно, и запах реально знакомый. Тут тихо, спят.
Сколько шагов? 17 тысяч. Тяжко. Нет, не сильно. Я привык по лестницам бегать. А, вам же в школе лифтом запрещали пользоваться. Вообще капец. Ну хотя что, один лифт на младшую школу, если все им пользуются, на всю среднюю школу, тогда бы там вообще никто им пользоваться не мог. А вот у меня сердечко не выдерживает. Так. Туда, куда-то вниз. Нам на крышу этой горы. Извините за мое тяжелое громкое дыхание. Это погружение. Да, полное погружение. Вы идете рядом с нами, и вам уши закладывает от моей дыхалки. Вчера только постригли. Да, очень красивые. Это похоже на железное дерево, на самшит. Во всяком случае, маленькими блестящими листиками. Могу ошибаться. Мозаика. Огромный дракон над Евразией, у которого из пуза какой-то огонь вырывается, и надпись «Институт туризма». Это Институт туризма Макао. А там дальше вон Education ресторан. Так хорошо в теньке стоять. И мне уже даже покупаться захотелось. Может, пойдем до пляжа с черным песком, полежим там? Пешком. Пешком, да. Че, не хочешь? Да нет. Там вроде ровная дорога, в гору лезть не надо. Ну, правда, мы на автобусе тогда ехали часа полтора. Соответственно, пешком я даже боюсь представить, сколько туда. А чё, я же могу ткнуть на карте и посмотреть. Что-то мне тут куча смс-ок. Ага, посмотришь тут на карте. GPS показывает, что мы в море где-то возле Гонконга. Ну вот, как раз хотел Так. поплавать. Вот этот пляж. Сейчас, секундочку. Вот, Институт туризма. Макс, расскажи людям, чем в институтах туризма должны заниматься люди. Учить туризму. Учиться туризму. Ну да. Я не знаю, как заманивать туристов и обманывать на деньги. Почему на деньги? Ну на что еще обманывать, как не на деньги? Итак, идти туда 8 часов до пляжа. Ну, Вот не так отсюда, плохо если. вообще. 8 часов, да спокойняк. Да, это неинтересно. Я тоже думаю, там неинтересно, поэтому мы пойдем другим путем. Пляж мы вам уже на самом деле показывали. На Денвас ТВ можете найти очень многое. Иногда пишут: Денис, сними это. Я говорю: так снял уже. Мы не видели, вот вам ссылка. Окей. Сними про то. Да тоже снимал. Мы не видели. Просто поищите на канале на интересующую вас тему видеоролики. Их там уже 1500, наверное. Мы вот в этом парке находимся вот здесь. Где-то здесь есть пушки. И можно подняться на
опушку, откуда можно посмотреть на город. Пойдемте вот сюда вот посмотрим. Ну и на пушку заодно глянем. Интересно посмотреть, что здесь есть. В связи с тем, что GPS не работает упорно, я только что выставлял конечную и начальную точку вручную, поэтому плюс-минус мог ошибиться. Я не могу запустить приложение, например, GPS-тест, чтобы узнать высоту над уровнем моря. Так что, извините, не знаю, насколько мы поднялись. Но самая высокая точка в Макао — это... Дедушка так смотрит на нас, интересно. Серьезно? А я увидел туалет, надпись. Да. А у нас с собой бутылочки нет. Но написано, в рот сразу не наливать и руки здесь не мыть. Ну, я бы теплую воду сейчас в любом случае не пил. А что, она бесплатная? Ну, наверное, Точно, да. просто нажимаешь кнопочку и все. Вот пушка. Ну, она такая отреставрированная, красиво покрашенная, даже не вызывает восхищения, как будто она древняя. Там сотрудники корни лососа дергают, сейчас продадут сразу в ресторан или на рынок. Я не шучу, это, наверное, лотос такой красивый вот цветет, бордовеньким. Рыбки, карпы, кои плавают. Ну, насчет корней я, конечно, пошутил, что он выдергивает. Он просто обрезает старые листья, чтобы все это выглядело красиво. А вообще это не просто озеро, это озеро с фонтанчиками. Такой фонтанчик слабенький. Скорее всего, потому что он полностью мобильный. Сверху стоят, наверное, светодиоды, маленький двигатель, батарейка. И он тут же забирает эту воду и брызгает вверх. Вот и все фонтанчики. Но это плавающие. Вот до чего здесь техника дошла. Но знаете, чем привлек мое внимание мужчина? Я на него камеру не стал направлять. Это, видимо, какой-то профессор, явно иностранец. А, вон он ушел в фиолетовой футболке. Сейчас я вам немножко прозумирую. Где-то вот он там идет. Он на нас только что посмотрел. Может, он просто по-русски понимает? Или знает наше творчество? В общем, он очень похож на актера из сериала «Альф», который играл отца семейства. Вот прям очень. Я на него обратил внимание издали, еще до того, как он нас заметил. А потом, когда он встал и на нас смотрел, я несколько раз глянул. Прям вообще. Я не помню, конечно же, как зовут актера. И даже не помню, как зовут персонажа сериала. Кроме Альфа, я там никого не помню. Но похож один в один. Блин, я надеюсь, что там сверху что-нибудь интересное. И смотровая площадка того стоит. Не исключено, что это еще один из старых фортов. Здесь их 3 или 4, я уже сбился со счета. Тут идет фотосессия. Интересно. Тихо. Кого они там смотрят? Птичку, наверное, какую-то я не вижу. О! Кому эта пушка не угодила? Вот что за вандалы приперлись, пушку сломали. Я не верю, что колесо само отвалилось, и она так перевернулась. А что, коровы мычат? Слышал только что? А, это бензопила, наверное. 1866 года постройки это здание. Ну что ж, входим, а тут вообще что-то непонятное написано. Макс, тут есть по-корейски, не, по-японски, сможешь прочитать? Вот на японском, на английском, на португальском и на китайском. На русском нет, поэтому, извините, я не могу. Что это хотя бы? Форт.
Форд, хорошо. Ну, относительно новый, по сравнению с другими. Ну да. В другие старые мы тоже сходим. Валанчики валяются. Что это за помещения такие непонятные? Что-то слишком новым выглядит. Самый новый, ему всего лишь 150 лет. Фу! Ни одного человека. А все почему? Никто не добрался. Даже вы. Во-первых, никто не поднялся. Во-вторых, потому что он находится совсем вне туристической зоне. А в-третьих, потому что он не указан ни в одном путеводителе. Если вы возьмете путеводители по Макао и изучите все фотографии и даже прочитаете, возможно, будет указано, что не один форт в Макао, а несколько. И даже, может, его название указано, но ни фотографию, ни местоположение вы не найдете. Отсюда открывается вот такой вот вид на... Хотел это назвать трущиками, но нет, это не трущики. Вот они, трущики снизу. Вот они. Возле которых мы с вами только что проходили и в окна которых заглядывали. Сейчас мы будем спускаться, еще раз на них посмотрим. С той стороны что-то более приличное. Сейчас будем уходить, глянем. Макс при каждой возможности уже садится, видимо, устал. В эту сторону видно стадион. Достаточно большой стадион, абсолютно пустой. Видимо, сегодня не идут Олимпийские игры здесь. Опять дешевая страшная застройка. Они реально вот некрасиво выглядят. Я не знаю, что вы видите на камере, но вот это некрасиво. Окна прям вот даже в Китае. Я хочу сказать так. Вот посмотрите на эти низкие дома. Вот так выглядят трущики в Китае, кроме крыш. На крышах там нет пристроек. Это невысокое такое бетонное здание, а сверху они понастроили еще самостроя, понаделали деревня на крыше здания. Вот трущики Китая вот так выглядят, но без верхней части. А здесь же вот эти вот страшные дома, вот такие вот высокие. Трущобы — это дешевое, некрасивое жилье, где, вот остальное не будет совпадать, но вот первые два, да, где живут местные жители, где очень часто процветает преступность. С преступностью вроде здесь не так страшно. Насчет трущоб это вам не фавелла. Но вот по всем остальным параметрам это прям трущобы. Если смотреть вот в эту сторону, то вот это уже трущобами я никак назвать не могу, потому что выглядит прям намного приятнее. И снизу тоже приятнее. Там и дворики красивые. Но если вот сюда глянуть, то снова видно какое-то высокое здание, а на крыше прям понастроены вот эти самые фавелы, которые я только что упомянул. Надеюсь, вы смогли разглядеть. Сегодня достаточно сильная дымка. Вот снова перед нами огромное количество трущоб, через которые мы тоже с вами прогуляемся. На горизонте вот этот вот небоскреб посередине экрана, это уже не Макао, это Чжухай. Но если посмотреть чуть левее, видно снова башню телевизионную и боком к нам развернутый Лисбоа. Я не знаю, как правильно читается это на португальском, у меня Лисба да Лисба. Даже иногда бывает Лесба проскакивает, когда не могу вспомнить. Просто у меня все ассоциативно. Если знаю, как придумать ассоциацию, потом еще смогу вспомнить. Если ассоциации нет, ничего не могу. Идем дальше? Да. Что это такое? Я не знаю. Возможно, здесь стояла высокая еще одна металлическая палка, которая является громотводом. А может быть, это мачта корабля. Я не в курсе. А может, это флагшток. Тоже как вариант. Так, а в ту сторону мы видим фотографов вдоль, рядом с которыми мы снова сейчас будем проходить потихоньку, для того, чтобы не спугнуть их птичку, бурундука, белку или кого, за кем они там охотятся. Вниз вот такой вот форт. Вы, в принципе, до него можете дойти, несмотря на то, что мы не кидаем карту нашей прогулки, потому что не имеем возможности... Но
не сюда. Это не здесь. А где спуск-то? Туда. И точку на карте не кидаем. Вы можете полностью пройти по нашему пути? Чё, слабо что ли? Мы с вами в дороге всего лишь 3 часа 59 минут. 3 часа 59 минут. Значит, сейчас сработает будильник. Ну, ждем. А у тебя уже на 10 минут отложил. А тот я давно выключил. А, Будильник я поставил на каждые 2 часа, чтобы он напоминал, что 2 часа прошло. И пора снова напомнить, чем же мы тут занимаемся. Сейчас мы находимся в одном из 3 фортов, которые сегодня собираемся посетить. Давай немножко в теньке прям постоим. Ты что-нибудь расскажешь зрителям? 1 минутку. Не успел, потому что сработал будильник. не услышите от меня ничего. Облом. Приветствуем снова зрителей канала Денос ТВ. Мы с вами в Макао проходим Китай. Это уже не знаю какая серия, давно не начальная. С первой серии прошло, наверное, лет 5, как я решил выйти в Гуанчжоу и пройтись через весь город. С тех пор мы с вами посетили штук 10, наверное, городов. И сейчас вот проходим Макао. Уже 4 часа в пути. Идем дальше. Сейчас нам нужно тихо идти, потому что здесь фотографы кого-то снимают. А модель стеснительная, боится убежать от громких звуков. Не понял, кто там. Я тоже. Кроме фортов, в которые мы сходили, здесь наверху еще есть вот такая площадка для отдыха. Везде указатели. Макао — это туристический регион мира, поэтому много исторических мест. Например, не удивлюсь, если вот эта вот булыжная мостовая тоже тысячелетней давности. Ну нет, не тысячелетней, ладно. Еще немножко про историю Макао. Макао, Макао, ку-ку-ку. Первое поселение китайцев, ну вообще первое поселение людей в Макао датируется 3000 годом до нашей эры. То есть здесь люди жили уже 5000 лет назад. А потом сюда пришли китайцы. При том, что некоторые китайцы сюда бежали от татаро-монголов, которые в тот период захватили большую часть Евразии, в том числе и Китай. Сюда они убежали, здесь осели. В 16 веке сюда приплыли португальцы и начали соседствовать с китайцами. Платили аренду за свое пребывание, построили порт и отсюда торговали со всей Азией, в том числе с Индией, которая потом стала португальской вроде, потом английской. В общем, я в этих всех... Не, Максик, мы оттуда пришли. Давай пойдем вот сюда, да. Потом португальцы сказали китайцам: а не пошли бы вы в жопу? Вы тут все скурвились на своих наркотиках, которыми вас напичкала Англия. Поэтому мы больше вам платить не будем. Ну, китайцы это как-то проживали. Ну, в то время они реально были ослаблены. Хочешь в туалет? Пока рядом. И португальцы, грубо отжали эту территорию. Велись всякие переговоры. Часть острова была китайским, часть португальским, полуострова Макао. Ну а в 20 веке, в конце 20 века, Португалия все-таки лишилась своей колонии, передав Макао под управление Китаю на 50 лет. 50 лет Макао будет являться специальной зоной Китая.
с собственным языком португальским, с собственной письменностью португальской и устаревшими китайскими иероглифами. И говорят они тут не на государственном китайском, который мандарин или путунхуа. Это одно и то же, мандарин и путунхуа, если что. Просто сами китайцы используют именно слово путунхуа, а не мандарин. Почему, кстати, мандарин? Я не знаю, я вообще это не так давно услышал. То есть ты до этого не слышал. Я-то впервые мандарин услышал, потом от вас путунхуа. И, в общем, здесь все свое, кроме того, что это вроде как Китай. А относительно Китая, если вы долго жили в Китае, как мы, впервые приехав в Макао, нам было все необычно. Это я немножко повторяю то, что было в предыдущие 4 часа. Но, приехав первый раз, все необычно. Однако, на один раз страна. Потом я съездил, показал друзьям, потом еще немножко почитал, потом еще раз съездил с другом. И сейчас мы с Максом приехали по просьбам зрителей, которые хотели посмотреть Макао. И понимаю, что это не место на один раз. Здесь можно бесконечно ходить. Все очень быстро меняется. И, кроме, может быть, этих трущоб, я очень надеюсь, конечно, для жителей лучше бы, конечно, если их снесли. Так, этот домик мы видели с той стороны, значит, нам туда. Да. А все остальное очень быстро меняется, и можно каждый год приезжать, находить что-то новое. Но мы вот за последние несколько месяцев я здесь 3-й раз, и каждый приезд нахожу что-нибудь новое. И вот старый Макао, наверное, я так понимаю, это китайская часть Макао, потому что застройка очень похожа на китайскую. Вот это вот чисто китайские трущобы. Посмотрите также вниз. Тут огородики. Места в городе очень мало. Мало того, огородики. Я вон там вижу даже... это поливалка брызгает. Вот там за кустами, ладно, не могу вам показать. Видно даже, по-моему, описание растений. То есть кто-то вот из этого дома развел на склоне огородик. Мало того, развел. Вы обратите внимание, чтобы эти грядки сделать, нужно было выложить камнями, видите? То есть это прям такие достаточно сильные трудозатраты. И вот здесь вот у них огородики. Вот я вам говорил, что верхние этажи это надстройка, а вот здесь хорошо видно. Видите, заканчивается бетон, а сверху кто во что гораст. Там и металлочерепица, и бетонные вот залиты. То есть, видимо, жильцы верхних этажей решили себе еще один этажик пристроить. Я очень сильно сомневаюсь, что эти дома сразу так строились, потому что ни одна строительная организация не будет вот такое вот сверху делать. Им просто тупо не разрешат сдать дом. Ни по каким нормам это как бы не является стандартом, кроме как в самостроенных трущиках. Вот именно вот эти дома видно с крыш высоких домов, либо... у нас такой домик рядом был с отелем, с первым отелем, который мы снимали 3 года назад. И вот эти же самые разноцветные кривые крыши можно видеть со смотровых площадок, на одной из которых мы с вами только что были, и еще несколько посетим. Там на вешалках рыбу сушат. Это же стандарт. Потом они ее и сами едят, и... хотел сказать зрителям, и туристам продают. Вниз спускаться как-то попроще. Что-то мне сегодня вверх подниматься очень тяжело. Вчера была великолепная погода, просто идеальная для прогулок. Сегодня она еще лучше, солнышко светит. Красиво, все вокруг ярко, блестит, переливается, но жарко. В тени более-менее приятно. Вот здесь сейчас прям кайф. Не душно все. Да. Но стоит выйти на солнышко, прям печет. Не душно, да, мы только что проходили мимо информационного табло. Прям огороды крутые. Тут, смотрите, даже тропинка какая сделана. На информационном табло было написано влажность 55%. Для юга Китая это очень хорошая влажность. Вот когда видишь там 99, у нас дома датчик влажности был. И весной, когда
Ну, в общем, когда тепло и влажно, а потом резко падает температура, и вся эта влага в воздухе превращается в дождь прямо в квартире, и все плачет. Наш термометр, это в смысле гидрометр. Макс, как называется прибор, который измеряет влажность воздуха? Я не знаю. Он показал 99% и потом просто перестал реагировать, пока не просох. Его водой тупо залило. Мусорки, сами открывающие рот, мы с вами уже видели. Эти закрытые на замочек, и то, что нужно мыть бутылочки, тоже. Храмы предков видели. Про религию и вероисповедание Макао, в частности, и Китая в целом, тоже поговорили. Давайте вот туда еще заглянем. Раз мы здесь в трущобах, я думаю, мы больше таких колоритненьких мест не увидим. Обратите внимание. Нет нигде надписей на португальском. Видишь, все по-китайски. Я, наверное, был прав. Это именно китайская часть Макао. Я думаю, просто на португальском пишут таблички акций государства. А, На португальском не пишут. может быть. Здесь очень сильно пахнет этими свечами, которые... благовониями, да. Ну, я так понимаю, вот это все какие-то, не знаю, производства. Что это такое? Офисы. Ну и входы в жилые помещения. Я вижу дым. Посмотрите, пробивается сквозь... Точнее, лучи пробиваются сквозь этот дым, идущий от храма. Видимо, ветерок оттуда, и весь дым вот сюда. Дышать невозможно. Ну вот еще один храм в углу. Там даже не свечки, там лампочки красные просто. Ну, кстати, Макс, я все-таки буду настаивать, что это китайская часть. Обрати внимание, и зрителям тоже. Видите, на каждом доме есть вот такие таблички. Здесь написано чисто на китайском. Ну, в смысле, старыми иероглифами. А когда мы будем идти по старой макакашной застройке от португальцев, там все надписи будут на китайском и дублироваться на португальском. Запомнили, как это все выглядит, да? Для того, чтобы было с чем сравнивать. Идти мы еще будем очень долго. Что здесь написано? City Car. Это новая надпись. Ой, давай выйдем отсюда. Байки, байки. Найнбот. Контраст. Раз, и через секунду вот такое вот современное стеклянное здание. А вот здесь вообще капец сна. Давайте зайдем. Почувствуйте, какой тут классный сквозняк. Я так понимаю, за этот дом можно зайти, но там забор, поэтому мы перелазить не будем. Проход точно есть, я вижу дверь закрытую. Но здесь, да, камера видеонаблюдения, я думаю, она не работает давным-давно. Ну, хотя что-то там, какой-то один проводок подключен. Может и работает, но она покрылась плесенью. Даже если что-то она и видит, то, скорее всего, это передается куда-то в параллельную вселенную. Но камер в Макао на порядок меньше, чем в Китае. В Китае на перекрестке можно насчитать 10 минимум, до сотни максимум. Я помню, мы в Шэньчжэне на перекрестке возле Фокскона считали, сколько там камер. В итоге сбились, но там было под 50 где-то. На одном перекрестке. О,
Жара, жара, жареное солнце больших городов. Я обратил внимание вот на этот знак, и вам тоже его хочу показать. Что этот знак значит? Мужик в шляпе идет по дороге. При том, что я бы мог предположить, что это у них какой-то собственный знак пешеходный переход, но ведь нет же. Вот прямо перед нами классический пешеходный переход в желтой отражающей рамке. И вот мы вышли на центральную улицу, где видим классический указатель названия улицы, как мы уже неоднократно с вами видели. Влажность воздуха упала до 53%, температура 24 градуса, но на солнце все 40 ощущается. Знаете, как это? Сыну работника гидромедцентра 30 лет. Ощущается как 10. Местами девочка. Я очень часто в свои повествования вплетаю не свои анекдоты. И некоторые считают, что это мой юмор. Нет, это не мой юмор. Я просто много анекдотов прочитал в свое время. Закрыто. Хорошо, мы откроем. Мы хотим вот сюда попасть, но сейчас там идет какая-то детская тренировка. Физкультурка у них. Но я думаю, центральный вход все равно должен быть открыт. Если бы мы напрямую пошли вот к этой точке от места входа из Китая в Макао, то мы бы пошли вот по этой улице, скорее всего. Это одна из таких улиц, которую пропустить сложно. Но мы пошли другим путем и целых 2 часа гуляли по нетуристическим местам. Это... Нет, я не про вывеску, я про храм. Сейчас Макс расскажет. Спроси, можно туда пройти? Уточни, а то он какой-то... Можно, а то там закрыли. Непонятно. Это у нас за храм. Храм династии Минь 1723 года. Потише, потише. Китайцев распугаешь, в смысле детей. Так, ну посвящен какой-то богине моря. Тинхуа. И богине... как Мерси? Меркурий. Нет. Мерси. Спасибо. Ладно, неважно. Напишите в комментариях, потому что я что-то туплю. Сейчас всю дорогу буду думать. Ну, в общем, пока ты вспоминаешь Мерси, это тоже классический китайский храм, смесь всех возможных религий, но не буддизма. То есть, если вы вот здесь вот будете внимательно смотреть, слово буддизм вы вообще не увидите. Построено в 1723 году. Написано на японском, английском, португальском и китайском. Макс, а может ты по-китайски просто прочитаешь, что такое Мерси? Или там вообще... Мерси, я забыл, как слово на русский сказать. Ну ладно, потом Давайте вспомнишь. пока расскажу про этого мужчину. Пошли к мужчине, и ты про него расскажешь. Можешь пока идти только чуть-чуть погромче теперь. В общем, зовут его Лин Цзэчжу. И он во время опиумных войн сжег 1000 тонн опиума. 1000 тонн? Да. Это образное выражение? Нет, буквально Или 1000 тонн опиума. 1000 тонн в опиума? Гуандуне. За это его ненавидели португальцы, и я не помню, убили его или нет. Но, в общем, он стал одним из таких первых людей, которые начали что-то там... Войну против того, да, оккупации европейцами китайских территорий. Ну вот, он в учебниках по истории у нас есть. Да, собственно, поэтому Макс его и знает. Вот этот человек сжег 1 000 000 тонн опиума во время первых... 1000 тонн. 1000 тонн, 1 000 000 килограмм. Первых опиумных войн. По-моему, между первыми и вторыми. Я не помню точно. Я так
не Мгм, запоминал. мгм. В общем, для тех, кто не в курсе, Англия вместо того, чтобы захватывать Китай силой, просто утопила его в наркоте. Все наркоманились вообще. И не только обычные люди, которые, ну, чаще подвержены, но и все руководство во время Второй опиумной войны. Да, если вы посмотрите Про это поподробнее. поподробнее, да. Сейчас Макс попозже расскажет, просто на территории храма мы не будем говорить. Сейчас зайдем. В общем, смысл в том, что просто весь Китай лежал на коленях и просил следующую дозу. И этим воспользовались, вывезя отсюда все драгоценности, вообще все, что ценное было. Я выйду, у меня сейчас голова разболится. Хорошо. Это прям классическая южно-китайская архитектура. Весь Гуандун, юг Китая, вот в таком стиле построен был. Не только храмы, но и жилые дома тоже похожи выглядели. Особенно у богатых. У бедных-то, понятно, там все не так красиво и благородно. Золотой желтый цвет — это цвет императора. Вот эта шляпа на голове плоская — это тоже символ императора. Если бы не благовония, от которых першит в горле, и реально уже глаза слезятся, здесь было бы очень приятно. Но вы можете посмотреть это, не страдая, не вдыхая этот запах. А еще на китайском пишут не только слева направо, но раньше чаще писали сверху вниз. Только для сотрудников по-английски дописали, потому что это туристический храм. Здесь много иностранцев бывает. Уточнили. Даже электрощитки здесь какие-то старые и пахнут историей. Да, снимаю не в HDR. Для тех, кто обратил внимание на перепад освещенности. Чуть не сказал вот этому мужчине: Максик, пойдем. А где мой Максик? А, вон он. Ну и вход охраняют вот такие вот звери, которые похожи на львов, но это не львы. Защита от злых духов. Если просто стоит с мячиком, то, скорее всего, это мужчина. А если вот здесь вот маленький львенок, то это женщина. Пойдем, выйдем и продолжишь про опиумные войны. Вам же по истории или географии это рассказывали? Да. А хотя, может, в принципе, начинать здесь. Они уже собрали тут свои эти початки. Ну,
общем, в 19 же, да, веке были опиумные войны. Вроде. Вроде в 19 веке, Ну, в 19-м точно вторая опиумная была. Первая, наверное, в начале 19-го. наверное, или в конце 18-го. В общем, когда-то тогда Англии нужно было торговать с Китаем. А Китаю ничего не нужно было от Англии, потому что у них все было. Они были самодостаточные, в принципе, как и сейчас. Ну вот. И Англия хотела торговать с Китаем, и поэтому она решила устроить с Китаем войну, чтобы сделать несколько рынков, где они могут торговать. В общем, вот первая опиумная война, что-то Гуанчжоу, там начали торговать, по-моему, еще Шанхай, ну, в общем, как-то так. Ну, а торговать же надо чем-то, чего нет в Китае. Ну, и как раз туда оказался опиум. Ну, и они подсадили весь Китай на опиум. По-моему, по статистике, каждый пятый чиновник сидел на опиуме. Чиновник. И Или это, десятый. Ну, и короче, это точно сидел, они периодически употреблял. То есть сидел, это они в опиумных курильнях безвылазно просто валялись. Ну, в общем, вот, и в Китае был просто капец, а Англия на этом наживалась. Но потом вторые опиумные войны, это она еще больше открыла портов, где торговаться с Китаем. Ну и как-то так. А потом, ну, этот чувак, он сжег весь опиум, и китайцы начали тоже быть, типа, против опиума. Я не зря здесь остановился. Большинство употребляющих опиум, конечно же, давно умерли. Кладбище. Не в привычном нам смысле кладбище, где-нибудь на входе в город, а в центре города. Вот просто такие строения. Обратите внимание на стекляшки сверху. Такая китайская защита от тех, кто хочет залезть внутрь, или от тех, кто убежать. Я сомневаюсь, что кто-то хочет на кладбище попасть сам, повиснув на этих стекляшках. Здесь, я так понимаю, тоже кладбище? Нет. Здесь что-то другое. Что-то христианское. Но я думаю, это... Как называется-то? Где отпевают. Это что-то католическое, я не могу понять, что. Что-то католическое. Я думаю, это храм для отпевания усопших. Ну, что-то, да, связанное с мертвыми людьми. Обратили внимание, да? Там кресты, и внутри Иисус на кресте. Это к католицизму относится. Вот здесь крест уже другой. Хотя нет, тоже похож, но этот крест больше похож на протестантский. А вот еще одно огромное здание перед нами. Чисто в китайском стиле. Сколько здесь? Этажей 5, наверное, может даже больше. Сейчас мы туда тихонько заглянем. Что-то по типу сада воспоминаний, я не знаю. Я Как? половину не могу прочитать. Сад воспоминаний? Ну и зайдя, мы с вами понимаем, что это тоже кладбище. Сад воспоминаний, даже если Макс немножко неправильно перевел, ну в смысле место скорби по усопшим. Вот так это выглядит снизу. На каждом этаже можно найти могилку своего родственника, друга, знакомого, прийти, посидеть, повспоминать. Туалет сверху, снизу, поплакать там. То есть это тоже кладбище. Получается, да. Там христианское, здесь китайское. Как называются вот эти вот, где не кладбище в плане захоронения в земле, а вот в таких вот урнах? Не знаете? Не, Пишите в комментариях. С удовольствием выслушаем ваш вариант. Или вариант ИИ. Давай зайдем вот сюда еще.
со стороны посмотрим. И подойдем вот к этому зданию в тенек, а то там очень жарко. Охранник. Работает с 8 до 10, что-то там написано. Эскалаторы. И вот объявление, которое мы хотели посмотреть. Ага. Ну, это можно арендовать такое место. Можно арендовать зал прощаний, где попрощаться с усопшим. Я правильно понял, да? Давай по ценам сориентируем. Тут очень много циферок, видите? Снизу цифра это общее за все. Вот зал 44 тысячи под так. Это на сколько человек? Вместимость, так, 10 на 12, я так что-то не то. Вот 40, 50. Ага. То есть, смотри, просто аренда 13, а остальное там за Мгм. всякие... Арендовать вот такой зал 13 тысяч, а все остальное дополнительные услуги, и общая сумма выходит 43 тысячи под так. Ну, 500 000 рублей. Там он есть по 60, 78. Вон, например, зал на 350-500 человек. Просто аренда стоит 60 тысяч, а аренда с дополнительными услугами аж 121 тысячу. 1,5 ляма для аренды вот такого вот зала, для того, чтобы попрощаться с усопшим. И мы так поняли, что все это здание, это именно, как это, ритуальное агентство? Ну, наверное, да. Здесь на нормальном китайском или опять накалякали на старом? Здесь везде на старом. Ну, я думаю, вдруг все-таки написали. Ладно, пойдем. Попрощаемся с этим местом. Я не хочу перелазить через забор. Тут везде натянуты цепи. Да, вот такое грустное место. Отсюда люди направляются в мир иной. Ну, это наша жизнь, все мы там будем. И эта тема неоднократно интересовала наших зрителей, спрашивали, как хоронят. Понятно, что вряд ли мы когда-нибудь покажем вам китайские похороны, да, я бы не хотел на них присутствовать. Я бы вообще на похоронах предпочел никогда в своей жизни не бывать, но... Не, вряд ли мы вам что-то покажем и расскажем. Тем более, сами китайцы стараются обходить эту тему за 3 версты просто вообще. Например, у Лениной сотрудницы, кажется, бабушка, что ли, умерла. Лена ее спросила, та сказала, мы ее куда-то там отвезли. Все, на этом весь рассказ закончился. Просто куда-то отвезли. А, так такие птички, Макс, смотри, много где висят. Я раньше не обращал внимания. Вот, прыгает в клеточке. В том парке прям их несколько штук было. В этом парке. Может, это какие-нибудь суперсовременные предсказатели землетрясений или наводнений. Если начнут громко чирикать, значит, все. А может, птиц не хватает? А может, птиц не хватает, и их посадили в клетки, чтобы они чирикали. Здесь перейти дорогу без подъема наверх нельзя. Макс, чем эскалатор лучше лифта? Ну, во-первых, на эскалаторе можно идти, а во-вторых, вместимость больше. А еще, если он сломается, он превращается в обычную лестницу, а лифт в ненужную хрень. Вот где-то на этой горе мы с вами были. И даже вот на эту вот железяку я говорил, что это молниеотвод, либо просто флагшток, либо что еще может быть это? Мачта паруса. О, знакомые слова говорит, прям как на эскалаторах в китайском метро. Я бы сказал, скорее в Гонконге. Ну, может быть, в Гонконге.
Максимка, старайся слева от меня идти. Мне так удобнее, сподручнее. И когда я тебя вижу краем глаза, я не переживаю, что ты Правый потерялся. край глаза меньше видит, чем левый. Нет, край я глаза. просто привык тебя слева. И когда я тебя там не вижу, я начинаю паниковать. Мне и так мозг перегружен. И тем более там у тебя тенек. Вот, тебе я плюсов сколько нашел. Тенек. Самый главный плюс. Вот это, наверное, ночью все гореть будет. Может быть. Но ночью мы еще погуляем. До заката осталось всего лишь... Чего? 3,5 часа до заката. Пипец. Кажется, только Часов проснули. Часа 4,5 гуляем? Да. Мы вроде только вышли. Вообще. А уже сделали 20 тысяч шагов. У тебя как, силы есть? Есть. Да, И- ты под охраной был, я шоколадку съел, все. А все, сил набрался? Молодец. Я столько шоколада в день никогда еще не ел. Ты, главное, смотреть шоколадную болезнь не подцепи. Ага. Макдональдс. Здесь 1+1 нет. Все. Да? Фу, не пойдем. Лучше мы пойдем не в Макдональдс, а на рынок. Так, опять переход до середины красный, дальше зеленый. Строительные леса. Бамбуковые, как в Гонконге. Помните, недавно в Гонконге сгорел жилой комплекс? Он был также весь обнесен бамбуковыми лесами и полыхнул. Что-то там около сотни человек погибло, очень много пострадало. Полыхнули не сами вот эти бамбуковые леса, а вот эта вот легковоспламеняющаяся химическая сетка, которая закрывает. Вот видите, зеленая? Вот эта зеленая очень хорошо горит. А леса, они сами по себе, в смысле бамбук сам по себе горит очень плохо, если он одиночный. Но так же, как одно тонкое полено горит очень плохо. И даже вот так соединенные бамбучины без вот этой химической сетки не загорелись бы так сильно. Проблема именно в том, что бамбук сухой плюс вот эта сетка полыхнули. И сейчас в Гонконге рассматривают закон, чтобы полностью запретить бамбуковые леса. Хотя эти бамбуковые леса в Гонконге как достопримечательность. Там постоянно что-то строится, ремонтируется. Эти бамбуковые леса всегда были, есть, но, скорее всего, уже не будет. Поэтому грустно. Ну, вообще я слышал, что там и поджог, и, ну, в общем, разные слухи о том, что там произошло. Ну, потому что полыхнуть леса сами точно не могли. Мусорка. Помните, я говорил про мусорку, что они все уникальные? Вот, пожалуйста, мозаикой выложено. Это прям тоже достопримечательность. И сначала было необычно, что мусорок именно мелких маловато в центре. А такие вот большие стоят. Мы с вами заходим. Вот адрес на табличке. Мы заходим на рыбный рынок. Ну, может, он не только рыбный, но пахнет рыбой. Так, посмотрим на рыбку. Ну, это вот от этого конкретно ларечка так сильно рыбой пахнет. Сушеная, вяленая, копченая, не знаю, все виды рыбы, чаи, орехи. Ну, в общем, тут практически все есть. И даже вон какая-то селедка маринованная есть. Рыба, утки. Смотрите, висит утка. Если вдруг на вас капнул с нее жир, можете сразу руки вытереть салфеткой. Яйца. Это мелкая сушеная рыбка с глазками черненькими. Тут же он перебирает каких-то, не знаю, что это за запчасти были. Голова утиная только осталась, все остальное продали. А вот фотогалерея. Я не знаю, что здесь делают. Макс, почитай, что там написано. Пожалуйста. Обмен историями. Обмен историями.
Ну вот, лучшие моменты этого рынка вы сейчас увидите. Вот здание этого рынка, в котором мы сейчас находимся. Вот так его ремонтировали с помощью бамбуковых лесов. О, я хочу вот этот вот ларечек Хей-Кей увидеть. Наверное, он где-то здесь. И вот так он выглядит сверху. Мы с вами, я так понимаю, шли вот отсюда. Сейчас пойдем сюда. Но, во всяком случае, я так планирую. Ну и какие тут истории, кроме фотографий? Я не знаю, типа вот напишите что-нибудь. А, отзыв свой, в смысле, оставьте. Понятно. А это что такое? Не знаю, рыбу. Это не рыба, я думаю, это ловля тараканов. Да нет, это на самом деле похоже рыба. А, не рыба. Вот, это что такое? Хлеб, это багеты. Да, это багеты. Ну, может, конечно, тут и рыба, нарисованное здание. И вообще это кухня. Такое ощущение, что это музей. Нет, это рынок с 30-х годов. Вот этот рынок с 30-х годов, понятно, это музей. Ну, видимо, я так понимаю, что свободное место оказалось, и они вот такую вот классную инсталляцию сделали. Прикольно. То есть мы видим рынок и в реалии, вот, берите, подходите, покупайте, торгуйтесь. И вот такие вот выставочные экспонаты. Но Макса что-то там заусило. Интересное. Выставка получается. Вот эта выставка инсталляций. Угу. Ну, я так и предположил. Идет с 16 ноября по 14 декабря 2025 года. Уже должна закончиться, но она все еще здесь. Я увидел знакомую надпись «Икея». Интересно, а в Макао Икея есть? А, не знаю, мне кажется, место для нее нет. Ну, может быть. В Китае есть. Зашли в музей, посмотрели. Ну, давайте еще поднимемся хотя бы вот на этот промежуточный этаж, глянем, что здесь. Ну, очень приличный прям рынок. Смотри, какого краба поймала. Ах, яу. Посмотрите, красотуля. Креветки, крабы, рыбки, какая-то полкамбалы осталась. Здесь некоторые рыбы взвешиваются по 50 грамм. Нифига себе, значит цена у них просто... Там было написано 3 юаня 50 грамм. Я не знаю, в чем логика. А почему так? Не знаю. Может, они по 50 грамм покупают. Один краб 120. А вот эта рыбка одна 15 юаней? На 15 юаней как раз 50 грамм. А, 50 грамм этой рыбки 15 юаней. 300 юаней килограмм получается. Больше 3000 за килограмм рыбка. Выше не пойдем, я думаю, ничего такого необычного мы там не увидим. Ну, такой вот рыночек. Что-то рыбу понюхал и пить захотелось. Прям в горле пересохло. Странно, конечно, что ты рыбу понюхал и пить хотелось. Вообще. Так, наверное, нам сюда. Или еще прямо. Я не знаю. Так, давай подумаем. Давай прямо немножко пройдем. О, зацените. Сверху новая пристройка кирпичная с кучей антенн, а потом идет старое такое узенькое здание. Интересно. Нет, я хочу все-таки сюда идти. Пойдем. Пойдем-ка, посмотрим-ка, что тут у нас. Разгрузка идет замороженного мяса. Задний двор рыночка. Фруктами торгуют. Внутрь не поместились. Либо побоялись, что потенциальные покупатели отпугнутся запахом рыбным. Bank of China. У меня в нем счет есть. Кстати, Макс, нам с тобой надо в банк обновить мой счет.
а то заблокируют нафиг. На чем мы остановились? Говорить про усопших поговорили, про кладбище, про религию поговорили, про рынки. О, да тут рынки кругом. Я знаю, куда мы сейчас пойдем с вами. На открытый рынок. А пока можете послушать звуки улиц. Это одна из центральных улиц Макао, полуострова Макао. Золото. Бриллианты. Улица-то, может, одна из центральных, но какая-то она тихая сегодня. Наверное, все спят после обеда. По-моему, нам нужно перейти дорогу. Знакомые пельмешки. Да, мама в таких лапшу ест. У нас в Country Garden такая есть. Сейчас посмотрим. Нет, можно еще чуть дальше пройти. Пойдем, зеленый. Такие домики мы с вами уже посмотрели вблизи. Что-то снова христианское. Давай вот здесь перейдем. Где-то в этом районе, может даже на этой улице, мы снимали отель, когда первый раз 3 года назад приезжали в Макао. Но сейчас мы его искать не будем, потому что отель и отель. О! И это не сотня байков поехала. Всего лишь десяток. Но если здесь прямо час пик будет, их будет намного больше, уши закладывает. Так вот, если хотите, можете просто вбить на Denos TV в поиске Макао. Не вообще на YouTube, вы можете зайти на канал и искать только по каналу, если вы не в курсе. И там можете посмотреть про Макао. Полиция. Не за нами? Нет, не за нами. А может, надо кнопочку нажать? Да не, местные бы давно нажали, если бы надо было ее нажимать. Помните, я говорил, что на зданиях всегда пишут названия. Там мы видели только иероглифами. Вот пример. Здесь написано и по-китайски, и уже фармасия Сини Саман Сонг Тонг уже на португальском. Я так понимаю, мы в португальскую часть перешли? Оба! Макс, что это такое? Это из черепах желез здесь делают. Я не про желе из черепах. То есть это обычный ресторан? Ну, я бы не сказал, что он прям... Вы посмотрите, какой он необычный. Макс говорит, что здесь делают желе из черепах. Вот здесь какие-то еще корни непонятные. В общем, что-то такое интересное. Но вы посмотрите, как там стильно, как тут круто. Вот это настоящий Макао. Я так понимаю, это небольшая семейная забегаловка. Вот эти самые желе из черепах уже готовые стоят. Но мне прям тут нравится. Очень-очень стильно, аутентичненько. Вот Макао стайл.
в состав, я могу сказать, что здесь зелья варят. Зелья. Вообще какой-то капец. Шаманские. Что там, пальчики Будды, грецкий орех с мясом. Ну или так у них мясо называется, какая-нибудь трава, я не знаю. Пальчики Будды это цитрусовый. Вот что-то варят из... Это яблоки или это груши, Макс? Вот Это это. груша. Груша. Грушевый чай. Грушевый чай. Блин, зачем ты сказал слово чай? Я же после рыбного рынка пить хочу. Напомню, мы с 10 часов гуляем, сейчас почти 3 часа. Я еще ничего не пил и проверяю, сколько же я сегодня смогу пройти без питья, без еды и без туалета. А у Макса эксперимент. Сколько же он сегодня пройдет? Сегодня, скорее всего, будет самая долгая его прогулка. И что я могу сказать? Точнее, я думаю, Макс, ты пройдешь большинство, чем смогут пройти обычные люди. Ну, обычные в смысле не мои сыновья и дочери. Я гулял с друзьями, все они, многие из них выносливые, но Макс Май не менее выносливый, и сегодня узнаем, сколько же он пройдет. Макс, ну ты себя сильно не мучай, если вдруг ноги будут отказывать, ты уж не умирай, ты мне скажи, хорошо? Я не знаю, у меня еще никогда ноги не отказывали. У меня Видите? не бывает, начинают побаливать, но на этом все. Поэтому я пока держусь. Молодец. Ну а если вдруг держалка будет заканчиваться, мы зайдем вот в такой шаманский магазин, попросим, чтобы нам сварили зелье. Настоящая плитка, не подделка. И это выпьем с шаманского зелья. Пойдем дальше. Меню. Рыбный ресторан, что ли? Ну что-то здесь ценник Чё-то- такой. Ламп. А, точно, ценник. Не, мы такой ресторан не потянем. Но если только вот такое одно Это блюдо. за полкило. За полкило. Ну, то есть блюдо может и 5 килограмм выйти. Ну, наверное. Ёшкар-ола. Но это магазинчик обуви. Почем? Вот 2000 рублей сапожки. Надо брать. Мне очень понравился тот, где ты сказал, зелье варят. Сюда? Сюда, Макс! Мы правильно идем. Kids Wonderland. Как правильно Wonderland без рязанского акцента сказать? Wonderland. Спасибо. Краска для волос, золото, цветочки. А вот это очень похоже, как в Гонконге, в мэншенах всяких, Чанкин мэншен, да, на первых этажах жуть, что творится. Я увидел красивый китайский костюм, расшитый золотом, и хочу вам его показать. Но вообще вот такие места я люблю показывать, но сам посещать не люблю. Я в них очень неуютно себя чувствую. А, это стирают где? Нет, это швейная мастерская. Ничего не отличается Это- от рынок подделок. Так же, Да, как рынки выглядит. подделков также выглядят. В общем, я чувствую себя очень некомфортно вот в таких местах. Мне кажется, что меня постоянно хотят обмануть, тут ограбить. Может быть, это и не так, но у меня такое ощущение. И, честно, мне не нравится, как здесь пахнет. Нет, здесь на самом деле еще прилично. А вот в Гонконге, в подобных местах это... Ну, вы видели. Ну поэтому папа туда всех водит. Чтобы на контрасте Чанкин Мэншена этого и подобных мест все остальное казалось более прилично. Чтобы наслаждаться чужими мучениями. А мы уже делились, как Лиля восприняла поход и жизнь. По-моему, Нет? Ох, мы вам сейчас рассказываем. После рынка, сразу после рынка. Потому что рынок... Все. Мое терпение заканчивается по поводу не есть и не пить. Но сказал, мучаю себя. Цветочки. Сегодня не сильно пахнет. Обычно на таких цветочных рынках не просто пахнет, а очень сильно воняет лилиями. А сегодня они еще не распустившиеся. Лилии, это вот, да, цветочки. А запах кишков, она подумала, что мы хотим взять уже купить. Запах кишков сильней. Запах, я думаю, идет вот отсюда.
вот, тут везде кишки, потрошки. С какой стороны пойдем? С этой или с той? Я не знаю, везде где лучше. Мини-со, ключи делают. Давай с той стороны посмотрим, что там. Запомните, вот это кольцо, его легко найти на самом деле по карте. Если вы посмотрите карту Макао, здесь кольцо, вот там где-то находится вход в Макао из Китая. И вниз по карте листаете, увидите кольцо, и возле него большой-большой рынок. Вот именно этот рынок, на котором мы сейчас находимся. Стильный рынок. Вы посмотрите, в плиточке все. Вкусняшки, трусяшки, носяшки, рубашки, штанишки. О, смотри, как дешево. Они что, БУ? Не, на мою же... Ой, извините. Это слово в России теперь считается матом. Запрещено его произносить. На мою попочку не налезут. Цветочки. Безделушки. Все по 20 юаней. Туристическое место. Но не совсем. Потому что вокруг другая плитка идет. О, кстати. Мусульмане здесь еще есть. Когда мы вспоминали религию, мусульман не вспомнили. Но их очень-очень мало. Не, ну если вспоминать, то тогда всех можно сразу вспоминать. Ну да, потому что хотя бы один индус здесь тоже есть. Индийцы же есть, значит и индусы есть. Чем индийцы от индусов отличаются? Я думаю, это одно и то же. Индиец это житель Индии. Индус это вероисповедание, человек индуистского вероисповедания. Индуизм. Чуешь разницу? Она вроде как на слух почти идентично звучит, но это все-таки разные вещи. Одно это вероисповедание, другое принадлежность к государству. И даже не к национальности, ну хотя может быть, ладно, к национальности. Бежим, 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 пока он стоит, бедненький. Так, а почему рынок так быстро закончился? Не знаю. Ну вот, может, продолжение. Нам нужно продолжение банкета. История игрушек 3. О, я вот это на самом деле искал. То было не очень интересно. Вот это намного интереснее. Нет, не сумки. Не... Какие тут есть подделки? У меня похожая сумочка сейчас вот на спине. Нет, у меня круче. У меня может и как рюкзачок делаться, и как сумка через плечо. Вот такая у меня. Нет, тоже не такая. Это не может как через плечо перекидываться. Здесь промышленное производство печенюшек и сотрудница, прыгающая на скакалке. Сейчас вот мужик тоже покажет, как правильно скакать. Вот чем занимаются между партиями печенек, да. Это, папа, что за капуста такая? Где? Какая красивая! Вообще прикольно. Да, похоже на пекинскую капусту, но кучерявая пекинская капуста. Так можешь узнать? Спроси. А я все равно не пойму. А вдруг она говорит на нормальном? Я все равно не пойму, когда расскажешь, что это за трава. А вот, Макс, узнаешь? Грибы, мы их называем гвозди. Да. Ростки бамбука, цветная капуста. На самом деле цветная. Посмотрите, как выглядит цветная капуста. А это, наверное, кугуа, только белая. Кугва. Да. Это который горький огурец? Горькая, да. Фу. А вот мини, это, брокколи. Мини-брокколи. Что здесь еще интересного есть? Макс, что это такое? Я не знаю. Это орехи, как он? Каштаны. Каштаны чищенные, но не печеные. Лук. Семейный лук. 100 лет такого не видел. А это не чеснок? Нет, думаю, лук. Ну, в принципе, наверное, все. Но прикинь, к одной лавочке подошли, так интересно все вокруг. Какая у нее шапочка, тоже такую хочу. Дуриан в Макао стоит. Дуриан в Макао 30 за полкило. Пошли посмотрим.
Здесь то же самое, ничего нового не вижу. 23? Батат, этот, как он там называется, кимчи, какие-то приправы. Здесь Макс, это что? Почищены так, как ананасы, но не могут же быть ананасы такими маленькими. Могут быть. Мини-ананасики? Ну да. Интересно, а в продаже есть такие мини-ананасики? Надо будет поискать. Батат, драгонфрут. Нет, это что-то другое. Как тут интересно. Пойдем вот сюда глянем. Летучие мыши. Не. Курицы, утки, свининки, цыплята, голуби. Голуби. Вот эти вот маленькие, это голуби, это не цыплята. Это тофу. В сыром виде, в каком-то жареном масле, наверное, виде. Вот здесь же жарят прямо на месте. Свежак. Непонятные корни. Макс! Как называется, помнишь? Свекла. Молодец. Свеклу в Китае не едят. Ее едят только в Гонконге и в Макао. Серьезно, на рынке в Китае вы никогда свеклу не найдете. Мы покупаем на Таобао. Нам привозят откуда-нибудь из Макао или Гонконга. Может, с севера Китая. Там еще иногда можно найти. Посмотрите, как это великолепно выглядит. Это, если бы еще не мельтешило так, это бы прям для вас вкуснять. Блин, да что для вас? Для вас. Для меня это вкуснятина. Туалет на рынке обязательно. Сразу вспоминается Красноярск и Енисейский привоз рынок. Есть 2 или 3 туалета, и все платные. Когда я, во всяком случае, на них заходил, аж глаза выпадали от запахов. Здесь же все бесплатно. В смысле, туалеты. Еда-то, понятно, платно. Это пошла какая-то шаманская часть рынка. Там вот непонятное что-то висит. И здесь колбаска. Пророщенные ростки сои. Какие длинные. Это помельче. Булочная. Соевое молоко и хербал. Травяные чаи. Макс, смотри, какая прикольная. Что это такое? Hello. Я не знаю, это... Спроси, что вот это вот такое Сейчас, я цветное? читаю. В общем, там это разноцветный тортик. Тортик. Там есть тыква. Тыква. Есть Все, тара. дальше можешь... Тара. И еще как из каких-то других цветочков. Макс, а помнишь, мы вот такую пробовали фиговину? Вон. Вы с Майей очень... Не, вон снизу. Вот это с прозрачным тестом. Вы с Майей захотели попробовать, в итоге это все... Я бы никогда в жизни не захотел. Ну, Майя, значит, захотела тогда, и вы не смогли есть. А ты, по-моему, вот такую вот желтую булку взял. Наверное. Ну, или что-то похожее. Так, там рынку конец. Возвращаемся чуть-чуть назад. Обожаю ходить на рынке. Это подарочные деньги. Вот, мы сегодня поднимали тему религии. Вот такие деньги, не настоящие деньги, сжигаются на кладбищах для передачи. Ну, и не обязательно на кладбищах, для передачи на тот свет. А вот такие вот поддельные. Но там они материализуются в настоящие. Ну и стоят они настоящих денег, когда покупаете. Понятно, не один к одному. Купюры по 500 000, чтобы много не сжигать. Ну да, чтобы не коптить землю. Рыбка. Пузыри рыбные. Есть какая-нибудь живность, которую мы ни разу не видели? Вон камбала есть. Камбала достаточно редко встречается, да. Вот если посмотрите, рыбы прям всякой разной, по несколько штук как минимум. Это какие-то сомики тут. Вот этих вот много, а камбала чаще всего лежит одна бедненькая. Это, кстати, еще живая. Ну ладно, это живая, вот это вот тоже живая, видите. Половина рыбки, она еще живая. А вторую половинку вообще, возможно, уже съели. Некоторые рыбы очень живучие. Например, мы ели блюдо, ездили в деревню с Костей, которого я сегодня уже вспоминал, которого я не взял на прохождение Макао. Пожалуйста, Костя, извини, финансы сейчас не позволяют.
Нет, зрители могут неправильно понять. Он бы за свой счет поехал, я бы за свой счет не смог позволить себе снимать отель здесь. Дорого. А в одном номере мы предпочитаем не селиться, хоть и друзья. Так вот, к чему это я? О чем я, Макс, рассказывал? Мы с ним ездили в деревню, и там нам рыбу, почищенную рыбу, кинули в блюдо, в горячее, и она еще живая была. То есть уже кишечники ей вытащили, мозги отковыряли, а она все еще дергалась. И вот здесь тоже пол рыбы отрубили, а она еще живая. А вообще у китайцев есть блюдо. Они не афишируют, что оно до сих пор очень популярно, потому что многие иностранцы считают это живодерством. Рыбу берут и быстро варят живую, заливают кипятком. То есть рыба полностью живая, она еще дышит, но остальное тело уже сварилось. И вот эту вот вареную живую рыбу они едят. Да, как бы звучит отвратительно, на самом деле это так и есть. Ну, а что сделаешь? Вот такие вот блюда есть в мире. Они еще живых крабов и креветок едят. Называются пьяный краб, пьяная креветка. Эти блюда я тоже пробовал. Тоже есть на канале. Ладно, по рынку погуляли. Более-менее ассортимент понятен. Я захотел есть еще больше. Идем дальше. Вот там я вижу, что-то Вьетнам написано. Ну там написано по-вьетнамски. Ну ты же во Вьетнаме был, по-вьетнамски читать умеешь? Вьетнам Бьюти Синчао. Что такое Синчао? Я не знаю. Ну, что-то, наверное... Ну, я так предполагаю, там Вьетнам, хотя нет, хотел сказать косметика, но там нарисован значок ножниц. Это, в общем, вьетнамская парикмахерская, судя по всему. Почему-то здесь все стрижки по 50 по так. Ну, видимо, это сговор. Ты знаешь, что такое сговор? Когда договорились. Да, они все договорились и сделали. У нас стрижка будет 50 под так. А где надпись вьетнамская? Вот она, вьетнамская. Я не знаю, почему тут вьетнамская что-то написано. Ничего вьетнамского не вижу. Бабушка тоже не вьетнамская. Это садик? Это какой-то центр... Обучение детский. обучения, но не садик. Ну вот, да, радуга нарисована. В общем, развивашка. Послушаем тишину, полюбуемся двориками. И вот еще одна, полюбовались тишиной. И еще одна печка для сжигания денег. Пойдем налево, песни заходим, направо сказки говорим. Какая вкусная лапша. А это рулька. Сейчас слюной я подавлюсь. Может, зайдем в 7-Eleven и купим... Нет, треугольничек не будем. Я ставлю рекорд по долготе голодания во время прогулки и как это сказать, и отсутствие влаги, поступающей в рот. Вот такое вот сверху, вот такое вот снизу.
контраст. Машинки миллионные стоимости. Ну, жилье я тоже думаю миллионные, но выглядит как будто даром никому не надо. Контрасты Макао. Макс, какой самый сильный контраст ты видел в своей жизни? Вот прям жуть-жуть и рядом что-нибудь такое красивое-красивое. Ну я прям жуть-жуть не видел. Лисбон, Да, Макс правильно вспомнил. Когда я впервые увидел Лисбоа, не сам этот Гранд Лисбо меня поразил, здание в виде пальмы, светящееся, а то, что находилось под ним. Я сделал несколько фоточек, снял видео, выложил. И вы же знаете, что когда посмотрите что-то на тему, потом предлагается похожее. Так вот, мне зрители начали присылать: смотри, как похоже на ту фотографию, которую ты разместил. Это не ты фотографировал? Я говорю: нет, не я. Я же обещал вам сегодня что-нибудь даже связанное с Россией показать. Вот показываю меню русского ресторана. И решим, насколько он русский. Итак, собор Василия Блаженного есть, окей. Москва, Кремль есть. Про Россию немножко написано. Россия — это старая, глубокая история и культурная. Также культура жратвы тут тоже развита. Три мушкетера России: черный хлеб, водка и икра. Точно. Но черный я тут не вижу, я вижу просто хлеб, молоко, картошка. 5 главных лидеров по продаже тут. Ну что, реально, да? 5... что такое кабаш? Капуста. Капуста, лук. Каротс — это что такое? Морковка. Морковка. А биц? Биц — это, по-моему, речка. Речка. Короче, вот это мы все жрем в России. Ну и 3 мушкетера, как Макс сказал: черный хлеб, водка и икра. Как думаешь, черный хлеб, водка и икра здесь есть? Почти селедка под шубой. Но нет, я не вижу здесь сельди. Холодный фишевый салат. битрут — это как его? Свекла. Битрут — это свекла? Да. В общем, есть селедка под шубой. Окей, одно блюдо прям действительно русское. А где оливье новогодний? Это вообще на русскую кухню не похоже. По-русски. Вообще, мидии, ну ладно. Ну, конечно, все мы прям так и едим скалопа. Угу. Нет, вообще вот прям где солянка, где щи, где Москва? Москва ростет ламбрек. Да. Прям московский, я бы сказал уж какой-нибудь кавказский. Борщ! Борщ вот так пишется, если что. Борщ. А вот и красная икра. Рис с красной икрой. С трюфелями. Погоди, а где красная икра? Здесь я не вижу слова это икра. Я не знаю. На китайском написано икра, по-английски написано трюфель. Что-то странное. На китайском икра, на английском трюфель. Ну, нарисована так черная икра. Черная икра с рисом. Чисто по-русски. Я не могу. Прям офигенно. Тоже трюфель с чем это? С салатом. Краб. Волосами ангела. Обалдеть. Не, прям в Россию захотелось. Таких блюд я там ни разу не ел. Хочу в России где-нибудь такое попробовать. Так, трава. Жареная трава. Брокколи жареная. Ну как, много русских блюд увидели? На самом деле, вот блюдо русское, которое вот все пробовали, все знают, это только селедка под шубой. Все остальное очень-очень сильно сомнительно. Салат из лобстера в России прям каждый день едят. Может быть, кто-нибудь и ест. Но внутри там матрешки. И когда мы последний раз сюда заглядывали, повар был не из России. И по-русски здесь тоже не говорили. Так что вот мы вам показали русский. Кстати, этому ресторану достаточно много лет. Потому что 3 года назад он уже был.
как минимум 3 года ему уже. По-моему, еще прямо. Здесь на карту смотреть вообще бессмысленно. А даже если смотреть, то только так вспомнить примерно повороты, потому что наше местоположение мы по GPS сейчас не узнаем вообще. Все. Я подавился слюной и больше говорить не могу. Да, от обычной лапши вот такой я голодный. Думаю, сюда. Что бабушка так остановилась, даже боялась идти, пока мы идем. Ой, как тихо, хорошо. Вот так выглядит подъезд в большинстве из таких домов. Сверху было название написано, но только Ханг осталось. Остальные буковки отвалились. Риэлторское агентство, судя по всему. Ой, солнышко. А вот супер крутой домик. Просто обалденно. Как он мне нравится. Посмотрите. Узенький. Я думаю, дом на самом деле был побольше. Только часть дома, наверное, снесли. Рядом поновее построили. А эту часть владелец отказался продавать. Вот что осталось, то осталось. Сбоку пристроили новый. Снова храм. И сейчас мы пойдем по тихой улочке. Стой. Какая лодочка, видели? Красивая. Деревянная. Интересно, действующая. По тихой улочке пойдем. Я предлагаю там мне помолчать. Послушаем птичек и просто полюбуемся на красоту. На колорит, насладимся колоритом этого места. Не переживайте, у Макса не тяжелый рюкзак, там лежит пара пауэрбэнков на случай, если мой основной закончится, и я не смогу снимать. И курточка теплая, если вдруг ночью будет холодно. А также немножко еды. Эти места не указаны на картах. Все это мы нашли сами, благодаря долгим
хаотичным прогулкам по городу. Выбрали самое интересное, то, что нам понравилось. И составили вот такую вот экскурсию. В принципе, вы можете приехать и повторить наш путь, если хотите все это увидеть своими глазами. Но если очень хотите, чтобы я вам провел экскурсию, но всегда можем договориться. Контакты, знаете, есть указаны в информации канала. Ну и не забывайте, если хотите меня найти, просто пишите в поисковике Denvas TV. Найдете все мои официальные аккаунты. Ну и, конечно, неофициальные перезаливы роликов тоже. Но я думаю, вы отличите левизну от моих официальных каналов. Ты так выглядываешь из-за забора. Потерял меня? Да нет, просто что-то медленно. Я потому что хотел кайфануть. О, частность госпиталя. Вход запрещен. Какого госпиталя? Тут моют посуду. Это кухонька ресторана. Это кухонька еще одного ресторана. Все, вот такая вот была улочка, очень миленькая, аутентичненькая, какая еще там колоритненькая, классненькая. Снова вышли в город высокой застройки, где каждое здание имеет название. И все надписи дублируются на китайском и португальском. Не так. Все надписи на китайском и дублируются на португальском. Еще одна мусорка красивая, а нам сюда. Мы с вами приближаемся к достопримечательностям. Время у нас 3:30. И давайте поднимемся вот здесь. Во время первого приезда искали протестантский храм, англиканский, по-моему, и не могли сориентироваться вообще. Пришли вот сюда куда-то, нашли здесь магазин индийских товаров и купили там Кока-Колу, не китайскую. В каждой стране Кока-Кола чуть-чуть отличается. Где-то слаще, где-то менее сладкая. К тому времени шел 5-й год, да? 5-й год нашего проживания без выезда в Россию. И 3-й год от начала... 4-й год коронавируса. То есть мы минимум 3 года из Китая никуда не выезжали. И настолько привыкли к этой самой китайской коле, что где-то вот здесь, увидев индийский ресторан, индийский магазин, где он? Вот он был. Да, он вот здесь вот был. Вот, Traditional Indian продукт. Лейс, традиционный индийский продукт. В общем, купили здесь колу. Ты не помнишь, из какой страны? Не, ну что-то из Азии. Какую-нибудь, я не знаю, индонезийскую, может быть, филиппинскую. И сравнивали ее с китайской.
Не, на самом деле 3 года безвыездно из Китая это было немножко жестковато. Закрылся магазинчик, судя по оборванным объявлениям. Но в нашей памяти он живой. И в видеороликах тоже, мы же его показывали. По-моему, мы туда даже ни разу возвращались. Может быть. И я помню, что даже владелец ресторана, этого магазина, что-то там, ну, мы сначала спросили, можно снять? Он, конечно. В общем, друг дорогой русский, заходи. А вход в искомый нами храм находится вот здесь. Вот этот вход был закрыт, потому что тогда коронавирус еще бушевал. И на его территорию можно было зайти вроде только через парк. Поэтому мы не могли в него попасть. А вот здесь находится Old Cemetery. Как Cemetery переводится? Ну, в общем, старое кладбище. East India Company 1814 года. Давайте зайдем на кладбище тихонечко. Здесь это именно старое кладбище. А, вот собор протестантский. Маленький такой. Почему здесь стоят лавочки? Потому что лучше сидя думать о Боге, чем стоя думать о том, как устали ноги. Все это обнесено высокой стеной. Я так понимаю, стена тоже не новая. И еще одно кладбище. Мы с вами были на одном кладбище сегодня, но там оно современное, то есть оно действующее. И несмотря на то, что некоторые могилы начала 20 века, там все-таки до сих пор хоронят. Это старое кладбище. Ну, наверное, можно же, да? Наверное, можно. Давайте посмотрим. И, возможно, здесь мы вспомним, как называется миссионерство. Макс, я вспомнил. Как? Миссионеры, люди, которые едут в другие страны нести слово Господа. Миссионеры. Пожалуйста, могила 1857 года. Это именно прям старое кладбище, старое. Вот там 1856. Справа 1855. Если вы не поняли, к чему я сказал миссионеры, значит, вы не присутствовали на втором часе или на третьем. Ну, в общем, где-то там в начале, когда мы вспоминали, были на предыдущем кладбище и вспоминали про миссионеров, про крестовые походы в том числе. 1857 год. Ну, в основном середина 19 века. Я думаю, они, как это сказать-то, рыхлят землю. Но другого у меня предположения нет. Вот, миссионер. А что такое ABCFM? Ну, не знаю, аббревиатура, может, какой-нибудь церкви. Может быть. Какая-нибудь англиканская, британская, колониальная. Что бы я ни сочинил, все равно не угадаю. Артур Уильям, ребенок. Прочитаешь, расскажешь в 3 словах, когда выйдем. Ты пока почитай, я огляжусь, что здесь еще есть. Ну, в основном, большая часть кладбища там снизу,
Это, еще раз повторюсь, старое кладбище. Здесь никого сейчас не хоронят. И это используется, ну, как историческая такая часть. Приезжают новые миссионеры в Китай, конечно же, до сих пор. И в Макао тоже. И из России есть миссионеры, те же самые протестанты. И вот приходят почтить память своих предшественников, миссионеров прошлых веков. Ну и что там написано? Это просто более крутая могила. А, ну то есть это самый крутой здесь Наверное. похороненный человек. Ну, будем надеяться, что он крут своими заслугами, а не так, как у нас на кладбищах. Самые крутые могилы у мафиози в 90-е были. В нижнюю часть не пойдем, глянем вот эту последнюю могилу. Так, что-то госпиталь Макао. Что там 1850 год? Максик, снова ты нужен. Там все по-английски. Из Америки приехал, из Вермонта. Умер в госпитале Макао 23 июля 1850 года. Я все правильно понял? Ну да, Ничего там такого не пропустил, да? ну вроде нет. Вот такое вот древнее кладбище. Это, кстати, наверное, самое старое кладбище, на котором я был. Ну, то есть в Козульке нет захоронений 1850-х годов. Ну, Козулька я просто вспомнил как родную деревню. Ну и старые могилы, которым по 100 лет там уже давным-давно не найти, заросли. Ты не заглянул внутрь или заглянул? Я просто что-то отвлекся, когда разговариваю со зрителями, не всегда помню, что происходит вокруг. В парк надо заглянуть. Или это не парк? Это одно и то же место, куда мы идем? Нет, парк слева это что-то другое. Что это? Тут предупреждение, что что-то нельзя делать. А это, я боюсь, это какой-нибудь, это, как он там называется-то? Какой-то музей. Главное, чтобы это не было какое-нибудь посольство или консульство, а то сейчас полиция выскочит и скажет... Флаги Макао Китая висят. Флаги Макао Китая. Почти на каждом углу можно встретить вот такие вот надписи, но мы об этом уже сегодня говорили. Исторических объектов просто куда ни плюнь. Несмотря на то, что здесь, насколько я помню, была же японская оккупация, да? Да. Ну, Гуандун весь захватили, но Макао долго стоял. Но, по-моему, все равно японцы сюда зашли. Здесь не было таких тотальных разрушений, как в некоторых регионах мира, и поэтому все эти исторические памятники остались. Они настоящие, это не восстановленные. Вот схема всего парка. Здесь есть небольшой водопадик. А вот, кстати, и здание Ориентал. Это восточный... Макс, ты можешь перевести с китайского хотя бы? Нет, Что-то восточное. Ну, это я тоже понял. я так понял, вот та надпись ЮНЕСКО как раз к этому зданию. Ну, крутое здание, оно, да, на самом деле красивое. В прошлый раз мы к нему не подходили, оно было полностью закрыто. Ну и сегодня я что-то как-то ближе не стал подходить. Я реально побоялся, что это какой-нибудь объект, который нельзя снимать. Нельзя снимать военные объекты, нельзя снимать консульства, посольства стран. И это достаточно большой парк. Мы с вами только что карту видели. Можно подняться наверх, но мы туда не пойдем. Мы сегодня в один парк уже ходили. Чуете? Туристическое место. В один парк ходили, еще в несколько заглянем. Этот мы уже просто не осилим. У китайцев обычно вот на таких лестницах нарисованы какие-нибудь драконы. Здесь же это, похоже, люди. Два человека. Дайте догадаюсь. Слева европеец, справа... 4 человека. Где 4? Вот раз, два, три, 4. Точно, 4. Вот этот человек почему-то на Иисуса похож. Обратите внимание. Бородка и такой, как будто нимб
В общем, когда я это увидел, почему-то подумалось, что это дружба народов и религий, может быть. Но это то, что я почуял. Вот от этого вот вы, может быть, что-то другое увидели. А что это на самом деле символизирует, даже не подскажу. А тут, ну, это, думаю, все узнали. Это красивая, обнаженная девушка. Баба огонь, видите, аж горит. А ты что увидел, когда издали глянул? Не знаю, мне кажется, на Адама и Еву похоже. А где Адам? Ну, вон ухо, видишь? Ухо? Так это не огонь, это борода? Мужчина, но это волос. А, это женщина обнимает мужчину. Точно. Мужчину-то я и не увидел, я только женщину увидел. Эротично. Как я и сказал, вверх не пойдем. Я думаю, там красиво. Вижу, есть туалет. Еще одна смотровая, скорее всего, на город. Но это мы с вами уже видели. Дальше. Мы направляемся в туристическую зону. Большую часть посещенных нами сегодня мест это были совсем не туристические. Смотри, Макс, еще один туалет. 2 туалета на квадратные 100 метров. А это корабль, да, попавший в шторм. Смотри, его прям так колбасит. Вот палуба, мачта и... А вот человек, стоящий на берегу и... Мне кажется, мы не с той стороны смотрим. А мне кажется, стой. Ну вот это же похоже на человека. Вот, видишь, глаза, борода, держит длинный Это шест. обезьяна. Думаешь, это король Есть обезьян? Обезьяна вот так вот двумя руками на палке висит. Не, тут не может быть обезьян. Обезьяны это в китайском эпосе, а мы сейчас в Макао. Ну и давайте вот на эту тоже глянем. Здесь на первый взгляд я вообще ничего понять не могу. Вот то похоже какая-то церковь с куполами на горе. Но на самом деле нет, это что-то другое. Может, это этот маяк? Маяк. Не, Макс, здесь другие мотивы. Мне кажется, здесь тоже человек где-то нарисован, но я не вижу его. Пойдемте дальше. Конечно же, все это можно узнать. Я уверен, что вот этот мужчина очень подробно рассказывает. А учитывая, что, посмотрите, они все это еще и записывают, скорее всего, это профессиональный экскурсовод, который поведает обо всем. Женщина убаюкивает корабль. Качает, как маленького ребенка. Спи, моя радость, усни, кораблик, в водичке плыви, и рыбку вкусную лови, сетка закинутая в море. Усни, усни. А ты решил перекусить? Да. Максик, ладно, я сегодня проверяю, сколько смогу прожить без воды, но ты-то не хотел бы попить? Попить, ну вот после этой еды можно в ближайший магазин. Потому зайти, что, ну блин, нельзя столько не пить на такой жаре. Не знаю, мы в теньке ходим, поэтому мне нормально. Ну ладно, если хорошо себя чувствуешь, хорошо. Вот там есть маленький водопадик, но он ничего такого особенного из себя не представляет. Что? Пить не будем? Мы пить не будем. Почему? Я же пью из всех луж, которые прохожу мимо. Усни, усни. Вот они опять, эти птички. Я знаю, что среди наших зрителей есть не только те, кто просто смотрят, но и активные, которые попутешествовали даже по миру больше, чем мы. Мы-то вообще мало. И, возможно, знающие, что это за птички, для чего они тут висят. Все охраняется. Все это охраняется. Напишите, пожалуйста, зачем эти птички тут сидят и чирикают. Главные туристические места там, но мы сейчас пойдем туда. По пешеходным переходам, аккуратненько. Плиточку покажу, чтобы не быть голословным. Бежим, Макс.
Здесь, возможно, тоже какой-то храм, потому что есть крест с другой стороны. Но мы не знаем, что это. Идем. Конечно же, это можно посмотреть в Википедии. Вот стопудово. Иисус поднял вверх палец, а это, посчитай, сколько здесь людей. 12 есть? Нет. 11. А это дети какие-то. 11? Нет, это все-таки не 12 апостолов, это 11 детей. Киндергарден – это садик. Но обратите внимание, несмотря что по официальной информации здесь не очень много христиан, многие мотивы все-таки христианские. Магазин элитных часов. Утюг здания. Двадцать 4 тысячи шагов. Хочешь? Ну, Нет. Я тоже так же подумал. Нет, не хочу. Просто на самом деле, скорее всего, там дворик какой-то. А мы вошли в зону, в центр острова, где много холмов. И, ну, как бы там ничего такого особенного нет. Просто надо забраться на гору. Я уже упоминал, что самая высокая точка Макао. Я перебегу, Макс, тут иди, не переходи. 177 метров, и сейчас мы направляемся как раз туда. А теперь вы должны понимать, что я очень часто сарказирую, говорю с сарказмом, шучу, и я не должен каждое свое слово говорить шутка. Но вот сейчас скажу, а то правда поверите. Вот на этой лестнице снимали Джокера. Помните, он по лестнице шел, приплясывая? Вот как раз конкретно это здесь было. Не верите? У меня есть доказательства. Вот он нарисован как раз в честь этого события. Джокер, танцующий на лестнице. Пожалуйста. А у него во рту тень от моей головы. Максик, можешь идти там, пересечемся. А то сел на лавку отдохнуть. Не-не, правильно, каждый момент используй, каждую возможность посидеть. Нет, я к тебе. Посмотрим на красный мини-купер. Максик, ну вот сейчас прошу сзади. А то кроме твоей широкой спины ничего не видно. Спасибо. Еще один храм китайский. Я их уже по запаху узнаю. А перед нами огромный госпиталь. И красивого цвета автомобильчик Нио с крутыми номерами. Понтанулся мужик, не только крутой автомобиль купил, но и номера. Он трехмерный, выпуклый.
До этой достопримечательности мы сегодня обязательно дойдем. Ну, конечно, если вы досмотрите до того момента. Ну, а я напомню, это прохождение Макао. Из длиннющего сериала «Прохожу Китай». Что, может 6 часов доходим? Нет, еще 15 минут до 6 часов. Как минимум половину мы уже прошли. Итак, «Прохожу Китай» — это уникальный проект. Нигде такого не было и, скорее всего, не будет. Есть люди, которые просто ходят по городам, ничего не говоря, просто ходят и все, показывают, что происходит вокруг. Мы не просто ходим. Мы ходим, рассказываем вам интересные истории и заостряем на некоторых моментах ваше мнение. Например, отношение к деревьям. Посмотрите, дерево выросло на тротуаре, но это дерево здесь важнее, чем люди. Людям придется обходить. Это фикус. Фикусы растут, завоевывают. Даже Ангкор-Ват завоевали полностью, пока люди не разглядели в этих чащах. Поэтому... Что поэтому? Почему он еще уникален? Наверное, потому что если бы наше прохождение Китая стало популярно, хотя бы один ролик набрал 1 миллион просмотров, зрители бы заметили это, и не только зрители, и контент-мейкеры, и начали бы повторять. Но так как наш проект «Прохожу Китай» легкий, ламповый, только для избранных, популярности он не приобрел, и поэтому никто не повторяет. Так что вы, смотрящие этот видеоролик, уникальные зрители уникального проекта. Спасибо вам за это. Спасибо за лайки, комментарии, за общение в чате во время премьер и за донаты на помощь в создании контента. Сейчас мы собираем на большое, не очень большое, сильно не разгуляйся на 100 тысяч рублей. Я собираю 100 тысяч рублей для того, чтобы поехать в снежный Китай на север, показать морозный северо-восток. Хэйлудзян. Вот такой вот большой госпиталь. Вот такой вот Макдональдс. И мы идем туда или туда? Туда. Туда? Послушаем Макса, пойдем туда. Не надо. Почему не надо? Так, нерегулируемый. Идем. Я не уверен. Да, Макс, ты правильно махнул. Нет, неправильно. Максик, я все-таки тебя не послушаюсь и скажу, что мы пойдем вот туда. Хорошо? Хорошо. Прости, что не послушался. Да не, я тебе верю больше, чем мне. Чем мне, чем себе говорят. Все в рождественских украшениях, все в их тартах, елочках. Ичибан. Прикольно. Ичибан — это что-то из японского. Какой-нибудь превосходный, наверное, переводится. Туристы поехали на автобусе, ничего из своего окна и не видите, но зато слышите, у них там есть экскурсовод, который рассказывает. Сейчас мы приезжаем по улице Бека де Томаса Виера. Только что проехали офигенное историческое синее красивое здание. Вот здесь опять не написано на португальском, только на китайском названии. Но то, что мы видим вокруг, явно к португальской застройке относится. Китайцы никогда вот так не строили, не строят и уже строить не будут. Красотышка. Внутри школа, что ли. Там что-то с документами работают, вижу.
Что это? Нет, не школа. Я не знаю, нигде не написано. Вот написано. Ну, что-то помощь каким-то, может, престарелым. Ну да, я так понял. Помощь от государства кому-то. Мгм. В общем, Соцзащита. да. Так что, видите, исторические здания это не только музей, это еще и помощь нуждающимся. Каждое дерево помечено QR-кодом. Можно отсканировать, узнать о нем что-нибудь. Ну а мы идем вдоль зеленого забора. Я уже делаю отсылки к своим предыдущим прохождениям. Старички знают. Но зеленый забор в течение 3 часов забыть просто невозможно, поэтому многие даже помнят. Какой зеленый забор? Ты со мной тогда не шел. Я гулял по Гуанчжоу и по карте неправильно сориентировался. Ну, точнее, сориентировался ближайшее. Мне нужно было от одной интересной точки до другой интересной точки дойти. И оказалось, что вся эта проходка вдоль стройки. И представляешь, десяток километров за зеленым забором. То есть с одной стороны была дорога, а с другой стороны зеленый забор. Но я там рассказывал про стукачество в Китае. Ну, короче, про все такое. Так что прогулка была интересная, но визуально скучная. И мы с вами пришли еще на одно кладбище. Что там написано? Нельзя снимать? Здесь нельзя снимать. Окей, выходим. Тоже, ага, вот. В предыдущих разах я такого не видел. Это, я так понимаю, значит, действующее кладбище. Увы, его мы вам не покажем. Но самое старое кладбище мы вам показали. Во всяком случае, найденное нам. Думаю, это поновее будет. Сколько байков на крутом склоне. Но если вдруг в предыдущих местах тоже нельзя было снимать, это из той оперы, что лучше извиниться, чем спросить. Мы не знали, сняли и вас порадовали. Видите, вот то белое здание на горе, это маяк. Вот сейчас мы туда будем подниматься. И я только увидел его, только проговорил, что мы туда будем подниматься. Что-то мне уже тяжело стало. Уважаемые зрители, поддержали нас быстренько лайками. Ой, спина болит, ножки болят. Чувствую, чувствую. Кто-то из вас уже лайк поставил. Ты чувствуешь, тебе лучше тоже становится? Вообще. Я сейчас в припрыжку побегу. Большое спасибо за поддержку канала, за поддержку прохождения Китая. Красотища. Максик, чуть в сторону отойди, чтобы не мешать. Я покажу вот это зрителям и пойдем дальше. Вперед! Вверх! Если что, маяк это туристическое место, поэтому если вы приедете сюда, то в путеводителях обязательно его увидите, и маршрут вам тоже там построят, объяснят, как к него дойти. Но маяк маяком. Маяк это полдела. Вы посмотрите, что под ним. Туда пройти можно. Открыли! Да. Ура! Рождество к нам мчится, скоро все случится, сбудется, что снится. И нас не обманут, и ничего не заберут. Ждать уже недолго, скоро будет елка. Очень скоро будет. Да вот же она. Понятно, что все елки в Макао не настоящие. Здесь есть
елки в заповедниках во всяких. Не, на самом деле в горах можно встретить хвойные растения, но сюда их везти, чтобы они 5 минут постояли, конечно же, никто не будет. Здесь каждое дерево помечено как достопримечательность, поэтому не, здесь все ели искусственные, но издали они очень красивые. Ни одна елка в Макао даже не похожа на настоящую. Ну Они как не даже похоже? на ёлки Ну елочки же сделаны. это. Ну, не знаю. Которую мы видели в начале, так вообще трудно сказать, что Она это, из игрушек ну, собрана. просто в форме елки. В форме конуса. А мне нравится. И посмотрите, сейчас же ведь не ночь и не включены еще гирлянды, но если вы приглядитесь вот этой мишуре, она вся переливается, блестит на солнышке, создает новогоднее настроение. С наступающими праздниками вас! Вы нас тоже можете поздравить. Отлично знаете как, главное не забывать, да? Это делать. Рассматривать игрушки мы не будем. Давайте к одному просто стенду посмотрим. Подойдем, посмотрим. Ну что здесь? Вязаные пингвинчики, лабубу. Вот это стопудово лабуба девочка. Видите, у нее там есть сердечко. А вот это стопудово лабубу мальчик. Видите, у него там морковка. Ну что здесь? Свинки, елка вязаная, Санта-Клаусы вязаные. Я так понимаю, это все handmade, то есть рынок вещей, сделанных своими руками. Ну, в общем, такая новогодняя... нет, здесь не новогодняя, скорее здесь Крисмас. Рождественская ярмарка. Сок есть. Макс, вот из груши, из мочи 27 мопов. Это яблоч... Это так, это... Что это? Яблоко. Черный чай. В корице, я так понял. Так это Ну, так практически нельзя. Глинтвейн. Не, давай мы тебе все-таки найдем что-нибудь попить, я за тебя начинаю переживать. Я люблю Макао, написано, и здесь жарят шашлыки. Ух ты ж. Уходим отсюда. Уходим. Настанут времена. Какая милая вафелька. С сердечками. Нихао. Шарики. Хот-доги. Макс, это похоже на хот-доги? Не сильно. Но все равно это сосиска в булке. Батат жареный, печеный. О, порк чокбан, 30 паттак. Кишки 35. А вот корейские печенюшки мы такие видели в игре кальмара. Детская каруселька. Красивая старая застройка. Недавно, совсем недавно подкрасили, прям как будто вчера. Еще краска не высохла. Ну вот, смотрите, это вновь покрашенное здание, а вот так выглядит чуть постарше. Видите, как выцветает? Солнце яркое, выцветает быстро, поэтому я уверен, что это прям еще, наверное, года нет реставрации. Хотя вот всякие люди, стоящие у панелей, уже, видите, покоцали немножко, пооббивали углы. Что это такое, интересно? Это библиотека. Библиотека? Какая красивая. Сейчас еще и рабочее время. Что-то с книгами, Макс говорит, связано. Большую часть той части острова мы прошли. Будем считать, что здесь посмотрели все. Идем наверх. И вот этот вот парк мы с вами видели с другой стороны. Вот где-то там нарисованы, канатная дорога нарисована, а мы к маяку. А вот больничка. Ну или не больничка, а как это называется-то? Поликлиника.
На здании написано 1925 год. И даже часы правильно идут, без 2 минут 4 у нас. Это настоящие цветы. Оттуда мы пришли. Туда мы пойдем. Какая смешная машинка. Я даю вам насладиться звуками. Четыре часа у нас. И мы с вами в пути 6 часов! Уже 6 часов, Макс! Мы 6 часов гуляем по Макао. Осталось минимум часа 4, максимум бесконечность, пока ноги не откажут. Но мы еще много что хотим показать, пройти. Побежали, 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 побежали. Быстрее, быстрее, быстрее. Бабушка, тоже торопись. Она быстрее нас бегает. Бабушкой это неправильно было ее назвать. Она молодая спортивная женщина. Что мы с вами посмотрели? Давайте вспомним. Или если вы не видели, сейчас подключились, или случайно запустили вот прямо отсюда посмотреть и не знаете, что было раньше. Мы вышли с одного из самых туристических мест, глянули чуть-чуть туристические места и пошли гулять совершенно по другому Макао. Показали вам жилые районы. Заблудились при поиске выхода в Китай. Потом нашли, но когда мы заблудились, нашли много интересного, чего вроде как и не планировали показать, но смогли вам показать. Потом показали переход в Китай, из Китая в Макао. Дальше пошли снова по жилым районам. Что у нас там был? Район, где продавали крутые тачки. И мы даже не постеснялись и посидели в Бентли. Нет, не посидели? Ну ладно, рядышком постояли. Вот как сейчас. Так, тут, Макс, бежим быстро. Я вспомнил это место. Посмотрели. Там 2 колеса спереди. Я впервые 2 колеса спереди увидел, когда мы были в Германии. Трицикл такой. Не сзади 2, как в Китае и у детских велосипедов, а спереди 2. Рассказали вам... Погоди, Макс, а мы рассказали, как нас не пустили в Гонконг? Или только обещали, нет. обещали и не рассказали? Серьезно? Да, по-моему, не объясняли. Точно, мы вам еще не рассказали. Так, запомнил? Рассказать, как нас не пустили в Гонконг. Как мы там полный медосмотр проходили с обследованием всех внутренностей и всего остального. Расскажем. Напомню только. Ну и вы не забывайте в комментариях писать, если я вдруг забуду. Прочитаю. Ну что, мы вам показали новый насыпной остров. Рассказали, кто здесь живет. Рассказали о том, что Макао – это одна из самых высоких плотностей населения. Больше 20 тысяч человек на квадратный километр. О самом высоком ВВП в мире. На каждого здесь приходится по 60 с чем-то тысяч долларов на каждого в год ВВП. Это в 5 раз больше, чем в России. Что это одна из богатейших стран, при этом производства у нее нет вообще. Одни казино
и туристический бизнес. Побывали на рынке, заглянули на несколько кладбищ, поговорили о религии. Макс, что еще было? Да, было так много, что я все забыл. За 6 часов мы столько вам рассказали и показали. Поверьте, мы уже с вами сегодня увидели больше, чем увидят некоторые туристы, приехав в Макао на пару дней. А сколько еще увидим? Ну и давайте, не буду откладывать долгий ящик, расскажу про Гонконг. К нам приезжали друзья, и мы поехали в Макао, потом из Макао в Гонконг, из Гонконга в Шэньчжэнь, из Шэньчжэня снова в Гуанчжоу, из Гуанчжоу в Цзянцзядзе, посмотрели на горы Аватара, провел экскурсию по Фошаню и Гуанчжоу, и друзья довольные улетели. Хотят еще в Китай, так им понравилось. Надеюсь, наша небольшая заслуга в этом тоже есть, а не только Китая. И вот, мы вышли, пошли на остров, который я вам показывал, насыпной. Сели там в автобус, перешли границу из Макао в нейтральную территорию. Сели в автобус, приезжаем в Гонконг. Макс пошел первый на выход на границе. Извините, я буду немножко задыхаться, потому что мы в гору идем, но зато здесь скучно вокруг, и поэтому самое подходящее время для истории. Макс первый прошел, спокойно пустили. Я прохожу, он что-то проверял, очень долго проверял. И Лиля параллельно стояла, наша гостья. Ее он тоже долго проверял. Приходит какой-то мужик, мой проверяющий на границе, берет документы и не мне отдает, как обычно, а отдает этому мужику. Мужик такой: за мной. И Лили точно так же: за мной. Отвели нас в какую-то комнатку. Я Макса при этом встретил. По пути говорю: Макс, нас не пускают в Гонконг, извини, подожди. Ты вообще тогда сообразил, что происходит? Я понял, что вас куда-то забрали, и мне сидеть, скучать от того осталось. Хорошо, у Макса не было связи, хорошо он додумался найти халявный Wi-Fi, подцепился, написал: пап, как там? А мы сидели в этой кутузке и заполняли в голове все, что можно, лишь бы не думать о плохом. В общем, просто посадили в отстойник, сказали ждать здесь. Знаете, когда человек нервничает, там шуточки, прибауточки, я в обычном-то состоянии люблю пошутить, а там мы с Лилей сидели, угорали, в том числе вот про этот полный досмотр, с пристрастием поржали. Проходит минут 5 и заводят Лилиного мужа Толю и их сына Женю. И говорят: тоже садитесь. Конец рабочего дня. Эти гонконговцы какие-то такие все, не то чтобы злые, они обычно улыбаются, но уставшие, дерганые. Там некоторых отпустили, некоторых что-то там с ними долго разговаривали. Самый большой страх, знаете, какой у меня был? Они же по-русски нифига не говорят. А мы с Лилей по-английски не говорим. И реально вызывают нас с Лилей. Давай допрашивать. Они думали, что мы вместе с ней. Муж и жена или там, не знаю, любовники. В итоге я объяснял, что жена у меня работает на английском все. Говорю: жена, дети в Китае, жена работает, дети учатся, я на семейной визе, да. Она, чем занимаешься? Я говорю: ничем не занимаюсь, безработный я лодырь, нищеброд, Альфонс. Он говорит: окей, понимаешь, сколько денег с собой? Я говорю: мало, да просто тупо открываю кошелек, вот там было 500 юаней. Окей, контрабанду, да ничего я не везу. Окей, Лилю меньше на самом деле. И тут Лиля что-то там психанула и связала 3 слова на английском, говорит: да вон моя семья. Он такой: так это ваша семья, не это ваша семья, а то ваша семья. Толя, Женя, сюда. И уже 4 надо, давай. Фиг ли вы приперлись в Гонконг, и их тоже, сколько у вас денег, и вот это вот все по кругу. Они не знали, к чему прикопаться вообще.
Где были последние годы? Я не знаю, что это было и для чего нас мурыжили. Мы там провели, я сейчас не вспомню сколько, точно больше 2 часов. Вот карта этого парка. Мы пойдем только сюда. На вот эту вот канатку мы не пойдем. Я на самом деле даже не знал, что канатка есть. Ну, в общем, это такой парк, но самое главное здесь это вот этот лайтхаус. Что я не помню этого Маяк. подъема. Мы как-то по-другому шли. Так. Да? Да. Вот, больше 2 часов мы потеряли на этой границе. В итоге нас отпустили, но осадочек остался. И все это мы разговаривали на английском языке, не зная английского. Ну, то есть, нашего английского хватило, чтобы вот это все обсудить. За нами была еще одна русская семейная, не семейная пара, по-моему, просто друзья, ну или там, чуть больше, чем друзья. У них был самолет. Они в переводчике пишут, у нас самолет. И они тоже пошли на собеседование. Вот они уже прям просто тупо вбивали в переводчике. Полного Тимбудона включили. Может, не хотели разговаривать, а может, совсем по-английски не говорили. А их тоже отпустили. При нас только с 2 какие-то там проблемы были людьми. И самый прикол, нас, я так понял, отпустили, потому что у них просто рабочее время закончилось. Они всех там уже разогнали. Валите уже нафиг. Как ты думаешь, выполняли план по... Надо было отчитаться, что вот мы проверили выборочно вот столько-то людей, и все нормально? Или не чем мы им не знаю. понравились? Я тоже не знаю. Но это впервые такое за 11 лет переходов границ здесь, Макао, Гонконг, Китай. А Макс все это время тупо сидел у точки доступа без лавочки, просто на полу. Я выхожу, пишу Максу, ты где? Не успел отправить, смотрю, он просто бедненький сидит. Зачем лачка, когда есть интернет? Когда есть интернет, вообще ничего не нужно. Точно. Вот такая история у нас произошла в Гонконге. Я бы намного, конечно, спокойнее себя еще чувствовал, если бы Макс с нами был не только для того, чтобы переводить, а чтобы он там не тусил непонятно где. Но если вы переходили границу, знаете, сколько там народу, все что-то бегают, а тут родителей и друзей забрали. Возможно, Лиля с Толей как-то по-другому это помнят. Интересно у них узнать. Я же также помнил, когда только нас отпустили. Или какие-то другие подробности были, а сейчас просто плохие моменты стерлись у меня из памяти. Не знаю, вроде тогда на позитиве было как-то. На позитиве, на нервном позитиве. Знаете, такой есть нервный смех. Ну и, конечно, какой же еще там не был позитив, нас же выпустили. Лайк, чтобы у меня силы появились. Всё, Это не бегом. требование, это напоминание. Многие из вас хотят поставить лайк, но просто забывают. Но если вы это смотрите, и вам не хочется поставить лайк, тогда не понимаю, зачем вы это смотрите. Прикольно. Это черепашка, перевернутая вверх ногами. Смотрите, 1 лапка, 2 лапка, 3 лапка, 4 лапка. А снизу голова и рот. Что, не верите? Вот смотрите, сейчас я переключу камеру, еще раз покажу. Смотрите, рот открытый. Здесь вот как бы начало панциря и 4 лапки. 1, 2, 3, 4. Этот дизайнер зеленый был пьяный и черепаху опрокинул. Будь здоров. Слушай, мы сюда поднимаемся всего лишь 12 минут. А у меня просто... Надо еще вот это закрепить. Сейчас сердечный приступ будет. Рука отваливается. И я весь истекаю потом. Чего? Пульс 705 ударов? Фу, не, это сожженных калорий за сегодня. Правда? Ну, написано так. Прикинь, 2 бургера можно примерно съесть, таких средненьких. Или 1 большой.
Ну, учитывая, что ты сегодня вообще ничего не ел, Почему? Я же с утра съел маленькую печенюшку. целую печенюшку съел. Да, целую печенюшку. Итак, мы поднялись к маяку. ЮНЕСКО, везде охрана. Вот кому-то холодно. Кофты на голову надевают. А мне жарко. Это устройство для пыток. Я не знаю, что это такое. Но я знаю, что здесь на фотографиях. Это одно из тайфунных затоплений. Очень хорошенько тайфун прошелся в какие-то годы, в середине 20 века тут. И вот это вот все последствия тайфуна. В 1874 году, я так понимаю, хорошо топануло. И... Ой, вторую цифру не вижу. Я был прав, это флагшток. Видите, наверху развивается флаг Макао. Это лотос на зеленом фоне. А палки зачем? Цветок лотоса, чтобы туда подниматься. А вот, это чтобы было похоже на мачту корабля. Все очень просто. Ой, давай сначала туда. Ну, а как вы понимаете, вот эта лесенка, чтобы пушки закатывать. Или глаза. Да, вот оттуда, вот с самого низа мы сюда поднялись. Старый гарпун. Не упадите, написано. И какие высокие ступеньки. И никакой заботы о безопасности. Смотрите, сигануть вниз головой только так можно. Поэтому Есть, не падать. не сидеть, не перелазить, не падать, да. Слушайте, что говорят, не падать. Поэтому, если вдруг решите сюда подняться выпившие, пожалуйста, не сиганите. Вот он, Макао. Гранд Лисбоа все ближе и ближе. Телебашня тоже. Основные достопримечательности исторические города вон там. И мы сейчас туда пойдем. С утра мы уже там были 6 часов назад, даже уже больше. Это Макс, напомню, если вдруг с начала просмотра забыли, все-таки 6 часов прошло. Это Маяк, познакомьтесь. Здесь же стоит огромное количество вышек мобильной связи. И давайте вспомним, где мы сегодня были. Итак, вот эту красивую площадь рождественскую мы посмотрели. Рядом находятся старые красивые дома, прям великолепно отреставрированные, тоже видели. Теперь по центру находится зеленый храм и вокруг него кладбище, старое христианское кладбище, где снимать нам запретили, к сожалению. Дальше в тех трущиках мы сегодня прошлись утречком. Горы, вот эти вот горы, это уже не Макао, это Чжухай. Вот за этими высокими жилыми домами мы тоже сегодня были. Также мы проходили где-то вот там, к сожалению, отсюда не видно рынка, в который заглядывали. Но вот все, что вы видите перед нами, вот это все. Вот все, вот все, что сейчас на экране, вот до сюда мы уже прошли. Это, ну я не знаю, не очень много. 3 на 3, 9 квадратных километров. 6 часов на прохождение вот этого, сколько всего интересного. Да, Макс? Угу. Смотрим, что у нас впереди. Главные достопримечательности, их на самом деле немного, поэтому пройдем быстро.
казино Лисбоа здесь на полуострове Макао. Пройдем вот под этими красивыми зданиями, посмотрим вот на тот мост. И Еще где-то здесь площадь Лотоса. площадь Лотоса вот там. Мы тоже на нее сходим, если не забудем. Главное не забыть. А потом мы переберемся на тот остров и пойдем по казиношкам. Нет, там, кстати, тоже исторически есть застройка историческая. Если она сейчас не закрыта, мы ее посетим. Это все на ближайшие 5, 6, 7, 10 часов, как уж там получится. Это, кстати, самый старый маяк в Китае. Самый старый маяк Китая перед вами. А я напомню, Макс сегодня, скорее всего, пройдет самый длинный путь за один день в своей жизни. Я уже 6 часов ничего не ем и не пью. Хочу проверить, сколько же я смогу без жидкости обходиться и без туалета, кстати говоря. Макс тоже все еще не попил, но я за него уже переживаю. У меня-то жира много, а в жире есть лишняя влага, она там хорошо скапливается. Поэтому мне пока нормалек, а ему вот надо что-то купить, попить. Перед нами девушка с пушкой. Фото сиськаются. Ой, у Макса развязались. Макс, посильнее прям затяни. Новый рекорд. Смотрим, что у нас здесь. Здесь очень интересно. Не буду спойлерить. Мы с вами сейчас пойдем туда все это смотреть. Лотос где-то вот там находится. А вот там, далеко-далеко, где холмы. Это все насыпной остров, на который мы сегодня с вами почти зашли, и по пути на него я рассказывал историю, как мы ходили по неизведанным дорожкам с кучей неизведанных следов работников. Вряд ли кто-то из нормальных, адекватных людей, и даже видеоблогеров, кроме нас, там был. Вот столько всего интересного. Впереди огромное количество еще более интересных вещей. Это самый старый маяк в Китае. Сейчас мы еще узнаем, какого он года, где-нибудь здесь написано. Но это пушка. Какого года? 21-го? А какого века? Наверное, 37-го. Смотри, BP & Co. Вот там, в том Форде указаны года полностью выбиты. 19-02. Ну какой 37-й? Какого века-то 37-й? 18-го, 19-го, 20-го? Ну, вряд ли 19-м. 1861 я нашел, вот. 1861 года эта пушка. Ура! Ну, а BP & Co, не знаю, British Petroleum. Шучу. Но шутки насчет аббревиатур сегодня еще будут. Максик, пожалуйста, найди надпись, какого года этот маяк. Мы же не только ходим и рассказываем, но еще и... где-то, где мы ее сможем увидеть. Да, например, на входе. Но еще и полезную информацию. Кстати, на карте парка вот эта тропинка открыта. То есть когда-то туда можно было ходить. Но сейчас все перекрыто, и здесь по тропинке не пройти. Либо мы неправильно прочитали карту, и на самом деле не эта тропинка. Хочу вам вот с этой стороны еще показать. Красивый маячок, я бы хотел подняться, но он закрыт. Но год постройки. Во-первых, вы всегда можете открыть Википедию и прочитать. А во-вторых, я думаю, мы снизу сейчас, где написано, что это объект, охраняемый ЮНЕСКО, там должно быть написано, какого года маяк. Посмотрели, полюбовались. Отсюда открывается такой же вид на Макао, по которому мы уже прогулялись. Есть старый колокол. Колокол давайте тоже все-таки посмотрим. И есть бесплатный Wi-Fi. Пожалуйста, присоединяйтесь для того, чтобы отправить картинку, даже если у вас нет eSIM-ки или вы не в роуминге, как я сегодня в роуминге. Какого года этот был? 1707 год, что-то вижу написано. Только одна цифра, вон, 1707. Обычно на колоколах выгравировывают дату. Ну, в смысле, отливают вместе с датой. 1824 года, Нет, вот. Это другое. Ну, здесь прям написано на нем. Это там что-то другое в 1824 произошло. А, в честь 30-летия чего-то. Значит, я предполагаю, в 1714 году.
Что-то я 1824 минус 30 отнял совсем неправильно. Ну, в общем, как минимум 18-19 веков где-то. Старый, старый. Конечно же, это все можно узнать в интернете. Мы, может быть, даже про это читали, но вы представляете, столько информации хранить в памяти, еще и при такой жаре и нагрузке, это тяжело. Простите нас, пожалуйста. А еще у меня, за себя скажу, память как у курицы, да? Да, у меня тоже. Ну, Макс, ты должен совсем соглашаться, но не настолько. Ты должен сказать, нет, папочка, у тебя отличная память, ты просто на себя наговариваешь. Нет, папочка. Да, на самом деле у меня очень плохая память. Давайте еще вот здесь посмотрим, что написано про 1874 год. 22-23 сентября. Макс, это тоже тайфун, который все затопил? Да. Вот фотографии, смотрите, фотография 1800 какого-то года. Все переломано, лодки валяются, здесь трупы животных, вон вижу коровы, лошади, капец. Это один из самых опасных тайфунов. Ну, в 1874 году один из самых опасных, но тогда не было нормальной фотографии. В 20 веке нормальная фотография уже была. И вот можете посмотреть, вот так выглядело все после затопления. Автобусики-то какие прикольные. Примерно 1 миллион потак он нанес ущерба. 1 миллион потак. Можно посмотреть карту. Давайте я вам покажу, где что находится. Вот это наши любимые Филиппины с Манилой. С ними, кстати, торговали португальцы. Это Тайвань и его, как это сказать-то, Тайпэй, короче. Это Хайнань. Это континентальный Китай, Гуанчжоу, откуда мы приехали. Рядышком вот здесь маленький Гонконг. Давайте придется приблизить вам, иначе ничего не видно. А вот еще меньше Макао. Если в Гонконге проживает что-то 6-8 миллионов, не знаю, то в Макао всего 600-700 тысяч. Вот здесь находится Макао. Вот сюда португальцы приплыли, давай торговать с Филиппинами, Японией, здесь Индию там захватили, тоже торговали. Вот Вьетнам, вот тут вот мы и находимся. До всех этих мест не очень далеко. За это мы и любим Китай, да? Кстати, у Китая вот здесь еще вот есть маленькие острова. На которые претендуют другие страны? На которые претендуют другие страны, особенно Филиппины. Но китайцам они нужны, чтобы владеть... Да. Вот проблема этих островов, если они отдадут кому-то Филиппинам, то здесь будет владение, как бы не владение, а влияние филиппинское. Но они держатся за эти острова, чтобы свое влияние здесь как можно больше держать в Южно-Китайском море. Да, нам рассказывали, где остров буквально 5 на 5 метров, и там человек стоит, следит, чтобы никто его не отжал. Да. Вот такая вот политика. На самом деле Филиппинам тем же самым эти острова тоже нафиг не нужны, тоже за сферу влияния. Ну и давай посмотрим, какого года. Нет, это форт. Весь форт. Да. Но когда построили форт, должны были где-то рядышком построить сразу и этот маяк, нет? Короче, смотри, 74-го года сломался этот так маяк, это не настоящий маяк. Поэтому этот построен в 1910-м. Понятно. В 1874 сломался, в 910 построили. Подожди, а почему тогда он самый старый? Может, это место, на котором стоял самый старый, получается, тогда маяк? Он вообще построен в 1865-м, старая версия. Вообще странно, тайфун же, по идее, должен затопить снизу, мы сейчас на горе, как он сломал. Так тайфун, рядом стояло какое-нибудь дерево, на маяк упало. Не знаю. Ой, это всего лишь навсего листочек. Ну что ж, вниз. Ура! Это была самая высокая гора сегодня у нас. 170, сколько? 177, наверное, метров. И мы с нее спускаемся. К счастью, больше сегодня не придется. Дети, не прыгайте! Вы чё? Чокнутые, что ли? Я аж реально, как будто мои, запереживал. Больше так высоко не придется подниматься. Ура, ура, ура! Можете посмотреть на мою довольную рожу.
На самом деле было очень тяжело. А еще, когда уже начинается обезвоживание, во рту слюна становится вязкая такая. Очень сложно сглатывать. И вот когда вот сейчас поднимался прям вниз. Будем слушать пение птиц и шарканье наших ног. Обратил внимание, сегодня, по-моему, мы русских ни разу не встретили, да? Да. Вчера 3 или 4 пары на нашем пути. Именно парами что-то все ходили. На данный момент я считаю, что прохождение Макао одно из самых интересных моих прохождений. Может, потому что я родил себе не сына, а друга, и мы разделяем вот такие вот прогулки. В Гонконге на острове, как он называется правильно? Ладно, Чунга-Чанга. Да, На острове Чунга... Как его? Чанчоу. Чанчоу. На острове Чанчоу тоже было интересно, но там мы всего 4 часа гуляли и в ливень в конце попали. То есть там такая мини-разминочка у нас была. Ну, там однотипно было. Да, там было однотипно, согласен. А тут прям разнообразно, интересно. Находим новые места, испытываем новые эмоции. Заблудились, давно мы не заблуждались, не заблудялись, не блудили, не... Как, Макс, сказать? Ну, не заблуждались, наверное. Не заблуждались, это заблуждение в смысле рассуждений. Не плутали по городу. Вот. Прям новые эмоции такие, приятные даже, после того, как найдешь выход. Но в любом случае мы бы его нашли. Ну и, как я сказал, даже заблудившись, мы нашли новые темы. Как раз Макс продемонстрировал, что нифига не умеет говорить по-китайски. Ничего не понял. Только размахивание рук нам помогло понять, куда идти. Спасибо местным жителям. И что нам понравилось, он прям, подошел ответственно к объяснению. Не просто сначала махнул рукой, типа, идите туда, а они обсудили с другом, потом говорит, вот так, вот так, вот так, вот так. Мы все правильно поняли, пошли и нашли. Мы запомнили только, куда он показал. Ну, правильно, ну, руками-то он показал, а так бы он просто мог вообще махнуть где-то там. Что где-то там мы тоже знали. Я, главное, понял, что надо зигзагами. Приятно, что отзывчивые. А вчера мне понравилось, мы готовились к этому прохождению, несколько новых мест посмотрели, и Макс в основном разговаривал с охранниками. Каждый такой, ой, какой у вас хороший китайский. Хотя большинство из них, наверное, основной их язык, наверное, все-таки кантонский, а путунхуа второстепенный. Ну да, у меня есть одноклассники, они знают хорошо путунхуа, но между собой предпочитают говорить на кантонском. Ну, из Гонконга в основном. угу. Макс хоть и говорит, мои одноклассники, но он сейчас с ними меньше общается. Сколько раз ты сходил с ними в баскетбол поиграть? Раза 3? Раза 3. Просто потом, в общем, трудно состыковаться. Просто мне, чтобы в школу пойти, мне нужно потратить время туда-обратно. Если одноклассник в тот день решит не играть в баскетбол, тогда это облом. А мне на чат он не отвечает. Поэтому... Потому что у них телефоны отбирают в школе, вот и не отвечает. А, в старшей уже можно. Не отвечает. Слушай, а что тебе туда-обратно? Ты же на байке. Ну да, туда-обратно на байке. Мне туда приехать минут 15, ждать маму минут 10. Чтобы тебя пустили. Просто еще в чем прикол, если я зайду в школу, я смогу выйти только когда меня мама выпустит. Да, это точно. Макс может войти, но не может выйти. Потому что даже старшеклассников не выпускают из школы, да? Выпускают, но нужна специальная карточка. Учитывая, значит, не выпускают. А вот тоже мусорки. Красивые. Так вот, когда Макс говорит, мои одноклассники, бывшие, к сожалению, одноклассники, а может, к счастью, скучаешь? Я скучаю по одноклассникам, но не по учебе в китайской школе. Потому что я пообщался, что у них там сейчас творится. Они готовятся к Джон Као. Ну и это просто капец. То есть я скучаю по временам, когда я могу поиграть в баскетбол с одноклассниками или поиграть в шахматы на переменах, но это не стоит мучений, которые происходят на уроках. Угу. То есть у вас сейчас идет, грубо говоря, дрессировка к ЕГЭ?
по К большому ОГЭ, счету, да. к ОГЭ, в 9 классе ОГЭ, да. Вся старшая школа там тоже будет конец. Все будут учиться. В общем, а мне так не нравится. На онлайне гораздо эффективнее. Меня бы здесь не было, если бы я сейчас в китайской школе был. Ну да. И мы бы с тобой так классно не тусили. Ну, то есть я обменял общение с одноклассниками на большее количество свободного времени и на общение с тобой. Я Ну не считаю, со мной, что с это- семьей. Ну, мама-то на работе все равно. Не, А но- моя задание делает. По вечерам ты не такой уставший после школы. Ну, да, тоже верно. Ну, то есть я считаю, что это очень даже выгодный обмен. Мне иногда не хватает общения с одноклассниками. Ну вот, я пару раз в школу как раз сходил. Ну и, в принципе, все. Может, потом еще буду, когда будет больше свободного времени. А то сейчас, капец у нас, плотный график будет. Да. Новый же год скоро. Да. Че, на лифте или пешком? Ну, здесь пешком многовато. А лифт красивый, стеклянный. Да, пешком тут немножко многовато. Давай, на красивый лифт вызывай. Еще спортивная площадочка, вот прям так вот, вдоль вот этой вот стены. Кто-то забыл, наверное, свою сумочку. Мы находимся, ну, типа на 2-м этаже. А сейчас здесь, кстати, португальский будет. Послушаем. Или нет? Почти как в Дзяньцзэцзэ. Ну да, столько же видно. Нет, здесь даже больше было видно. Так быстро опускается, прям ноги немножко подгибаются. Шустрый лифт. Земля. Ну вот здесь на английском нет. Тоже на английском нет. Это же, да, Subway только вот. Хотя, может, это на португальском также Subway. Идем дальше. Я думаю, здесь ночью красиво, вечером. А может, и не будут включать это. Ладно, вот это все равно красиво. Смотрите, какая прелесть. И все так просто. Просто отверстия разного диаметра, сделанные в металлическое. Это же, наверное, металлическое, да? Да, ну или не металл, что-то такое крепкое. И с обратной стороны светодиодная подсветка. Все. И прям достопримечательности можно смотреть на стене, просто гуляя по вот этому вот лабиринту. Мне нужно немножко отдохнуть. Максик, спасибо, рассказ про школу. Ага. Здесь вот лесенка, по которой можно подниматься вверх. Еще один лифт, который, ну, хоть и сказано земля, мы вот оттуда сверху поднялись. Здесь дорога, вот сюда спустились. Можно еще вот на этом лифте вот туда подняться. И мы идем дальше к очередному лифту. 177 метров, это сколько в этажах-то? Давайте, этаж будет 4 метра. 177 на 4? Ну, 180 на 4. Ну, 4-3 метра же, да. Ну ладно, 3. 180 на 3 сколько будет? 9 этажей? 50 этажей. Ой, 60 этажей? Да, можете написать, что я уже забыл математику элементарную. Вызывай лифтяру. О, приехал. Давай вот подождем, тут еще парочка человек идет. Все прискакали, кто хотел. Да, запускайся, остальные следующие идет. Послушаем португальский. Ну, отказывается разговаривать. Лифт в Дзяньцзэцзэ. В парке Аватара. А здесь даже больше видно, чем там. Да. Avenida do Doutor Rodrigo Rodrigues. A porta vai se abrir. Вот такая же камера, как у меня. Я в стену врезался. Hello! Но у нее, в отличие от моей камеры, еще поворачивается объектив. У меня-то уже все. Очень популярная камера. Недавно встретил девушку, встретил на просторах интернета, которая купила такую камеру и решила хайпануть, обосрав ее по полной. Я не понимаю, для чего люди все такие камеры покупают.
Почему вот это хреново, вот это не надо? В общем, реально высосала из пальца недостатки. Конечно же, у этой камеры есть недостатки, но она их настолько высосала, обыграла, что перекрыла практически все преимущества. Мы пойдем туда, но сейчас я вам покажу кое-что. Как ты думаешь, их это впечатлит? Ну, меня впечатлило, их, думаю, тоже впечатлит. Уважаемые зрители, набрали воздуха в рот и приготовились выдыхать, так делая. Вау! Да, это дерево. Это тот же самый фикус, которыми тут вон засажены все склоны. Вот тоже такое же дерево. Но фикус вырос где-то вот там. То есть там находится его основная часть. А все остальное это корни. Макс, подойди, пожалуйста, к тем корням, чтобы было понятно, какого это размера. Вот это немножко дерево уже обрезали, потому что, видимо, оно мешало зданию. Гляньте. Это Макс. Вот его голова. Это Макс, это дерево. Я считаю, это просто вау дерево. И оно выращено, скорее всего, частично искусственно. Они для того, чтобы такие деревья держались, трубы насаживают на корень и подкармливают. Мне кажется, они так и сделали. Хотя, возможно, оно само так выросло. Но в Гонконге подкармливают, чтобы это лучше росли, держались. Ну и для того, чтобы не падали камни с этой горы, все сеткой затянуто. И мощными тросами вон тоже закреплено и дерево, и скалы. Вот такие вот тут есть растения. Гиганты. Вау! Идем дальше. Чем мне нравится Макао? Нравится. Не нравится, а мне нравится. То, что гуляя по одному и тому же месту, просто заглядывая за угол, можно увидеть то, чего раньше не видел. И вы же понимаете, что все эти интересные места, деревья, уголки и, не знаю, там и красивые растения не опишешь ни в путеводителях, ни... Ну, это огромный объем данных. Для того, чтобы все это самому увидеть, надо прям гулять, гулять и гулять. Но одного дня мало, два мало, три мало. Я уже, как сказал, гуляю здесь в общей сложности неделю. Больше всего, конечно, вот по этому полуострову Макао. И то мы нашли не все интересные места. И даже видели еще не все интересные места. Но вот то, что смогли найти, все это собрать воедино, сейчас вам и показываем. Уже целых, ё-моё, почти 7 часов. Макс, мы прошли 28 тысяч шагов. Ну, неплохо, неплохо. Неплохо, но это пока не твой рекорд. Я не знаю. У тебя точно было больше 30, я помню. Ну, точно больше 30. Мы в Джанзиде где 33, по-моему, у нас было. По горам прыгали. Ну, 33 или 37, может быть, ты там еще не везде ходил. Я же побольше еще бегаю иногда. Раньше выхожу, а иногда зигзагами вокруг. Здесь звездами украсили. И вот смотрите, я недавно совсем проводил экскурсию в 100 метрах вот от этого вот угла. Но я не знал, что здесь есть вот такое. Я не знал, что здесь есть такая... Это, наверное, китайская монета с дыркой или нет? Что это такое? Да, я с тобой согласен. Скорее всего, это просто что-то крутое, круглое. Посмотрите, солнце, да. Вот если... нет. Хотел сказать, если бы солнце было чуть-чуть ниже, оно чуть ниже зайдет за здание. А так бы оно, конечно, в это отверстие светило прикольно. То есть я не знал вот об этом месте и, к сожалению, не смог показать его друзьям. Теперь знаю, смог показать зрителям. А площадь Лотоса, о которой мы с Максом говорили, и которая является в том числе символом Макао, где-то здесь недалеко. Давайте на лифте побережем свои коленки. На первом этаже сейчас находится, но уже уехал. На нулевом, ну вот. Че, возьмем у этих работников ленту спасательную, прикрепимся и вниз сиганем? Да, банджи-джампинг.
бесплатно. Джампинг здесь можно сделать с этой, во всяком случае раньше рекламировалось, прыжок с телебашни. Ну да, я когда ее на карте искал, так и называется. Макаоская башня баджи-джампинг. Мгм. Какой медленный лифт, но ноги все сильнее и сильнее устают. Лучше мы постоим немножко и отдохнем. А вы пока можете поставить лайк, написать комментарий, ну или даже перейти на Donat Alerts. Мы вам скажем огромное спасибо и покажем. Нет, не покажем. Извини, Макс, на север Китая я тебя не потяну по финансам. Даже если соберу 100 Я туда не тысяч. поеду, там холодно. Не, ну если бы я собрал 200 тысяч, ты бы со мной поехал, ну не 200, а меньше, 150 надо на двоих. Я не знаю, посмотрим. Может даже меньше. Второй дешевле идет, потому что такси, какая разница, один или вдвоем ехать. Проживание в отеле, чаще всего я снимаю комнату на одного, но там вдвоем можно жить. Так что, Я думаю, это будет веселое путешествие. но есть еще нюанс. Нужна зимняя одежда, нет, поэтому ты мне очень дорого обойдешься. Ну вот, да. А у Так тебя что, есть зимняя извини, одежда? у меня, да? Подожди, я хочу показать еще раз вот это вот. А, Где-то вот сюда, если зайти, красота. Что-то круглое. И на заднем фоне Гранд Лисбоа. Так. Стопе. Мы с тобой хотим не сюда пойти. Нет, мы хотим с тобой сначала сюда пойти. Ты знаешь, как до лотоса? Да ты успокойся, да я 100 раз так не ходил. Найдем. Я хочу вам показать, просто об этом уже упоминал, и если я забуду это сделать, вы же расстроитесь, обидитесь и скажете, опять не выполнил свое обещание. Ты нам обещал на север Китая съездить. Обещаю, с вашей финансовой поддержкой с удовольствием съезжу, покажу. Я вам обещал показать центр ЮНЕСКО. Вот эта площадь, по-моему, так и называется. Что-то там связанное с ЮНЕСКО. Поэтому мы сейчас пойдем и убедимся в этом. Либо нет. Или это не эта площадь. Я не знаю, здесь все парки похожи. Какой-то смешной мужик. Хоян парк это называется. По-моему, это не он. Чайниз этнический. Мы вот здесь вот. Это не он, да, думаешь? Мне кажется. Ну смотри, если в этом был он, спереди должна быть Гуаньи. Ну хотя там что-то золотое, это солнце. Нет, там. Короче, пошли. Я не знаю. Ладно, пошли Ну, наверное, посмотрим. Вон что здесь. Много таких парков будет на этом месте. Ладно, постараемся найти, ничего не пропустить. Значит, все правильно. Я уже готов даже из этого фонтана попить. А ты как себя чувствуешь? Я более-менее хорошо. Молодец, выносливый. 28 тысяч шагов и 7 часов в пути, ничего не выпив. Не, это вообще что-то другое. Да, вон, прямо Гуаньи. Видишь золотое там через деревья? Да, ну ладно, давай спускаться, переходить. Это, по-моему, наш первый подземный переход, да? Ну да, у нас только надземные были. Мгм. Там еще вон куда-то ниже можно идти. Интересно, куда это? А там что такое? Там подземная парковка. Внизу значит, тоже парковка. Да, там подземная парковка. И значит снизу парковка. Помните, мы вам на 3-м часу где-то показывали, или на 2-м, много зданий, у которых парковка на 2-м, 3-м, 4-м этажах. В новых застройках, в новой застройке парковки уже подземные. Барабанчики. Что-то это не то.
Не, это какой-то парк. Не, но все равно пошли здесь. Это какой-то исторический парк, похоже. Да, это этнических китайцев скульптуры. Вот какие-то северяне явно. Эвенки это. А при чем тут эвенки и китайцы? Эвенки это наши, россиянцы. Это кто такие? Кореанос. Макс, Ну, по-русски. Это типа из Кореи. А, корейцы. Это, видимо, все этносы азиатов. А буряты есть? Тудзи. Макс, давай ты будешь читать, я плохо читаю. О, вот это Яо, это, по-моему, который в Юннане. Яо национальность, какие длинные волосы. А Ли... Помнишь, где бабушка, по-моему, еще сидела? Это в шее вычесывала. А Ли энд Мяо тут есть? А вот это то, что было в Гуанси. Мы еще были в музее. В Гуанси, видишь, Джуанский автономный. Гуанси-Джуанский автономный район, это вот это Джуанцы. Ага. Пойдем вон там с рожками посмотрим, кто это такие интересные. Вот там тоже, да тут столько скульптур, мы полдня потратим только, чтобы все их изучить. Вот такие дудки мы видели у китайцев. Это что за девушка с младенцем? Мяо, по-моему. Мяо, Лент Мяо. Вот на Хайнане Мяо живут. Дуны. Или это донги? Я не знаю, ну, Ну, мы дунов тоже видели. Совсем недавно, этой зимой или весной. такого я не слышал. Да, джинсов мы не видели. Вон, посмотрите, сколько национальностей. 70, нет, 56. Национальных меньшинств в Китае. Нет, в принципе, 55 получается. Ну да, и еще ханьцы. Ну да. Ну ты объясни зрителям, кто такие ханьцы. Ну, китайцы, Ну ты немногословен. ну, в смысле, ханцы, китайцы. Тех, кого мы называем китайцами, это на самом деле ханьцы. Ага. Это 90 с чем-то процентов китайцев, собственно говоря. Так. Да, так, мы заблудились. Вот что я скажу. Еще один подземный переход. И да, Макс, вот здесь, значит, находится площадь, которую я хочу показать. А лотос где-то вон там. Вот представляете, вы говорите, китайцы, китайцы. А китайцев-то вон сколько, 56 народностей. Так же, как русские. Некоторые русские даже на русских-то обижаются. А это 100-150 национальностей в России живет. Или сколько там. То есть Россия еще более многонациональная страна, чем Китай. Центр ЮНЕСКО в Макао. Вот, раз уж про ЮНЕСКО говорили, я его нашел. Ура! Как вы там себя чувствуете? Устали с нами уже гулять? Давай лучше по ступенькам по этой сложной идти. Мы уже устали немножко, но нам очень нравится. Надеемся, вам тоже. Все, теперь во рту горько.
Чайно-телеком здание огромное. И голубка пролетела мимо. Ну и где? Где-то же оно тут было. Как сейчас вспомню. Мы снова видим вот этот вот разноцветный кругляшок. Что-то связано с энергией. Я так понял. Но ЮНЕСКО всяко не охраняет мусор. Думаю, нам туда, Макс. Ну мы его точно мимо не пройдем, не волнуйтесь. Вот, тут сразу две достопримечательности, в том числе и лотос золотой нарисован, который мы сейчас будем искать. О, нашел! Вот, ЮНЕСКО это организация, которая вносит памятники в международное наследие. Есть материальные наследия ЮНЕСКО, это вот все эти исторические памятники, как она там называется, Великая Китайская стена, все эти домики, развалины, есть парки, то есть, например, Гранд Каньон, ну, в общем, все такое. То, что можно пощупать. А есть нематериальное наследство. Макс, что ты знаешь из нематериального наследства ЮНЕСКО в Китае? Ну мы учили много про шунде кухню. И вся она занесена? Почти вся она, да, занесена. А ты помнишь, что мы первое про нематериальное наследие ЮНЕСКО услышали в Китае? Нет. В Яншо были. Вязание какое-то. В Яншо были. А что в Яншо были? В Яншо мы увидели впервые улитковую лапшу, и нам сказали, что она защищена. Это нематериальное наследие ЮНЕСКо. Так что вот, что в Макао очень много архитектуры, которая защищается ЮНЕСКО, поэтому они тут открыли центр свой ЮНЕСКовский. А мы пошли искать золотой лотос. Давай попросим вон ту вон бабушку нас покатать на тележке, я уже что-то с трудом иду. Ты как? Хорошая идея. Ну или можем попросить тележечку, а ты нас будешь катать вместе с бабушкой. Ты же выносливый. Ладно, пошутили и хватит. Я думаю, они устали намного больше, чем мы. Так что не будем мучить людей. Там казино, но нам сначала нужно туда. Здесь небольшой парк с деревьями, рыбками, тренажерами, много-много скамеечек. Мы увидели его начало, вот оно начало, и увидим конец. Ноги можно помыть. Ты смотри. После того, как вот по этим камушкам побегаем. Смотри, какая карусель. В Китае таких нет. Да. Макс, вот про эту вот карусельку. Я на самом деле не шучу. Вот эти камни для того, чтобы по ним бегать босиком. Я, честно, вчера мечтал. И даже сегодня видел пару раз эти камушки, но уже даже не заикался. Хотя вчера шутил, побегаем. И после того, как вы босиком побегаете, вот здесь можно помыть ноги, обуться и идти уже домой. Очень хороший массаж. Вот женщина босиком, но она не бегает, ходит, но все-таки молодец. Бесплатный массаж ног. Очень полезен для здоровья. Но не нам, не сегодня. Давай пропустим вот эти машинки. Постой. Пускай они проедут. А то прям пробка уже создалась, пока переходят. Мы вроде все успеваем. Время почти 5 часов. 29 тысяч шагов пошли вот сейчас. Как раз и с той стороны уже люди пошли. Темнеет. Давайте я еще похвастаюсь маршрутом, который мы сегодня вам показываем. Мы не только присмотрели все самые интересные точки, которые хотим вам показать, и даже пока укладываемся в график, но также мы продумали время. Потому что вот то, что мы вам показали ночью, там просто серо тухло.
А все достопримечательности, все казино, они подсвечиваются ночью. Все это очень красивым становится. И там можно, лучше даже, не можно, а лучше гулять вечером. Именно поэтому мы вышли в 10, а не в 8, как хотели, потому что не успели бы тогда, устали бы и не смогли бы погулять после заката. В общем, мы так хорошенько подготовились. Можете сказать нам спасибо, просто поставив лайк. Это будет уже хорошо. Merry Christmas. О, руку сводит. Извините, некоторое время вам придется смотреть просто прямо. Ухи слона, ой, дерево, огурчик острый, перчик острый, баклажанчики, чедзы. Я запомнил именно с такой интонацией. Без этой интонации я не могу. Мы держали. Нашу камеру держали. Сейчас немножко отдохнем и опять держать начнем. А еще мы болтали. Весь язык мы отболтали. Перехода здесь нет. Перейдем мы там. Индийская вегетарианская кухня. Не, я предпочитаю говядину карри, чем вегетарианскую индийскую кухню. Так. Куда-то туда, не помню в какую сторону смотреть, уже все, мозг немножко клинит. Вот, мы вам говорили про дешевые супермаркеты, вот эти вот Royal Supermarket, очень легко запоминающиеся иероглифы. 2 креста с кругляшками на подставке. Вот там реально неплохо можно покупать. Вода 1,5 литра, сейчас скажу, около 6 юаней. В то время как в 7-Eleven она юаней 20-30. Ну ладно, 20. Люкспроф. Сумочки, побрякушечки какие-то. Блин, не могу, рука не проходит. Я не жалуюсь, просто капец. Все-таки вам придется подольше, пока у меня повисеть на шее. Вообще, первые проходки, первые прохождения я ходил, ну, примерно столько же, сколько сейчас, но камера была, кстати, легче, и она почти всегда висела. И мне было очень тяжело. Сейчас организм стал более выносливый, несмотря на то, что на 20 килограмм больше, чем был тогда, 5 лет назад, когда все это начинал. Но все-таки столько длинных прогулок не прошли бесследно. И я стал более выносливый, начал брать камеру в руку. Но теперь руку сводит. Еще лет через 5 я смогу уже нормально держать. А может, к тому времени камера станет еще легче. Если сейчас вы предложите, что лучше камеру цеплять на голову, нет, не лучше, потому что тогда я не буду понимать, что вы вообще видите, чего не видите, и вы должны знать, что камера направленная – это одно, а мотание головой – это абсолютно другое. Вот сейчас вы смотрите прямо, а я уже 10 раз посмотрел налево, направо, вверх-вниз, для того, чтобы не заблудиться.
Так, и вот я сказал не заблудиться, и мы заблудились. Ну ладно, мало того, что мы заблудились, ну, Макс, нам все равно куда-то туда. Ну да. У нас есть еще проблема. Я не волнуюсь, что Лена нас потеряет. Надеюсь, ей хватит понять ума, что мы просто не на связи. В общем, у меня кончились деньги на телефоне. И у меня нет связи. Так что мы теперь не только без связи, мы еще без карты, которая у нас, да, подглючивала, но все-таки это была. Карта у нас не оффлайн, если что, а онлайн. Ну, теперь все. Новый вызов. Идем без карты. Прикольно. Просто мы хотели посмотреть, сколько еще идти, для того, чтобы понять, как тут проложить маршрут. Хай. Ресторан тайской кухни? Ну, наверное, что еще тайский может? Ну, не массаж. Массаж вполне может быть. Почему нет? Ну, в смысле, я прочитал, и это не массаж. Значит, Это не массаж? Нет, ну на самом деле больше всего, конечно, Лена будет расстроена, что мы не отвечаем ей. ну, тут тренажеры сразу. Все, Гранд Лапа. Там так написано. Тут есть фонтанчик миленький. Вы, наверное, по голосу почуяли, да, что я все равно расстроился. Не можем Лене сообщить, как хорошо. Интересно, как давно у меня связи нет? Когда я строил маршрут часа 3 назад и говорил, что до Черного каньона, до Черных песков можем пройти за сколько я сказал тогда? За 6 часов? За 8. Тогда еще связь была. С тех пор я телефон ни разу не доставал из кармана, кроме как выключать будильник, который у меня срабатывает каждые 2 часа. Вот через час снова сработает. Ну ладно, все, сейчас я настроюсь, сейчас стану я снова веселый. Ну, попереживает немножко и перестанет. Что это такое? Это, наверное, казино? Это казино. Да, это казино огромное, которое видно с моря. Это что-то красивое. Но это не Лотос. Как мало здесь народу по сравнению с тем же самым венецианцем. О, точно, у нас же есть Макс, говорящий по-китайски. Язык до Лотоса доведет. Вон он, я его вижу. Сися. Ура! Макс, слушай, как ты быстро, ты только спросил, и мы сразу его увидели. Так, давай вон туда сначала. Ну вот знал, что где-то здесь, но не помнил где. Чуть не снес гидрант от радости. Та-та-тай, да-да-да-да-да-да-да-тай. Автобус поехал в Венецианец. Вот эти постройки были хорошо видны с моста, когда мы ходили на новый насыпной остров. И этот, как он там называется-то, это казино тоже было видно. Пески. Как? Пески. Писки? Вот его название. Макс говорит писки. Что, прям так и переводится? Писки? Ну да, пески. Ну, понятно. Пойдем быстренько, пока автобусики не едут. Насчет казино. Пока мы добираемся до Лотоса, про казино надо рассказать.
А то вдруг до казино не дойдем и не сможем вам это рассказать. Казино? Ладно, пески. Третий раз повторенная шутка не является смешной. Мы не знаем, что там внутри, и внутрь песков не пойдем. Мы знаем уже казино, которое нам нравится. Туда заглянем, вам покажем. Если дойдем, ничего не случится. С такой ремаркой. В каждом казино есть собственная фишка. Где-то шоу, есть водное шоу, я не помню в каком казино. Там, когда едешь на метро, или как назвать этот метро-вагоны, не знаю, можно посмотреть абсолютно все казино, и мы, наверное, с вами прокатимся и посмотрим. Это как раз будет после заката, и это должно быть офигенно. Так вот, эти все казино, даже если в них не играть, в них интересно. Водные шоу. В Венецианце можно покататься на гондолах, пройтись по этим каналам. В Лондонце можно покататься... опять сегодня не покатаемся, он до 6. В лондонском такси Black... Макс, слева, пожалуйста, иди. Как называется лондонское такси? Black Cab. Вместе с кем там? С Бекхэмом. Во. К сожалению, не покатаемся, но можно. Там есть шоу, кстати, мы сняли его в сферическом формате, как эти лондонские охранники, ну, знаете, такими большими шляпами, лондонские полицейские гоняются за каким-то преступником. В Парижанине можно зайти на Эйфелеву башню, там не в полный размер, конечно, но есть Эйфелева башня. То есть в каждом казино есть какая-нибудь замануха для того, чтобы люди просто пришли. Ставка в казино от 1, по-моему, цента. Ну, то есть вообще можно просто зайти, $1 кинуть и выиграть. Мой друг при первом входе в казино, прошлый мой приезд, зашли. Макс, найди, нам где туда. Вот карта этого района, вот, если что. Мы звездочкой помечены. Нам... Вот мы сейчас под землю пройдем, где вот здесь и вот выйдем. Вот. В общем, все для того, чтобы заманить людей. Но представляете, приедет 1 000 000 человек, по $1 потратит, вот уже $1 000 000. Но мой друг выиграл, мы запихали туда 10 гонконгских долларов, вытащил он оттуда 50, по-моему. Да, значит, вот упетерил сумму. Че, может, на лифте? Ну, пошли. Так что, если вы даже не играете в казино, и даже если вы считаете это смертным грехом, можете приехать просто погулять. Погулять и посмотреть на всю эту красоту точно не смертный грех. Мы на земле, поехали на -1 этаж. Не запнуться за порог. Не прищемить руку, детям не прыгать, да, и не пердеть. Во время пожара не кататься. Я думаю, что это за клубы непонятные. Это не кататься во время пожара, да. Вот на эти вы заметили, что по всему городу, да даже не только в этом видеоролике вы уже могли видеть, по всему Макао, по всему югу Китая, и в Гонконге, и в Гуанчжоу, и в Шэньчжэне висят вот такие вот плакаты. Это были китайские игры. Паралимпийские игры закончились 15 декабря, но, видите, до сих пор висят. Надо было... пошли, эскалатор есть, ура. Интересно, сколько еще будут висеть? Вообще, во сколько обошлась вся эта рекламная кампания? На телевидении вот столько плакатов развесить. Плюс в Гуанчжоу башня Кантон Тауэр. На ней постоянно реклама крутилась. Очень много бабла ушло на это мероприятие. Да только на рекламу. $1 000 000. Казино Писки. А вот золотой... Макс, слушай, а мы бы увидели этот золотой лотос с этого... с маятника, с маяка, если бы не закрывалось вот этим зданием. Лотос. Символ Макао. Лотос, вода и все это на зеленом фоне — это флаг Макао.
два флага, флаг Китая, флаг Макао, развиваются рядышком. А это золотой лотос, просто золотой символ Макао. Один из символов города, поэтому мы посчитали, что его обязательно надо посмотреть, вам показать, для того, чтобы вы могли сказать, даже если не были в Макао, мы его видели и даже знаем, как до него дойти. Цветок лотоса. Подарил Макао в 1999 году. Повторю то, что только что сказал Макс. Подарок Макао от Китая в день присоединения, возвращения Макао китайцам. Вот такая красота. Милота. И становится прохладно. Макс, мы сейчас будем кайфовать. Цветочки. Я присяду, боюсь, что потом не встану, но все-таки. Это, я так понимаю, хризантемы, а это каала. Могу ошибаться, можете поправить в комментариях. Сколько ненужной хрени у меня в голове. Не факт, что она правильная. Туда мы сейчас пойдем. Такие маленькие флажки по сравнению с флагом России, который развивается в Красноярске на Николаевской сопке. Время у нас 17 часов 15 минут. В течение получаса солнце зайдет за горизонт и станет темно. Но мы как раз подойдем к самому интересному месту Макао, которое нужно смотреть именно после заката солнца. Все, что мы только что посмотрели, нужно смотреть днем. Нет, конечно, есть интересная, красивая подсветка, но все-таки снизу, да. Вызывай быстрее, 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 быстрее. Ты видишь мое лицо? Почему ты не метнулся и не нажал кнопочку? Да, метнулся, это лифт тупой, не среагировал. Лифт тупой, ну ладно. Фух. Макс уже выше меня. Если я окажусь выше, то это просто я так держу камеру, и он чуть дальше от камеры, поэтому я 178, он, наверное, уже 180 сантиметров. Особенно, когда стоит ровно, а не присядка. Че, стеклянный лифт, почти как в Дзянь-Дзядзе. Да. Почему мы сегодня вспоминаем этот лифт? Мы так разочаровались. В прошлый раз мы на лифте не поехали, потому что Лена сказала: я думаю, это неинтересно. Тогда за лифт надо было каждому заплатить 100 с чем-то там юаней. В этот раз у нас лифт был включен в экскурсию, и мы решили на нем покататься. А еще перед этим, так как я выкладываю ролики про Китай, мне постоянно шоутсы, все про Китай подсовывает от других видеоблогеров. Сколько я восторга увидел про этот лифт. Я говорю, ладно, давайте прокатимся. Мы прокатились. Ладно, если бы я, уже повидавший в Азии многое, сказал фигня. Лиля с Толей и с Женей такие, и все? Мы говорим, ну извините, мы сами на нем не были, вот решили вас прокатить. Разочаровались. И еще одно разочарование было в Дзянь-Дзядзе. Это паровозик. А паровозик никто из видеоблогеров, к счастью, не рекламировал, не показывал. А зря. Мы покажем обязательно. В чем фишка? Реклама везде, паровозик, паровозик. И так нарисовано, как будто он над какими-то обрывами едет. Это детский аттракцион, едет со скоростью 3 км в час, я хожу быстрее. Единственная фишка паровозика, там рассказывают про все горы и говорят, посмотрите налево,
Там бабка с дедом обнимают внучку. Посмотрите прямо, там беременная красавица встретила, не знаю, мужа с поля. В общем, вот такие вот истории. Посмотрите вверх, там крыша у поезда прозрачная. Там тоже, в общем, круто. Это единственное, что там интересное. Но Макс нам переводил, поэтому мы понимали, если вы приедете на паровозике покататься и по-китайски не говорите, то вам вообще не понравится. Паровозик и лифт, разочарование, дзянь-дзядзе, все остальное нравится. Есть еще что там тебе не очень? Что там не очень? Халялька была, фу. Да, у вас спуск в каньоне был не очень. У нас спуск был в каньоне не очень, потому что мы тяжелее 93 килограмм, а там на зип пускают только молодых и стройных. Поэтому мы пешком и на... Там же еще горочка такая смешная была, тоже снята, но еще не смонтирована, потому что предыдущие ролики про дзянь-дзядзе набрали слишком мало просмотров. Я подумал, что вам дзянь-дзядзе уже надоел и решил... Как думаешь, она понимает, что мы говорили? Она просто, когда услышала речь, такая посмотрела. Или просто не китайский услышала. В общем, да, тоже... Вы смотреть не стали, я решил приберечь. Где-нибудь после Нового года выложу, когда идеи закончатся. Вот там видно домики в стиле фахверк. А мы идем дальше. Да, я смотрю рекламу стейкхауса. Не надо про еду, Макс. У меня в животе мало того, что пусто и урчит, так у меня уже во рту сухо и мычит. Вон, смотри. Нет, я не буду туда смотреть. Там курочку, это не курочка, это цыпленок. Нет, это курочка. Курочка, ну, в общем, ладно. Давай, наверное, вот так его обойдем, да? Посмотрим, что... Можно вдоль набережной. Вот это, здесь, по-моему, где-то находится деревня Рыбаков, но мы ее не рассматриваем вам как достопримечательность, хотя это интересное место. Но мы не будем его показывать. Чтобы вам хоть что-то можно осталось посмотреть, приехав в Макао. А вот и шаттлбас от этих песков. В этом казино почему-то пусто. Макс, ты не знаешь, как люди выбирают, в какое казино идти? Я не знаю, мне кажется, какое самое популярное, туда все идут. То есть мы знаем про венецианца, парижанина, а про это я видел только, что автобусы с названием Сенс ездят и все. То есть самые популярные это венецианец, парижанин и лондонец. Я бы сказал, венецианец и Лисбоа самые популярные, но да, наверное. Возможно, до того, как появился венецианец, до того, как насыпали эту площадь для строительства венецианцев в том числе, Лисбоа был самый популярный. И здесь, вокруг, вот именно здесь, на полуострове Макао, очень много казино. Но после строительства тех Galaxy, которые выглядят намного круче, в которых там внутри все просто блестит и сверкает, эти стали как-то так попроще, и мне кажется, они подсдулись. Я не знаю, рыбацкая деревня здесь меньше всего похожа на рыбацкую деревню из всего города. А у меня такое ощущение, что там сейчас все закрыто. Не знаю, может быть. Ну вот где рыбацкая деревня? Это вообще, ну скорее на казино больше похоже. Так может это название казино «Рыбацкая деревня». Ну, может быть. Ну, в общем, вот туда мы не пойдем. Имейте в виду, говорят, здесь интересно. Во всяком случае, на карте указано, что это популярное туристическое место. Просто у нас есть однозначно интересные места, которые мы вам хотим показать, а время уже поджимает. Ты видел, там это крылатый лев стоит? Золотой.
Не, конечно, вот отсюда смотрится впечатляюще. Прям вау. Все так разрисовано. Пусто. Ну, может, конечно, там внутри сидят олигархи, президенты разных стран. Не знаю, Илон Маск играет. Макс, до меня дошло. В этих казино нет людей, потому что там играют самые крутики, а они хотят сидеть в казино одни, приватненько. А это отель Harbor View. Цены посмотреть не можем, потому что у меня закончился интернет. Придем в номер часов через 6. Я закину денег. Ну, Макдональдс сверху есть. Нет, в Макдональдс мы не пойдем. Вот там, куда мы не пойдем, написано Макао Фишермен. А почему рыбацкая деревня, если там Фишермен? А, ну Фишермен это же рыбак. Ну да. Там у нас закат. Здесь у нас все еще казино Пески, Harbor View отель и Fisherman. Вот то здание прям супер. Видишь, Макс, золото такое темное, блестящее, с зеленым и коричневое. Прям супер сочетание цветов. Лично мне нравится. Я не дизайнер, но вот это вот меня зацепило сочетание. А нам туда, так, как бы обойти? Понятно, здесь много дорог, мы уже говорили. Макао хоть и 33 квадратных километра, 33,5 попугая. Ходить по нему можно практически вечно. Особенно если пытаться заглянуть за каждый уголочек интересный. Макс, поздравляю. 31 тысяча шагов. Как себя чувствуешь? Нормально. Ноги немножко подваливают, но ничего страшного. Главное, чтобы не отвалились. Ага. Но тебе попить надо. Ну, после того, как ты сказал, что мне попить надо, ни одного магазина не было. Да. Лай, лай, лай. Это что там, спереди такие фонтаны прикольные? Голову туда захотелось запихать. Ой, какие ящерки. А, это лягушка. Лягушка смотрится в зеркало. Пласа до центро культурал. Чего, площадь культуры? Да. Видите, Макс по-китайски понимает, я по-португальски, мы хорошие напарники. Я вот про эти фонтанчики, когда увидел брызги, во рту совсем пересохло. На набережную пойдем? Да, думаю, пошли.
Набережную. Или Там мы здесь точно по городу? не заблудимся. Да, по набережной точно не заблудимся. Это ты все так переживаешь насчет утреннего нашего блудения? Нет, не переживаю. Максик, тебе задача. Открой, пожалуйста, сзади у меня рюкзак, давай попробуем идти хотя бы медленно. И посмотри, сколько написано на пауэрбанке процентов. Сверху так открыл. Ага. 40. Нормально. Все, нормалек, спасибо. Значит, ты сегодня таскаешь зря батарейки. Ничего страшного. Ну ладно, если ничего страшного. Не, Максик, давай все-таки вот здесь пойдем. Объясню почему. Потому что по набережной мы немножко пройдемся, а здесь все-таки хоть какое-то разнообразие. Стройка вот, леса бамбуковые. Возможно, магазинчик тебе встретим. На набережной мы точно никаких магазинчиков не встретим. Изакая Ябай. Нет, ты нифига пить не хочешь, если ешь печенюшку сухую, шоколадную. Слушай, что, правда, ни одного магазина не было у нас на пути? Был Circle K, но там нужно было быструю дорогу пройти. Circle K возле площади, где мы рождественские подарки смотрели. Да, потом не было. Мгм. Да, это тоже Макао. Представляете, какой он разнообразный. А вот агентство недвижимости. К сожалению, без цен, только телефон. Или это стоимость в долларах указана? Нет, конечно же, это номера телефонов. Так дешево стоить не может. Это ж Макао. Макао, Макао. Ку-ку-ку. Макао, Макао. Ку-ку. Пицца Хат. Так, нерегулируемый. Посмотреть налево надо. Теперь посмотреть на... Блин, тут направо надо было смотреть. Теперь налево. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла. Знаете, я так тут подумал. Я не знаю, Какао-Макао, может, Катя Лель, или кто это пел. Вдруг она уже инагент, а я тут пою ее песни. Говорят, сейчас в России споешь песню инагента, и все, в тюрьму поедешь. Поэтому я, пожалуй, лучше буду петь что-нибудь такое нейтральное. Расскажи, Снегурочка, где была? Или это нарушает авторское право? Так, ладно. Что еще спеть? Ну, русская народная. В лесу родилась елочка. Хотя и за это я сейчас не уверен. Как-то раньше я чувствовал себя свободнее. А сейчас, читая новости приходящие со всех уголков мира, но особенно из России, это нельзя, то нельзя. Тут посадили за то, что спел песню инагента. Здесь за то, что создал видеоролик, где искусственный интеллект перепел песню, и правообладатели тут же всполошились. Давай судиться. Я не знаю, что из этого правда, что это нейромусор нагенерил хайповых заголовков для новостей. Честно, не знаю. Но когда такое все время читаешь постоянно, начинаешь уже всего бояться. Я не знаю, так задумано или просто у меня
в голове такой страх появляется, а запугивают на самом деле видеоблогеры, которые на этом хайпуют. Не знаю, но что-то ненормальное творится в нашем мире. Помните, я сказал, мы увидим с вами начало парка. Начало парка было еще даже не подсвечено. Мы погуляли 30 минут вокруг, нашли вам золотой лотос. И вот, пожалуйста, парк подсветили. Мы по нему не пойдем. Я только вот так покажу все эти красивые фонарики. Это просто обычный парк, украшенный к Новому году. Часть парка мы с вами видели. Вот в этом углу парка плавают карпики разноцветные. Вообще написано было, что здесь озеро лотосов, Макс читал. Но лотосов мы тут не видим, видим только какую-то другую траву. Но все равно красиво, симпатично, да? Да. По-новогоднему, по-праздничному. А мы сюда приехали, чтобы в том числе создать вам праздничное настроение. Бежим, Макс? Ой, не бежим, я боюсь его. Давай, говорит, идите. Инсталляция новогодняя. Мы к ней не пойдем, Макс, это фонтан. Не надо в фонтане купаться. Merry Christmas and Happy New Year. И перед нами статуя сейчас Гуань-инь. Да. Ура! Я правильно вспомнил. Гуань-инь. Вот она, золотая, в лучах заката. Боюсь, когда мы выйдем из-под земли, или здесь не подземный переход, она уже будет освещена только фонарями. Что-то мы прям по фонтану пошли. Хотя, может, еще и успеем. Где переход? Там. Нам сейчас зеленый, а мы не успеваем. Бежим, бежим, бежим. Макао, Макао. Фу ты. Сейчас все козыножки засветят. Ты точно не устал? Да я не сильно. Ты раньше присаживался при первой возможности, а теперь уже прижимаешься и прикладываешься. Слева от нас детская площадка. Ой, сори. Справа парк. Слева Гуань-инь. Это буддистское божество? Да, вроде. Что-то из китайского буддизма. Хоть буддизм пришел из Индии, китайцы его сильно модифицировали. И вот это... Ой, богиня счастья. Я не знаю. Я что-то помню про рыбаков, которые что-то там кого-то ловили, их жрали крокодилы, а потом... Помнишь, когда мы в парке лотосов были, эту историю читали? А потом она что-то им помогла. Ой, забейте. В общем, одна из основных богинь, которую можно увидеть на каждом острове, полуострове, на каждой горе в Китае. И если не ошибаюсь, также она есть и на Хайнане, и вот в Макао. Изображают очень по-разному. Имя только одно.
Это не лучи заката желтые на ней. Это подсветка такая сделана. Вот эти вот фонари светят. Посчитаем, сколько камер. Здесь 3, там 3. И внутри еще, думаю, много. Зайдем, посмотрим. Убедимся, что это точно Гуанинь. Где это можно посмотреть? До 6 часов работает. У нас осталось пару минут пройти. Что, свободный вход? Да, похоже, свободный. Хорошо. А что тут смотреть? Вон туда пошли. Сувениры. Там сердце какое-то висит. Ну, ничего интересного внутри я не увидел. Сзади Гуанинь тоже выглядит так себе. Под юбку заглядываем. Посмотрим, что мы видим тут. Не спрашивайте, что это за здание. Лучше сами напишите в комментариях, если знаете. Мы видим 2 моста. Один мост уходит на остров с казино, а другой, скорее всего, прямиком в аэропорт. Здесь, кстати, прикольно. Мы читали в Википедии, написано 3 моста, по-моему, всего лишь. На самом деле больше. Здесь мы видим 2 моста, видите? Вот здесь вот один мост. 2 моста, да. Еще есть подземный проезд, там, где сделали метро. Итого получается 4 моста и подземный тоннель. 5 способов, может даже больше. Но мы знаем 5 способов переехать с полуострова Макао на тот остров. Это уже соседний остров, который Тайпай, или как он там? Тайпа? Тайпа. На самом деле это не так. Было 2 острова, вот Тайпа и еще какой-то там. А вот здесь посередине тоже было море. Они вот эту вот середину тоже засыпали. Понятно, что нигде эта гора, а где-то там за этой горой. И получилось, что вот эти 2 острова объединились в один. Если вот этот полуостров Макао застроен просто до предела, здесь только парки, все остальное, прям каждый кусочек используется, то там на горах есть даже горы без троп, ну то есть такие более дикие, скажем. И там горы есть, наверное, даже повыше, чем 170 метров. Мы говорили про 170 метров конкретно здесь, вот там, куда мы поднимались. Туда мы направимся сразу после того, как прогуляемся вот по этой части острова и покажем вам главные достопримечательности и может быть даже к себе в номер заглянем. Это казино. Вот это красивое желто-сине-красное здание. Я не знаю, как вы видите, я именно такие цвета. Посередине, может, не синий, а голубой. И сейчас облака, красные облака отражаются в верхней части. Вообще красотища. У меня появилось желание встретить здесь закат. Макс, как ты думаешь, долго будет еще длиться закат? Думаю, не сильно долго. Если бы кто-нибудь вот здесь у меня посмотрел, перелистни на погоду. Вот, вот сверху погоду нажми. Ой, ладно, Макс не умеет моими часами пользоваться. Погода, значит. Да. Вниз пролистай, во сколько закат? Через 4 минуты. Через 4 минуты закат, спасибо. Значит, мы все-таки постоим здесь с вами, посмотрим на закат. Или посидим, да, Максик, ты молодец. Здесь, видимо, кто-то сидел тоже. Солнышко тут сидело, грело. MGM. Давайте я пока про MGM расскажу. Это очередное казино. Я так понимаю, казино, совмещенное с отелем, собственно говоря, как всегда, и снизу с торговым центром. Называется MGM. И первое, что приходит в голову, это Метро-Голдвин-Майер. Да, но это не совсем тот Метро-Голдвин-Майер, который снимает фильмы. Какие? Что ты Метро-Голдвин-Майеровское знаешь? Том и Джерри. Молодец, еще? И все. По-моему, они еще «Хоббита», что ли, снимали. Нет. Ну, на самом деле, они очень много снимали. На заставке, кто не помнит, такой ревущий лев. Вау! Так вот, человек, владеющий Метро-Голдвин-Майер, прям при нас зажгли вывеску.
также владеет этим казино. Это не одно казино по миру, также в Лас-Вегасе есть, еще много где. То есть это MGM Group или MGM как-то там, в общем, они казиношками управляют. Вот это одна из этих MGM. То есть от Metro Goldwyn Mayer сюда перешел владелец. Я не знаю, кто сейчас владелец, но именно владелец какие-то 70-е, 80-е, наверное, годы были. Кинокомпания Metro Goldwyn Mayer создал казино, которые называются MGM. Вот такая вот история конкретно про это здание. Пока мы ждем закат, я решил вам это рассказать. Еще я вам обещал про воду сказать и показать. Вода здесь... Вот когда мы были на пляже, с той стороны, вот там далеко, 8 часов идти, там была вода достаточно чистая, во всяком случае, мне так помнилось. Здесь вода очень грязная. И вот там, туда, далеко, вот этот мост, это не мост, уходящий в Гонконг, как вы могли подумать, это именно связывающие части Макао. Мост, уходящий в Гонконг, вот мы ехали примерно пол моста, мутная коричневая вода. Как только мы начали подъезжать к Гонконгу, она стала такая глубоко синяя, классно смотрящаяся синяя красивая вода. Здесь была вся коричневая. Я не знаю, почему возле Макао вода вся коричневая, а возле Гонконга чистая, но у меня есть предположение. Предполагаю. Дело в том, что здесь находится устье. Макс, ну-ка, там, где начинается река, как называется? Ну, устье. Исток. Да? А там, где впадает река, устье, да? Значит, устье. Дельта реки, короче. Здесь находится дельта Жемчужной реки. Это огромная речка, которая через Гуанчжоу протекает. И дельта, именно там, где впадает, она на миллионы вот этих вот рукавов. То есть она как бы нет четкого перехода. Вот здесь река, а здесь уже море. И эта речка в дельте особенно, я не знаю, как там в верховьях, может и почище, здесь она коричневая. Не из-за того, что люди ее загрязняют, а из-за того, что ил, здесь тепло, вот эти вот всякие болезнетворные бактерии. Закатик уже очень близко, сейчас я вам покажу. И сюда она смывает грязь. Я думаю, именно поэтому здесь такая она коричневая, а возле Гонконга более-менее чистая. Может быть, это чисто мое предположение, я могу ошибаться. Солнце не видно, но посмотри, как облачко снизу красиво подсвечивается красненьким. А посмотри, как вот эти вот облака красным подсвечиваются. Если мы сейчас отсюда уйдем, вот эти облака мы уже не увидим, не сможем вот так вот понаслаждаться. У нас нет конкретной цели дойти до какого-то там казино. У нас сегодня есть даосизм. Дао – это же дорога, путь. Сизм. Ладно, я на самом деле насладился, надеюсь, вы тоже. То, что я хотел рассказать, глядя на MGM, я вам сказал. Подсветку MGM включили, значит, там лев снизу тоже светится. Тот самый, который Metro Goldwyn Mayer представляет Том и Джерри. А это я вам показал инь-янь, символ начала и конца, мужского и женского, двух противоположностей, инь-янь, Вообще, вода и огонь. Это не совсем две противоположности, это два элемента, соединяющиеся в одно. Скорее, я бы так сказал. Мужчина и женщина. Да соединятся они и будут единым целым. Пойдем. Посмотрели Гуаньинь. Идем туда, в сторону красных облаков и заката. Если там закат, значит там запад. Там восток, там юг, а там Китай. Не могу оторваться от этих облаков. Самолетик полетел. Прикольно, наверное, Если сейчас что, смотреть аэропорт на вот там. закат самолета. Да, да. Взлетать во время заката и восхода мне очень нравится на самолете.
Макс, тебя спросили зрители, когда мы с тобой мукбанг ели и обучали зрителей китайскому языку, кто-то спросил, как по-китайски будет «смеркалось». А что значит смеркалось? Такой переходный процесс, темнело, короче. Я могу сказать закат, закат это рыло. Вот Ну, это не закат, то есть у нас есть смеркалось, наступление сумрака, ну, наступление вот такой вот вечера, ну, когда вот так все становится серо, то есть солнце уходит, и вот становится все такое серенькое, вот это смеркается. я могу сказать ему тянли, но это более такое выражение неразговорное, то есть его могут использовать в каком-нибудь тексте, то есть более драматическое выражение. Мгм. Типа наступила тьма. Ну, как-то так. Тьма, это типа все, капец, Да, но это монстры используется вышли. как раз в контексте, что солнце зашло. Мгм. Спасибо. Странный Вот, максимально вопрос, если честно. Я бы... спросили, Макс ответил. Сейчас тут немножко будет шумно. Я воздержусь от болтовни. Просто можете еще себе чаек заварить, за чипсами сбегать, если хотите именно слушать. Вообще, на самом деле, во время премьеры даже паузы можно ставить, а потом нагоните на ускоренке. В общем, развлекайтесь, пока мы помолчим. Во всяком случае, до MGM. Макс, вот там какой-то пивбар. Пивас будешь? Не, я не настолько пить хочу. Молодец, хороший ответ. Я тоже впервые пиво лет 17 попробовал только. Лет тоже мне нет 17. Не, ну в смысле, ты же не пробовал еще пиво? Ну да. Хотя, может, и пробовал и выплюнул. И мама надо мной ржала. Ржала. Ты пока только квасом напивался. Вот. Я бы сейчас холодненького квасика. Все, капец, у меня сейчас будет слюноподавление. Надо, главное, в обморок не упади, не вытащи. Точнее, какой слюна? У меня вместо слюны уже этот, как его? Цемент. Да, Макс, мне здесь падать нельзя. Но если что, ты же говорящий по-китайски и по-английски, на помощь сможешь позвать. Но хотя я думаю, любой человек может позвать на помощь. Help me понимают почти все. Help me. Help me. Какие красивые елочки. Смотри, как переливаются. Я не знаю, как они вблизи выглядят, но отсюда супер. Вот. Сейчас пускай фотоет льва. Не будем башки ей в кадр запихивать. Да, надо переходить. Макс, давай в следующий светофор. Я хочу сам посмотреть льва и зрителям показать. Ну, понятно, что не совсем тот лев, но все-таки ассоциация MGM со львом тут есть. Льва поставили. Там еще на стенах львы какие-то бегают, но туда мы точно не пойдем. Посмотрите, какой милаха. А мы пойдем вдоль вот этой стены возле елочек.
Отсюда мы видим президента. Вот там в конце улицы еще одно какое-то огромное казино. И кусочек Лисбоа сверху. Торчит макушка здания. Здесь тоже не вижу магазинов. Макс, слушай, мы скоро уже будем в нашем районе, там много магазинов. Потерпишь? Всю Просто- дорогу. Ну да, просто тут как бы искать сейчас это. Пошли. Пойдем. Вот отсюда еще можно льва посмотреть. Мы входим в район казино. В старый район казино, где строили развлекательно выманивающие у людей деньги во времена, когда те два острова были разными островами и не объединились в один, и не настроили на них новых казино. Это было в десятых или в нулевых годах. То есть, на самом деле, очень недавно. Почему-то у меня в голове, что Galaxy в 17 году... Не могли его в 17 году открыть, наверное, в 2007 все-таки. Елочки, милашки, мигают. Это же не елки. Это вообще не хвойные растения. Это лиственние. Это похоже, самое похоже на елку в Макао. Нашли? Да. Растение. Посадили здесь? Или все-таки это елки? Ну, в смысле, хвойные. Я не знаю, относится ли это к хвойным. Дело в том, что на юге они все вечно зеленые. И некоторые есть с маленькими такими узенькими листиками. Но больше похожи по виду на какие-то... Не знаю. Туи. Но это не они вообще. Ну, то есть... на кипарисы длинные, высокие похожи, но это не кипарисы. Начинается вечерний город. Не устал? Да нет, А чё хромаешь? я не хромаю. А Ты только меня что весь день чё-то- спрашиваешь. Ну, я переживаю. Потому что, Макс, я знаю, что ты мне не скажешь до предела, пока у тебя там нога в кровь, пока кость торчать не будет наружу, ты мне не скажешь нифига. Нормально все? Да, все нормально. Хорошо. Ну это ты меня хорошо знаешь, да. Ребенок прошел почти 34 тысячи шагов. В пути мы почти 8 часов. По километрам не скажем, в конце проанализируем, глянем. Но примерно 25 километров точно уже прошли, больше. Там все светится, переливается, мы туда не пойдем, мы пойдем вот сюда. Это нерегулируемый пешеходный переход. Вот бабушку вперед пускаем, пускай она нас дорогу очищает. Не переживайте, даже при полной темноте, ну в смысле при сложном освещении, вы все будете видеть, камера позволяет снимать. При недостаточной освещенности тоже. И в отличие от телефонов, которые во время тряски на резких переходах света и тьмы показывают такое желе трясущееся, здесь вы видите чистую плавную картинку.
Еще одно казино очередное. Хотя мы с вами сегодня еще их не так много видели. Только начинается казиношная зона. Внутри казино гулять можно что днем, что ночью. Они все построены без окон, без дверей. Внутри вообще непонятно сколько времени. И то же самое Венецианец, мой любимый во всяком случае, развлекательный комплекс здесь. Там внутри сделано небо голубое и вечный день. Хотя фонари светят. То есть, ладно, вечный вечер. Поэтому в казино, в принципе, мы могли погулять в любое время. Но вот то, что вокруг казино, вот это освещение, это нужно смотреть именно вечером. Днем вы вот этой всей красоты не увидите, не насладитесь вот этим всем великолепием. Поэтому мы пришли сюда вечером. Казино Карк. Какой Карк? Ларк. Эл-Арк. Ларк. Макао. Я думаю, что за Карк? Здесь много, очень много. Вот это вот кажется большое казино, но по сравнению с современными новыми казино, это, конечно, мелочь. И вот это вот тоже огромное казино, и, возможно, даже какое-нибудь известное. Но, опять же, по современным меркам, по сравнению с теми казино, куда мы сейчас направимся, это все мелочь. Но здесь еще есть мельче. 8 часов? Мы с вами, ну ты уже загнул, не 8, 18:00. Мы с вами проходим Китай. В пути 8 часов. Ты имеешь в виду в пути 8 часов? Да, 8 часов мы в пути. Посмотрели уже жилые районы полуострова Макао. Обсудили все, что только можно. По-моему, все, что мы хотели, уже обсудили, да? И как Макао отжали португальцы у китайцев, и даже как китайцы сюда переселились, когда, и как потом все вернули, и сколько здесь филиппинок живет, и где покупать, и несколько парков уже посетили, и... Ой, что было за этим 8 часов, мы даже не вспомним. Если вдруг включили сейчас, потом можете посмотреть начало. Повествование... хоть и линейная в плане времени, в плане просмотра можно сначала конец посмотреть, повосторгаться вот этой вот вечерней подсветкой казино, а потом посмотреть утренний наш выход в спокойных, тихих районах относительно того, что будет сейчас. Проходим Китай, Макао. Ну а деньги мы собираем на снежный Китай. Хотите увидеть север Китая зимой? Спустя 10 лет после моей поездки в северную деревню, без вашей помощи я это не смогу осуществить. Ссылка есть в описании. Спасибо всем огромное. Даже не за донаты, а за то, что вы в данный момент с нами. Да, Макс? Ого. Star World Казино. Казино. Просто казино. А вот, Макс, свое любимое казино, на лестнице которого ты постоянно сидишь. Меня постоянно выгоняют. Да, Максу ни разу в казино не пустили, его выгоняют нам туда. И поэтому я его всегда сижу вместе с ним, охраняю. Вообще здесь был всего лишь в одном казино, венецианцы, в смысле внутри, именно в игровой зоне. И друг там выиграл 50 гонконгских долларов. Бербери, Мега, Булгари. И все это вот на этой вот красиво подсвеченной улочке. Но если вам вот это нравится, то представляю, как вам понравится на острове, где эти казино просто от них деньгами так и несет проигранными, горем и слезами. Несмотря на то, что мы ходим и восхищаемся казино, мы против азартных игр, считаем это злом, не меньшим, а даже может быть большим, чем алкоголизм и наркомания. Игромания, лудомания – это зло. Не играйте. А если
Раз в жизни решили поставить, выиграли, быстро забирайте деньги, уходите и никогда не повторяйте. Именно так сделал мой друг. А мы не успели перейти. Уже не побежим. Хотя надо было. Нет, не надо было. А то можно попасть вот под это плотное движение. Че, наверное, пойдем на твои ступеньки? Пошли на мои ступени. Почему мы называем именно Макси на ступеньки? Мы там были, вот сейчас, 2 раза он сидел на этих ступеньках, и каждый раз я его фотографировал. Он такой грустненький был. Все ждет, когда же ему 18 лет стукнет, чтобы можно было зайти и посмотреть, и сказать: я ничего не упустил, то, что сюда не заходил до этого. Мой друг очень хотел не поиграть в казино, а посмотреть на игровые автоматы. Он видел вот в Лас-Вегасе вот эти, как они называются-то, одноруких бандитов, что вот так вот дергать, и они такие, а потом снизу монет так посыпались. Я знаю, что там ступенька, но мы пойдем здесь. Макс, ну разве я не могу, как я могу вот это зрителям не показать? Так вот, оказывается, в современных казино нет таких одноруких бандитов. И монеты там не высыпаются. Все в электронном виде, вообще все. Ух ты! Там в конце как красиво. Но благодаря 4-кратному цифровому зуму вы можете это посмотреть, а я могу туда не подходить. Вот здесь можно водичку найти где-нибудь. Макс, возьми, попей. Когда увидишь, скажешь. У меня монеток нет, поэтому я тебе дам что-нибудь. Вон циндао. Ой-ой-ой, побежали быстрее. Врата в ад открываются. Тут одно бухло. Вообще. Аптека. Бухло. Чехлы для... Что да? В аптеке обычно завышенная. Вот. А холодная, спроси, есть? Водичка. Здесь вообще водички. Вон же. Это не вода. Так вон тот напиток возьми. Мы ее даже я понимаю. Елочку посмотрим красивая? Посмотрим, конечно же. Да. И загадать желание, наверное. А там еще пузырьки. А почему пузырики, а не снег искусственный? Я бы хотел искусственный снег. Давай пройдем и загадаем желание. Прикольно! Давайте поверим, что это снег. Загадываем. 1, 2, 3. Желание сбудется. Мы вам его не скажем, иначе не сбудется. Елочка со снегом. Супер. Здесь, вот на этих улицах, находятся мини-казино, ломбарды, спа, все развлечения для уставших мужчин. Но, как мы еще увидели, вот снегогенераторы и елочки. Лишь бы эта пена мне в камеру не попала. Снег кружится. Макс, давай вот так вот на память. Справа становись. Да, Нет, чуть-чуть туда отойди. Ну, елку-то не видно. Вот. Вот так. Лайк. Где твоя лайк? Вот мой лайк. А, твой рядом лайк. Прикиньте, я даже уже экран не вижу. Фотография на память. И на заставку.
может быть. Опять аптека. Очень много аптек. Макс, вот магазин. С холодильниками. Че, очень дорого? Ну, 8. Да ладно, 8 это нормально. Я просто боюсь, что тебе будет плохо. Это, Помельче нет, да? у нас 20-ка, нам надо оплачивать этот, как его, паровоз скоро надо будет. Поэтому мелочь пригодится. По 7 вообще. 7? 100 рублей вот эта бутылочка. Ладно, 80. О, монетки дали. Ты не будешь. Нет, пей. Макао 2007 года. Уже когда Макао было китайское, и 2010. У нас есть копейки 1900 какого-то года, 1990 какого-то года, когда 93-го, по-моему, когда Макао еще была португальской. И они до сих пор в ходу. Давай, ты уже Я глотнул? уже глотнул. Сразу заесть захотел. Что так мало попил? Нет, ты бутылочки, ладно. Макс, я на самом деле переживаю, именно поэтому я настоял на этой бутылке, хотя за 6 юаней можно было бы, например, 1,5 литра купить, а не пол, но здоровье важнее. В пене? Бедненький рюкзак, но я думаю, она безвредная. Итого, Макс продержался 8 часов без питья, пройдя 34 тысячи шагов. Макс, это прям вообще круть, учитывая, что днем светило солнце и была такая жара. Но, во всяком случае, на солнышке. Что, печеньки кончились? Походу. Серьезно? Давай помогу. Нет печенья, придется сникерс есть. Может, выпали? Нет, здесь только мусор. Подожди, а ты сколько их взял? Ты же, по-моему, все их взял. Ну да, Ты здесь что 8 было штук. ну да, Ты 8 штук уже съел? ну да, наверное. Бедненький, голодненький. Как ты это не запивая все сделал? Они же сухие, вообще капец. Да не, мне нормально, они не такие сухие, как Шок-контент. Есть сникерс, он хорошо наполняет, насыщает. Спасибо. Да, я сам. Казино впереди у нас. Собачка еле ходит, беременная, что ли? Или просто жирная, как я. Посмотреть направо. Макс, видел, какой Lexus крутой? Вот какой Lexus. Возит Galaxy. Не вот этот черный, а тот. Это от Galaxy отеля такси. Там на нем написано Galaxy. Реклама. Я чуть не, не того. Вот на большом экране только что так красиво наливали. Ну давайте еще раз налейте. Я хотя бы глазами кайфану от этой холодной, согревающей душу жидкости. Вот для чего мукбанги есть. Точно. Не хотят больше показывать эту красоту. Этот экстаз я получил всего на секунду. Перебегаем. Так, куда мы сейчас пойдем? Туда.
Они вусу пьют. Макс, ты где? Ты опять не с той стороны идешь. Ты меня пугаешь. Слушайте, вот эти все магазинчики на 90% состоят из алкоголя, дальше курева и 1% просто остальных прохладительных напитков. И много-много еды. Вот здесь живут люди, которые все проиграли, но у которых еще хоть немножко денежек осталось, и они питаются вот в этих вот, кстати, симпатично выглядящих забегалов. Макс, а те, у кого есть деньги, они питаются в ресторанах казино. А здесь вот каких-то несчастных 100 рублей платишь и получаешь вот такую обалденную стручковую фасоль. Берешь утку, вот 60 юаней, мопов. Ну, ладно, 600, 700. Да, извините, 700 рублей платишь, и вот получаешь вот такую. По меркам Макао это вообще дешево. Или вот лапшичка. Но это лапшичка с вонтонами, да? Да. Да, вот я вижу иероглиф лапша. 50 юаней. А просто лапша есть? Жареная картошечка острая. 60 юаней. Почему я говорю юаней, а не мопов, не паттак? Потому что это практически 1 к 1, так что можно смело юаней говорить. Да, дороже, чем у нас возле дома. Дороже раза, наверное, в 3. Но все равно это дешевле, намного дешевле макаошных ресторанов. Да, мы пришли на супер крутую, дорогую улицу. Но вот то, что мы с вами только что видели, я на самом деле считаю, что там живут многие, приехавшие сюда поиграть, у кого денег не хватает на жизнь в Гранд Лисбоа, например. Там ценник просто зашкаливает. Ну и понятно, что во всех этих казино и отелях, при казино, есть свои рестораны. Макс, понимаешь мою мысль? Что если ты приехал и можешь себе позволить жить в ресторане при казино, в отеле при казино, ты, скорее всего, и там же будешь питаться. А здесь будут питаться те, кто не может себе такого позволить. Только так приехал, все, проиграл. Ну да. Хорошо, Макс. Так, идем дальше. Я хотел идти по более красивому, а там, оказывается, нельзя. Макс поддержал мою умозаключительную мысль. Макс, я очень переживаю за маму. Ну, то, что она с нами не на связи. Поэтому нам сейчас придется пройти через отель сначала. Гранд Лисбоа. Еще один из символов Макао. Вот он. Ну, давай красиво засветись. Что-то они сегодня жмотят на подсветку. Вообще, это здание красиво светится. О, включили. Вот она. Вот он символ. Казино Лиссабон. Один из главных таких объектов, который все хотят посмотреть, заглянуть в него, поиграть, может быть. Но во всех путеводителях он есть. Возможно, даже на обложках. А вот Максины ступеньки. Он либо вот здесь на ступеньках сидит, либо вот здесь, если здесь бомжи не сидят. Очень часто здесь какие-то старики сидят и занято, поэтому ему приходится там. Ну как очень часто? Один раз там сидел, один раз здесь. Сам сидел, туда выгнали, в следующий раз учился на ошибках и туда сел. Да. Вход 18 – это просто Лисбоа. Если то Гранд Лисбоа, то это вот казино Лисбоа.
У меня есть в сферическом формате снята проходка внутри. Но мы все равно сейчас с вами заглянем и посмотрим, потому что, ну, уверен, большинство из вас не видели тот сферический видеоролик. Я там показал и контраст тоже, то, что находится внутри, и потом трущики вот там сбоку. Это тот самый контраст, про который сегодня Макс вспоминал, что прям это шок-контент. Здесь такая роскошь, а там такая хрень. Йохо Айсланд. Там, по-моему, бутики находятся где-то там. Или вот там. Я уже запутался. Там башня, с которой прыгают вниз головой на веревочке. Но мы направляемся в Лиссабон. Какая красота! Это вот люди пошли на такси. То есть это очередь на такси. Таксишки стоят вот там. Когда туда приходят люди, видите, они сейчас по очереди будут подъезжать. А нас охранник или там, не знаю, кто он, помощник рассортировки людей выгоняет. Говорит, проходите быстрее. Чтобы в казино не потерять ребенка, их можно привязать на веревку. Ну что, посмотрим на роскошь. Это мы заходим просто в лобби. То есть это не отель, не казино. Это просто лобби Гранд Лисбоса. Как приятно пахнет. Такой кислинкой. Я даже не могу этот аромат описать, но похоже здесь нотки цитрусовых. Что-то кисленькое такое. Не знаю. Очень приятно. А про эту скульптуру, или как это назвать, произведение искусства, сейчас Макс нам расскажет. Ну что рассказывать? Это из зуба, клыка, бивня мамонта. Это бивень мамонта. Был один огромный бивень, его аккуратно распилили, часть вот прям в нем, вот это вот сделали, а часть отпиленные кусочки, вот красиво-красиво вот это вот все выгравировали и как бы так вот разложили, склеив, наверное, или как-то соединив. Древняя стена здесь. Древняя китайская? Да. Ну, похоже, да, похоже на китайскую стену. Вот видите, такая идущая, разветвляющаяся. Здесь мы видим Будду. Да, я уверен, что это Будда с крестом на груди. Но это не вся красота. Вот это стоит примерно как та школа, о которой мы сегодня говорили. 2 триллиона юаней. Пошли дальше. Миллиарда. Ёлочка. Прелесть. А что тут петухи какие-то снизу? Год петуха, что ли? Так, 26-й. А мой брат год петуха родился. Да. Нет, следующий год не год петуха должен быть. Сейчас год змеи, да. Коня. А почему там петухи? Непонятно. Здесь небольшой, фонтанчик, если можно так назвать. Вода. С лотосами. Вы в каждом кувшине можете увидеть лотос, цветок лотоса, листья лотоса и плод лотоса. Мы называем это лейкой. Вот она. И сверху просто умопомрачительная люстра. Так, и... Так, вот туда, да? Там еще одна скульптура. Нет, не это. Это тоже крутая, но вот та больше меня поразила. Сколько это стоит, я даже не знаю. Голова Будды, вот здесь вот сверху.
Здесь, если если вы думаете, что вот это зеленое какие-то листья и это капуста, нет, это не капуста. Это горы, по которым прыгают люди, дерущиеся между собой. Обратите внимание, они вот здесь вот с палками, копьями, вот там вот кто-то медитирует, снизу вон на волнах они, я не знаю, серфят. А здесь можно видеть как этот символ-то, вот. Вот. Да, ё-моё, нет, все-таки вот такой, да, вот Будда вот так сидит. У меня так палец не выпрямляется. Здесь видно его еще одеяние, и это много-много людей. Как вы думаете, из чего это сделано? Нефрит. Правильно. Но это полдела. Вот эта верхняя часть нефритовая, а нижняя часть сделана из какого-то супер крутого камня, который стоит еще дороже, чем нефрит. Сейчас Макс прочитает и скажет, как он называется. Так, вообще это здесь король обезьяны. И где он здесь, король обезьян? В каком месте он там дерется? Я не знаю. Так. Ну, по-английски написано Жаде. Жаде, что такое Жаде? Ну, это же нефрит. Ну да. Вот он. Да. Жаде, скульптурная. Макс, прочитай про нижнюю часть. Я точно помню, что нижняя часть тоже из какого-то супер крутого камня. Пока он читает и ищет информацию. А почему НАСА? НАСА не так пишется. Это не НАСА, это НАЗА. НАЗА Аполло. Не написано? А почему я тогда помню про этот камень, что он супер крутой? Ладно, Макс, тогда не заостряйся на этом. Не будем людей мучить, поверьте. Это стоит, если тот бивень мамонта стоил ахулион, то это ахулиард. Если вы сами сюда зайдете и захотите еще шикануть от чего-нибудь бесплатного, то добро пожаловать в туалет. Вот эти люди как раз туда направляются, скорее всего, тоже на экскурсию. Тут был прикол, там двери в туалет сами открываются и закрываются. Давайте посмотрим, как они отреагируют на это. Вот дверь открылась. Будут пытаться сами закрыть ее? Ну-ка. Нет, не будут. Я наблюдал, как мужик зашел и хотел за собой дверь закрыть. А она автоматическая и с сопротивлением. Короче, сама не хочет закрываться, если ее руками прикрывать. И там охранник типа, отстань от двери, она сейчас сама закроется. Прям по носу, да, ударит. Туалет прикольный, помнишь, или ты там не был давно? По-моему, каждый раз, когда мы посещаем Макао, мы туда заходим. Я сюда экскурсии вожу уже. Но вот это вот все золотые лифты на верхние этажи. А спереди два идут мужика каких-то в одинаковых футболках, в одинаковых шортах, в очень похожих кроссовках. Кто вы? Люди, приветствуем вас. Макс сейчас 73 килограмма, я 103 килограмма. Мы решили встретиться на 75, да? Макс сказал, что станет 75 килограмм, а я сказал, что стану 75 килограмм. Ну и здесь веселенький Хатей, улыбающийся с четками на шее. Все, шиканули от... В смысле? Обалдели от шика? Жалко, еще запахи не передаются. Теперь идем смотреть на задний двор этого отеля. Шок будет еще больше, чем от этого шика. Вы думаете, это все просто зашедшие? Нет, вот эти бабушки здесь живут. Серьезно, вы никогда не отличите богатого человека от бомжа. Они выглядят точно так же. Здесь нет привычки напяливать на себя, не знаю, красный пиджак и разбрасываться баблом. Большинство посетителей этих казино
реально китайские старички. Не все, конечно, в VIP-залах, там, где ставка по $1 000 000, сидят другие люди, но они здесь по улице не ходят. Они аккуратненько заезжают, чтобы их никто не видел, заходят. Помните, да? Вот это слева от нас Гранд Лисбоа, холл которого мы только что посмотрели. А вот и шок-контент подъехал. Я впервые, когда подходил к этому отелю, зашел вот откуда-то оттуда. И прежде чем увидеть отель, я увидел вот эти вот дома. Встал где-то вот здесь, это сейчас приличная парковка. Два месяца назад, когда мы здесь проходили с Максом, была просто гравийка. И вот представьте, я вот так вот иду, начал снимать уже вот эти трущики, поднимаю голову, а там вот это. Я такой, пупеть, вот это контраст. И что я вам хочу сказать, вот здесь было не так, как сейчас. Тут все переделали, прям даже красиво, я бы сказал, сделали. Тогда это был супер шок-контент. И вы много на самом деле можете видеть фотографий, сделанных с какого-то этого ракурса, типа вот такой вот ужас, а сверху вот такая красота. Раньше выглядело ужаснее, или я просто уже привык. Но, думаю, этим домам здесь недолго осталось. Что-то мне подсказывает, что их скоро снесут. Потому что, в Макао мало места. Нет, другое дело, что если этими домами владеет какая-нибудь мафия, и тут у них какие-нибудь притоны, то да, снести их будет сложно. Но места мало, думаю, снесут все-таки. Даже с мафией можно договориться. Особенно если ей будет выгодно. Хотя, может, тут мафии нет, я не в курсе. Вообще про мафию ничего не знаю. Никакой мафии не существует. Первое правило бойцовского клуба. Макс, а ты смотрел бойцовский клуб? Не. А я вчера скачал «Не грози Южному Централу». Будешь смотреть? Ну, давай. Мы с Максом сегодня вечером будем смотреть «Не грози Южному Централу». Ну, посмотри, может, я приду и сразу спать. Ну, после такой прогулки, может быть. У тебя вода осталась? Да. Все к окей не надо? Хорошо. Так, я могу ошибаться, но кажется, нам туда. Как думаешь, я правильно ошибаюсь? Я не знаю, я хуже завязки. Я правильно ошибаюсь или ошибаюсь с ошибкой? Ну, связи нет, но может у меня карта прогружена. А куда мы вообще идем? Мы сейчас идем в отель, потому что мама очень переживает. И мы быстро заглянем в отель на Wi-Fi. Может, здесь есть какой-нибудь бесплатный Wi-Fi? Может быть, но все равно заглянем в отель. Ой. Да, мы правильно идем. Наверное. Не могу понять. Ладно. Макс, нам все равно по пути. Видите? Брусчатка. Туристическая зона. Давай перебежим, все равно они стоят. Все. В пробке. И тут перебежим. Ты бежишь? Макс, что не отвечаешь? Что? Ты бежишь, спрашиваю? Я же не вижу тебя, у меня шея налево уже не поворачивается. О, магазинчики пошли с лапшой, то есть вот уже нормальные, приличные магазины.
Слева вот это, если не ошибаюсь, школа Жакеев, что ли. Не помню, ну ладно, неважно, какая-то школа находится прямо возле казино. Мы всегда шутим, что там крупье обучают. Чего они все в эту подворотню поперлись-то? Что там вообще делать? Непонятно. А мы пойдем вот сюда. Под этими бамбуковыми да. Помните, что я говорил про толпы? Вот они. Начались. Как бы нам пробиться-то тут? Да что ж такое-то? Макс, сейчас. Как хорошо было до этого. А у меня сейчас весь мозг работает только на то, как идти, ни с кем не столкнуться, чтобы никто не махнул рукой, камеру не сшиб, чтобы Макса не потерять. Налево шея у меня не поворачивается. Макс на мой голос не реагирует. Вот он справа, вижу. Я вижу твой любимый Джолиби. Я тоже. Ладно, давай мама еще полчасика потерпит. Мы мотанемся по достопримечательностям. И в отель заглянем. Если ты скажешь, что устал, то останешься в отеле, я пойду дальше. Хорошо? Хорошо. Чувствуешь сейчас силы еще идти или нет? Ну, думаю, да, учитывая, что потом мы на метро еще будем. Ну да. Далеко-далеко на горизонте видно MGM. Мы возле него были. Банк Китая. Улочка. Еще одна центральная улица с огромным количеством интересных мест. И на этой же улице располагается одна из главных достопримечательностей. Это Гранд Лисбоа. И вторая главная достопримечательность — это Макс, руины святого Марка. Фу ты, блин. В голове Павла, а я говорю Марка. Точнее, не совсем так. На этой улице располагается вход на улочку, где он располагается, откуда мы сегодня начинали свой путь. На третьем этаже можно видеть Jollibee. Это филиппинская сеть быстрого питания а-ля Макдональдс, KFC или что-нибудь такое. Так как здесь много филиппинцев, они открыли здесь два, по-моему, ресторанчика. В Гонконге их много, здесь они есть, в Китае их нет, потому что там филиппинцев не так много, как тут. А филиппинцы прямо обожают свой Jollibee. Если посмотрите, он забит
Видите, все столики у окна забиты. А если до этого нам встречались какие-то забегаловки, там 1-2 коллеги сидели. Там красиво, но туда мы не пойдем. Приедете сами, можете сходить. Ну, потому что нереально показать абсолютно все. Мы в пути почти 9 часов и только половину, Макс, показали. Шучу, не половину. Та-дам! Красотища! Красотища! Мы же с вами сегодня праздничное настроение создаем, поэтому разглядываем всю эту красоту. Ладно, шарики, мы еще посмотрим. Я хочу вам вот это показать. Макс, что здесь написано? Макао. Макао? Это так Макао пишется? Да. Видите? Макао. Стилизованный ларечек. Стилизованный под старые ларечки, наверное. Ну и вот зеленый цвет, прям у меня ассоциация с Макао, вот этот зеленый цвет. Шарики, подарики, отдыхающие, нагулявшиеся. Это главная елка города. Красивая. Вот из того здания мы с вами вышли в 10 часов утра и пошли вот по этой улочке. Сейчас мы снова по ней прогуляемся. Она очень сильно изменилась, поверьте. Если бы я не сказал, что мы тут сегодня с утра были, вы бы, скорее всего, даже и не вспомнили. Ну, если, конечно, вы не были в Макао и не знакомы со всем этим. Мисерикордия. Что это такое, мисерикордия? И Макс так вздохнул, пытается понять, что же за иероглифы там. Ну как? Сложно? Сложно. Ну и ладно, пускай это будет Санта Каса да Мисерикордия. Максик устал уже. Есть немножко. 36 тысяч шагов, ты идешь на рекорд. Она оранжевого дельфина выгуливает. Он не оранжевый, он... Какой он? Розовый. Розовый. Мы знаем, потому что ездили в туры, охотились на розовых дельфинов, гоняясь за ними на полицейском катере. И это не шутка, и даже не сарказм. Макс, подтверди, что это было. Да, было. Это было на канале Denvas TV. Skechers. Это главная туристическая улочка. Сделана, в смысле, мостовая вот так уложена. Вот этот храм, конечно же, название я сейчас не вспомню, он на всех туристических плакатах есть. И также он на всех коллажах с Макао тоже имеется. Это католический храм, в него можно заходить и даже можно снимать. Главное, что нельзя туда вдаль проходить, где молятся не католикам, то есть там прям так написано: не католикам проход вглубь запрещен. И, ну, не орать, в шапочке желательно, но не обязательно не заходить. Ну, то есть, если вы будете заходить в шапке, мужчины в смысле, вас попросят снять. Ну, а здесь, если будет открыто, заходите. 4 или 5 этажей музея католицизма. Центр истории Макао. И там все посвящено именно религии, христианству, католицизму. Я вот вам специально... Нет, я думаю, на китайском вам проще будет понять, что здесь написано. Вот, запечатлел. Вообще на английском есть. Вообще на английском. Вот, можете переводчик запустить. И перевести это все. Да, построен 1587. 1587 год. Про восстановление ничего не написано. Оригинал? Пока Макс читает, мы посмотрим на остальную архитектуру.
В 97-м небольшая была реставрация, сделала это в музей. Угу, понятно. Вот здесь вход в музей абсолютно бесплатный. Я до верхнего этажа не дошел, потому что самый верхний этаж, там деревянные перекрытия и какие-то они хлипкие. И туда пускают что-то по 3 человека. А еще стояла очередь. Я говорю, да ладно, хватит нам и нижних 4. Прям везде все празднично. Нет, здесь и так много огней. Вот эти вот фармасии со всех сторон светятся, горят. Ну а перед Рождеством прям вообще. Свинка Пеппа. Как свинка Пеппа по-португальски? Beautiful Villa? Вообще даже свинка Пеппа нет надписи, да? Ну, просто игрушки кинули. Это какой-то китайский, какие-то китайские подделки. Это какие-то непонятные лекарства, непонятно от чего. И мы не можем понять, почему здесь так много аптек. Здесь мыловаренный завод, который пахнет на всю улицу. Еще один мыловаренный завод. Доктор Конг. Ну, для нас Доктор Конг всегда, конечно, теперь останется май на лицо на их рекламе. Порк-чокбаны. Это вот эти вот бургеры местные. И эктарте. Это португальские фишки, которые пришли сюда, в Макао. Потом порк-чокбаны здесь так и остались, а вот эктарты очень полюбились китайцам. О чем я неоднократно говорил, но в этом месте я просто не могу это не повторить. Мне интересно, в Португалии тоже эктарты? Они по-другому как-то называются, но мне писали, что да. У меня же зрителей много, наверное, португальцы. А может, просто где-нибудь загуглили. Это они едят шкуру свиньи, жареную в масле. Эта женщина пытается в рот запихать кусок вяленого мяса. Вот то, которое здесь лежит на каждом лоточке. Дают попробовать со всех сторон. Но я же сегодня испытываю силу воли. И не ем, и не пью. Уже почти 9 часов и в туалет не хожу. Матча Макао. По-английски читается матча, и по-русски тоже говорят матча. По-китайски читается моча. И тут мы встречаем скорую помощь. Что-то кому-то, видимо, плохо стало. Кто-то не пил 9 часов, не ел и в туалет не ходил. Вот конкретно это место мы вам показывали много раз, но в рамках прохождения мы не можем его обойти вниманием. Если вы хотите какой-нибудь магнитик, то можно купить здесь. Но вообще можно купить на Taobao. На китайской платформе в 10 раз дешевле, если не в 20, а может и в 40. Где-то там мы сегодня с вами уже были. Вот первые русскоговорящие прошли навстречу. 18 юаней литровая бутылка Кока-Колы.
Как же я сегодня кайфану, когда после прохождения что-нибудь в рот пихану. Сеси боял. Ни айскрим, ни эктарт. Здесь разбирают или опять собирают какую-то платформу. Здесь вечно проводят всякие мероприятия. Недавно во что тут играли? В баскетбол? Не помню, какая здесь площадка была сделана для игр. Ну, а вот руины святого Макс Павла. Это именно руины. Одна стена. Внутри находится музей, который сейчас закрыт. Вот там на горе форт, самый распиаренный в Макао, на котором лично я был 4 раза. Это Гранд Лисбоа, возле которого мы с вами только что были, в который даже внутрь заглядывали. А это, вы слышите, мое дыхание. И снова покажу, что это исторический центр Макао, защищенный ЮНЕСКО. Руины святого Павла 1835 года. Схема. Все это развалилось. Осталась одна стена. Получается, та церковь старее, чем это. Ну, да, получается. Ну, эта стена впечатляет прям. Это ж стена. Ну, правда, она развалившаяся и с другой стороны на подпорочках и на всяких усилителях. Но все равно впечатляет. И несмотря на то, что вы ее неоднократно видели, Макс, иди сюда. Мы все равно ее вам показываем. Потому что если мы будем проходить в Макао и не подойдем к этой стене, это будет по меньшей мере как-то странно. Да. Еще давай заставку одну снимем. Давай. Это я показываю. Ставьте лайки. Мы вас целуем, а сами мы чокнутые. Время 18 часов 51 минута. Мы в пути почти 9 часов. И нам надо сходить в отель. В этот форт мы подниматься не будем, потому что, ну, там парочка пушек, классный вид на Макао, но классный вид на светящийся Макао мы вам еще покажем сейчас, если не зайдя в отель, мы не скажем, пошло ну все в жопу. Я сматерился. Ай-яй-яй. Ну как это слово могло сделать матом, я не понимаю. Сразу песенка. Опа есть, а слова нет в голове. Не будем подниматься, потому что реально сильно устали, еще много. 2 форта уже сегодня. Хочется много посмотреть, вам показать. А оттуда самое классное, что можно было увидеть, это крыши трущоб. А крыши трущоб мы вам сегодня уже показали. И даже по ним, по самим походили. Так что спускаемся вниз, идем в отель, цепляем Wi-Fi. Маме сообщаем, ладно, всей семье и моей маме тоже, что мы живы-здоровы. И потом пойдем на метро и поедем и помчимся мы к казино. А сейчас мне нужно немножко отдохнуть, помолчать. И все-таки я сдаюсь. 9 часов без воды, без еды, без туалета. У меня пересохло горло. Поэтому, Максик, поделись водичкой своей. И возле отеля еще возьмем попить. Да, можно будет что-нибудь вкусненькое взять. Хватит себя мучить. Держи.
Хочешь шоколадку съесть? Не, спасибо. Мне главное попить. Можно я все допью? Да, конечно. Лицо показывать не буду, потому что вы подумаете, что я от восторга обсикался. О, да! Какая она вкусная, хоть уже и теплая. Какой же кайф! М. М. Ой, кайфец. Как мало человеку надо. Просто немножко водички. Ой, хорошо. А если бы это был холодный Gatorade, я бы сейчас, наверное, от головокружения в обморок упал. Послушаем улицу. Мы же только что с вами тут уже прошли. Я все, что хотел, вам рассказал. Еще вот расскажу. Можно взять мороженое с достопримечательностями. Ну, то есть мороженое, выполненное в форме тарталетки, эктарта, в форме вот этой стены, еще чего-нибудь интересного. Starbucks. Знаете, чего я тут не видел? Лакин кофе. Макс, как так? Где Лакин кофе? Не знаю. Я в шоке. Да, Мися-Пися есть. А вот и спасатели везут дедушку. Ну, видимо, реально плохо было стало в реанимацию вон на каталке. Это долго они? Мы успели подняться. Ну, видимо, он где-то там снизу, пока дотащили. Туда же заехать нельзя, здесь же нигде, видишь, транспорт есть не может. Видимо, где-то между, вот в этой толпе между людей грохнулся. А вот мы с вами застали ритуальное сжигание денег. Передача их предкам на тот свет. Вот они. Печеньки дают. Макс, наедайся, чтобы деньги не тратить. Да бери. А, у тебя руки грязные. Не бери. Если хочешь руки помыть, у меня есть... Не стоит. Так мы... А, ты уже надеешься остаться, да, в номере? Нет, смотри, потому что мы уже почти прошли, я сейчас пока... Понял, понял. Да что ж вы... Опять пахнет с этими мылами. Fresh Handmade Cosmetic и Natura Republic.
О, Макс, выкинь мусорку, пожалуйста. Подожди, я хочу вот это. Ну и что, он сломался? Ползает туда-сюда, видите, довольный Санта-Клаус. К вам в трубу ползет. Поп-март. Мы пришли оттуда. Давай сейчас пройдемся вот по этой улочке, снова выйдем на ту. Ну, просто там мы уже проходили, а здесь еще нет. Я хочу вам одну стену показать. Ну, показал землю, точнее, мозаику на земле. Вот эта параллельная улочка потише. Хотя все то же самое. Еда, мися-пися. Да. Одна с той стороны этой центральной туристической улочки. Но обрати внимание, здесь нет очередей, как в Китае. А ценник в 2 раза дороже, да. Вот эти вот чаи, bubble tea, в Китае 7 юаней. Здесь 12. Ну, не в 2, почти в 2. Ой, как от него кишками пахнет, в смысле от его еды. Вот эту стену я вам хотел показать. На мой взгляд, она такая вполне примечательная. Что здесь? Христианские мотивы и Стелла Марис там написано сверху. Я так понимаю, это поселение Макао, а это португальские корабли приплывшие. Это ангелочек плюющий, изрыгающий воду изо рта. Но она вся в такой плитке мозаики. Это, я не знаю, как этот вид искусства называется. На белой плитке нарисованы такие вот фрески. Стена, большая часть с той стороны проходит, но мы отдаляемся от отеля. Я уже прям последние минуты что-то сильно переживаю насчет того, что Лена волнуется. Здесь красивые домики. Там снова Гранд Лисбоа светится. А мы вот здесь спустимся к центральной улочке. Думаю, да. Ну, если ты в туалет, конечно, не хочешь заглянуть. Не, можно было бы где-нибудь 7-Eleven там половить, но он все равно нам по пути. Датсун. Ну, мы сегодня вам уже показывали крутые тачки. Эту тоже можно показать. А, она обрезанная. Урезанная версия. Где свинки? По потолку ходят черные свиньи. Вообще это вход в ресторан. Очень симпатичный. Есть иностранцы. Едят иностранцы. Вот, мы вышли на центральную улочку туристическую.
20 секунд побежим. Побежим. 16, 15, 14, 13. Да. Вот эта улица, она упирается, ну, почти упирается в Гранд Лисбоа. Рядышком там проходит. А нет, она, по-моему, даже на перекресток. А другой стороной она упирается в улицу, идущую вдоль морских причалов рыбных. И это, можно тоже сказать, одна из основных улиц. Отели тут... Опа-на, я назад не вернусь, тут все огорожено. Отели располагаются, магазинчики, много всего вдоль нее. И она старой застройки. Видите, как я вам говорил, идем под навесом, а сверху располагается здание. Так строили в колониальную эпоху. Некоторые, по-моему, эту архитектуру так называют, колониальной, могу ошибаться. Пережитки прошлого. Ну, книги, ладно, книги не пережитки. Газеты, журналы, радио. Но он радио не слушает. Он смотрит ТикТок, какую-то там дораму в нем. Не ТикТок, а Дауин. А это очереди на автобусы. И тоже все что-то смотрят. Очень шумно из-за автобусов. Мы можем избежать этого шума, если пойдем по переулочкам. Пойдем? Прям неприятно там идти. По переулкам мы можем заблудиться и немножко промазать мимо своего отеля. Но зато увидим вот такие вот приколы. Это... Давайте я вам кое-что покажу. Это, как это сказать-то, такой классический китаец, и он держит в руках нихао, и он держит в руках слиток золота. Представляешь, такой слиток золота иметь? Это ж вообще... Цены указаны за блюдо. Опять же, можно поесть голубя, курицу. И рядышком вот такой вот Санта-Клаус, несущийся на горбатом запорожце. И вот только-только установили, и вот сотрудники еще доделывают. Вот тот клеит надпись «Осторожно, высокое электричество», а вот этот изолирует опору. Какое казино? А, так это реклама казино здесь. Получается, казино в разных районах делают вот такие красивые инсталляции, тем самым рекламируя себя. Прикольно придумано. И вокруг красиво, и реклама сразу. Это лучше, чем покупайте наши пылесосы. И вот мы свернули с этой шумной, ужасной улочки на мою любимую тихую улочку. Нет, это не она. Она вон спереди. И мы ее для вас даже сняли в сферическом формате. Так что сможете посмотреть. А вот в таких забегаловках это прям вот совсем самое дешевое, что можно найти. Лапша по 22 потака было. 22 потака, пельмешки. Нам завтра обязательно что-то нужно съесть. Мы заслужили. Прогулявшись сегодня, мы хоть и не закончили еще, но
мы уже заслужили завтра вкусно поесть. И снимем для вас видео, если будут силы. А то, прикиньте, завтра такие просыпаемся. Максик, чего? Ты руку поднять можешь? Нет. Спина как? Не чувствую. Че, будем лежать? Да. В 12 выезд. Лежим до 12. Берем тяжелые рюкзаки. У нас тяжелые рюкзаки. Мы же сюда с одеждой. Стирать на самом деле мы здесь не будем. В раковине. И такие, никуда не пойдем, и ничего снимать не будем. Надеемся, верим в лучшее, что завтра мы будем себя чувствовать хорошо. Пойдем что-нибудь поедим, видеоролик для вас снимем. Ну, а вы можете отблагодарить нас просмотрами, лайками, комментариями, репостами и донатом. Большое вам спасибо. Ссылки на благодарность, на все способы донатов есть в описании. А мы с вами пойдем потихоньку вот по этой улочке к нашему отелю. Здесь куда ни глянь, везде интересно. Вот, например, туда. Видите, какие классные, там, какое оформление. Ну и эта улица есть в сферическом формате. Если мы что-то сейчас пропустили, промазали, вы можете посмотреть на Denos TV 360. Чаи под 30-40 потак. На течение Вьетнам. Че у него мяукает там? Че вообще с ним? Не знаю. А вот этот вот хвост и плавник, Да, там я показывал. Там дают супы с плавниками, да? Да. А я думал сначала, что это плавники русалки. Но когда я вам показывал эту улицу, в сферическом формате вот именно так вы ее можете посмотреть. Освещенную. Вчера это было прям все так же само. А до этого я ее снимал в плоском формате, когда рассказывал об отличиях Макао от Китая. Здесь еще только готовились к Рождеству. Вот мы снова видим фабрику печенюшек. Здесь, насколько я помню, тоже они же. Вот эта улочка мне очень нравится. Она даже мне нравится больше той туристической, на которой только что были, потому что, мне кажется, она прям более историческая. Здесь жили обычные люди, наверное. А может, это новодел. Но мы будем верить, что это все настоящее, старинное. Ну вот, голубиный ресторан с 903 года. Где? А, вот. С 903 года здесь едят голубей. Нам уже куда-то туда. Ой. Какие милые улочки. Здесь что-то дают супер вкусное. Если люди готовы вот так на карачках стоять и тыкать палочками. Кишки? Кишки! Мы снова вышли на эту улицу, но вышли мы для того, чтобы я мог попасть в наш отель. Я там по закоулкам сейчас не сориентируюсь. Связи у меня нет, карта тут ничего мне не показывает. А идя по этой улице, я узнаю поворот и не промажу. Вот он, этот поворот. То есть мы могли на самом деле чуть прямее пройти. Ну ладно. Так мы точно не ошибемся, и я чувствую себя комфортнее.
Заодно вам покажем немножко свой отель. Вон он. Отель Манва называется. 300 юаней в сутки. В будни, не в праздники. В праздники, но в 2 раза дороже. Здесь стандартный такой прием. Если праздник, ценник сразу в 2 раза выше. Интересно, до сюда Wi-Fi добьет? Секундочку. Так, цепляем Wi-Fi. Смотрим. И что мы видим? Wi-Fi пришел. Связи. Нашел. Макс, похоже, нас в тур зовут. Круто. Что-то еще в час дня написали. Что здесь написано? Вслух не читай, мне на ухо только шепни. Потому что вдруг конфиденциальное. А, ты про вот это? Ну да. Это про билеты. А, купили мы билеты? Да. Напиши это туда, в первый тур. Напиши «да», мы приедем скоро. Так. Про тур напишем. Так, пишем, что... Не, подробности не пиши. Напиши «да, мы билеты купили». Скажи «сейчас немножко заняты, пообщаемся позже». Вот прям напиши. Или ты уточняешь, какой тур? Я, в смысле, что уточнять? Я просто написал, купили билеты, и все. Купили билеты и добавь. Хотя ладно, ничего не добавляй. Потом разберемся. Сейчас некогда. Давай, еще я маме напишу. Окей. Спасибо. Так, что тут нас... Ой, нас зовут на блогерский бранч. Нет. Где наша мама? Вот она. Ленусик, слушай, у меня закончились деньги на телефоне, но я же в роуминге, 25 юаней содрали, я не посмотрел, что деньги на самом деле заканчиваются, и мы без связи. Мы еще не закончили, сейчас подошли к Wi-Fi, поэтому отправляю тебе сообщение. Это не переживай, у нас все отлично. Сейчас сгоняем в пару казино, потратим там несколько тысяч и вернемся. Большую часть пути сейчас уже будем перемещаться стоя, а не ходя, так что все легко и просто. Тебе от мамы что-нибудь передать? Да, не надо, думаю, но можно. Если закинешь мне денежек, то связь, наверное, появится, минимум на сегодня, на завтра. Минимум 50 юаней кинь. Сейчас мне некогда самому пополнять. Все, мы бежим дальше. Любим, целуем, у нас все отлично. Да, все супер. Подожди. Да, все супер. Что написали? У нас переговоры ведет Макс, потому что все общение на китайском языке. Что он уточняет? Наверное, спрашивает, когда приедем? Когда приедем, Ой, не говори пока, когда приедем. Напиши, что мы сами доберемся до отеля. Встречать нас в аэропорту не надо, спасибо. Скажите, ко скольки подъехать в отель? Ты не можешь, по пути мама нам деньги еще не закинула, а у нас нет связи. Я пока покажу отельчик, лобби. Вот здесь у нас есть недорогой магазин, ничем не хуже, чем тот супермаркет, который мы вам показывали, где за 6 юаней можно 1,5 литра купить. Если зайти в лобби отеля, то маленькая бутылочка 5 юаней, 1,5 литровых здесь вообще нет. Нет, вот есть 10 юаней, в принципе, тоже приемлемо. Здесь у нас есть собранный из Лего, я не знаю, как зовут этого чудика из мультика, ресепшн, можно посидеть и поесть здесь же. Они готовят какую-то вкусную лапшу, во всяком случае вкусно пахнущую, и вот здесь вот делают вафельки. Насчет тура, который Макс сейчас переписывается, это мой подарок совместно с китайцами для наших детей. Мне так хотелось порадовать детей, что-нибудь показать такое, чего они никогда не видели и не испытывали, что я согласился на этот тур, переговоры о котором сейчас ведет Макс. Я очень надеюсь, что вы его посмотрите, потому что мы его проводим, мне нужно будет попахать, чтобы этот тур был не последний в нашей жизни. Написал? Да. Там еще мама что писала.
Целую. Второе сообщение прочитал. Пойдем. Все, от Wi-Fi мы отваливаемся. Целую увидел, значит, она услышала. В общем, скоро у нас будет тур. Спойлерить не буду. Надеюсь, он понравится и мне, и детям. Все ради детей в данном случае. Но так как финансирование тура не наше, а со стороны китайцев, я работаю за еду, то надо еще и отработать все это. Вот все замечательно. И подарок детям хочется, но отработка этого тура будет для меня сложная. Но ничего, прорвемся. Я надеюсь, вы также поможете. Не проигнорируйте видеоролики с тура, и тогда, возможно, я смогу еще куда-то что-то съездить, вам показать и детям продемонстрировать. В общем, скоро тур на Denos TV. Если ничего не сорвется. Мы идем вот в ту сторону. Но можем сократить вот здесь. Не, пошли вот здесь вот по переулочкам. — 19 часов 19 минут в Китае. Одно время на весь Китай, Макао и Гонконг. Очень удобно для ориентации во времени. И очень неудобно, когда живешь не по центру Китая, не в Пекине, под который это все заточено, а на западе или на востоке. Где-то в час ночи темнеет, а где-то в час ночи уже светает. Ну что, примерно 6 часовых поясов на территории Китая умещается. Представляете, какой разброс по ощущениям. И те, кто привыкли жить на востоке, потом приезжают на запад, и для них вот этот вот световой день очень сильно смещенный. Прям фиговенько. Поэтому некоторые используют неофициальное время Урумчи. Урумчи, он здесь плюс 8 от, как он там называется, от Гринвича. Урумчи плюс 6, если не ошибаюсь. Ну и вот мы снова на дороге, идущей вдоль моря. Вот там большой отель. Мы с вами чуть дальше за него вышли и пошли туда гулять. А теперь пойдем в ту сторону, в неисследованную нами сегодня часть Макао. Нет, нами-то исследованную. Вообще там такой, блин, я же видел расписанный под хохлому мусорный ящик, но что-то меня отвлекло, ну в смысле, вот такой контейнер я не показал. Там петухи были нарисованы прям в русском стиле. Макс, я что-то у тебя не уточнил. Может, все-таки хочешь остаться? Нет. Я не ставлю. Нормалек, да? Сейчас на метро еще покатаемся, вообще нормально. Люди, ребенок прошел почти 40 тысяч шагов. Мы в пути 9 часов 21 минуту. Я в шоке, Макс. Я не знал, что ты настолько выносливый. Я сейчас просто думаю, ну у тебя же обычно прохождение где-то 12-13 часов или сколько? Самое длинное у меня 13, но... Ты смог 70 километров за 13 часов пройти, если мы ходим 9 часов, мы прошли только несчастные 20 с чем-то. Нет, подожди, которая 73 километра, там было больше. Там было около 15 часов. Но все равно И я шел не так медленно. Я сегодня иду достаточно медленно для того, чтобы тебя не ускорять. И то было не в одни сутки. Мы 5 часов до Нового года шли. И, по-моему, часов 10 или 11 после Нового года. без перерыва было. Это с перерывом 10 минут возле Останкинской телебашни. Ну это все меняет. Вот там продолжаются эти рыбные пристани. Но мы подходить уже не будем. Днем мы уже показали это раз, а во-вторых, сейчас там все закрыто, ничего не видно. Видите, какая плитка началась? Снова туристическая зона. И вот эта улочка у нас тоже показана в сферическом формате. Так что welcome. Мне вот те курочки нравятся, На Denos TV 360. Какие курочки? которые на дорке. А, мы их не показали сейчас? Нет. Смотрите на Denos TV 360.
Потому что курочки там классные. Там еще есть вот на этой стене лабуба. Да, вот такие мы заинтриговали и не показывали. Не, ну почему? Они же могут посмотреть, перейти. На самом деле тот, кто заинтересовался курочками, перейдет, посмотрит. И сферический формат его не остановят. Только если слабый интернет. И вот туристическая зона закончилась. Пошла обычная брусчатка. Севан-Элеван. Я глотнул целых 100 грамм воды сегодня уже. Пицца. Пицца с дурианом. Пицца с дурианом. Это я не знаю, кто такой был. Голубоглазый, страшный. Тигр, думаешь? Вот в таких забегаловках тоже страшно, вкусно. И колоритно. В некоторых вот этих заведениях, вот здесь есть недалеко рынок и достаточно много едалин. И там указаны просто какие-то смешные цены были, ниже, чем во всем остальном Макао. Мы спрашиваем, в смысле показываем вот это, они нам стоимость называют, мы говорим, так тут же другое написано. Они, это стоимость О, хочешь свежего поросенка, в смысле молочного? 688 юаней. А хочешь вот такую тарелку? Большая такая тарелка, очень большая. 1000 юаней, 10 тысяч рублей за одно блюдо. Это Вот 10-12 человек. Вот куда надо идти есть. Так вот, цены указаны, оказывается, для стариков, студентов и общие. И вот эти вот красивые цены, крупно напечатанные, это для стариков. Но мы-то не старики, нам продали по общей стоимости. Вообще, Макс, вспоминая о самых длинных, вот это 73 километра, это самое длинное. Мы начали в 8 часов и закончили что-то часов в 10 следующего дня. Потом у меня была Санья, там часов 13 примерно. Был Сиань, там часов 13 было, но я часть прохождения прям сделал просто на ускоренке. Потому что очень сильно устал, ничего говорить не мог. Ускорил раза в 3 и просто так бегущий по улице. А самая короткая, это, наверное... Нет, наше с тобой было 4 часа. У меня есть еще 3-часовое прохождение деревни. Самое популярное, оно набрало 400 или уже 500 тысяч просмотров. Докуда затопило? Нифига себе! Вот до сюда все было под водой. Ну, видишь, желтая, оранжевая. Офигеть, а красная, ой, черная вон аж где. Насколько мы ниже, чем там. И представляете, вот эти все забегаловки были под водой. Это все было под водой. Смотри, красное, это же не значит, что именно здесь, оно могло быть отсюда. Не, ну понятно, даже если отсюда, это все равно писец. А вот по-русски написано «Майот». В некоторых заведениях прям много людей, а где-то парочка компаний, а где-то вообще никого. О, мама мне денежку закинула. Так, еще связь появилась. Так, тут нам уже насчет тура написали. На,
Прочитай, пожалуйста. Только мы сейчас медленнее пойдем, не упади, а то на маленьком экране. Время выживания, чтобы посмотреть, когда будем есть. А когда мы будем есть? Так, Давай напишем потом. давай, потом напишем. Спасибо, Ленусик, у нас появилась связь. Ура, ура, ура! Любим, целуем. Мы продолжаем идти. Показывать зрителям много всего интересного. Как хороши здесь нерегулируемые пешеходы. Если в Китае я нерегулируемые пешеходы терпеть не могу, китайцы на машинах прям по ногам будут ехать, фиг остановится, то здесь я их обожаю. Только шагаешь на дорогу и все, они все останавливаются. А вот эти вот ждешь, пока зеленый загорится, запаришься. Напиши, что мы заедем в отель в 9 утра. А когда уезжать будем? А когда будем уезжать, уедем, скажи, что можем уехать вечером. Уедем в любое время, как только выгонят. Посмотрите, какой членистоногий. Или это паукообразный, или кто это? Так, 9 утра, ты говоришь? Да, скажи, приедем в 9 утра. В отель уже. Пусть кормят нас в 9 утра. Так, на обратном пути говорить, что? Обратный путь напиши, что как только мы закончим, так сразу уедем. Скажи, что у нас после... Билеты на следующий день, да? Назад мы билеты вообще не брали. Скажи, что у нас еще будут там дела. И обратно мы от них уедем, как только закончим у них все дела. Как хорошо иметь собственного секретаря, а? Макс, ты просто незаменимый ребенок. Только если Майей, но Майя еще не так хорошо владеет мастерством. Молодцы, гордимся вами. Еще один Макдональдс. На-на-на. Блин, у меня паранойя. Не почувствовал телефона в руках и испугался, что потерял. Он же у Макса. Ты по моим маленьким кнопочкам попадаешь? Меня это очень сильно Раздражает. Меня тоже начало раздражать, особенно учитывая, что я не вижу уже так хорошо, как видел год назад. Прости, другого у меня пока телефона нет. Точнее, есть. Но он большой, тяжелый и лежит в отеле. Едальни. Прям очень много вокруг еды. И горные заведения. Максим, работающий. И мы прошли 20 тысяч. Ой.
40 тысяч шагов. 40 с половиной. Опупеть. Да, и вы можете видеть по графику, вчера тоже было 40 тысяч шагов. И завтра, скорее всего, будет 40 тысяч шагов. Как тихо, хорошо. Я знаю, где мы с вами еще прогуляемся сегодня, если силы и время позволят. Вы видели большую часть полуострова Макао, кроме двух вещей. Прыгать вниз головой с телебашни мы не будем. Спасибо. Так что телебашню вблизи вы не увидите. И вы не увидели элитный район. Да, здесь есть элитный район. Не вот это все, что вы сейчас видите и видели на протяжении последних 10 часов. А прям элит. Там очень тихо, спокойно. И если у нас будут силы на обратном пути, да, Макс, замутим? Да. Прогулочку, нам все равно оттуда идти. Еще на что я подписался? Ты подписался на тот район, где ты заблудился с Женькой. И потом выводили по очереди нас. Нормально же? Ну да. Все равно нам по пути. Но опять же, если мы к тому времени еще будем хотя бы лыка вязать. О, хочу вот это показать. Макс, стой. Страшное здание, но на первом этаже, точнее на втором, кто-то сделал цветочную оранжерею. Там много-много цветов в горшочках подсвечиваются. И так интересно смотрится. Майя и Майя, о, Майя, о. Хе-хе-хе-хе, 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 хе-хе-хе-хе. Что тут? Моцарелла? Санта-Мария, моцарелла, эскола, школа, христианская школа Санта-Марии? Наверное. Я не читал. Да. Да, Макс увидел иероглиф и сказал да. Все. Говорю, что я говорю. Я смело могу утверждать, что я говорю по-португальски. Тайский ресторан. Очень красивый, пафосный. А вкусный или нет, не знаю. Обратил внимание, что здесь много тайских ресторанов. Значит, наверное, есть тайцы, которых мы курица в кокосовом супе 68 патака. Перешел, пока печатал. Меня могли сбить. Нисколько. Тут нам что-то пишут. Хорошо написали? Хотел сказать нихао, да, хорошо. Они, похоже, для нас составляют сейчас да, как его? Меню. Меню? Нет, скорее всего, они составляют расписание. Меню. Посмотрим еще на домики и попрощаемся с этим районом, потому что сейчас мы покажем вам один домик, мой любимый, один храм
называющийся Ама, по-моему, или я не помню, как он называется. Ну, в общем, старый, очень старый буддийский храм. И нырнем в метро, если это можно назвать метро. Мы просто первый раз, когда катались, вообще просто называли метро, не думая, что это не совсем метро. Метро — это все-таки поезда, которые ездят по рельсам. А здесь поезда на надувных колесах, которые ездят по канавкам. Как это? Как в России. У нас автопилот изобрели давным-давно. Заезжаешь в колею и едешь, куда она с дороги из колеи денется. Вот здесь тоже точно так же. Поезда ездят по этим канавкам, но на резиновых колесах. Но они электрические, токосъемники сбоку. Так что такое вот интересное метро, не знаю, как правильно оно называется. Указатели пишут метро, значит метро. Да, на указателях написано метро, так что как вы ни назовите этот вид транспорта, это будет все равно метро. Любимое здание, я вам обещал показать, которое для меня прям символ Макао. Готовы? Раз, два, три. Макс не знал, куда я буду поворачиваться, поэтому вокруг мотался. Вот этот вот зеленый цвет для меня — это цвет Макао, я уже неоднократно говорил. Поэтому для меня это олицетворение Макао. И идемте глянем на храм. Конечно же, он уже закрыт. Скорее всего, даже входные двери полностью закрыты и внутрь не попадем. Ну и ладно, что вы, буддийских храмов не видели? Вот буддийский храм. Тоже 1500 мохнатого года. Будь здоров. Или это не ты чихнул? Максик, Да? ты уже это проваливайся. Ты чихал? Нет, нет. Не ты, но я тебе будь здоров пожелал. Вот он храм, основной вход. Здесь дымят две огромные, вот видите, вот эти вот дымящиеся, это на самом деле две аромасвечи. Да, вот такие они огромные, где-то на земле стоят, вот такой, ну не на земле там, но вот такой вот высоты. Храм 1488 года. Ама, я даже правильно его название вспомнил. Я же только что Ама говорил. Да. Ама Темпл. Старейший буддийский храм на территории Макао 1488 года. Или это когда высадились тут китайцы? Что-то вот тут еще вернулись 1800. Ладно, в общем, вы поняли? Это круто тут. Сегодня у нас все круто. Вот название улицы. Ларго до Паго де да Барра. Пагода. В общем, некоторые источники говорят, что это 1488 построено, а некоторые, что 1605. Ну ладно, давайте будем 605 считать. Даже 1605 года храм, не восстановленный, а оригинальный, это очень круто. Ну еще круче, конечно, 1488. Пойдемте дальше. Максимка, тоже не отставай. Я знаю, что тебе уже тяжело, но ты постеснялся, наверное, мне сказать, что падаешь с ног. Почему? Я не падаю. Ну Пока ладно. что. Но я же по себе сужу, мне уже начинает быть тяжело. Хотя я проходил намного больше, и как бы, значит, тебе тоже должно быть нелегко, но если говорить, что легко, значит... Ну я пока в отеле стоял, ты маме писал, я нормально отдохнул. Значит, ты самый выносливый из всех, кого я куда-либо где-нибудь водил, кроме одного, кроме Кости. С Костей 73 километра, пока никто еще столько не проходил из моих знакомых. Ты самый крутой. 41 тысяча шагов. Ну, я думаю, 50 сегодня наберем. Наверное. Ну, сейчас мы посидим, отдохнем в метро. Да, проект называется «Прохожу Китай». Но, чтобы дойти до тех казино, нам понадобится еще несколько часов. И идти нужно будет по скучному мосту. Пешеходная дорожка там на мосту есть. И мы с семьей ходили один раз. Я не знаю, правда, почему. Или мы не с семьей ходили, Мне а кажется, не с семьей. только с мамой.
Или мне приснилось? Чего бы ты с мамой по Москву ходил один? Слушайте, а может реально этого не было, и я глючу, и там я не ходил по тому мосту? Или мы только на него ступили, и мне сказали, что не пойдем, а у меня в голове нарисовалось, что мы по нему ходили? Все может быть. Мне, деточки, уже 100 лет. Можно и иногда и забывать, что где было-то. А иногда вспоминать то, чего не было. Мы прочитали все надписи, все поняли, потому что Макс по-китайски, спокойнях на старом китайском иероглифическом. Я уже научился читать по-португальски. Мы снова видим телебашню. Мы ее сегодня посмотрели уже и с той стороны, и с той стороны, и с этой стороны. Но все никак не дойдем. Может быть, Макс, у нас есть маленький нюанс. Метро-то закрывается, наверное, часов в 10. Сейчас уже почти 8 часов, поэтому нам надо на метро доехать, прям быстро пробежаться, назад заскочить в метро и назад сюда. Мы можем еще прогуляться по вот здесь, вот на горе, по крутому району, очень крутому району, ну прям лакшери. Либо пешком придется идти потом от казино до дома, если мы в метро не успеем. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, до скольки метро. Ну, я бы предпочел вернуться сюда и погулять вот по этому лакшери району, Ну да. чем пешком идти через мост от казино. Ну, блин, вообще не прикольно. Только если в целях, как это сказать-то, доказать себе, проверить себя на прочность. Но у нас сегодня и так нехилая проверочка. Я еще ни разу в туалет не ходил, выпил только 100 грамм воды и ничего в рот не забросил. Макс один раз в туалет сходил, выпил 400 грамм воды. Или 300, может быть, может я 200. Ну, в общем, плюс-минус. И съел тонну шоколада с конфетами и шоколадками, и печенюшками. Ну, я понимаю, почему мне сегодня так нравится эта прогулка. Потому что, во-первых, мы идем прям по очень выверенному маршруту. Я это уже говорил, мы почти все, что сегодня вам показали, до этого специально посетили, посмотрели. Ну, вы же видели, мы вчера тоже сделали 40 тысяч шагов. Для того, чтобы подтвердить, потому что все меняется, мы могли просто прийти, а там не оказалось бы того, что мы хотели. А мы хотели именно вот такой продуманный маршрутик сделать и по времени, и по месту. И, во-вторых, я иду со своим лучшим другом. Говорю, я родил себе лучшего друга. Мне очень приятно, что Макс разделяет мои вот эти вот, как сказать-то, прогульческие настроения. Майя тоже многие мои увлечения разделяет, но вот на такое бы она никогда не согласилась. Из недостатков. Влажность поднялась до 83%, и я начал потеть. Ветерок закончился, и хоть температура упала до 19 градусов, при плюс 23, при влажности 55% было намного приятнее, чем при 19, а влажности выше 80. Жарковато, потновато становится. Мы входим в метро. 3 года назад, при первом посещении Макао, этой станции метро еще не было. Конечная была на той стороне. В смысле, на острове. А я почему туда-то махнул? Это вообще, если что, вот это не Макао, это Джухай, чуть не сказал Джакарта. А Макао туда поворачивает. Ух ты, там какой-то светящийся теплоходик идет. Мы сейчас успеем сами посмотреть и вам показать. Поднимемся вот. Макс, не забудь посмотреть, до скольки метро. Я не хочу пешком сюда идти. Вот там расписание есть.
До скольки? До 11 успеем. Вот, смотрите, какой красивый корабль. Ну, пока он до сюда доплывет, еще 5 минут придется ждать. Я думаю, вы его заценили. А там красивый Джухай светящийся. Что, метро, отдыхать? Ну, слушай, а поехали до конечной сначала. Так и поедем. Поехали до конечной, но мы не будем платить до конечной. Хотя нет, давайте будем честными. Мы поедем до конечной и купим билет до конечной. Не будем обманывать систему. Но потом вернемся, не выходя. И поэтому назад покупать не будем. Все-таки обманем систему, да? Ах, какие мы нехорошие. Ну ладно. Покупаем билетушки. Смотрите, покупать очень просто. Даже если вы ничего не понимаете по-китайски или португальски, нажимаете английский язык, мы находимся вот здесь, Барра. Раньше вот здесь Ocean была конечная, и мы поплывем на Тайпа Ферри, поедем на Тайпа Ферри терминал. Рядом есть еще аэропорт, а выйдем мы где-то вот здесь, Бангкок. То есть мы вот так полностью прокатимся для того, чтобы вам показать все казино. Здесь абсолютно все казино. Вы увидите светящиеся. Вот едем до Тайпа, выбираем 2 билетика. Надо заплатить 24 мопа. Принимают как наличку, так и... А где монетки кидать? Только наличие. А, вот, сверху. Фу ты. Вы прикиньте, как меня уже переклинивает. Все принимает, отлично. Нажимаем Confirm. 3 минуты до поезда. 3 минуты до поезда. Следующий Сколько? бус. 24. 24. Вот я пихаю 20 мопов. Где что 4 есть? Если что, я десятку кину. Вот здесь показано, приняло 20. И смотрю, что у меня есть из мелочевки. Не обязательно же, чтобы было 4, он все равно сдачу дает. Смотрим, у меня есть 3 и... нифига. 3,5 потака у меня есть, так что кидаю десяточку. Десяточку, вот она, десяточка, вот такая вот красивая. Банк Китая ее выпустил, вот так она выглядит. Десятку я вам сегодня еще не показывал. Тоже пихаем. Сейчас ему моя десятка не нравится, потому что я не туда пихаю. Что ему не нравится? Жуй. Ладно, эта десятка ему не нравится. Пихаем что-нибудь другое. Еще одну 20-ку. Вот, еще одна 20-ка, выпущенная тоже Банком Китая. Ну вот, эту съел. И сейчас нам выдает мелочью. Конфирм. Ё-моё! О, какая прелесть. Ну, пятерками тебе дал. Ладно, это еще приемлемо. Держи. Он нам дал одну вот такую подтаку, одну вот такую 5-подтаковую монетку, там кораблик нарисован. Мы еще опаздываем на поезд. Ну, в общем, на этот мы не успеем 1 минута, а на следующую 6. 6 минут нормально. В общем, вот такие красивые. Одна подтака вот такая вот круглая, 2010 года, а 5-подтаковые вот такие вот многоугольные, сколько? 8-гранник. Вот так вот выглядят. Давай мне одну. Извини, что не успели на предыдущий, зато мы успеем подойти к первому окну. Прикладываем, никуда не выкидываем. Открывается, заходим. Сразу инструкция. В какую сторону прибудет? Налево или направо? Платформа 1, 3 минуты. А нам докуда надо? Нам... Ну, это туда бары. Значит, Нет, мы от бары. Туда. Через 3 минуты будет. Не выкидываем, не теряем, потому что это понадобится на выходе. Максик, у меня к тебе просьба. Можешь килограмм моих монет положить к себе в карман? На. Прям уже тяжело. Не теряем.
Я себе говорю. Положил в правый карман, куда обычно кладу ключ от дома. Окей, все, запомнил. Ты куда положил? Не потеряешь? Нет, А то не выйдешь. в карман тоже. Сейчас у нас будет покатушка через весь остров. Неважно, как он называется. Вон наш поезд, скорее всего, прибыл. Поехал на конечную. А мы хотим, конечно же, сесть в первый вагон. Первый вагон там. Для того, чтобы смотреть вперед вместе с вами. Я понимаю, что этот парень, сидящий на лавочке, тоже, наверное, хочет в первый вагон сесть и смотреть вперед. Но кто у входа, тот того и тапки, да? Одна минута до следующего поезда. Поплывем до терминала до Тапа. 往氹仔碼頭嘅列車現正到達。Я знаю, что эти бабушки тоже хотят смотреть вперед, но мы были первыми. Пока вот поезд доехал туда в тупик, развернулся и поехал обратно, женщина зашла, протерла все стекла. Давай, Максик, садись напротив меня. Я буду смотреть на тебя, ты будешь смотреть на меня. А им на самом деле пофиг, они не хотят вперед смотреть, так что зря я переживал, что кого-то мы тут ущемляем. Мы будем смотреть с вами туда, вперед, все время движения. Сколько минут тут у нас примерно будет, не знаешь? Ну, думаю, до конечной минут 20. Минут 20 в одну сторону, Потом обратно еще минут 15. минут 15 в обратную сторону, может меньше. Давайте засечем. Время 19 часов 55 минут. На улице у меня показывает 18 градусов. Так, часы, на месте. Вперед! Приятного нам пути! Мы отдохнем. Давайте вот эти 20 минут, что мы катаемся, я буду молчать, лишь изредка обращать ваше внимание, куда посмотреть, а все остальное время просто посидим, помолчим, ноги у нас отдохнут. Мы сегодня прошли 42 тысячи шагов уже, поэтому ну прям тяжеловато. И мне тяжеловато, потому что мой вес больше 100 килограмм уже. Кстати, такой толстый, Макс, я так много не проходил еще. Предыдущее мое прохождение было 10 часов по Красноярску. И я там, нет, хотя немножко больше, но там не было так душно периодически. Так что мы устали, отдыхаем. А вы в это время можете перекусить, написать комментарий, либо задонатить нам, отблагодарить за это великолепное путешествие по Макао и спонсировать нас на будущее свершение, прохождение и на проект «Снежный Китай». Классно было бы, если бы тушили свет в этом метро, тогда бы классно, хорошо видно было, что снаружи. А так сейчас на улице темно, и вы больше будете видеть, конечно, отражение наше. Что-то так долго я вообще не ожидал, что так долго. Мы гораздо раньше выйдем. Да,
Мы сейчас едем под морем. То есть переезжаем с полуострова на остров. Как наш качает. На метро не так качает, но и звук вообще другой. Мы сейчас именно прыгаем на надувных колесах вот по этим вот, не знаю, бетонным направляющим. А что это мы тормозим? Мы еще даже из-под земли не выехали, а уже тормозим. А, поворот, наверное, резкий. Он боится, что вылетит из колеи. Только нам интересно в окно смотреть. Я, честно говоря, когда в прошлый раз ездил, и с вами, когда мы ездили, помнишь? Только одна бабушка тут нас палкой чуть не забила, когда пыталась занять место у окна. А все остальные просто садятся. Ну, видимо, местные, а не туристы. И им не интересно разглядывать все это. А нам очень интересно. Огни большого города начинаются. Эх, вам совсем плохо, наверное, будет видно. Первая остановка. И 3 года назад вот эта станция была конечной. Называется просто «Океан». Отсюда, если вы здесь выйдете погулять, открывается отличный вид на Джухай. А я думаю, может как-нибудь вот так вот прикрыть? Не получится никак прикрыть, для того, чтобы вам не отражалось все это. Что это? Да, это будильник. Закрываемся. Это будильник. Время 8 часов. Мы уже 10 часов гуляем по Макао. В данный момент сидим в метро на колесиках надувных. То есть это метро, но не совсем классическое, на металлических колесах и металлических рельсах. Здесь забетонированные направляющие, и по ним на накачанных колесах ездят вагончики. Без водителя, без машиниста. 3 вагона или там 4, не помню, без возможности между ними переходить, соединены. И вот сейчас мы едем на остров смотреть казино. Максим, ну все-таки я вот сейчас посмотрел, что видят наши зрители. Они пока не очень хорошо видят. Возможно, ну все-таки выйдет. Сейчас я посмотрю, как все остальное видно. Если смогу что-то демонстрировать, тогда поедем до конечной и вам все покажу. Вот там, видите, дом дерева находится. Точно такой же дом дерева, как в Санья. Видно все? Не, вообще нифига вам не видно. Ладно, мы заплатили до конечной, но мы едем не до конечной. Ну да, просрали сколько лишних 14 юаней, наверное. Но ничего не видно. Вот здесь самый крутой гарден располагается. Прям шикарнейший вход. 3-этажная или 4-этажная, вот сверху парковка, а сверху просто шик-блеск. Ну и, Макс, извини, не отдохнем, не посидим. Да, я уже отдохнул. Уже отдохнул? Да, что там? Фига ты. Отрастил новые конечности, восстановил все силы. Молодец. Время 2 часа 2 минуты. 5, 6, 7 минут в пути. Проехали 2 станции. Нам еще 2, да? Да, еще 2, наверное. Сейчас следующий, если не ошибаюсь, Джекей Клаб будет. Это уже... А, это Джекей Клаб. Нам вот Пайкок, наверное. Ну, я сориентируюсь, когда мимо будем проходить. Стадионы, да, наверное, Пайкок. Денег жалко. Нет, денег не жалко. На самом деле это 3 копейки.
сколько там, несчастные 150 рублей. Мне больше жалко, что я вам не могу из вот этого вагончика метро показать всю красоту, которая будет слева и право по движению. Спроектирована дорога таким образом, чтобы проехать мимо всех казино. И, например, вот сейчас мы увидим Galaxy, вот он, будем подъезжать вот отсюда, может быть, сейчас. Вот там Galaxy находится такое, блин, нифига не видно, Galaxy. Потом Венецианец. Потом мы объедем какое-то там, не помню, как называется, очень крутое казино. Там какой-то шар внутри, я даже не помню, как он. В общем, супер-супер крутое. А потом с той стороны есть водное шоу на площади, точно такое же, как в Лас-Вегасе. И можно прям ехать вот в этом вагончике метро и это шоу все посмотреть. Это очень было бы круто, но, увы. Вот стадион. И мы с вами, а вот прямо, вот там находится дерево, как разорившиеся отели на Хайнане. Так вот, это шоу прямо из вагончика можно посмотреть, круто. Ну ладно. Я думаю, если вы приедете, если мы вас заинтересовали, если вы потратили на это прохождение 10 часов и вдохновились все это увидеть, уже 10 часов, своими глазами, то вы приедете и все досмотрите, что мы вам не смогли продемонстрировать. Максимка, мой лучший ты друг, удача, награда за смелость. И только познав Макао, мы знаем, как классно нам елось. Будет естся. Это точно. Нам осталось проехать одну станцию и, часа 2 максимум мы еще потом. Часа 2, там 3 маленькие. Мы сейчас пойдем на озеро, а потом в Лондонец, еще здесь часа 2, потом еще назад, и мы же пойдем с вами смотреть Элит-район. Так, от этого наша еда еще будет вкуснее и круче. Награда нас ждет. Все, на следующий мы выходим. Метро немножко наполнилось. Мы подъезжаем к Galaxy. Но нам нужно идти не в Galaxy. Мы сейчас не в него пойдем. Мы пойдем вон туда налево. И, соответственно, выйдем мы тоже налево. Но Galaxy вы увидите на обратном пути. Мы сделаем большой крюк. Пройдем через все эти, не останавливаясь, нигде не будем ни играть, ни есть, ничего. Быстренько пробежимся через все казино, которые нам нравятся. И сядем также на этот автобусик и поедем назад. Ничего не оставляем. Выход, дверь, сказали, откроется слева. Сайда. Вперед. Что-то я сегодня так похудел, что с меня начали спадать мои не. Они просто скатились с живота. Вот, натянул на живот и все. Все нормалек опять стало. Это ты стал потный и скользкий. Да, потный и скользкий, Макс, ты абсолютно прав. А еще шелковые трусы скользят. Шучу, я сегодня не надел свои красные счастливые труселя, потому что на самом деле я не суеверный. Давай, беги. Вот реклама одного из шоу водного какого-то. Возможно, это то самое крутое шоу, которое я бы хотел посмотреть. City of Dream, да. Мы сегодня мимо будем проходить всего этого великолепия. Вот, дом танцующей воды. Эх, когда-нибудь, может быть, мы туда сходим. Но обратите внимание,
Мы собираем донаты, но мы никогда не собираем донаты для себя. Типа, подайте нам, бедненьким, нам выпить не на что. Очень многие блогеры собирают донаты реально на то, чтобы бухнуть. Или там еще на что-то. Мы собираем донаты только на то, что снимаем для вас. Мы, например, собирали донат на прохождение Макао или Гонконга. Вы собрали нужную сумму, и мы с Костей съездили. Именно за ваши деньги мы с Костей смогли снять нормальные отели, поселиться, и этих денег хватило для того, чтобы кидаем вот сюда вот монетку, дверь открывается, выходим. К сожалению, сдачу за эту монетку не дают. Все, что мы лишнее просрали, увы, оно потерялось. Ушло в счет казино. Так вот, собранных денег на прохождение Макао или Гонконга хватило. Мы выбрали Гонконг. Потом мы с Максом прошли Макао, и там мы собирали деньги на вкусняшки для Макса и Кости. На самом деле были не вкусняшки, а был, на мой взгляд, великолепный ролик, как молодежи провести лето в Красноярске. Ну, денег на лето им не хватило, в смысле, на те развлечения, которые мы показали. Но вот мы честно сказали, на что это. Это было именно для Макса и Кости и для съемок этих их развлечений. Потратили, конечно, намного больше, чем тогда мы собирали. Куда мы тогда шли? Ой, вы в лазертаг ходили, вы в кино ходили, еще что-то там. В общем, вы сами распоряжались этими деньгами и перевыполнили, в 10 раз те деньги потраченные. Это был первый и последний раз, наверное, который я собирал именно на развлечения. Все остальное только ради съемок. И сейчас мы собираем на снежный Китай. Вы постоянно просите: покажи север, покажи север, покажи деревню, покажи деревню. У вас есть реальный шанс помочь мне туда съездить. Признаюсь честно, за свои деньги я туда никогда больше не поеду, потому что я уже 2 раза это все показывал. 3-й раз только по вашим просьбам и только за ваш счет смогу добраться. Напомню, что если вам хочется сказать, что я же видеоблогер, должен и так зарабатывать, YouTube сейчас ничего не платит, а продавать свою попу, к сожалению, рекламодателям я не умею. Ничего вам не втюхиваю, и поэтому заработка с YouTube нет. Только ваши донаты могут помочь мне съездить на север Китая для съемок видеороликов для вас. Я надеюсь, настолько подробно объяснил, что уже нет вопросов, а почему мы тебе что-то должны донатить. Вы мне ничего не должны, Макс, пойдем туда. Так же, как и я вам ничего не должен. Но если вы хотите посмотреть север Китая, вы можете 10 рублей перевести. Я вам скажу спасибо, набирается сумма, я еду. Если вы думаете, что ваши 10 рублей ничего не решат, то вы очень сильно ошибаетесь. Каждый по 10 рублей, и вот уже будет даже не 10 тысяч юаней, не 100 тысяч рублей, которые мне нужны для поездки, которых, кстати говоря, скорее всего, не хватит, а намного больше. Ну вот представьте, сколько человек мне там гундят, хотим, очень много. Но большинство из них никогда даже копейки не переведут. А донатят тихие, смирные, которые ничего не пишут. Просто приходят: Денис, я тебя давно смотрю, вот тебе 5000 рублей. Вот таким людям прям огромное спасибо. И многие из них анонимы. То есть вообще. В прошлом году случай был, я был в жуткой депрессии. И по моим видеороликам было понятно, что я уже ничего не хочу. И мне ночью приходит донат. На сколько тысяч? На 80 тысяч, по-моему, рублей. И человек пишет: Денис, не прекращай это. И меня это так возбудило. Я тут же замутил несколько классных проектов. Вы их, скорее всего, не видели, потому что они провальные. Но я прям вдохновился и снял классные шоу. Но сейчас вы просите север Китая. Будет север Китая, если вы мне поможете. Больше я таких длинных объяснений, на что собираются деньги, не буду делать. Все зависит от вас, в том числе. Вы не маленькие букашки, вы как большая стая муравьев, которая сообща может медведя перетащить.
Показываю красоту. Вот это вот такое золотое здание. Это Galaxy. Вот это все Galaxy. Вот это прям перед нами большое светлое, но оно тоже желтоватое. Это венецианец. Вот там между парижанином, ой, промазал, надписью парижанин и венецианцем видно макушку Эйфелевой башни. И вот там за венецианцем находится лондонец. В остальных казино, оба-на, это военные. Я в ту сторону камеру даже не поворачиваю. А то наше прохождение закончится, они попросят удалить все до последнего файла. Нам надо обойти вот этих вот военных и повернуть налево. Максик, ты кому-нибудь что-нибудь донатил? Нет, Даже в играх? нет. Мгм. Это даже не дело в том, что я не хочу донатить. Дело в том, что это капец гемор что-то задонатить. Вот, это главная проблема, да. Но для тех, кому прям совсем проблема ткнуть на ссылочку, ввести сумму и свою карточку, есть еще проще, там у меня есть одна карта, МИР указана. Просто можете переводом по номеру карты кидануть и все. Вообще никаких проблем. Вы своим друзьям и родственникам, я уверен, по номеру карты переводите чуть ли не ежедневно. Честно говоря, я думал, в Макао, как и в Гонконге, нет собственной армии. Это, наверное, армия Китая, да? Наверное. Ну там был знак китайской армии. Угу. Ну, у них специальный иероглиф такой есть, точнее. Иероглиф, а значок. Мгм. Да-да-да. Я его сейчас вижу, но просто камеру не хочу туда. Значит, это китайцы здесь. Китайская армия стоит в Макао. Ну или может у них один знак на китайской и макаоской армии. Не, просто я помню, что на основе этих, одна страна, две системы, они договорились, что у Макао и Гонконга собственных армий не будет. То есть местным жителям не нужно в армии? Нет, так и Китай же в армию ходят только по контракту, еще там такой отбор, туда фиг попадешь. Да, это там был прикол. Я смотрел видео, почему в Китае можно в армию, ну, не заставляют в армию идти. Потому что если все пойдут в армию, нечем кормить будет, да? Я угадал. Скосят, чтобы сделать пельмешки. Да, я угадал, что они, как они отмажутся. Ну, мы вроде правильно идем. Надеюсь. Я не могу выговорить, у меня язык к небу прилипает. Красивые надувные игрушечки. Туалет только что прошли. Подожди, или мы уже прошли? Мне кажется, мы вообще Прошли. непонятно, куда зашли. Нам вон туда надо. Види, я здесь 3 года назад. Да. Я тоже давно тут был. И этой армии я вообще... У нас же теперь интернет есть, Макс. Чё ж мы такие лохи? Ну, во-первых, смотрите. Опознавательные знаки, туалет, значит, мы возле какого-то важного места. Второе. Нам тут написали сессия. Окей. Берем, запускаем карту. Да, мы с тобой чуть не промазали. Вот здесь находится озеро, которое мы хотим посмотреть. Оно не освещено, но нам озеро и не нужно. Мы не на озеро. Ой, как же... Макс, как ты говорил, озеро? Озяга. Озеро. Ты с детства все иностранные языки изучал. Ой, что, лентяйка, что ли? Лентяйка! Лентяйка! Макс, на самом деле у этой лентяйки есть официальное название. Но я его не знаю. Поэтому у нас это лентяйка. Впервые, если не ошибаюсь, я такую лентяйку увидел в «Один дома». Смотрел? Смотрел очень давно. Не нравится? Я не знаю.
Ну, можно пересмотреть. Меня, по-моему, он раздражал. Может быть. Меня Потому раздражает, что- когда тупые люди делают тупые вещи в фильмах. Ну, эти главные антигерои там, конечно, тупые до невозможности. Согласен, Макс, я, наверное, тоже бы, если бы сейчас впервые посмотрел, сказал, что за тупость. Но в детстве, когда... Слушай, я впервые посмотрел, мне лет 15 было. Какое детство? Ну, просто мы тогда другого не видели. Это первые видеокассеты. Да, у нас так поздно появилось это все. Извините, я не пойду, я еще немножко постою. Хотел сказать, сейчас ускоримся. Нет. В детстве я даже смотрел, на самом деле, да, «Один дома» я смотрел даже не дома. У нас в школе появился видеомагнитофон, первый магнитофон на всю школу. И кто-то из учеников принес кассеты. Это прям видеосалон появился у нас в школе. Такое, правда, было недолго, быстро прикрыли лавочку. Наш учитель информатики поставил этот телевизор с видеомагнитофоном, и мы целый класс собрались, там очень много народу, помню, было, даже стояли, смотрели. Самый мой первый фильм, посмотренный в школе, был «Чужой». В тот же день мы посмотрели «Чужие». Я был под таким впечатлением, что просто капец какой-то. 93-95 год. А потом... Нет, гоню, слушайте, в 95-м у нас уже появился видеомагнитофон. Наверное, где-то 93-й. По телевидению не показывали? Нет. А потом на следующий или через день кто-то притащил «Один дома». Мы вот после уроков, уроки закончились часа в 2, и до вечера смотрели 3 часа вот эти вот «Один дома», «Один дома 2». И еще какой-то один фильм я успел посмотреть, и лавочку прикрыли. То ли директор, не знаю, кто был недоволен, что это такое. Ученики забивают целый класс, орут и смотрят это. Тогда в Козульке уже был видеосалон, и тогда у нас был предприниматель, который поставил антенну и пытался транслировать, ну, такое кабельное телевидение сначала было в Зеленой Роще, а потом он пытался на всю Козульку транслировать, но что-то не получалось вроде. А еще потом, помню, Козульское телевидение появилось, но они тоже недолго просуществовали, парочку фильмов, пару недель покрутили, и на этом все. Ну, а потом у нас появились Красноярский ТВК. Ну, в Красноярске там другое включение было, ТВК вроде бы. С каким-то московским каналом. Но потом свой видик. И понеслось. Парк юрского периода. Что, такой старый? 93-го года. Ну и много всего интересного. Пропустим. На обгон пошли. А нам надо беречь силы. Представим, что мы все еще едем на... Показываем вам красоту. Вокруг же, смотрите, какая красота. Прикольно, на нас так смотрели, когда я развернул камеру, рукой махнули, но сами отвернулись. Ладно, Максик, давай все-таки ускоримся. Уж очень мы медленно, и нам надо сворачивать. Дальше по Лентяйке там будут уже домики, а я хочу вам показать вот эту красоту. Белье не развешивать, мусор не бросать, в игры не играть, граффити не рисовать, цветы не рвать, громко не орать, детям на лужайках не какать. И еще там что-то было написано, нарисовано. Но мы пойдем вот это смотреть. Красотища! Ой! Это там кто-то палками играет. Ну, правда, к сожалению, мы в те красивые домики зайти сейчас не сможем уже. Мы их снаружи посмотрим. Здесь есть улочка, и на ней штук 5 португальских домиков мохнатого 19 века, может быть, начала 20-го. Они сейчас используются как музей, один музей точно был, и несколько там книжных магазинов, но внутри можно посмотреть прям быт
местного населения 100 лет назад, а может быть больше. Очень интересно, как минимум один домик нам понравился. Остальные такие более, как бы сказать-то, коммерциализированные. Ну и вообще мы и не ради этого идем. Здесь устанавливают сцену. Скоро рождественское выступление будет. Если говорить о Рождестве, сверху вот здесь находится католический или протестантский храм, не помню. Поэтому или вот там. Может быть, вот там, может, не в ту сторону махнул. Поэтому здесь все будет прям рождественско-рождественское. Возможно, с песнями. Фелис Навидад. Макс, спой, не стесняйся. Давай мелодию, я спою. Та-там, та-да-дам. Бара-ба-бам-ба-бам. Та-дам, та-да-дам. Бара-бара-ба-бам. Та-там, та-да-там, та-дам, та-да-там, дам, та-та-да-там. Слова вспомнил? Давай. Да. Та-там, та-да-там. Navidad, туру-ду-дун, тудун. Тудун, Feliz тудудум. Navidad, туру-ду-дун, тудун. Ту-ду, Feliz Navidad, ту-ду, 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 тот. Молодец. Navidad. Все, теперь его не остановить. Разошелся, да. Спасибо, Макс. Но мы сегодня с вами уже видели храмы, и мне не хватит уже сил туда подняться по ступенькам, потому что я натер между ног. Ну что вы хотите, 103 килограмма, жиробас ходит тут, поэтому только по прямой, никаких ступенек, ходим только по ровным поверхностям. Иначе я буду орать от боли. Фелис Навидад. Венецианец, вот там вот лондонец, а вот там вот водное шоу. Здесь вот прям перед нами дом угловой, и в нем лифт прозрачный. Вот из него вообще вечером офигенный вид Мы открывается. сюда пойдем? Да. Мы сюда пришли не просто так, возле храма прогуляться и показать вам пару домиков. У нас все продумано, я напомню. Мы на это прохождение костьми легли, чтобы вас порадовать. И свою... Как же сказать-то? Свое... Ну ладно, проверить свою выносливость это прям не то. В общем, сделать лучший ролик прохождения в 2025 году. Какими иероглифами написано? Нормально. Что здесь сказано? Фиолетовый сад цветочный. Сад фиолетовых цветочков? Опа, а что тут? Ай, какую-то кафешку открыли. Ну прям симпатява, мне тут нравится. Несмотря на то, что домики уже закрыты, мы хотя бы фасадики их посмотрим. Pork chop bun, 28 юаней. Недорого, недорого вообще. Chicken shop bun, не. Fish fun soup, deep fry, chicken. Не будем. Мы так читаем и на куриц смотрим. Что же? А это рак, переодевшийся в курицу. Описание есть, может пойдем, что это за курица? Что за курицы тут? Почему столько куриц в Макао? А храм христианский вот здесь вот, за деревом. Не написано, что это за курица. Может, видно немножко? Да, видно, немножко видно. Не написано? Ну прям... это лобстер, не рак. Ну ладно, лобстер, переодетый курицей. Его зовут Филипп Колберт. Или это сделал его? Да, это его сделал Филипп Колберт. О, Лондон видно. Отсюда видно Лондон. Прям по центру. Видите? Вот так, да, с Макао до Лондона дошли. Да. Но мы до него еще дойдем, еще не дошли. Скоро дойдем. Очень скоро. Время 8 часов 27 минут. Вечера и тишина. 1921 года. Вот этот дом. Ну, примерно вот так я себе представлял дома рабовладельцев каких-то. Ну, хотя это же Макао, это же колония, почти так и есть.
Здесь, наверное, жили богатые купцы. Как я уже сказал, это можно посмотреть. По-моему, вот этот первый дом. О, бухи. Что это он? А, это он пивас с горла хлыщет. Ага. Вот еще. А вот в этих домиках пошли уже магазинчики. Но тоже в каждом доме на верхнем этаже есть комнатка, оборудованная, прям показано, как там жили люди. Макс, нам надо к карте, потому что мы можем промазать мимо тещиного дома. Мне казалось, здесь такой большой крюк, а вообще... Не очень. половину Смотри, крюка прошли. нам вот это, да? Вот сюда. Да, там какая-то платформа. То есть там мы где? Я понять не могу, где мы. Так. Не помечено. Ладно. Нам все равно идти куда-то Вот туда. Вот Type of Houses, да? Они, наверное, вот домик. Вот это Раз, домики? два, три домика. А тогда куда нам? Вот сюда? Она что, тогда вообще вверх ногами перевернута? Ладно. Что-то мы уже начинаем тупить. Вот карта, где север, где юг. Вот здесь вот юг. Вы что, охренели? Юг всегда должен быть снизу. Говорю, все перевернуто. Мы сейчас, значит, вот здесь, вот сверху. А нам надо вот сюда куда-то. Нет, нам надо... Все, я вообще сюда. запутался. Это Но мы сейчас здесь. Не, мы сейчас здесь. Ладно, мы идем Окей. туда. Короче, я ничего не... Ладно, я говорю, мы уже тупим. Я очень надеюсь, что здесь можно пройти и попасть туда, куда мы 3 хотим. года назад мы же по вот этим деревяшкам ходили. Да. Там был спуск, и мы пошли вон там, вот где мужик, вон, видишь, идет. Угу. Главное, чтобы здесь проход был. Да. Но здесь прохода сейчас нет. Ага. Прикольно. Ну, там вот может. Ну, не прикольно на самом деле. Максик, я знаю, что нам придется сделать. Тебе это очень не понравится. Нет. Тебе надо подойти к сотрудникам вот того ресторанчика и спросить, как пройти на фуникулер. Ага, фуникулер? Ну, скажи, как пройти на ту высокую смотровую площадку. И вон туда вон махни пальцем. Пока Макс узнает, как нам туда пройти, мы еще полюбуемся вот этой красотой на зуме. Нет, не в приложении Zoom, а в смысле на приближении. Galaxy, венецианец, с Венеции снизу, лондонец. И вот там черная дыра, очень интересное здание, не знаю, как называется, в центре дырка в нем. Здание с лифтом стеклянным, с которого можно смотреть вот на эту вот улочку. Так, говорит, надо выйти назад и обойти все озеро. Ёшкан ты, пока ты. Представляете, говорит, дойти туда до конца, обойти вот так озеро и вот сюда вот потом подняться. Если здесь не пройти, придется вот так идти. Полностью, да? А здесь пройти, не пройти. Вот все затянуто. Или пойдем, пока никого нет. А если кто-то в воду упадет? Ну, давай мы не будем падать в воду. Ну да. Где здесь спуск? Вот это фонтаны. Нам надо вот туда. Там, я вижу, стоит желтая перегородка. Проход запрещен. Нам надо вот так, вот туда. Вот там дверь куда-то. Думаешь, что не туда? Где дверь? Покажи. Там что-то. Или это не дверь? Не, это не дверь. Нам прям вот сюда надо. Может вот так пройти можно? Пойдем посмотрим. Может, она не поняла немножко? То есть нам реально вот тут вот идти 3 шага. Вон смотровая. У меня не будет сил все это обойти, чтобы сюда попасть. Вот видите тропинка? Вот она. И вот туда уходит. Посмотрим, куда идет тропинка. Вот тропинка. Вот она.
Здесь полностью все перекрыто. Вот перекрыто, и там сидит охранник в будке. Нет, я думаю, там никто не сидит. Там просто висит что-то. Висит чья-то шляпа. Ага. Не упасть, главное. А меня уже пошатывает. Ну что, Макс, вот здесь перепрыгивать будем через кусты? Ой. Или не пойдем на эту смотровую? Но оттуда такой классный вид открывается. Его, ну хотя так вот круг делать. Это километр, даже больше. Километр, чё? Какой километр? Давай я сейчас попробую ткнуть. Да, посмотрим, может вот так можно пройти. Но здесь нарисовано, что только вот по этой тропинке. Вот, посмотри. Видишь, только вот эта тропинка. Ну, а может вот так вот как-нибудь. Давай. Попробуем обойти все-таки вон то здание и как-нибудь туда попасть. Проблема, Макс, на самом деле не в том, чтобы туда прийти, обойдя все это озеро, а в том, что нам потом все равно это озеро еще раз обходить. Да. И вот второй раз, то есть туда-обратно, уже не прет. Здесь есть выход? Надеюсь, что есть. И вот крайний домик, это ресторан. Здесь можно перекусить. И винца попить с видом, который вы только что смотрели на экране своего телефона, Там планшета. есть какой-то указатель, я думаю, значит проход есть. Касса Магуиста. Ну ладно, будем верить. Да, Во. вот туда прямо, по указателю. Прямо? Да. А я хотел сказать, вон куда-то уже тропа натоптана, наверное, туда все бегут. А чё ж она тогда нас послала вокруг? Ну, видимо, сама не знала. Дело в том, что об этом месте мало блогеров еще рассказали, а мы не очень популярные видеоблогеры. Хоть и рассказывали, никто этого не посмотрел, и место не стало популярным. Ну, хорошо, можем наслаждаться без кучи народа. Да. Ура! Есть проход вокруг. Ух, какая. Ладно, все равно и спасибо. Дай, 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 дай. Хотя нет, работает. Я испугался. Там давно, видимо, Да, никого никто нет. туда не ходил. Представляете, насколько непопулярное место. Даже эскалатор уснул. А как он узнал, что мы к нему подходим? Датчик, наверное, где-то. Я понимаю, датчик. Я в этом уверен, что датчик. Но я думал, что датчик при заходе на него срабатывает, он потом разгоняется. А тут датчик при подходе сработал. Вид на озеро. Озеро. Нет, не так. Озеро. А мы тогда прошли по озеру, поднялись вот на этом лифте. Вон туда прошли и просто охренели. Вообще случайно. Никто нам не подсказывал, нигде мы не читали об этом способе подняться на смотровую. Просто точно так же гуляли. О, наверное, тут интересно, может быть, тут интересно. И бац, это не просто интересно, это офигенно интересно. Куда вход? Вот 2 метра. Этот выключен. А, оба включены. Ну давай, нажимай. Поднимать как-то буду. И оба снизу. Так, тут сразу вырубилось. А тут свет не горит, только вот это работает. Тогда сейчас как-то вот так вообще потяну. Так это же именно... так, второй этаж. Закрыть. Сейчас, значит, В этом-то и дело, что это как бы лифт, но это не лифт, это фуникулер. Нас будут тянуть не вверх, а вот так вот по горе.
И вид будет классный вот туда. У-ху! Вот он весь Макао, как на ладони. В смысле, игровая зона, которая еще 20 лет назад была под водой. А сейчас это все осушили, насыпали, понастроили вот такое огромное количество казино. Вам сейчас плохо видно через стекло, но не волнуйтесь, мы потом спустимся, вот там пойдем вокруг озера и покажем вам всю эту светящуюся красоту вблизи. Ну а сверху, вот, видите, он едет, а не вверх поднимается. Именно поэтому я его фуникулером и назвал, а не лифтом. Сейчас мы без стекла сможем на все это посмотреть и насладиться. Ой, что-то он тормозит. Второй этаж. Добро пожаловать! У-ху! Офигеть, я подошел, у меня ноги подкосились. Не зря сюда пробивались с боем. Да, не зря. Смотрим на поближе. Жаль, что дымка. Снова вам показываем дерево-дом. Точно такое же по внешнему виду, как в Санья. Это снова казино Galaxy. Вот это все большое Galaxy. Там дальше уходящее вдаль метро, оно туда уходит, потом разворачивается и вон там проходит. Это венецианец, видно, ой, уже не видно, уже вам небо видно. Видно Париж, видно Лондон, видно вот то синее здание, это как раз шоу «Льда и пламени». Но вы думаете, мы сюда поднялись и все? Нет, вот можно посмотреть на траекторию подъема. И вот там мы вокруг. Смотрите, если бы нам надо было идти вокруг озера, мы бы вот так прошли, вот так, вот так, вот так и вот сюда поднялись. Есть короткий путь вот там вот по тропинке сюда, и можно подняться, либо вот так обойдя здание. Просто. А там вот нет, тропинка, уходящая вон туда, это тропинка, чтобы вон на тот круг прийти. А вот здесь еще есть в кустах тропинка, которая вот сюда вот выводит. Пойдем на смотровую. Это же была не смотровая, это же мы просто поднялись. И зацените, насколько популярное место. Та-дам! Ни одного человека, только автоматы с питьем. Почем? По 9 юаней. По 5 просто вода. Макси, у тебя есть 5 под так. Да. Купи бонакву холодную, пожалуйста. Может, большую тогда? А большая сколько? За 6 большую, конечно, я ее за раз выпью. Ну и тебе, конечно, немножко оставлю. Одну большую за 6 холодную. Спасибо тебе. А я пока пойду покажу зрителям парк и смотровую. Сейчас кайф будет. А то я, правда, уже говорить не могу. Язык прилипает. Губы слипаются. Надо сейчас фоточку еще сделать. Лене запостить. А, не, в семью сразу постану. Пускай порадуются за нас, что мы с Максом здесь гуляем. Вот можно взять чаек, кофеек, водичку, сесть, посмотреть на вот это. Первый раз это прям вообще впечатляет, особенно вот там вот улица, все горит, переливается. Настоящий Макао. Настоящий Лас-Вегас, даже лучше. Обороты-то больше, чем в Лас-Вегасе, во всяком случае, судя по информации, которую мы в интернете нашли. Это не просто вот такая вот смотровая, вышел, посмотрел. На самом деле это прогулочная зона для местных. А с того домика можно прийти отдохнуть, с тех вот гарденов. Похоже, там наша бутылочка застряла, не хочет вываливаться. Продает только по карточке Макао Пас. Че, серьезно? Ага. Вот горе-то какое. Соседние даже там гвозди забили, чтобы монетки не
А вот это что такое? И это фонтанчик. Подожди, сейчас. Он не работает. Не работает, да. Из-за гигиены. Понятно, кто-то туда наблевал, наверное, и перестала. И в бутылочку не наливается, да? Так. Нет у нас бутылочки. Ну туда я не смогу лицо запихать и это пить. Да, это закрыли. В общем, можно только в бутылку наливать, у нас не во что наливать. А это только по карточке, да? Ну, смотри, я вот нажимаю. И вот Макао Пас сканируете. А когда я кидаю вот сюда, отсюда Вываливается. монетка. А ты вот эту как-нибудь поворачиваешь? А зачем? Ты вот здесь вот что-то нарисовано. Так только я повернуть. сюда запихиваю, она сразу Сразу там вываливается. Представляете, насколько я пить хочу, что готов с этим разбираться? Нет, не готов. Максик, твоя задача. Не, хотя ладно, я не буду голову туда запихивать и сосать оттуда, а то еще током убьет или еще чем-нибудь. А может ты случайно кидал... Не, Макс. Может ты случайно кидал гонконгский доллар? Ну смотри, вот одна потока. Не, давай 5. Я 5 кидал уже. Сейчас я просто это... Ну ладно, давай Подожди, кинем. нажми сначала. Вот вода, да? Кидай. 6 вот горит, 6 юаней киньте. Вот и здесь даже вот уже загвоздили. Угу, шурупы закрутили. Ладно, понятно. На. Не судьба нам сегодня попить. Пойдемте еще в другую сторону посмотрим. Ну и Макс же еще не видел эту красоту, еще мы ее не сфотали. Вы не представляете, насколько я сейчас расстроен. Мое настроение может поднять лайк. Еще больше какой-нибудь положительный комментарий. Да неважно какой, не плачь, Дениска. Ну и я прям от счастья умру, если донат свалится, который мы потратим с вами вместе на северную поездку для съемок. Кстати, интересный вопрос от вас может прозвучать. Что будет, если я не соберу 100 тысяч рублей? Я за эти деньги что-нибудь другое сниму, куда-нибудь съезжу. Но не то, на что собирался. На самый крайняк придется купить новую камеру, потому что это уже плохо работает. Но, в общем, деньги не пойдут на мою жрачку. А если и пойдут, то на съемки этой жрачки. Вот такой вот вид на эту сторону. Вот эти вот фонари бьют, наверное, уже... Я не знаю, откуда они бьют. Будешь смотреть на те красоты? Пойдем, ты можешь обойти, да, я быстренько протру очко камеры, сделаю фотографии, да, пойдем дальше. Что это у меня такое долбит? Понять не могу. Это кроссовки, похоже, начали скрипеть. Ух ты, какие бьют фонари. Красиво. Это какое-то шоу началось. Пошли дальше. Сейчас я еще вот то шоу приближу. Пока пощу в семью фоточки, зрители полюбуются. Так, отправлю в большую семью. Пусть... Ну, это не полностью насыпано острова, то есть вот эта часть. Да, вот эта часть, да, Это остров. озеро здесь было еще в 70-х. Угу. Вот там полностью насыпано. Вот где именно стоят эти казино. Все, фоточки запостил. Что здесь интересного пишут? Ну, как трансформировалось вот это вот озеро. Угу. Не очень хорошо видно, темновато.
Когда я здесь все начал, вот, на этом озере, похоже, в 2000 году еще какую-то, как ее там, лотос еще какой-то выращивали, собирали. А в 2013 году стало в Китае топ-10 ветлендов. Как это перевести? Бет? Ветленд. Вет, не знаю. Вет, ну, мокрая земля. Я не знаю. Топ сколько? Топ-10. Это озеро входит в топ-10 крутых озер Китая? Ну, не озера, я не знаю, как это. Ну, знаешь, такие места, Болот. где ты ходишь, и там вот такие вот мостики. Да. Бывает парк такой. Да. Это, как, помнишь, вы были в Юнане, еще разочаровали? Юнане Или разочаровались. в Юнане. Где это было? Не знаю, Максик. Ладно, поехали вниз. Филиппинах, что ли? Я не помню. Ну, в общем, Вот еще одни посетители поднялись. Они тоже решили попить, но фонтанчик не брызгает, а этих, похоже, у них нет. А может, карту мир примут? Что у нас сейчас с собой есть? у него навигатор на часах. Видимо, это он место искал. Какой-нибудь Гармин, наверное. Ну ладно, даже мечта о воде и надежда, что сейчас я ее попью, мне немножко на секунду повысила настроение. Вот как раз приехал лифт. И нажимай кнопочки. Поехали. Фух. Время 8 часов 50 минут. Мы в пути 10 часов 50 минут. Осталось... Блин, еще много. Но мы крутые, Макс. Прям я горжусь тобой. Прям вообще, Макс, ты не представляешь, насколько. Большинство тех, кого я водил по Китаю, где-то к 30-му 1000 шагу уже сдыхали. Мы с тобой 45 почти прошли. Миша, ты говорил, у меня походка неправильная. Не я говорю, на самом деле у тебя походка неправильная. Ты прыгаешь. Но это же не значит, что ты невыносливый. Просто у тебя такое ощущение, что постоянно в тонусе мышцы и нога, не знаю, или какие-то сухожилия натянуты. Макс, честно, я не знаю. Ты же в детстве ходил к костоправам всяким. Тебе шею поправили, а ноги что-то не поправили. Ну, я старался как-то на слух ходить. Молодец. А ты когда устаешь, у тебя где нога болит? У меня ноги, Макс, не поверишь, болят между ног. У меня там жир с двух сторон, и вот так друг об друга трется. Сейчас там у меня кровавые мозоли, месиво вообще. Так что вот где у меня. Нам не туда. Нам... Подожди, дай посмотрим. Вот на тот лифт нам вот на эту вот тропинку. Значит, нам туда. Значит, нам вот в этот лифт и вон туда вниз. Вы куда? Нет, туда мы не пойдем, еще обратно. Не. Нам именно туда. Кто-то вызвал, кто-то еще решил посетить наше секретное смотровое место. Не забудьте поставить лайк, если вам это место понравилось, вы раньше о нем не знали и захотелось его посетить. О, так это Бэтмен сверху нарисован. Где мы? Вот. Че, не похож? Ну, сверху. 3 кругляшка. Да, вы тут не одни. Кнопочку. Земля со звездочкой.
Ты заметил, здесь прохладней. Там сверху было почему-то теплее. В лифте вообще душновато, а здесь ветерок и какой-то вот такой влажной прохладой веет. Мы наслаждаемся. Вот автобус поехал до Барра. Это там, где мы сели в метро. Супер крутой жилой комплекс. Ну, я так думаю. Я думаю, здесь подешевле аренда, чем на полуострове. Может быть, но не факт. Привет, девчонки! Коста. Коста это где? Порто Коста. Я даже по-китайски не могу понять. То есть я могу прочитать иероглифы, но не понимаю. Моя твоя не понимаю. Макс, сегодня это зрители, это не для вас, это просто с Максом. Сегодня реально ты очень много прошел, и твои мышцы не готовы были к этому. То есть они прям сегодня напряжно им было. Всякую гадость не ешь в виде булок. Купи кусок мяса. Ладно, шучу. Ну, белочка побольше. Ложка в сауна-лаване будет, что там, много курицы. Белочек курица, особенно если это грудка. Точнее, если только это грудка. Потом можно тунца, это тоже белочек. Только тунец съешь, булки мне отдашь. Но я вообще не чувствую, что у меня мышцы. Яйца. У меня ступни подваливают, и на этом все. Ступни подваливают, возможно, потому что у тебя не очень удобная обувь. Она все-таки, наверное, не для долгих прогулок. Вот, если вы не поняли, где я увидел летучую мышь, в смысле символ Бэтмена, еще раз покажу, потому что с других ракурсов, возможно, не будет видно. Вот мне напоминает это символ Бэтмена. Вот CCD или что там написано, и в центре как будто значок. Сейчас мы поднимемся вот на этот красивый круговой мост, который видели сверху. Дорогу только надо перейти. НК Стор. Как ты думаешь, это магазинчик с водой возле заправки? Yes, yes, yes. Потому что те 100 грамм, которые я выпил, прям были мне ну, в смысле, нет, без них бы, возможно, мне было еще хуже. Так, переходим.
Ну, ты молодой, а я уже старый, во мне много песка. Песок, когда пересыхает, начинает сыпаться, а вот у меня полный рот песка, поэтому мне надо попить водички. В принципе, знаешь, я подумал, я же сегодня еще ничего не ел, значит, я заслужил, может быть, не только водички, но и сахарочку, чтобы мозг получше работал. Мне еще есть шоколад. Давай Кока-Колу. Неважно, сколько стоит, даже если 20 под так. Пойдем посмотрим. Кока-Колы. Выбор, конечно, офигенный, но холодильник есть. Вот, смотри. Ой, почем тут? А чё она вся в упаковках? Вода 1,5 литра 5 юаней. 1,5 литра 5 юаней? Так дешево? Пол-литра здесь вообще нет. Давай возьмем 1,5 литра за 5 юаней. А можешь спросить, есть ли холодная вода? Вдруг у них где-нибудь в загашниках-то в этом я не вижу. Пол-литра здесь нет. Кола есть только теплая. Я понимаю, вон есть баночная кола. Только теплая, я понял. А кола сколько баночка? По баночкам продается или только упаковками? Я не вижу один. Сразу большой. Только упаковкой, да, я это и понял, потому что ни одной распакованной. Ладно. Вот этот чай берем. Вот Он это, же кстати, холодный. лимонный чай вкусный. Давай лимонный Это чай. точно вкусно. Он же холодный, надеюсь. Я, конечно, хотел на первом месте воды, на втором месте кола. А тогда воду? Че? Ну и воды давай 1,5 тоже. Давай. Выпьем. Я просто хотел холодную. Макс, я думаю, не стоит сейчас. Давай. Давай мы закончим и прям кайфанем по полной. Надеюсь, они наличку еще принимают. 12. 12. Где, реально 5 юаней? Я думал, 2 юаня дай. 5 юаней на 15 заправке. же. 12 ключ. 12, что он сказал вроде бы. Я еще купил. Снова пытаемся эти Кстати, такой 10 чай в Китае 7,5 стоит. этих отдать. Может, она не настоящая, поэтому ее не принимала. Ну, не знаю, я не разбираюсь. Так, что у нас? 2 там есть в атаке. Должны быть сейчас. Да, были. Одна потака. Одна потака, держи. Thank you. Я сначала можно это холодненькое Конечно, выпью, да. потому что, Макс, я сейчас помру. А там лимон может быть. Да пофиг мне сейчас даже на лимон. У меня небольшая аллергия на лимон. Это тот самый утиный, да, из утиных какашек. Это другой. Это от моих. Просто тут снова утка Ну, нарисована. это да, ну, утиный какашек, но не тот, который я. Это другие утиные какашки. О, а вот это отель, в который мы проходили. Хочешь? Ой, мне, конечно, вкус не понравился, но то, что он прохладненький, я прям кайфанул. Но я думаю, от воды сейчас тоже кайфану. Что, допиваю? О, блин, такое количество воды в себя влил, сердце бам-бам-бам-бам-бам. О, Максик, извини, не смогу наклониться поднять. Это от чая. Давай мы вот эту вот, да, закрутим. А, это от той. Ну пофиг, ее все равно выкидывать. Нифига меня вшторило. Фу. Пошли на лифт. Я даже до эскалатора сейчас не доползу. Да не, шучу, конечно. Доползу, сейчас вода в меня провалится. Я снова радостно смогу верещать. Будешь еще водичка? Нет. Так, давай быстренько зайдем, пока он не уехал.
Давай тебе тогда закинем. Давай я хотел подержать. Там ничего не сломается, если я просто брошу? Там вы Powerbank. С пауэрбанками ничего не будет. 橋面 footbridge passagem superior para Beiroche. Сколько за 5 юаней, особенно на заправке? Ну, заправки все дороже. Мне показалось, что лифт сказал kill me. Тебе не показалось? Я не слышал. Ты не слушал лифт, как ты мог? Давайте сориентирую вас по сторонам света. Аэропорт там. Вон, кстати, самолет взлетает. Сейчас попробую попасть. Не, я его еле вижу. Его камера еще... В самом центре экрана. Вот прямо сейчас. Видите точку? Вот эта мигающая точка самолет. Взлетел вот оттуда. Я почти правильно махнул. Там же, где-то рядом с насыпной взлетной полосой находится морской порт. Вот это здание я называю черной дырой, потому что в середине дыра. Ну, то есть здание черное само по себе, в середине дыра, но это сейчас оно подсвечено. Это я вам уже показывал в середине сверху. Мне кажется, что нарисована летучая мышь. Понедельник, до 2 я уеду в Комарова. Красивый круговой мост. По центру, насколько я помню, лес был посажен. Да, красиво до сих пор насаждения какие-то. И мы идем вот туда, чтобы вам показать дорогу между лондонцем и парижанином. Супер! Первое мое впечатление супер. Я раньше таких вот именно ярких светящихся городов ни разу не видел, и меня это прям впечатлило. Да, даже несмотря на то, что Шэньчжэнь и Гуанчжоу тоже светятся, но они светятся как современные мегаполисы, а это светится как казино. Вон рекламируется водное шоу. Можете пока посмотреть в кругляшке. Надеюсь, вам видно. Так, вода начала впитываться. И прям я чувствую, как тяжесть такая пошла, какая-то неприятная. Макс, не провались. Тут реально, посмотрите, что творится. Не знаю, видно вам или нет. Здесь яма огромная. Ну, будем надеяться, что это просто дощечки немножко продавил какой-нибудь гиппопотам, типа меня. Их скоро починят. Понятно, что это не дырка до земли будет, если они сломаются. Но все равно неприятно будет ногой туда провалиться. Ну и вот, китайский Лас-Вегас. Давай вот здесь встанем. Что здесь в многих местах проваливается. Подрядчик украл деньги, из плохого сделал материала. Венецианец. В чем фишка? Внутри каналы плавают гондолы, при том, что это все на 2-м этаже. Да, я, Макс, это не спойлерую, это я рекламирую. Знаешь же, Макс, когда некоторые запускаешь видеоролик, сразу показываются лучшие моменты, которые будут в видео. Очень часто трейлер это самое лучшее, что есть в фильме. То есть там показаны лучшие моменты. А я сейчас просто перечисляю. Там у нас настоящие гондолы и гондольеры. При том, что не только внутри, но и здесь снаружи иногда шоу. Вот это вот снизу, это отражение в воде здания, если вдруг не очень хорошо видно. Там мы посмотрим рядышком стоя на Эйфелеву башню. Ну а снизу, вот здесь вот в Лондонце, насладимся лондонским стилем. И покажем холл, в котором проходит шоу. Заходим сюда, переходим туда, заходим в Венецианец, выходим, проходим по Galaxy, садимся на поезд и едем показывать лакшери район.
потому что он все равно по пути. После этих 3 казино Galaxy вообще заходить смысла большого. Я тоже этого боюсь, поэтому мы, возможно, в него заходить не будем, а сразу сядем. Макс, ты абсолютно логично все рассуждаешь, но в Galaxy есть один фонтан из, помнишь, такой светящийся, весь переливающийся. Где-то был, да, здесь фонтан. Он может... Он прям там, в центре, и он со стразиками. Он такой блестящий, он такой впечатляющий. То есть в Galaxy стоит заглянуть ради одного этого фонтана. Но вообще просто пройти, чтобы не говорить голословным, а там неинтересно, все равно по пути. Мы с крайней стороны зайдем, через него пройдем, возле этого автобуса, поезда выйдем. На недельку до 2 мы уедем в Комарово. Стекла нужно мыть, ребята, а иначе нифига не видать. Ну, никто не снимает, видимо, в лифтах. Просто такие бабки здесь крутятся. Бешеные бабки. А стекла во всех, абсолютно во всех лифтах сегодня, где мы были, грязные. Оба-на. Макс, НЛО. Ага. Ты видишь? Да. Оно прям летает. Снизу реактивный двигатель. Синий, вот нет, это не реактивный, это какой двигатель? Ну, в общем, какой-то крутой двигатель. Я не ожидал, что они здесь. И вот так вот взлетает. Не ожидал, что инопланетяне прилетели? Да. Ну вот, инопланетяне уже здесь. Но туда мы подходить не будем, а то вдруг у этой летающей тарелки, как-то сказать-то, мало энергии, она не выдержит и упадет. Ну, если вы не поняли, что это Dinner in Sky, да, называется? Не, Dinner to Sky. In the sky. Хай, да ладно. Пойдем посмотрим, как он там называется. Что можно делать? Вот сюда вот зайти в кафе, заказать себе жральню, и вас поднимут вот туда покушать. Но вы обратите внимание, какая низкая высота. То есть вы будете сидеть, есть и смотреть вот на это. Да это же хренотень. Только что смотровая площадка, на которую мы поднялись абсолютно бесплатно. Оттуда вид вот на это все был лучше. То есть ты бы поднялся и даже не страшно? Я бы не кайф... Нет, вот здесь бы не было страшно. Ты же там сидишь, а не вниз головой прыгаешь. Итак, мы хотели сказать, как называется это заведение. Можно, наверное, там крутиться на сиденьях сверху. Ну, может быть и прикольно. Не, на самом деле идея классная. Огонь настоящий, что ли? Ну, похож на настоящий огонь. И называется это Dinner in the Sky Macau, да. А что, здесь только один такой? Ну, я, насколько понимаю, здесь один только такой ресторан. И средний чек написано 1200, да, на человека. Да. 1200. Мы с Максом тут в отеле живем 2 дня за 600 юаней, а здесь 1200 покушать одному. Для тех, кто может себе позволить, конечно, мы как бы просто у нас нет таких доходов, чтобы туда лезть и летать. У нас все приземленно, по земле, ножками. И я уверен, что мы за сегодня больше эмоций испытали, чем они вот там вот сидящие в тарелке. Ну, наверное. Напишите, кто там был, как вам. Как ты думаешь, ради одного человека поднимут такую? Может быть, и поднимут. Там, возможно, есть какое-нибудь правило. Например, ждем наполнения 20 минут, если, ну, я как пример. Если не набирается, то поднимаем всех, кого Там есть. сейчас вообще пусто. Ты уверен? Может, там в середине один человек занял себе. Тихо. А, никто не орет. Так это не очень высоко, поэтому никто не орет. Не, мы посмотрели видеоролик про эту забегаловку. Я даже хотел зайти до того, как узнали стоимость. Но сейчас, увидев ее, видеоролик был классный. Я прям захотел. Человек умеет снимать, но если бы он снял, как это выглядит снаружи, я бы ни за что туда не пошел. То есть классная была реклама. City of Dream. Вот здесь проходят просто великолепные шоу. Ни разу не были. Знаем только по рекламе и отзывам друзей. Все друзья были в восторге. Но опять же, на вкус и цвет
Нам вот не понравился лифт в Цзянцзадзе, а некоторые говорят, что круто. Просто это, может быть, в обратном порядке надо было сначала на лифте подниматься, вау, а потом по горам гулять. А вот еще елочка. Какая четвертая уже за сегодня? Я думаю, больше, потому что еще много мелких же елочек Да, было. вон пятая. Под башней на площади Сан-Марко. Ой, я не помню, как площадь Венеции называется. Кстати, вот тот мост, по которому мы ходили в прошлый раз, оказывается какой-то крутой. Да? Да. Почему в прошлый раз? Мы сегодня там пойдем. Ну да. Вот с этими шариками это торговый центр бутиков. То есть там внутри дорогущие бутики. Я помню, мы зашли туда, ну хоть это и было 3 года назад. Майя еще была такая маленькая непоседа. Это сейчас она скромная, такая всего боящаяся. Тогда она там чуть все эти бутики не разнесла. Елочка пушистая улыбнулась весело, потому что с Максиком мы запели песенку. Подпевает нам какой-то сверчок, потому что он не дурачок. City of Dream. Давай зайдем вот через ту дверь, посмотрим, покажем большого страшного этого, как он называется-то, который в космос летает, космонавта. Да. Я же только что рассказывал, как Майя тут чуть пол шопа этого не разнесла. Сейчас я даже покажу, где это было. Давай, открывайся. Вот там вот крутая тачка. Тачки тогда не было. Cartier, Louis Vuitton, Gucci, Prada. Дальше вход в казино. Мы в казино не пойдем, мы только вокруг машины обойдем и пойдем к космонавту на выход. На нас так охранник смотрит. Когда я на него обратил внимание, он отвернулся. Конечно, тут приличные ходят. Вот дедушка миллиардер, ведет свою бабушку миллиардершу. Да, Макс, сегодня ты ходишь прям правильно, прям с пятки носок, все как я учил. Да, я стараюсь помнить. Нам туда, нам еще не на выход. Сан Лорен. Это который Ив Сан или другой? Я очень надеюсь, что вот эта музыка не защищена авторским правом, потому что, блин, так я хотя бы на монетизации с этого ролика заработаю долларов 20-30. Да, смешно. 12-часовой видеоролик мне столько принесет. Но если хоть одна музыка с авторскими правами полностью лишается монетизации, ролик, Ты не сможешь, удалить эту песенку можно, просто полностью удалив звук в этом месте. Так что люди не услышат, что мы тут говорим. Ну, в принципе, да, кто нам мешает. Я вот прошел. Вот сюда в Омегу заглянули. Этот космонавт тут стоял, и Майя что-то начала возле елки бегать, а на елке что-то там висело. В общем, чуть все не посносило. Охранник такой, ай-яй-яй. Ну, мы Майю под мышку и вынесли. Представляете, 3 года назад она вот такая вот была непоседа. Как быстро все меняется. Они читают мои мысли. Я только подумал, Сим-Сим, откройся. Они бац и открылись. Чудеса. Вот до чего технологии дошли, даже говорить не надо. Да. Уже мысли читают. Макс, я боюсь, что скоро технологии дойдут. Только подумаешь, я хочу
машину, и все деньги спишутся, и кредит оформится на какую-нибудь машину, на которую будешь до конца жизни работать. Я вот тоже, знаешь, об этом думал. Если буду в будущем управляться мыслями, то я боюсь нечаянно не о том подумать, и тогда все не прикольно. Да. Ну и знаете, некоторые мечты, пускай лучше останутся мечтами. Вот некоторые девочки в детстве мечтали бабушками стать, для того, чтобы сидеть, вязать и ничего не делать. Представляете, если бы у них была волшебная палочка, они бы раз и превратились в бабушек. Капец. Ну, обратно бы в девочек превратились в волшебную палочку. А может, одно желание. Последний лепесток цветика, семицветика. Мы с вами пришли к лондонцу. Вот он. Лондонер. Пойдем. Wynn Palace. Там тоже казино. Напомню, это не Лас-Вегас, где все вдоль одной улицы. Тут прям целый остров застроили. Ну или как минимум ту часть, которую насыпали между двумя островами. Сейчас мы идем прям по морю. Здесь было море. А теперь какой-то Apple Store. Мне можно сумочку купить. А как ты думаешь, есть сумочки? Пойдем. Не знаю, их, по-моему, все раскупили. Пойдем посмотрим. Первые... Серьезно? Пойдем посмотрим эти дебильные сумочки, о которых все говорят. Я не вижу чулков пока где. Вон на стенде. Я вижу... Ой! Как тяжело открывается. Это называется Apple, где даже само все не открывается. Где чулок? Нет. Это не чулки. Испанский. Эстранты, бла-бла-бла. Есть ремешки для вотчей. Есть часики. Макс, нужны часики? Смотри, кто-то забыл. Ага. А этих носков нет. Я же говорю, по-моему, в первые дни все раскупили. Че, правда царапаются? Ну, эти еще не поцарапанные. Вот этот конкретный экземпляр. Говорят, они очень хорошо царапаются. А, нет, поцарапанный, вот он. Видно, ногтем кто-то ковырнул, вот таким же, как у меня. И все, прощай. Таким ногтем выгонят. Пошли, а то подумают, я поцарапал. Я не Apple дрочер, не благоговею перед техникой, пользуюсь тем, что есть. И все вот эти вот понты, мне просто ни один любитель Apple техники не смог объяснить, чем его iPhone лучше моего андроида. Знаете примерно какие доводы? Это экосистема! Экосистема? Что тут экосистема? Ну вот ты спроси, у меня есть одногруппник, который объясняет любовь к Apple экосистемой. Типа у него Apple часы, у него Apple планшет, у него Apple телефон. Все это между собой взаимодействует, хранится где-то там, хрен его знает в каком облаке, и вообще супер все это. Больше он мне ничего объяснить не мог. Он не сказал, что это там удобно. А знаете, когда я ему сказал, а вот у меня, ну это достаточно давно был разговор, говорю, у меня будильник тихо включен, чтобы не будить. Ты можешь будильник настроить тише, чем основной звук? Знаете, что он мне сказал? Я никогда об этом не задумывался, мне это не нужно. А если это сделать нельзя, значит, ой. А что, так нельзя везде делать? Ну, раньше в iOS нельзя было настраивать отдельно. Вот в Android у тебя отдельно будильник, отдельно входящий, отдельно уведомление. В iOS раньше не было вообще. Один общий звук. Мы посмотрели общий фасад, заходим внутрь, пройдемся внутри. И вот он сказал, ну, если это делать нельзя, это значит все. А как... В свое время Стив Джобс кричал. Ему говорят, если ваш телефон держать как-то вот так, грубо говоря, то он не ловит. Ну, антенна перекрывается, связь не ловит. Он прямо на презентации сказал, ну, если не ловит, значит, так не держите. Ну, я не готов
никогда был платить. У Лены было 2 айфона. Она избавилась от них как от страшного сна. Почему 2? Потому что первый она решила попробовать, а второй меня не было здесь, в Китае. Ей нужно было все перенести со старого. Она боялась, что не сможет на Android это перенести, и второй купила. Но потом я приехал в Китай, и она быстро их скинула. Сейчас Xiaomi у нее уже второй. Не потому что предыдущий сломался, потому что ей захотелось новый, это раз. А во-вторых, она его утопила. И то он потом просох, она утопила его в мокром соленом море. То есть в соленом море даже утопила, но он просох и начал нормально работать. Может быть, где-то внутри пошла коррозия, но факт остается фактом, по-прежнему работает. Мы с вами в Лондонце. То есть сейчас мы переместились в Лондон. Но есть нюанс. Центральный холл почему-то огорожен. Либо там идет сейчас какое-то представление. Как красиво, смотри, вот в этом ресторане. Нет, это только частично. Фу, раньше времени запаниковал. Полюбуйтесь, какая красота. Где-то вот здесь я стоял и снимал шоу, которое проходило вот прям... Тут везде было шоу. Сверху вот там королева выходила, ну или кто там. Здесь полицейские британские бегали, ловили какого-то преступника. На Denlos TV 360 это шоу есть. Елочка красивая, переливающаяся. На второй этаж подниматься, я думаю, не будем. Мы хотели показать вот этот вот стиль. Ну, а ресторан называется Черчилль. Стол Черчилля. Как? Стол Черчилля. Стол Черчилля? А где тейбл? А, точно, тейбл. Я не заметил тейбл. Стол Черчилля. Возможно, там где-то стоит стол, за которым лично сидел Черчилль. Центральный холл. Мы в него тоже не пойдем. Мы пойдем на переход. Макс, как попасть на переход, помнишь? Чтобы перейти на переход, Надо дальше. Да, надо пройти еще дальше и там подняться на второй этаж. Там поднимемся чисто для перехода. Ну и покажем вам еще черную машинку с Бекхэмом. Здесь я уже говорил, да, что это хоть и казино, на самом деле это еще развлекательный центр и есть отели. Вот один из отелей, точнее ресепшн одного из отелей. Здесь 3 или 4 башни в этом здании, то есть 3 или 4 отеля. Как этот отель называется? Я не вижу его названия. Ты не видишь? Ну, в общем, вот один из отелей. Нет, там Лондон просто написано. Не знаю, что за отель. И каждый отель в своем стиле, но в стиле Лондона. Там казино. То есть там прям вход в казино. Вот там игральная зона, игорная зона. И можно поиграть в картишки на автоматах. Макс, а Гарри Поттер же в Лондоне частично происходит все. Ну, наверное, ну где-то в Англии. А помнишь, там живые картины? Да. А здесь они тоже есть. О, а это что, где, когда, сова. Прикольно придумали. Мне очень понравилось, когда впервые увидел. Ну и вот этот вот сухой закон. И смотрите, они все ей аплодируют. То есть она классно станцевала, все аплодировали. Все, снова превратились в смущенные картины. Ой, засмущалась-то, засмущалась. Шапочку надела, в зеркало посмотрела, глазки построила. А сова такая, типа, люди. Сир Роберт Баурин. Как это прочитать? Сир Роберт Баурин. Восточная Индия Трейдинг Компани. Вот здесь еще есть живые картины. Можно в почту отправить. Я думаю, это настоящие люди, просто попозировали, их сняли, потом зациклили аккуратненько.
Макс, это сделано 4 года назад. Тогда не было такого всплеска ИИ. Если ты посмотришь на этих людей, они прям естественные, очень естественные. Так что сомневаюсь, что это нарисованное, и 3D-моделирование тоже вряд ли. Вот здесь подъем на мост. Вот здесь, Макс. Но мы сначала, прежде чем подняться, посмотрим черный драндулет. Он работает до 6 часов, поэтому уже точно не работает. Но вы можете посмотреть, как мы с Бекхэмом вот на этой вот тачке гоняли. Я не шучу. Вот прям в ней. До 8? Ё-моё, все равно. 1,5 часа как закончил. Я думал до 6. К сожалению, тут только 3 посадочных места было. Сзади. Спереди нельзя было, потому что там был водитель и Бекхэм сидел. Поэтому мне пришлось за этой машиной бежать. Это тоже есть в видеоролике. Прям полный эффект погружения. Рекомендуем? Нет, хотя я ничего не рекомендую. Это нам понравилось. Вдруг вам не понравится. Но это интересно. Одноклассник говорил, тут настоящего Бекхэма как-то раз. Я не удивлюсь. На лондонца посмотрели. Казино открыто недавно, наверное, года 4 назад. Но об этом можно узнать в интернете. Мы не уточняли, да. Идем на крутой мост, который Макс сказал. Крутой. Я и не знал, что он крутой. Макс, ну если знать, сколько это все стоит, да что знать, если просто представить, то здесь все очень крутое. Нет, в смысле тот мост, который там, это был. Вот этот ты имеешь в виду? Нет, там будет дальше. Который, помнишь, когда мы еще вышли, там дуло. Так это этот мост и есть. Нет. Этот? Я тебе покажу. Нет, другой. Спорим этот? Где ты говорил, можно пройти, где, короче, я сейчас все объясню. Погоди, который идет в Венецианец? Который вот тот, видишь? Так тоже мост из Венеции, конечно, крутой. Я думал, ты про этот. Да, Макс, то копия моста венецианского. Мы с мамой по нему ходили. По-настоящему. Я думал, ты вот про этот крутой мост. Вот здесь, смотри, какая-то. Давай выйдем, посмотрим. Штука надутая. Надутая штука — это баскетболист. Но мы вышли не на баскетболиста, на самом деле, посмотреть, а вот на ту башню. Фефелеву. Сколько тут? Раз, два, три, 4, оказывается. 4. Вот это Конрад. Там не вижу названия. В общем, 4 башни, 4 крупных отеля. Ну, прям крутых отеля. И все это... Сначала в Парижанина, а потом в... Конечно, в Парижанина. На тот крутой мост, Макс, не пойдем. А сейчас спустимся с той стороны. Вон, в Парижанина и в Лондоне. Не, я хочу вот там... Или вот по тому мосту. Ладно, как скажешь. Я хочу под этим... Под... Под Эйфелевой башней пройти. А еще я хочу на ту сторону посмотреть. Шоу идет. Красотища. Время в Лондоне 9 часов 32 минуты. Ты смотри, у них даже часы правильно идут. Мы прошли 47 тысяч шагов. Макс! Кому скажешь из своих друзей, никто не поверит. Скажу смотреть прохождение. Да. Все. Все, не выключая.
Я не верю, что в Лондоне такое метро. Ладно, да, на лентяйку, ты прав. Мало того, что на лентяйку, надо закрепить еще камеру, потому что я руку не чувствую, боюсь, сейчас все выпадет. О, это шевелится еще штука. Она показывала, как у него так рука может двигаться. У того чувака, которого мы только что видели в этом. Пошли или постоим? Давай постоим. А то я руку отходил, не шевелится. Мы покидаем Лондонер. Отсюда можно в Лондон бесплатно позвонить. Стоп. А где спуск? Вот спуск. Максик, сюда. Чего никто вниз не нажимает? Потому что никого, оказывается, желающих вниз и нет. Ой! Нажми кнопочку. Пожалуйста, у меня правая рука не работает. Baby. Baby. Так, направо Венецианец. Здесь находится 4 сезона отель. Парижанин налево, лондонец наверх. Ну ладно, мы идем в Париж. Увидеть Париж и умереть. Красивое световое шоу. Мне нравится. Прям прикольно. Признаюсь честно, завтра я хотел еще приехать во все эти казино и пройтись в них со сферической камерой. Но в данный момент я передумал. Завтра я буду не в состоянии куда-то ехать, что-то идти, снимать. Максимум еда. Да, Макс? Да. Поэтому завтра мы отлеживаемся в отеле. Находим интересный ресторан, скорее всего, по карте. Несколько интересных ресторанов. Можно было не спускаться вниз, а вот через эти все шоп-моллы пройти и вот по этому вот переходу и прийти в Париж. Но мы прогуляемся по улице. Так вот, поедим, снимем видеоролик, который частично, может быть, окупит за счет монетизации на YouTube нашу еду. Но мы же заслужили, мы точно заслужили. И надо нам как-то себя отблагодарить за такое, как это сказать-то, монументальное творчество. Кто сможет повторить, welcome. Присылайте ссылки на свое прохождение. Если вы думаете, что у вас ничего интересного, я посмотрел по статистике, у нас из России половина москвичей. Москву можно пройти, в Москве много всего интересного. А ты проходил Москву? Нет, я в России только Красноярск прошел. Сейчас скажу, за 32 часа. Но это в 3 захода было. За 32 часа я обошел весь Красноярск, вот все районы показал, все, что только знал. Все истории рассказал и поставил жирную точку, что все, Красноярск я закрыл, я показал и рассказал студенческие истории. И показал, где мы с Леной познакомились,
И все, какая красотища! Все, теперь я истории про Красноярск рассказывать не буду, максимум что-нибудь... Максимум что-нибудь, ресторан, что-нибудь такое. Тебе нравятся майнкрафтовские деревья? Ты давно, кстати, в Майнкрафт играл? Не, с того, как сменил телефон с айфона мамин. Так это было 2 года назад. Нет, А, год. мамин айфон. Я маминым айфоном пользовался первым. А, да подожди, это 5 лет назад тогда было. Вот. Но это не первый айфон был, у нее Ну, 6. первый ее. Да, я понял. Она его не отдала, сама новый себе. Ну, не новый, бушный. Ну, вот. А после того, как я сменил телефон, все, больше не играл, Мгм. по-моему. А я помню, вы даже на компе какое-то время играли. Я Я никогда на А я Майи покупал для чего? У меня до сих пор установлен Майнкрафт и Роблокс. Значит, вы в них играли? Я в Майнкрафт на компе ни разу не играл. Значит, Майя. Добро пожаловать в Париж, парижанин. На Эйфелеву башню мы не пойдем. Ну, то есть туда нельзя зайти бесплатно. Она того, я думаю, не стоит. Там рестораны, смотровая площадка. Мы с вами бесплатную смотровую площадку вот там видели. Для тех, кто хочет сказать, что мы нищеброды и даже не хотим потратить на Эйфелеву площадку, в ответ скажу: а вы нам задонатили? Нет? Так мы можем вот здесь хотя бы ходить и без вашего доната, а вы можете только гундеть, что мы экономим везде. Мы живем по средствам. Жаль, что наши средства не позволяют снимать то, что хотят наши зрители. Мы и так сюда приехали. Ну да, это полностью все за наш счет. Мы сейчас потратим больше 20 тысяч рублей для того, чтобы вот это все снять, в надежде на то, что найдутся люди, которым это так понравится, они захотят увидеть север и надонатят. То есть мы вложились не только деньгами, но и силой. Но тем не менее, если даже эти окупятся деньги на нашу поездку, где еще в север ехать? Не, ну эти 20 тысяч не окупятся. Ну да. Я похабник. Ну а если вот так рассуждать, как ты только что сказал, да, это наше вложение 20 тысяч, если нам надонатят 120, ну 20 тысяч я спешу на эти расходы. Давай вон туда подойдем. Я так понимаю... Ладно, Эйфелеву башню я видел. Поднимался на 2-й уровень, если не ошибаюсь. А что такое вот это зеленое, я не знаю. Возможно, какой-нибудь парижский вокзал. Не был на парижских вокзалах. Мы туда на автобусе приезжали. До аэропорта ездят автобусы. И вообще, знаете, насчет донатов. Мне так иногда стыдно, пишет бабушка. Я вижу, что ей там под 80 лет, у нее доход 3 копейки. И она пишет: Денис, я не могу отправить. Я говорю: не надо. Она: ну ты ж просил донат. Я говорю: вам не надо, ну блин, вы больше нуждаетесь. А те люди, у которых реально есть деньги, может быть не лишние, но которые вот только пишут там всякие гадости, они даже и не пробуют. Бабушки, пожалуйста, не надо нам присылать донат. У нас больше денег, чем у вас. Если даже вы хотите на север, поверьте, людей, которые могут, более обеспечены, чем вы, намного больше. У нас вся надежда, вот чтобы... Я не понимаю, почему они сами не открываются? Что за хрень? Вот скажи мне. Вот. Мне открыли себе. Тебе открылись, а мне не открываются. Мы с вами в парижанине. Пойдем зайдем. Вот отель Reception. Это уже в парижском стиле. А вы, кстати, знаете, что такое внести свою лепту? Супер круто, нравится. Когда в Лувре были, там, нет, не в Лувре можно было снимать. Когда были, не помню, в
Ё-моё. Макс, а как называется второй дворец французских императоров? Есть Лувр, а есть... Потом они переехали в Версаль. В Версале нельзя было снимать, но там такие красивые расписные потолки. У меня была огромная камера в руках. Я ее так из-под тишка все равно пытался подснять потолок. Ну, там многие так делали. Тут идет какой-то ремонт. Ресепшн мы с вами посмотрели. Вот там находится уже игорная зона. Да, туда нельзя. Ну, в смысле, туда можно, мне одному, без камеры. Снимать там категорически нельзя. Мы видели, как одна женщина просто хотела сфотографировать. На нее накинулся не охранник. Какая-то сотрудница проходила мимо, даже не охранник. Накинулась, телефон схватила, так вот прижала, не отпуская. И ей говорит, удали. Та прям у нее вот так вот в руках начала удалять. Жестко там, ну, ни в какую нельзя снимать. Я думаю, игровые автоматы, все там одинаковое, единственное разное оформление стола. Вот так вот выглядит Париж. Но знаете, что мне не нравится? Центральный фонтан закрыт, что ли? Вот здесь находится центральный фонтан. Вот за вот этим вот богатым человеком, сидящим на лавочке. И центральный фонтан сейчас переоборудуют. Из него делают никак не посмотреть. Нет, посмотреть можно. Из него делают елку. Вот. Но центральный фонтан у нас есть в Шотсах. Его, похоже, вообще демонтировали. Макс, ну а теперь твоя задача найти, я помню, на втором или на третьем этаже переход Второй этаж там разберут. Венецианец. В наш любимый казиношный зал. Всем спасибо за финансовую поддержку Снежного Китая. Я верю, что у вас есть шанс в 2026 году в честь десятилетия моей северной поездки увидеть снова север Китая. Постараюсь. Ну, постоянные зрители знают, что я отрабатываю каждый донат с лихвой. И потом еще пашу как лошадь, тратя свое время жизни для того, чтобы это смонтировать. Ну, наверное, туда куда-то. Нет, туда неправильно. Смотри, мы вошли, повернули направо. Туда, хотя может быть туда. Я просто пока еще не показываю обязательно. Ну вот смотри, там шоперы сезонов. Я думаю, почему-то мне кажется, что вот туда. Давай сверху. Кому-то туда, а там посмотрим. Давай. Ну вот здесь нет, да, не нарисовано. Нет. Стоп, а вот здесь? Вот. Венецианец, Макао. Направо. Давайте еще кое-что покажу. Вот там сверху находится вот такой купол, поросший зеленью. Да, здесь не стали делать голубое небо, как венецианцы, который появился раньше. Здесь как будто это огромная оранжерея, заросшая травой. По бутикам ходить не будем. Елку посмотрели. Какие лифты золотые. Ну, я так понимаю, мы сейчас пойдем через... Я не знаю, как мы сейчас пойдем. Ладно, как-нибудь придем. Макс, мы сейчас пойдем по тому пути, который ты хотел предложить, чтобы прийти сюда. Так что хорошо, что мы пошли по улице. Сейчас, наверное, через этот... Но на мост мы выходить не будем. Мы через 4 сезона куда-то налево фиганем. Помните, MGM сегодня разглядывали с вами? Вот там сверху
Есть еще один MGM, это другое казино. Это не то, мимо которого мы с вами ходили. Сейчас сколько времени? Время 21 час 48 минут. Мы прошли с тобой 48 тысяч шагов. С чем-то там. Вчера в это время я уже спал. Да. Хорошо, что сегодня выспался. Да, я тоже сегодня выспался, очень рад. Максик, я слышу, что ты очень четко выполняешь мою просьбу и громко говоришь, чтобы тебя лучше было слышно. Все, как бы ты не напрягайся уже, пожалуйста. А что? Ну, я за тебя переживаю. Да не А то завтра горло не будет, ноги отвалятся. Нет, ты поверь, если бы я сильно устал, я бы давно на все плюнул. Ну И ладно. Сидел бы тихо, шел за тобой. Окей, хорошо. Пол смотрел. Хорошо. Да, кстати, а почему ты сейчас в пол не смотришь? Ты иногда... Пол некрасивый. Как это некрасиво, и смотри, как переливается. Возможно, потому что тогда у меня был рюкзак тяжелый. Мне тогда так было легче идти. Поэтому... Но вчера тебе тяжело было. Эти 40 тысяч шагов дались прям... Что, вчера было 40 тысяч шагов? Да, Что, правда? да, Да, ну, да, неправда. да, правда. Ну, может, я, конечно, ошибаюсь. Сейчас гляну. Так. ЗПП. Блин, начал в пол смотреть. Зачем? Напомнил мне, что в пол можно смотреть. А. А, нет. Вчера почему-то 28 тысяч Мы шагов. вчера вообще мало прошли. Фу! А почему у меня часы показали, что тоже около сороковника? Мы с вами переходим из одного шопа в другой шопу. Вот так это здесь оформлено. Луи Виттон постарался. Прям супер круто, мега. Да, вчера 28 тысяч. Извини, обманул. Испугал. И зрителям сказал 40. Фу, блин. Обманщик. На 40 километров прошли. Сегодня, да, около 40. Вчера. Почему? А, точно, я понял почему. Сейчас я расскажу. Сейчас. Только на Луи Виттона. Посмотрим. И Тиффани. И миллионера, который пришел Тиффани. Завтрак у Тиффани осуществить. Вчера я на этих часах запустил GPS. Макс, ищи пока, куда идти, в какую сторону. Мне кажется, туда, а может быть туда, а может быть вот на этот указатель посмотреть. Максик. И вот, туда. Я запустил трек с GPS-ом. Но, как я уже говорил, GPS жутко глючил. Он вот так вот скакал. И нам этот трек написало, мы прошли с момента старта 23 тысячи шагов, да, и 40 километров. Я такой, чё? А он реально вот так вот скакал. По 2 метра у нас шаги. Дальше лондонец, парижанин. Туда. Вот такие пироги. Поэтому сегодня я даже не запускал трек, там такой бред показывала вчера. Бось. Хьюго Бось. Баленсиага. Просто Частенько там Баленсиага. для Майнс купаемся. Ну, не мы закупаемся, друзья дарят. Давай шарики поближе посмотрим. Пусти меня, пожалуйста. А то я боялся поворачивать и тебя снести. Красивые люстры. Снизу бабочки, цветочки. Лифт куда-то под... эскалатор куда-то под землю. И вот такие вот милые веночки. Мне прям очень нравятся. Это не стиль российского Нового года, это именно стиль какого-то европейского, может быть, американского Рождества, которое нам привито, вот именно вот эта красота привита рождественскими сказками, а не нашими фильмами про снегурочек. И не
елками с космонавтами. Живанши. Жиши пиши с буквой «ы». Похудею, тоже в модели пойду. Модельный бизнес в Китае сильно просел из-за появления ИИ. Многие отказались фотографировать дорогих иностранных моделей и генерят моделей просто с помощью нейросетей. Что делается? Делается фоточка одежды, генерируется девушка какая-нибудь модель, промпт для этой девушки описывается, как это, в общем, человека как бы модель создают, и на нее все эти вещи цепляют. Вон, шоппер с венецианец туда. Это на порядок просто дешевле оплатить людей, которые освоили написание промптов, чем нанимать реальных людей, особенно детей. Потому что с детьми очень сложно работать. Вот с Максом легко было. В плане... Вот, я только хотел, Макс. Вот прям ты быстрее меня думаешь. С Максом было легко в плане. Встань в такую позу, он вообще вот с удовольствием все выполнял. Вот оно, венецианское небо. Но когда его просили улыбнуться, это... О чем? Мы давай продемонстрируем. Улыбнись. Нет, сейчас еще лучше. А улыбнись радостно. И тут будет гримаса какая-нибудь. Макс не умеет улыбаться на камеру. Когда ему весело, смешно, он, конечно, прям... Не понял. Макс. Что за хрень? Каналы осушили? Каналы осушили. Ну, теперь мы точно не приедем сюда. Для того, чтобы сферическое видео снять, каналы сухие. А с Майей было работать посложнее, потому что она в основном фоталась, когда была меньше Макса, и ей нужно было создавать хорошее настроение. Если у нее плохое настроение, вон идем на площадь Святого Марка. Если у нее было плохое настроение, все, это был полный капец. Но у нас на канале есть один видеоролик про модельный бизнес. Тогда мы приехали с Майей, сказали, а ну-ка давайте-ка мы вашего мальчика попробуем. И Макс там тоже отснялся. Молодцы. Ну, а этот канал залит. Тут 4 канала, вроде как. 4, но они далеко друг от друга. И они между собой не связаны. Не, Макс, как раз вот он... Вода есть? А, тоже нет. А, вот он закончился, да. Сейчас следующий посмотрим. Вот такая красота в Венеции. Сверху понятно, бутафория, какие-то, может быть, объекты. Знаете, что мне не нравится здесь? Когда идешь, создается ощущение, что ты в какой-то матрице или игре. Не, это все естественно создано. Когда вы идете, облака не движутся так быстро. А так как они близко к нам, они прям, вот смотрите, раз, и облако из кадра вышло. Если бы это облако было на расстоянии 10 километров, ну, как обычно, оно бы в кадре было постоянно. Пока бы я 10 километров не прошел, ну, или его ветром не унесло, оно бы было в кадре. Здесь же они движутся, и у меня прям какое-то не очень приятное впечатление. Я надеюсь, понятно объяснил. Это законы перспективы. Здесь облака близко, и мы видим что-то неестественное, когда они быстро движутся при нашем движении. Но у меня видеомозг тупой, я вообще сейчас иду, кайфую. Ты это самокритичен. Я все, Ральф Лоурен уже не могу выговорить. Лакост. Делаем ставки. Слили второй этот или нет? Так. Туда нам не надо. А там площадь Святого Марка. Мы к нему идем. Ты не слышал?
Все, уже мозг начинает отдыхать. Отключайся от той фигни, которую я несу. Я к ней привык, она у меня фоном идет. Ага. Вот мы уже подходим к площади Святого Марка. Сразу выйдем, там елочка большая. Каналы с водой, с гондольерами. Мы посмотрим там, потому что за елочкой начинается второй канал. Но прям ходить... Нет, здесь не 4, здесь, наверное, 2 канала. А может 4. Посмотрим один, но полностью проходку делать не будем, потому что здание огромное. Напомню, мы находимся на 2-м этаже Венецианса. Виктория Секрет. Макс, я знаю, что Майя не будет смотреть этот видеоролик. А мама тоже не будет смотреть видеоролик. А сейчас... Уважаемые зрители, вы даже если это смотрите, пожалуйста, ничего не передавайте, нигде не пишите, чтобы Лена не прочитала. Ты меня пугаешь. Майя хочет маме на Новый год купить что-нибудь в Victoria's Secret. Она уговаривает меня пойти или поискать в интернете, узнать по секрету размеры и купить. Она говорит, я хочу маме, у Майи есть деньги собственные, ей хватит. То есть у нее много собственных денег. Ей хватит, чтобы купить. Вот. Вот, ну ты скажи, Майя, что я согласен, если что, скинуться 50-50 с ней на подарок. Ну, это хорошая идея. Вот такой новогодний подарок наша дочка решила для мамы сделать. А меня не спрашивала, что я хочу. А я хочу от дочки просто поцелуй. Victoria's Secret? В щечку. А от Макса просто спасибо, папа, что мы классно погуляли. Этого мне будет более чем достаточно. Это площадь Святого Марка.